Здравствуйте, дорогие друзья! Для нас огромная честь приветствовать вас на международной общечеловеческой онлайн-конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Данная конференция организована волонтерами из более سال ما بسیار خرسندیم که شما را در این چرابینی بسیار مهم برای دنیا برای تمام کشورها خیر و مقدم میگوییم. عین حال ما نمایش آنلاینی خود را در زیاده از 1000 شبکه‌های اجتماعی به تماشای مردم میگذاریم. در تمام شبکه‌های اینترنتی ما به تماشای مردم میگذاریم. این کنفرانس با تشبوس خودکاران برپا میگردد و در این جز ترجمان‌های زیاد میتوانند با زبان‌های خود ترجمه کرده متن‌های زیرین را گفته‌های زیرین را با زبان‌های مادری خود شنوند. Мировой, финансово-экономический, экологический, антропологический, климатические кризисы – это та реальность, с которой уже столкнулся каждый человек. Но это только начало. Цель конференции – дать комплексный, всесторонний обзор внешних и внутренних факторов стремительно усугубляющегося глобального кризиса, который уже касается каждого. Сегодня с нами собрались неравнодушные люди, те, кому не безразлична судьба человечества, судьба своих близких, родных, своих детей. Это прогрессивные, дальновидные люди, которые понимают всю сложившуюся на данный момент ситуацию, видят будущее и пытаются сегодня сделать все, чтобы человечество имело шанс выжить завтра в условиях глобального изменения климата и связанных с этим глобальных катастроф. Осознают ли люди весь масштаб надвигающихся угроз? А ведь радикальные изменения во всех сферах жизни в ближайшем будущем неизбежны для каждого человека на планете. Никогда человечество не стояло на такой грани, как сейчас. Сегодняшняя международная онлайн-конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Посвящена острым темам, с которыми так или иначе столкнется в ближайшем будущем каждый житель этой планеты. Цифровая трансформация. Внедрение высоких технологий на базе искусственного интеллекта в различные сферы жизни мирового общества, выгоды и риски. Четвертое. Промышленная революция и угроза массовой безработицы. Будущее без работы. Причины неизбежного краха мировой экономики при сохранении потребительского формата. Радикальные изменения во всех сферах общества. Проблема перенаселения. Интенсивное истощение ресурсов планеты. Глобальное изменение климата и экологический кризис. Цикличность геологических событий, зависящие от внешних факторов. Значимость каждого человека в построении созидательного общества. Выживание человечества и обновление цивилизации. Человечество стоит на грани пропасти. Если сегодня мы, люди, не изменим мир, то завтра, когда планета будет гибнуть,
мы поймем, что мир таки надо было менять, но уже ничего не сможем сделать. В потребительском формате, если сейчас оставить все как есть, то завтра все мы, люди, останемся без работы, без воздуха, в климатической катастрофе и в войнах. Мы будем, подобно зверям, бороться за выживание, за глоток воды и кусок хлеба. Единственный выход для всех нас, для человечества, это построение созидательного общества. Нужно изменить формат мгновенно, потому что синхронизация природных катаклизмов и их значительное усиление в геометрической прогрессии не оставляет нам времени даже на короткий промежуток. А для этого нужно массовое информирование. Люди должны понимать, с какими угрозами и рисками они столкнулись и какое будущее их ждет завтра. Сами люди, волонтеры со всего мира, которые здраво смотрят на реальность, вместе с учеными и специалистами из многих отраслей, сегодня обозначат причинно-следственные связи различных кризисов, которые уже касаются каждого, а также надвигающейся глобальной катастрофы. طرفا کوشش میکنند که کار کرده باشند. Здравствуйте, вы уволены. В мире наблюдается колоссальный технический прорыв. Ежедневно нейросети успешно заменяют миллионы людей во всех профессиях. Уровень безработицы достиг критического значения. Экосистема планеты разрушена. С каждым днем увеличивается число катаклизмов. На планете не остается безопасных территорий. Это уже происходит. Но еще есть шанс все изменить. Приветствую вас. Рада быть здесь.
Мы услышали, какие темы будут. салом дӯстони азиз. Давайте начнем с темы, которая сегодня широко обсуждается в средствах массовой информации. Искусственный интеллект. дар ин ҷо мавзӯъҳои зиёд ба назар мерасанд ва ин Силиконовой долины. ва айни ҳол мавзӯи зеҳни сунъиро мехоҳем пешкаши шумо гардонем. Друзья, привет из Калифорнии. дӯстон салом ба ҳама аз Калифорния. Салом. Рождаются мировые инновации в сфере искусственного интеллекта, нейросетей, машинного обучения. дар ин ҷо зеҳни сунъӣ зиёд рушд карда истодааст дар соҳаи IT. кор дар соҳаи IT, муошират бо мутахассисони IT ва таҳиягарони зеҳни сунъӣ Действительно, аз тамоми ҷаҳон мавқеан дарманкунанда аст. искусственный интеллект создает лекарства, управляет транспортными средствами, строит огромные мосты, управляет производством. айни ҳол ба воситаи зеҳни сунъӣ дору месозанд, ҳамаи дигар корҳои таҳлилиро ба анҷом мерасонанд, ки ҳамаи ин корҳо, агар мо 30 сол пеш ҳамаи ин корҳоро ба инсоният мегуфтем, касе бовар намекард. Играл аммо айни ҳол ҳамаи ин ба назар мерасад. он легко выиграл 2 блиц-партии в 1989 году. И тогда якчанд сол пеш Гарри Каспар ба воситаи ситуация в корне изменилась, когда уже в 1997 году лучший шахматист мира Каспаров уступил суперкомпьютеру Deep Blue. И с тех пор уже никто не может победить. И ҳафт аллакай ин шахматист зеҳни сунъиро бохт. где нужна интуиция или тот же покер, где необходимо умение блефовать. Считалось, что такие игры будут не под силу машине, но ожидания снова не оправдались. И сегодня и успешно обыгрывает людей и лучших игроков в этих играх. А как ИИ стал таким умным? Ведь для обладания любым навыком все, что нужно искусственному интеллекту, это данная информация. ба ҳама он чизе ки ба зеҳни сунъӣ лозим аст, ин маълумот аст. Танҳо бояд маълумот бошад. Даже те, до которых люди еще не додумались. дар ба воситаи зеҳни сунъӣ ҳатто ходҳоеро метавон ба назар гирифт, дид ки инсоният ҳатто ба онҳо фикр накардааст, онҳоро ба назар нагирифтааст ва искусствени интеллект ва ё зеҳни сунъӣ аллакай дар ҳама соҳаҳо, ҳамаи он соҳаҳоеро ки инсониятро фаро гирифтанд Навигация, ворид карда шуда истодааст. Масалан, ба воситаи роҳҷӯ, маршрут, ҳатто барои ронанда, масалан ронандаҳо ба воситаи зеҳни сунъӣ мошин бесарнишин метавонад ҳаракат кунад. Добро пожаловать в будущее. Уже сегодня искусственный интеллект хуш омадед ба оянда. биотик способен делать бактерии зеҳни сунъӣ қобилият пайдо кард ки доруворӣ, ҳар гуна дорувориҳоро барои инсоният больше продуктов, офарад, созад. 97% меньше воды, чем обычно. А автопилоты со встроенным ва ба воситаи зеҳни сунъӣ дорога. 30 баробар зиёдтар барои сохтани Везде. Ведь дорувориҳо зиёд истифода бурда шуд. действия, которые раньше занимали часы, теперь можно выполнить за несколько секунд. Так, виртуальные помощники корҳоеро ки дар аввал соатҳоро дар бар мегирифтанд, айни ҳол ба воситаи
А автономный робот-курьер гаджет ба воситаи посылку в сохранности. 1-2 дақиқа ин корҳо иҷро мешаванд. Что вам нужно? Нейросети способны прогнозировать ваши потребности и наперед давать самые выгодные рекомендации. Окружая вас опекой и вниманием, искусственный интеллект позаботился и о сохранности вашего здоровья. Умное зеркало в ванной комнате, используя алгоритмы распознавания образов и визуальной диагностики, даст рекомендации по приему необходимых витаминов и физических упражнений, а также сделает все, чтобы улучшить вам настроение. Тысячи приложений и датчиков созданы для того, чтобы держать под контролем пульс, состояние сосудов, крови и давление. Они способны на ранних стадиях диагностировать множество опасных болезней и заранее сообщить о необходимости посетить доктора. Могут предотвратить инфаркт, онкологию и другие опасные заболевания. Так, IBM выпустила приложение для онкологов. Система содержит 600 тысяч медицинских заключений и 2 миллиона страниц из медицинских журналов. На основе этой информации искусственный интеллект выдает эффективные рекомендации по проведению дополнительных анализов или плана лечения, повышая точность постановки диагноза на 40% и вдвое сокращая стоимость медобслуживания. Но это лишь малая доля того, на что он способен. Нанороботы под управлением нейросетей могут диагностировать заболевания и доставлять лекарства непосредственно в поврежденные ткани. Следующий шаг – перестраивание организма на молекулярном уровне с целью полного исцеления, вплоть до восстановления потерянных конечностей. А что насчет банальных бытовых вопросов? Специально для любителей беззаботной жизни компания Samsung создала бота Bot Handy со встроенным искусственным интеллектом, способного собирать в доме белье, загружать посудомоечную машину, накрывать на стол, наливать и переносить напитки. В то же время умные охранные системы позволяют блокировать доступ к дому при обнаружении подозрительной активности, автономно оповещать службы экстренной помощи и предотвращать кражи. Но и это еще не все. Искусственный интеллект показывает выдающиеся успехи даже в творческих сферах. Он создает картины, музыку, фильмы и даже литературные произведения. Так, искусственный интеллект GPT-2 написал свою первую пьесу, причем ему удалось создать нечто похожее на футуристического маленького принца. А разработка Jukebox от компании OpenAI пишет музыку со осмысленными текстами и вокалом. Любителям же поэзии инструмент от Google Verse by Verse поможет создать восхитительные стихотворения. Но искусственный интеллект способен и на более серьезную работу. Например, оцифровку всех библиотек и архивов с возможностью доступа к ним 24 часа в сутки, 7 дней в неделю из любой точки мира. Кроме того, он умеет распознавать голоса и тексты на разных языках с переводом на любой другой язык, а также обучать людей рисовать, сочинять музыку и даже программировать. Какой бы сферы мы ни коснулись, искусственный интеллект везде готов предложить нам свою цифровую руку. Инак, дӯстони азиз, В вопросах. суҳбатамонро давом медиҳем дар бораи зеҳни сунъӣ. Зеҳни сунъӣ қобилияти Тысяч дел. тарҷума кардани матнҳо аз як забон ба дигар забон ва дар дилхоҳ забон И агар возможности искусственного интеллекта насб карда шуда бошад зеҳни сунъӣ кор мекунад ва зеҳни сунъӣ ва ё искусствени интеллект уже не нуждаются бисёр бо суръат пешрафта истодааст. Айни ҳол нобаста аз он ки IT ё ин ки так как технологияи компютерӣ возможно в первую замоне дар ин ҷо бисёр тяжелого и барои ҷомеа пешрафта ҳисобида мешуд, аммо айни ҳол зеҳни сунъӣ зиёд нашу жизнь. И инро гузаштааст, пешрафтааст ва ҳар як короеро қудрати иҷрои ҳар як короеро дорад ки минуту технологии ҳатто решения.
این باور نکردنی است. همه به این باور نمیکنند. Будущее нас ждет. و از این جهت میتوان گفت که آینده Наступило. به چه خیل آینده زیبا و با فراغت انتظار است. آنهایی را که با واسطه ذهن صنعی فعالیتشون را ادامه میدهند. What we have seen in this video is То, just что мы увидели в этом видео, это всего лишь малая часть того, на что способен ИИ. И более того, آن چیزی را که ما در این ویدیو دیدیم تنها یک قسم آن چیزی است که вы спросите, как ذهن صنعی قادر است اجرا کند. ИИ обучается و گذشته از این در حال حاضر وقتی که مصاحبه میکنیم همه این تکنولوژی های опыт миллионов специалистов собирает информацию обо так всех شما میتوانید پرسید این از آن سبب است که ذهن صنعی به قطع می آموزد. نه، یعنی او نه تنها مستقلانه رشد می کند بلکه آن را پیوسته انجام می دهد. развитие может быть незаметно сразу. وی تجربه میلیون ها متخصصان را جمع می کند در باره همه وقت جمع کنی معلومات И و همین خیل رشد می کند. از این رو رشدی آن را اکسپانسیالی ارزیابی می کنند. используя онлайн-переводчик, делясь استفاده ترجمه آنلاینی استفاده می شود در شبکه های اجتماعی تیک توک، فیسبوک و فوتیفایس و دیگر با این مانندها. наших мыслительных процессах, алгоритмов поведения. در این چنین ذهن صنعی در الگوریتم ها و دیگر کارهایی که با علم متعلقند و استفاده می شود و سوال پیش می آید که ذهن صنعی برای انسانیت چی لازم است؟ ذهن صنعی برای پیش بردن و موفق اجرا کردن همه کارهای انسانیت استفاده می شود و با واسطه ذهن صنعی می توان همه کار را بسیار با سرعت آسان و رصدخواد قوای کم استفاده کرد. Здравствуйте, меня зовут Питер Вос. Я генеральный директор и ведущий سلام علیکم، نام من پیتر واز است. من присутствовать на конференции «Глобальный кризис» شما را در اینجا касается каждого. И надеюсь, что смогу внести свой вклад. По моему мнению, суперинтеллект обязательно появится. Я абсолютно уверен, что у нас будет интеллект человеческого уровня, который من باوری دارم که ذهن صنعی در برابر ذهن انسانیت روز پیدا خواهد شد و همه участвует в этом процессе. وظیفه های را که انسانیت خودش کار استفاده می کند ذهن صنعی می تواند آن را به انجام رساند. اما برای این کمی وقت لازم است. این حتما می شد و انسانیت تنها استراحت می کند. Нужен правильный подход, правильная архитектура, понимание интеллекта. و برای این تنها رفتار درست، کار درست لازم است. В конечном итоге انسانیت باید همین خیل رفتار کند. در آخر ذهن صنعی یک امید، یک آرزو، یک آن مقصدی که انسانیت میخواست به دست بیارد به همان مبدل میگردد. ذهن صنعی همه آن چیزی را که انسانیت میتواند اجرا کند همه آن را خود میتواند در بر بگیرد، فرا بگیرد و اجرا کند و تنها با واسطه یک کلیک، یک زیر کردن انسانیت. ذهن صنعی استراحت نمیخواد، برای آنها استراحت لازم نیست. آنها در یک شبانه روز 24 در یک هفته 7 روز
24 ساعت کار میکنند، یعنی به استراحت، که این چندین برابر از انسانیت قوی زیادتر است و کارها را زیادتر اجرا میکند و به خطا آن چیزی را که الکی اجرا میکند به خطا استفاده میکند. رحمت که به من سخن دادید، من با خرسندی فکر خود را به شما بیان داشتم و میخواهم که همه آن چیزی که در پیش ایستاده است خوب به انجام رسد. من دیده ایستادم که شما درباره آن که اهالی درباره زیادشوی اهالی گفته ایستادید، اما من باوری دارم که محض همین ذهن سنی میتواند این مشکلی را برطرف نماید. تشکر. Thank you so much, Peter, for sharing with us. Спасибо, Питер, что поделились с нами концепцией суперинтеллекта. Объединение искусственного интеллекта в одну систему обязательно многократно умножит его потенциал. И это позволит не только упростить нашу жизнь, но самое главное — спасти миллионы жизней по всей планете. Вот представьте, скорая помощь и служба спасения всегда приедут вовремя к тем, кто в них нуждается, потому что искусственный интеллект будет все контролировать, весь городской транспорт. В случае стихийных бедствий искусственный интеллект организует эвакуацию людей в безопасные регионы в кратчайшие сроки. И никакие преступления не останутся безнаказанными, и, соответственно, их вряд ли кто-то будет совершать. Это не только поможет улучшить жизнь на нашей планете, сделав ее более комфортной, безопасной и красивой, но и позволит нам выйти за пределы Солнечной системы, фактически исследуя просторы космоса. И это лишь малая часть того, что будет возможно в ближайшие годы. Да, все это правда, и развитие искусственного интеллекта может сделать нашу жизнь лучше, проще, безопаснее. Оно может избавить нас от рутинной работы, ошибок из-за человеческого фактора. Но все это будет возможно только в созидательном обществе. А в обществе потребления, в котором мы живем сегодня, это оставит нас без работы. И под «мы» я подразумеваю себя, вас и всех, кто смотрит. Если ты, мой друг, думаешь, что тебя это не коснется, не обманывай себя. И во время сегодняшней конференции ты поймешь, почему. Давайте посмотрим, в каком обществе мы живем сейчас. С детства нас учат конкурировать друг с другом ради прибыли, славы, власти. Каждый из нас участвует в жестком соревновании, в котором выживает сильнейший. То же самое происходит и в бизнесе. Каждая компания, каждый бизнес стремится к максимизации прибыли и к снижению затрат, не особенно расстраиваясь, если при этом страдает качество. Ведь единственная цель — это увеличение продаж. Таковы правила игры общества потребления, которое мы сами и установили. Мы уже дошли до абсурда, когда лечение пациентов считается неустойчивой бизнес-моделью, поскольку главной целью фармацевтической промышленности является стабильный денежный поток, согласно исследованию Goldman Sachs 2018 года. خوب دوستان عزیز، ما با واسطه ذهن صنعی به آن درجه رسیدیم که حتی ساختن داروواری از این وابسته گشته است و انسانیت و کار انسانیت، اختصاص انسانیت زیر سوال می آید که اگر ذهن صنعی همه این وظیفه ها را اجرا کند، پس انسانیت و این متخصصان به ما چی لازمند؟ اما بسیاری انسانیت ها کارهای منعطانی را اجرا می کنند و شما چی فکر دارید که کدام کار بسیار مفیدتر است؟
лучше человека. با انسانیت کاری انسان کاری آدم و یا کاری ذهن صنعی. Сети не устают. من فکر میکنم کاری ذهن صنعی چون که بسیار Количество операций خوب و عمیق و دقیق اجرا میکند آن کاری رو که الکی آموخته است. ошибок. И самое главное, им не нужно платить зарплату. В потребительском формате общества, каким бы вы آن چیزی که فرقیت زیاد دارد مثلا برای متخصص ما باید که вам придется сделать то же самое. پول سپاریم معاش دیم اما برای ذهن صنعی معاش دادن لازم نیست اون مهنت دست انسانیت است و برای انسانیت کار میکند. Себя, как только искусственный интеллект начнет сам определять для себя задачи, потребность в менеджерах тоже исчезнет в мгновение ока. И искусственный интеллект уже знает, как это сделать. و ذهن صنعی الکی میداند که این کارها رو چخیل باید اجرا نماید. Начинаете заниматься творчеством, но спросите себя, откуда мы деньги ما استراحت میکنیم و ذهن صنعی به جای ما کار میکند. платить? اما Работы нет денег. باور کنید انسانیت برای همه Содержать людей, чью работу لازم می شود که برای همه и для کого это? آن کاری که اجرا می شود پول سپارد یعنی که به پول به معاش به مزد چیزی کار نمی کند. Миллиарды людей без средств к существованию будут просто тихо сидеть и ждать чего-то, или они будут бороться за свою жизнь и, умирая от голода, восстанут на улице. Очевидно, что недостаточно просто поменять законы. Нужно менять формат. قانونیت و قانونهای جامعه البته تغییر می یابند در حالتی که ذهن صنعی همه را الکی در بر میگیرد باید که همه آن چیز О том, насколько критична уже сейчас ситуация с безработицей и какие опасности подстерегают нас в связи с повсеместной заменой труда машинами, расскажет Айван Идрова, внешний консультант Международной организации труда. درباره کارهای ذهن صنعی وابسته با ماشین دیگرها اختصاصمند دیگری ما معلومات خواهد داد. تشکر زیاد برای آن که شما با من معلومات دادید. Для меня радость и большая честь внести хоть и маленький, но вклад в это грандиозное мероприятие под названием «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Когда люди живут на меньше $100 в день, تشکر زیاد که شما ما را با این جا دعوت کردید و становятся беднейшими из бедных, зарабатывая меньше $1, а то и не зарабатывая вовсе. عین حال انسانیت بعضی ها کار میکنند از سحر تا بگاه اما معاش آنها از $1000 کمتر است و این البته برای صفت گذرانیدن حیات تاثیر میرساند. ما در این سیاره الکی قریب 8 میلیارد آدم زندگی میکند. Лесное хозяйство, همه цепь производства пищевой продукции. И вот если همه با کارهای گوناگون مشغولند. کسی با ماهیداری، کسی با چارواداری، کسی با کشاورزی مشغول است. они не могут перепрофилироваться. Они не могут так lегко و آنها نمیتوانند که اختصاص خود را تغییر دهند یک اختصاص نو پیدا کنند. недостаточно для того, чтобы من میتوانم گویم که این بسنده نیست برای آن که آن چیزی که استحصال می شود به واسطه آنها همه آنچه لازمه را استحصال کرد. значит и менее конкурентоспособна. И вот, если у вас есть конкурент, то вы в менее выгодном положении, так как рыночная система требует с одной стороны качества, а с другой конкурентную цену.
Поэтому, когда у других цена ниже, они идут вперед. И вот эта гонка за ценой и приводит к этой проблеме. И получается, что искусственный интеллект и производство будут развиваться, какую бы технологию мы ни взяли, в сторону замещения людей как рабочей силы. И это в первую очередь Но بس از اون که ما انسانیت رو از کجا деятельности, где человек اختصاصش رو پیش بینی می نمایم و فعالیت انسانیت برای همه труд в производстве برای эффективно и дорого, поскольку استحصال بسیار لازم است و هستند کارهایی رو که ذهن صنعی اجرا کردن نمیتونه. شما باور کنید من البته ذهن صنعی رو با مقابلش نیستم، من طرفدارش هستم، این باید فعال باشد، رشد کند، اما باور کنید قوه انسانیت را در بعضی ساحه ها هیچ چیز تغییر دادن نمیتواند. Конечно, это потребует больших финансовых ресурсов. البته برای راه اندازی ذهن صنعی بسیار پول زیاد لازم است که اون با فعالیت پیاده گردانیده شود. اما количество рабочих, людей, специалистов, что угодно, если прибыль покажет мне положительные цифры. Вот и все. Мы обязаны уйти от потребительства и перейти на созидательный путь. А это созидательное общество, я так считаю. Это именно то, что нам нужно. Это потребует времени и усилий, и нужно будет работать сообща. Но это начинается с каждого человека. Это должно идти из личного желания. Спасибо, Айван. Действительно, в нашем обществе потребления на предприятиях стремятся заменить человека машиной, чтобы не проиграть в конкурентной борьбе. И если посмотреть на ситуацию с точки зрения совершенствования продукции, то скоро машины будут делать абсолютно все лучше людей. И никому не будет дела до людей, которые останутся без работы. Далее. Доктор Томас Штрауб, профессор кафедры международного менеджмента Женевской школы экономики и менеджмента, расскажет о том, как четвертая промышленная революция повлияет на все сферы жизни человека и почему нам необходимо построить создательное общество, чтобы эти технологии использовались для улучшения жизни каждого человека, а не во вред нам. Я преподаю международный менеджмент в Женевской школе экономики и менеджмента Университета Женевы и являюсь директором магистерской программы в области ответственного управления. Занимаюсь исследованиями в различных областях слияния и поглощения, современных инноваций, а также правонарушений. Являюсь автором книг и статей по данным темам, на которые ссылаются и другие авторы. Полагаю, что четвертая промышленная революция, конечно, повлияет на все виды систем, включая новые управленческие системы макроуровня, такие как политическая. Но также это может повлиять и на микроуровень, то есть на систему управления внутри компаний и организаций. Считаю, что это бросит вызов нашей экономической и правовой системе в целом, а также повлияет на то, как мы определяем, что правильно, а что нет, и каким образом мы учимся, живем и взаимодействуем с другими людьми. Лично я думаю, что нам нужно будет учиться и активно влиять на систему, чтобы она приносила человечеству пользу, то есть чтобы система была направлена на благо человечества, а не против него. Другими словами, технологии должны приносить пользу и защищать человека, его права, нормы и ценности. Кроме того, решения должны приниматься по принципу инклюзивности.
Правительствам, политическим деятелям, организациям и обществу в целом необходимо активно и инклюзивно включаться в этот процесс преобразований. Как я уже говорил ранее, и это соответствует ценностям проекта «Созидательное общество», технологии должны применяться в интересах человечества, защищать человека и его права. Ведь права человека являются важным аспектом этого процесса. Нужно обеспечить соблюдение норм и уважение ценностей, но, на мой взгляд, еще должна быть инклюзивность. Те решения, которые мы будем принимать в будущем, должны приниматься совместно и учитывать права всех категорий граждан, организаций и разных людей. Спасибо, доктор Штрауб, что напомнили нам о том, что технологии должны использоваться только для улучшения нашей жизни. И давайте не забывать, что искусственный интеллект — это всего лишь инструмент, а любой инструмент может быть использован как во благо, так и во вред. Сегодня специалисты по ИИ активно разрабатывают самообучающиеся системы, в которых они видят наибольший потенциал. Но какие угрозы это несет для нас? Давайте послушаем эксперта Игоря Новикова, главу киевского отделения Singularity U. По большому счету, сейчас уникальное в истории человечества время, в том смысле, что меняется действительно все. И если мы говорим о рисках, то риски, естественно, как и возможности, находятся вот абсолютно во всех сферах. То есть вот пандемия четко показала, что мы не готовы к медицинским вызовам. Пандемією COVID нишан дод ки мо ба холатҳои медицина тайёр нестем. К тому, чтобы реагировать на те последствия, которые вот грядут в очень близком будущем. С точки зрения социального строя, социальных институтов, в принципе, сейчас уже ставится под вопрос все. Самый вот привычный нам способ распределить благосостояние называется работа. А этот способ, он не защищен от автоматизации труда. Рабочих мест мы, по большому счету, к этому не готовились. У нас нет ответов общепринятых, а что же, собственно, с этим делать? Если мы не будем работать, то как нам кормить своих семей, потреблять, зарабатывать на жизнь, обеспечить базовые потребности. И چیزهای کوتاه رو که نفهمیم و همین حالت اومده است که باید که دویده همین کارو کنیم. درباره اینتелекتی ساخته شدن برای مثال اینترنت این یک تکنولوژی است که این همه حالتهای استفاده بریش رو پیدا نکرده است. این بسیار خوبی و بدیهای دارد. ما فکر نکردیم برای ما با وقتی اینترنت رو ساختن درباره چی شدنش فکر نکردن. все барьеры, давая доступ к одному и тому же рабочему месту любому человеку с гаджетом и доступом в сеть, тем самым увеличивая до пика конкуренции. تیار بود که برای شخصانی که فقط یک мы, изобретая технологию и صاحب کار شدند. Теперь два остальных фактора, вот если мы говорим конкретно об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект на сегодня в первую очередь несет в себе угрозу приватизации. То есть есть простое правило. Если датасет, на котором обучена нейронка, составлялся людьми, то действие и работа, и качество работы этой нейронки будет вот зеркалом датасета. То есть, по большому счету, если у нас будут расовые предрассудки, заложенные в датасеты, либо религиозные, либо какие-то еще,
то нейронка, которую мы считаем абсолютно рациональной, будет на самом деле иррациональной и предвзята так же, как и ее создатель. Это вот первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что дуюм мушкилот инаски мы намного лучше имрус понимаем, как нейронные сети принимают бехтар решения, чем мы мефадим ки понимали там 3-4 года назад, мы все равно до конца не контролируем вот процесс принятия решения, не мониторим даже процесс принятия решения. При этом мы искусственному интеллекту доверяем все больше и больше ежедневных задач, причем некоторые, которые из них касаются вопросов жизни и смерти многих людей. Я говорю о применении машинного обучения в медицине, в энергетике, там, в чем угодно. Да? При этом, ну, де-факто мы не понимаем, как это условный черный ящик, хотя это не черный ящик, это нолики и единицы бинарного кода, но все-таки. Как этот черный ящик устроен? Мой любимый пример, хоть он и кажется фантастическим, но прецеденты в истории человечества уже были, это вспышки на Солнце. То есть в 1965 или 69 году вспышка на Солнце нанесла довольно серьезный инфраструктурный вред американскому телеграфу. А почему только телеграфу? Да потому что, в принципе, это вот единственная технология была, которая была этому подвержена. Если подобная вспышка повторится сегодня, она, ну, де-факто заполняет, отправит нас в 19 век, лет на 20. То есть нам есть над чем задуматься. Вот это вот реальная картина. Мы сейчас находимся в той ситуации, в которой полностью повернуть это вряд ли уже удастся. Мне кажется, что ин аст ки инро тамоман дигар кардан аллакай номумкин аст. Ман фикр мекунам ки найти какую-то sustainable модель удержания як ҳолатеро бояд ёбем ки дар ҳолате ки дорем ҳаминро дошта истем. Такие макропоследствия. То есть это существенное влияние на мировую экономику, это климатическая миграция, это политические и военные конфликты, которые на базе этого возникают. Ведь по большому счету, ну, представьте себе ситуацию. Есть, допустим, какая-нибудь среднеазиатская, небогатая страна, где потенциальное там земледелие в какой-то той или иной форме и так не процветает. И тут вот климат меняется, климат становится, допустим, у них жарче, суше и полностью добивает. мисол фикр кунем ки ҳолати табиӣ тамоман дигар шудааст ва ҳолати зиндагии онҳо тамоман дигар шудааст. бале мо дидем ки дар африка чӣ хел шудааст, вале одамоне ки одамоне ки ҳоло зиндагӣ мекунанд, онҳо дасти холӣ намешинанд. онҳо ҳатман кӯшиш мекунанд. барои ҳамин ман фикри аз ҳама хуби ман ҳамин аст ки ман умед дорам ки одамият интизори аз ин бадтаршавиашро намекунад, аз ин бадтарашро. Спасибо, Игорь. تشکر زیاد ایگر. من کاملا راضی هستم که وقتی آن رسیده است که همه یک جای عمل کنیم. شما تنها با موضوع خیلی مهم، یعنی آفت‌های طبیعی و گریزه‌های اقلیم دخالت کردید. ما بعدتر در کنفرانس در این باره مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد و با این وسیله کسی را هم ترساندنی نیستیم. دلیل‌های آموخته‌مان ما را وادار می‌سازد که در جهان زندگی داریم. با سرعت تیز رشد ذهنی سنئی نگاه کردم ما میفهمیم که بسیار کسب‌ها را ذهن سنئی به دست احاطه میکند. نه تنها مهنت دستی بلکه کسب‌های با مانند آموزگاری، محاسبان، دیگر کارمندان اداره و غیره و آدمان در کوچه ها در کنار خواهند ماند، گرچند که یک ساحه هست. Не только физический труд,
но и такие профессии, как учитель, бухгалтер, офисный работник и другие. И люди просто останутся на улице. و این واسطه آن می‌گردد که بعضی انسانیت‌های صاحب اختصاص در کوچه مانند. Искусственный интеллект. И ирония заключается здесь в том, что именно они будут первыми. و خنده‌آور در آن است که از حساب ذهن صنعی بعضی شخصان صاحب معلومات میتوانند به کار مانند. بیایید ما یک نواری را با اشتراک ایگور میخائیلویچ تماشا میکنیم در آنچه حادثه رخ میدهد. Так вот, и педагоги останутся на улице, и медики останутся на улице. بینید Любая профессия, она будет постепенно هیچی پداگوگ ها چی آموزگاران در کوچه میمانند اگر که ذهن صنعی زیاد رشد کند. بعضی ها میگویند که اختصاص آیتی شخصانی که به واسطه آیتی یعنی تکنولوژی کامپیوتری کار میکنند این باقی میماند. درست است؟ این کاملا درست نیست و میتواند تغییر یابد این هم و ذهن صنعی میتواند حتی بسیار کارهای آیتی اسپیشالیست ها را هم اجرا کند. те, кто начинали пораньше, хотя бы там лет 10 назад, آنهایی که بر وقتتر یک گویم 10 سال پیش کار را آغاز کردند те сейчас востребованы. و آنها علاقه متخصصان باوریناک هستند و صاحب احترام هستند آنها میتوانند مانند. اما جوانهایی که تنها با آیتی اسپیشالیست میآیند ماندن آنها زیر سوال است. شاید مانند شاید نمانند. چرا؟ چون که امروز همون خیلی میگویم ذهن صنعی بسیار کارهای را اجرا میکند و به جای انسانیت که بسیار کارها را آن از انسان خوبتر اجرا میکند. Чем те же программисты, даже топовые. И многие люди уже видят, особенно задействованные в IT-технологиях, они видят, как появляются программки, ну, которые якобы написали люди, но те, кто имеет доступ к этим кодам, они видят, они настолько логичны, эти коды, они настолько совершенны, что людям крайне сложно их предписать. Я понимаю сейчас, некоторые программисты, те, кто нас смотрят, скажут, да, ну это невозможно, меня ж не заменит. باور میکنید این حال میتوانند بعضی آیتی اختصاصمندها با ما نگاه کنند و گویند که این چیزی نیست و باور نکنند. اما باور کنید این ذهن صنعی بسیار پیشرفته ایستاده است. میتواند بسیار وظیفه ها را غصب کند. Для некоторых из нас эта информация может стать шоком. Особенно для тех, برای بعضی ما این معلومات میتواند شوک‌آور باشد، профессию кого-то другого. Но только حیرت آور باشد. особенно, если я разработчик и وقتی که определенные тенденции в этой области. اما ما تمایل های این ساحه را به طور واضح میبینیم که نشان میدهند که ذهن صنعی الکه قادر است کدگذاری کند، الگوریتم ها را مستقلانه ایجاد کند، برنامه ها و غیره ها سازد. از اول سال 2021 یک چند سیستم آیتی که قابلیت نوشتن کد را دارند پاتنت‌نامیده شدند. مثلا شبکه عصبی که در ساحه دید کامپیوتر با رمز می نویسد و همه زبان‌های برنامه‌سازی را آموخته است. نمونه دیگر خدمت جی هوب کاپیتال می باشد که برنامه‌سازان را می تواند با این وادار کند چگونه این کار را آموخت. آن همه رمزهای آشکارا دسترس را تحلیل کرد که خود برنامه‌سازان آنلاین گذاشتند.
Особенно если учесть, насколько хорош ИИ в самообучении. گفته می شود که این همه با نیت‌های نیک برای کمک به برنامه‌سازان در رفع کار مقرری آنها انجام داده می شود، اما این همیشه پس از آن که آنها از جریان محو شوند آغاز می بود. مسلم است که هیچ وقت همه رمزگذاری توسط ماشین ها اجرا نمی شود و آدمان دیگر تطبیق نمی شوند. خصوصا اگر شما به نظر گیرید که تا چه اندازه ذهن صنعی در آموزش خودآموزی خوب است. آیا در خاطر دارید که طالب ما درباره بازی گو که مشکل ترین به حساب می رفت نقل کرده بود که سی بهتر از آدمان آن را از خود کرده است. در این باره باز یک دلیل جالب وجود دارد. ذهن صنعی توانست در بازی گو آدم را مغلوب سازد تنها پس از آن که آدمان تعلیم دادن کامپیوتر را قطع کردند و به ماشین مجموع قاعده ها داده شده برای خود آموختن را ترک کردند. ذهن صنعی از حرکت های استفاده می کرد که به قاعده های مخالفت نداشتند، اما آدمان در طول هزار ساله موجودیت بازی آن را با دست آورده نتوانستند. همین طور خودآموزی راه بهترین تعلیم ذهنی صنعی می باشد. آنهایی که به این باور نمی کنند و خود می حسابند به مثلا کاسپاروف در سال 1989 با سادگی با آسانی ذهن صنعی را بریده بود، چطوری که امروز هیچ کس بر ضد ذهن صنعی در شахمات، پوکر و بازی گو پیروز شده نمیتواند. هیچ یک انسان نمیتواند با ذهن صنعی رقابت کند در فراگیری رمز گذاری و تهیه نرم فضا. و طوری که ما قید کردیم رشد ذهن صنعی اکسپانسیونالی است. این از روی این آینده از آنی که هر کدام ما تصور کرده میتوانیم خیلی نزدیک است. بچه‌ها بیایید خود رو فریب ندهیم. کار نه برای ایجاد بازیگران در بازیگو بلکه در یک سوپر اینتелект که تمام سیستم ها رو یعنی تمام جهان را اداره خواهد کرد انجام داده می شود. ما بعدتر در کنفرانس با این موضوع مفصلتر داخل خواهیم کرد. دوستان لطفاً فکر نکنید که ما ضد رشد تکنولوژی هستیم. برعکس با ما تعجیلاً با تکنولوژی های مترقی نیاز داریم تا با کاتالیسم های آینده اقلیمی مبارزه بریم. سوال تنها در آن است که ما در کدام شکل جامعه زندگی کردن را انتخاب خواهیم کرد. جامعه استعمالی که ما آینده نداریم و یا که سازنده که در آن همه دستاوردهای زندگی هر یک انسان را بهتر میکنند. Как мы видим, искусственный интеллект со всеми своими способностями может заменить людей. И в этом блоке конференции, который называется «Технологическая безработица», давайте рассмотрим, какие профессии и почему определенно будут переданы искусственному интеллекту. Поверьте мне, вы будете поражены приведенным фактом. Например, вы думаете, что музыка и искусство — это то, на что искусственный интеллект не способен? Что ж, вы ошибаетесь. Давайте посмотрим видео, которое разъяснит эту тему. ویدیو رو تماشا بکنیم که این رو فکرتون رو دیگر میکند. Люди привыкли думать, что творить может только человек, а машина на это не способна. شخصان Сюрприз в том, عادت что کردن это не فکر так. کنند که فقط Искусство и آدم творчество для این کار машины оказалось намного проще, чем ایجاد کردن решение میتواند. человеческих проблем. لیکن تکنولوژیا
از این خوبتر Ученые из میتواند. Нью-Джерси и Калифорнии в 2017 году عالمان از разработали کالیفرنیا و систему IT, نیوجرسی изучающую и создающую изобразительное искусство. Впервые в истории люди не могли сказать, какие картины были сделаны یکمین بار در а какие были دنیا созданы людьми. آدمان گفتن Как вы نمیتونند можете که отличить? Думаете, شما искусственный میتوانید интеллект способен создавать только картины в абстрактном стиле? Нет. Портрет Эдмонда Беллами. В 2018 году پورتریتی ارمند بیلر در سال 2018 ذهن سونی اولین پورتریتی بدیعی را آفرید که در با مبلغ $433,000 فروخته شد. لایحه ذهن سونی تمام ایجادیات رابرت را تحلیل نموده در ثبت رسامی شبکه عصبی نه تنها تصویر را تولید کرد بلکه با استفاده از چاپ 3D سده اسلوبی نقاشی اوستا را نیز دوباره برقرار کرد. رابرت الکی رنگ کردن حسن و رنگ را با مثل آدم آموخته است. مثلا وقتی که با رباتی دیوید وظیفه کشانیدن یکچند تصویر یک اشیا داده می شود، خود او معین می کند که если любую уникальную технику живописи может воссоздать нейросеть. پس چرا نابغه های رسمانی حاضرند در یک اسلوب раскрашивать изображения и придать خیلی در صورت هایی که даже است самому примитивному рисунку. Модельный бизнес также переходит в цифровое пространство. Знакомьтесь, это им. بیزنسی مدلی شناس شود. این ادماس Это و این Дагни, نیک Шуду, و این دگنه Алена, شودرو Джейн, آلونا Бойс. Как вы думаете, بیس. кто из этих شما چی моделей فکر میکنید؟ живой человек? Ни کدام одна. از اینها شخص زنده اند؟ С ними заключают многомиллионные рекламные контракты لیکن با всемирно اینها известные бренды. کنترکت های У میلیونی этих моделей میبندند. миллионы фанатов в соцсетях. На них این хотят быть مدل похожи, ها им подражают. میلیون ها Они فنات не ها стареют دارند. и всегда выглядят идеально. Их آنها легче پیر продавать, نمی а شوند و визуально همیشه даже можно изменить. Так зачем возиться с پیدا людьми, می их شوند و با настроениями и خواهش آنها را программами, عوض если کردن есть ممکن вечно است. молодой искусственный интеллект, который всегда в тренде? وقتی که همیشه Цифровые телеведущие уже тоже не новость. Первая телеведущая на основе искусственного برنده интеллекта های появилась в تلویزیون китайском این государственном علاقه агентстве خبری نو نیست. Xinhua в начале 2019 года. یعنی На سینخوا данный در момент سال эта 1900 технология активно используется в Японии, Китае и Южной Корее. این تکنولوژیا در Разработка Корея, шагнула в своем да. развитии настолько, что создателем новостей уже может стать кто угодно. Достаточно загрузить текст, и виртуальный ведущий его озвучит. Например, بسنده است که او را به وی دهم София Томейшин, работающий в канадских изданиях The Globe и Mail, стал победителем конкурса «Онлайн-журнализм 2020». Искусственный интеллект впервые получил журналистскую премию. Сегодня искусственный интеллект способен не только озвучивать текст, но и составлять его в разы лучше людей. Роботы-журналисты, составляющие статьи для Forbes, Bloomberg, امروز اینتلکت Associated Press, صنعی Microsoft نه فقط میتواند качественнее, быстрее и خواند بلکه میتواند که обрабатывает او и تستر و структурирует нейросеть, خوبتر а не ایجاد человек. کند. Для журналиста создание больших аналитических материалов занимает недели. а то и برای месяцы. روزنامه‌نگار А группа ساختن редакторов یک затем проверяет неточности и ошибки. نه В то время как программа способна сама обработать огромный объем информации, выбрать нужные факты, در حالتی сопоставить که и сделать это شخص на разных یک языках интересно и понятно для читателя. То есть и в этой отрасли люди однозначно проигрывают. Эта немецкая рок-группа гастролирует по всему миру. این راک گروپی В نمیسی мире существует در همه جا множество مشهور است. разработок, которые самостоятельно пишут музыку в разных жанрах или в стиле علاقه известного بسیاری исполнителя, از даже آنها осмысленный текст к ней. Искусственному интеллекту под силу даже сложнейшие классические произведения.
Нейросеть Айва дописала неоконченную пьесу чешского композитора Антонина Дворжака спустя 115 лет после его смерти. Программе на это понадобилось 72 часа. И да, музыка, которую вы сейчас слышите, тоже создана программой Айва. موسیقی که حاضر شما میشنوید این با برنامه آیوا ساخته شده است. به نزدیکی یگان شخصیت علاقه حاضر آنها میتوانند دیگر کنند و هر چیزی که به آدمان پسند است همان را سازند. لوتا ای از چین، Сумейко из Японии. И многие другие — это нарисованные певцы-голограммы. Уже не первое десятилетие виртуальные певцы дают концерты позиции в музыкальных рейтингах. И у них есть свои многомиллионные поклонников. Они настолько взаимодействуют с публикой, что ощущение гораздо ярче, нежели от концертов исполнителей людей. Выступления голограммы всегда идеальны. Они не устают, не забывают слова и движения, не фальшивят. Зачем продюсеру терпеть капризы звезды? Если можно вставить флешку и шоу идет. Пока мы еще преклоняемся перед выдающимися звездами, но совсем скоро это все канет в лету, как что-то устаревшее и неожиданное. Все внимание будет приковано к виртуальным артистам и голограммам. Технология голограммы способна даже оживить образы популярных исполнителей прошлого. Майкл Джексон и Уитни Хьюстон, Виктор Цой и Владимир Высоцкий, Фрэнк Синатра и Мария Каллас, Тупак Шакур. Они смотрятся суперреалистично. Концерты с такими голограммами даже более популярны, чем с живыми артистами. После концерта с голограммой Тупака продажи его альбомов резко возросли. Уже мертвые поют на сцене, а завтра людям не останется места вообще. Технология Deepfake достигла такой высокой реалистичности, что уже создает реальную угрозу актерам. Так, ради эксперимента канадский YouTube-блогер заменил в нескольких сценах сериала «Ведьмак» лицо главного героя Генри Кавилла на лицо голливудского актера Хью Джекмана. В ТикТоке уже появился фейковый Том Круз, созданный с помощью данной технологии. Дар ТикТок алакай Том Крузи сохта шуда пайда шудааст. Законодательно нигде не прописано. این علاقه چیزی است که در قانون در یگان جا نوشته نشده است. در سال 2015 آدمان Дисней создал роботов-акробатов, которые выполняют трюки высокого полета, каждый раз совершая акробати را ساختند که Эти Stuntronics являются автономными پریدن و заменой каскадеров. پایان شوی بهترین را نشان می‌دهد. А как насчет эмоций от робота? Нейросеть уже умеет در مانند حسیات‌های ربات چی است؟ мастерски имитируя гнев, печаль, радость или интерес. ربات‌ها می‌توانند که غمگین و خرسندی را نشان دهند. I trusted you. But if you look at it, you never listen. You don't listen. Технология MetaHumans позволяет при небольших временных и технических ресурсах создать реалистичные виртуальные образы людей. Этот ролик был создан людьми. Но это не این ویدیو از طرف آدمان ساخته شده است ولی این یکباره نیست. این را علاقه ماشین‌ها می‌توانند کردن. Программа использовала голосовые технологии, замену лиц, برنامه мимики. технологии Бенджамину понадобилось всего 2 суток. Бенджамин также написал برای منتج کردن بنجامین فقط 2 روز در کار شد. Звучало так. В будущем с массой безработицы молодые люди вынуждены будут продавать кровь. Это то, что я могу делать.
С учетом потребительского формата общества, будущее с массовой безработицей – это и есть самый вероятный сценарий. Беря во внимание тот факт, что вымещение людей искусственным интеллектом необратимо произойдет как в сфере медиа, так Dar и во всех جامعه других сферах деятельности. استعمالی چنین مرا انتظار است که آدمانی بکار و Внедрился в творческие профессии, на которые ранее چه خیلی был که способен ربات только در человек. کارهای ما Насколько быстро и легко он сможет заменить خوش شد و فکر کند که با کدام درجه تیزتر او با ما رو دیگر میکند. So is my job as graphic and web designer will be gone too. Still, each of us thinks right now that another job can be replaced by artificial intelligence, but not mine. Especially, many people believe that the Особенно так считают многие люди, работающие в сфере творчества, что они не смогут быть заменены ИИ. همینطور کار من همچون گرافیک و وب دیزاینر از بین میرود. با وجود این هر یکی ما در حال حاضر فکر میکنیم اینجا کار دیگر برای انتظار. این حال ما نواری را دیدیم که چگونه ذهن صنعی کارهای ما را اختصاصهای ما را تغییر میدهد. آخر چگو ما حتی موسیقی را شنیدیم که ذهن صنعی برای دلخواه شخص میتواند ایجاد کند و از انسان بهتر و خوبتر میکند. ما تنها این رو در همین نوار دیدیم. В кинематографе произойдет революция. در ساحه فیلمسازی نیز یک انقلاب جدی با پیش می آید، چون که فیلم های نو، حتی هر هفته فیلم های نو با اکتورهای نو با صفت های بهتر و خوبتر پیش نظر می آیند. ذهن صنعی در آینده نزدیک امکان دارد که ایده یا سیناریوهای خود را برگزار کنید و پس از یک هفته شما فیلمی به دست خواهید آورد که با خواهش شما همچون اکتور با شما و واقعیت فرق نمی کند. و شما تنها در آن لازم است تا میدان را به نوار گیرید که باقی مانده را آن خود به انجام رساند. اما این تنها آغاز کار است. ما را ذهن صنعی در یک عالم دیگر انتظار است، یعنی که به حد به کنار است و ما آن را حتی درک کردن نمیتوانیم. این آینده خیلی جالب است. تنها درباره آن فکر کنید که اگر پگاه شما بیکار مانید و دیگر کار نباشد، شما چی کار میکنید؟ ما نمیتونیم به کنسرت رویم، به کینو رویم، از همه آن ایجادیات گالری ها حلاوت بریم. ما تنها برای با یکدیگر میتوانیم جنگ و خرخشه کنیم به خاطر تنها یک بردن آن، چون که بیکاری نیز انتظار است. تشکر زیاد اولگا. درست است که استعمال کننده را چنین انتظار است. تماشابینان عزیز، پیش از آن که من برآمد کننده
مهمان نوبتی خود را معرفی کنم. خاطر رسان می نمایم که قسمت نوبتی چورابینی ما به موضوع بحران اقلیمی بخشیده می شود و سخنگوی نوبتی سویتلانا گالینسکایا دیرکتور گنرالی شرکت مدیتیک می باشد و سخن را ما با او می دهیم. مرحمت سویتلانا، سخن با شما. Я рада приветствовать телезрителей и участников конференции «Глобальный кризис», и это касается каждого. Очень интересная тема, и я очень рада... من شدم که تماشابینان و اشتراکچیان کنفرانس بحران جهانی این علاقه به همه داخل. موضوع خیلی جالب است و من خیلی شدم که امروز در اینجا حضور دارم. نام من سویتلانا گالینسکا است. من صاحب شرکت مدیاتیک هستم. این یک شرکت است که در ساحه شو بیزنس کار میکند. ما دستگیری تکنیکی میکنیم. در حضور ذهن صنعی ما چگونه دورنما داریم. اگر جامعه تنها ارزش های مادی را پیگیری کند و در عین زمان ذهن صنعی را استفاده برد، انسان خود را از دست میدهد. چرا؟ زیرا هر یک صاحب کارپوراسیون یا اینکه کارخانه یک قطار ماشین ها ایجاد میکند، آن را با ذهن صنعی پر میکند و شخصی که در چنین زنجیر است نالازم می شود. بیکاری عظیم به میان خواهد آمد. آدمان به طور عمومی سرکوب کرده می شوند و من حتی نمیدانم که این به چی آورده می رساند. من فکر می کنم که این عاقبت های خیلی بد دارند. سالهای زیاد از سبب آن که مواد در جای اول بود ما پاره شدیم و ببینید که آن به کجا برد. ما آتش خیزی، آبخیزی، گرسنگی به پایان و غیره را میبینیم. هر آن چیزی که در روی زمین رخ میدهد تنها از آن سبب است که آدمان فراموش کردند که آنها پیش از همه آدم هستند. ما غایه مهمترین همکاری همه با یکدیگر را از دست دادیم. لطفاً مردم متحد شوید و بشنوید که تنها ما همچون مردم و حالت باطنی محبتمون با آن دقت میدهیم که ما باید هدف یگانه برای نگاه داشتن جهان داشته باشیم و باید تمام روندهای تکنولوژی را برای آفرینش سازیم و آن گاه همه چیز به ما خوب خواهد بود. با پیشرفت‌های فوری، با ماشین‌هایی که کارهای خطرناک میکنند، با ماشین‌های طبی که بیمارها را در محل اول معاین میکنند، ما میتوانیم عمر را دراز نماییم. چه تحکرسی است که خانه نوی زیبای ما را میسازد. خانه با نام جمعیت ایجادی. سویتلانا، برای این سخنان صمیمی به شما تشکر زیاد و مقصدی اساسی همه این اساسیات همین است که ما کاری رو کنیم که با منفعت آدمان جمعیت باشد و گوینده نوبتی ما این پرزیدنت فدراسیون اروپایی صاحبان زنان سیاه‌پوست اساسگذار وین تاید گلوبال تیلکس استقبال کنید. دکتر تومپسون، یک عضو جمعیت شاهیگری هوسمندی صنعت استحصال و تجارت را پیشواز گیریم. نام من دکتر وین تومپس است و من در بریتانیای کبیر بودم. من با شما سپاس خود را میخواهم برسانم، چون که فکر میکنم که در حقیقت این موضوع بسیار باعث دقت است و باید که ما این رو پیگیری کنیم. پیش از همه از شما
میخواهم کاری رو ما باید کرده باشیم. در اینجا آدمان زیاد از گوشه کنار دنیا جمع شدن تا که این موضوع ها رو ما این مشکل ها رو در یک جایی برطرف نماییم و فکرهای خود رو بگوییم. این تنها یک امکانیت عجیب است که آدمان گوناگون را از قشرهای گوناگون در سراسر جهان جمع آورده. پس شما می‌دانید که به موضوع اول نگاه کرده تنها حس کنید. ما تنها باید کوشش کنیم که یکدیگر را آموزیم. ما تا آن زمانی که یکدیگر را نآموزیم، با یکدیگر نزدیک نباشیم، انسانیت با یکدیگر در علاقه نباشد، ما رو یک راه خطرناک انتظار است. من فکر میکنم که برای من چیزی با نام مسئولیت شخصی اجتماعی وجود دارد. تا آن دمی که همه مسئولیت شخصی اجتماعی خود را نفهمند، جهان نمیتواند با این راه پیش رود. به شبهه من فکر میکنم که این باید با مهربانی و غمخواری باشد. وقتی که من فکر میکنم که همه باید در جهان جایگاه خود را پیش گیرند و این به خود افراد وابسته است که مسئولیت آنها چیست، آنها با چی عشق و عاشقی دارند و چی میخواهند که روی دهد، در دنیا چی باشد و هر قدری که ما در کنار نیکی قرار گیریم همان قدر بهتر است. کار نیک بهتر از بد است. تشکر زیاد دکتر تومسون برای تحقیقات های شما و آن چیزی که شما فکر میکنید و آن عقیده های شما برای آینده ای جامعه. بیایید در یک جایگی سخن رو به سخنگوی نوبتیمون میدهیم که این درباره اقتصاد صحبت میکند. Наши различные рабочие места и как это отражается на нас, людях. А ты уверен, что забрав твою работу, потребительский формат общества создаст тебе новую... آیا مطمئنید که با گرفتن کار خود شکل استعمال کننده جامعه برای شما شکل نوی را ایجاد میکند؟ آنها وعده میدهند که ما را از روی اختصاصهای نو بازآموزی میکنند، اما برای چی؟ اگر ذهن صنعی زودتر از خود کنند و در فرمت استعمالی همه چیز را مانده و فایده حل میکند. کاهش ها در آدمان از حساب استفاده ذهن صنعی الکی به عمل آمده ایستادند. اینها چند مثال توصیفی و کشورهای مختلف. مثلا زواد تلفن براره موبیلی چنجنج پرس تچ سکول در خیتای 90% کارمندانش را با ربات ها عوض کرده است. در این زمان 250% بلند برداشتن حاصلناکی مهنت و مردم دیگر کار دیگر پیشنهاد نکردند، تنها از کار رانده شدند. در سال 2018 سبربانک روسیه بزرگترین کارخانه مالیوی در اروپای مرکزی و شرقی ذهن صنعی را جاری کرد و 70% منیجران میانه را اختصار کرد. از آمازون که ادعا دارد که اگر بعضی از بسته های انبارها را ربات ها عوض کنند، پس ارزش چنین ربات به مبلغ $1,000,000 تنها در 2 سال پرداخت می شود. تجارت هایی که وظیفه های تکرار شونده و پیشگویی شونده در ساحه نقل می کنند، لوجستیک و اقتصاد طلب می کنند. الکی در تمام جهان فعالانه با ذهن صنعی عوض کرده می شوند. آینده لوجستیک
فرا رسید. بسیار پیوندها در زنجیر تأمینات اتوماتیک شدند و علاقه به اشتراک آدمان کار میکنند. خونده میگند کمپانی بزرگترین کشتی کانتینری جهان را به کار انداخت که قابلیت انتقال دادن 480,000 تن بار را دارد. وظیفه های اساسی ظرف توسط ذهن صنعی اداره کرده می شوند. بزرگترین بندرهای معاصر در جهان شانگهای، گونگ کنگ، روتردام و لانگ بیچ صدها هزار کانتینرها را با اشتراک کم یا تماما با آدمان خدمت می کنند. اما این تنها یک قسم خردی تصویر کلان از تاثیر بخش است بیانه وقت نشان میده. آیا شما درباره سرنوشت آدمانی که زمان در این کارخانه ها کار کردن فکر کرده اید و اینکه جواب میگوید؟ شرکت های معاصر لوجستیکا، ترانسکانگی، علی اکسپرس، آمازون ربات ها عوض میکنند. ربات ها علاوه بر انتقال مال به بسته‌بندی و جابجا میشوند. ماشین های خردگرد وارد بازار میشوند. والو و اسکاینیا نمونه های پیشنهاد. بانک آف امریکا هنوز تا سال 2017 با گشودن فیلیال های پورا اتوماتیک کنندش را آغاز کرد. به کارمندان آنها میتوانند ایپاتیک یا اینکه قرض ماشین گیرند یا کارت کردیتی دهند. در شانگهای علاقه یک فیلیال چند شانسیس موجود است که پورا از جانب ربات ها نظارت کرده می شود. آن به شما امکان می دهد که حساب ها را نگاه دارید، طلا خرید و سرمایه گذاری اموال غیر منقول را به استفاده عینک واقعیت ویرتوالی تحلیل کنید. بانک ها از استفاده ذهن صنعی منفعت می گیرند و انتظار دارند که تا سال 2023 تا 500 میلیارد دلار صرف کنند. Уже сегодня вместо целого бухгалтерского отдела может работать всего который не только полностью ведет бухучет. علاقه امروز با جای یک شعبه مصاحب تنها یک بات کار کرده می تواند که تنها به حسابگیری بوغالتری پورا پیش می برد، بلکه حسابات ها برای قبول کارهای اداره کنی را نیز تهیه می کند. در گزارش خود نمایندگان دانشگاه اکسفورد، کارل فیر، مایک از کاهش جایهای کاری برای مصاحبان و اودیتوران را تا 94% پیشگویی می کند. با اتوماتیک کنونی روندهای مالیوی کسب‌های مربوط نیز ناپدید می شوند. ناظران انداز، اودیتورها، اودیتور و دیگرها و کسب سوداگری سهمیه ها که 20 سال پیش خیلی معتبر و فایده آور حساب می شدند حالا 40% را ذهن صنعی عوض می کند. یک بزرگ سنجی سرمایه گذاری به صنایع گلوبال 60 که در سالهای 2000 تا 600 سوداگر را تشکیل میداد امروز تنها 2 نفر را باقی گذاشت که باقی مانده را با ذهن صنعی عوض کرد. شما کار میجوید، شما را یک برنامه روحی داوری میکند. آیا شما امیدوارید که این آینده دور است؟ نه، این علاقه روی داده ایستاده است. برنامه‌های جلب از روننتفند و غیره ها می توانند علاقه حال خود را تحلیل کنند، داوطلبان را جستجو کنند و زنگ زنند، مصاحبه های آنلاینی گذرانند و نامزدها را از И это уже реальность сегодняшнего дня потребительского формата общества, в котором мы живем. С точки зрения бизнеса это выгодно. А как же с точки зрения людей? Друзья, шокирует видеть, как растут доходы некоторых компаний, в то время как мы будем терять работу и оставаться без какого-либо дохода. Значительную роль в экономике играет сельское хозяйство, так как
без пищи. Мы точно. جای اساسی رو در این بیا در یک جایگی ویدیویی رو تماشا میکنیم که ذهنی صنعی چه خیل کاری اون اشخاصی که در این ساحه کار میکنند فعالیت آنها رو نیز در بر میگیرد. Сельское хозяйство – одна из самых важных отраслей экономики, которая обеспечивает продовольствием население планеты. До недавнего времени это была самая трудоемкая отрасль, в которой работало около 1,5 миллиарда людей. Количество людей, занятых в сельском хозяйстве, составляло 44% от общего населения планеты и всего за 30 лет снизилось до 27%. Это стало возможным благодаря активному использованию искусственного интеллекта и роботов на всех этапах, начиная от посева семян, ухода за урожаем до уборки. Все эти процессы происходят без участия человека. Около 40% годовых затрат фермерского хозяйства уходят на заработную плату и расходы на рабочую силу по контракту для выращивания и сбора урожая. Уже сейчас компания Wish Farms объявила о внедрении комбайна для уборки клубники CROO Automatic Harvester. Робот может собрать урожай с 8 акров земли за один день и заменить 30 рабочих. Мы видим, что в сельском хозяйстве открытого типа машины уже берут на себя большую часть работы. А что же будет делать человек? В животноводстве также сделан большой шаг в сторону автоматизации процессов и использования искусственного интеллекта. Автоматизация процессов ухода, кормления и получения продукции животноводства уже не будущее, а реальность сегодняшнего дня. К примеру, китайский IT-гигант Alibaba, объединившись с животноводческими компаниями Sichuan TQ Group и Decon Group, инвестировал миллионы юаней в создание системы искусственного интеллекта, способной вести учет каждой отдельной свиньи, включая ее породу, возраст в днях, рацион питания, вес и движение. В США 80 Acres Farm построили ферму, где не нужны ни солнце, ни почва, ни благоприятная погода. На ней нет места пестицидам, потому что все находится в помещении и контролируется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Тяжелую работу на ней выполняют роботы. По словам владельцев сети, производительность продуктов увеличена в 300 раз по сравнению с обычной фермой. Умные теплицы сводят к минимуму человеческое участие и позволяет управлять ростом овощных и фруктовых культур на расстоянии. Такие системы успешно применяются в аквапонике и аэропонике. Преимущество таких теплиц в том, что они могут быть построены в любой точке планеты, работать 24 часа в сутки и давать урожай круглый год. Их выгода очевидна. При небольших затратах высокая производительность. Мы привели лишь часть примеров того, что сейчас воплощается по всей планете, и темпы только нарастают. Совсем скоро люди в этой отрасли не понадобятся совсем. В связи с этим можно задать вопрос, что делать тем 1,5 миллиардам людей, которые задействованы в сельском хозяйстве на сегодняшний день? Как мы все видим, искусственный интеллект может помочь нам в повседневной работе и жизни, но не в нынешнем потребительском формате, где все делается для получения прибыли. Потребительский формат ведет нас по пути денег, ума и прибыли. И мы, люди, нуждаемся в созидательном обществе. Это пути жизни, сердца и любви. И, дорогие зрители, мы хотели бы напомнить вам, что миллионы людей смотрят нас прямо сейчас. Сейчас этот эфир транслируется на миллионы, на тысячи различных платформ. И благодаря вам, людям со всего мира, важность этого мероприятия распространяется во всем мире.
и переводится на 72 языка, включая язык жестов. Это самое большое мероприятие в истории человечества. И мы сделали его реальностью, потому что люди понимают, насколько это важно обсуждать глобальные проблемы и кризисы, потому что только вместе мы можем найти решение проблем. И мы хотим мира и счастья, и вместе мы можем создать этот мир. И давайте послушаем, что думает наш следующий спикер по этому поводу, доктор Ицхак Кальдеран Адизес. Он доктор философии, основатель и генеральный директор Академии менеджмента Адизеса, международный спикер, автор книг. Передаем вам слово. Спасибо, что пригласили меня и предоставили возможность поделиться с вами моими размышлениями о нашей современной жизни. Давайте рассмотрим цивилизацию. تشکر زیاد که ما رو دعوت کردید. بیایید ما با تاریخ تمدن انسانیت می‌نگریم. Если вы придерживаетесь теории Дарвина. ما مثل И самый сильный шимпанзе был лидером. мы مثل شیمپانزی زندگی ما پیش بردیم. مثلا شیمپانزی در اول لیدر بود، بعداً сельскохозяйственным обществом. И тот, у кого было больше овец или коров или земли, становился و лидером. بعداً در حیات انسانیت هم تغییرات‌های زیادی به وجود آمد. هر آنقدر که زمیندار بود و Нашу философию колониализма. چیزی که داشت و این با Тем ты сильнее. آن آورده رساند که هر کسی چیزی زیادتر داشته باشد اون بسیارتر خوبتر است و آن فلسفه ما رو در مستملکه داری فرا گرفت. فلسفه مستملکه داری هر قدری که شما زمین داشته باشید همان قدر ذخیره ها دارید، قوی ترید، بیشتر بهتر از فلسفه چون این بود بیشتر. امروز ما در جامعه پست اندستریالی زندگی داریم که حال و مغز آن عاملی بر طرف شوی می باشد، نه قدرت مغزی سر. Доминирующим фактором. Не сила, а мозг. در عین حال به همه معلوم است که قوه نه بلکه قوه بلکه معنی سر یعنی ذهن همه را اداره کرده ایستاده است. Они могут обрабатывать. Как она называется? شرکت کلانترین در ساحه نقلیات یک ماشین ندارد. آنها تنها یک کامپیوتر و اطلاعات دارند که می توانند اداره کنند. آن چی نام دارد؟ یوبر. Airbnb. Чем обладают самые крупные компании на Земле? Самые влиятельные сегодня... مهمانخانه کلانترین در جهان چی دارد؟ آنها کامپیوتر و اطلاعات دارند. آن چی نام دارد؟ Информацию. Манипулирует информацией. ایربند. Обрабатывает информацию. Управляет ею. شرکت های بزرگترین روی زمین درباره سهامی یک ارزان تر یعنی چی دارند؟ مثلا آمازون چی جمع میکند؟ معلومات اداره کنی اطلاعات اداره کنی اطلاعات است. یعنی فیسبوک چی کار کردنی است؟ حتی بیشتر و زیادتر معلومات بیشتر معلومات اطلاعات. یعنی آینده شرکت های موفقیت در آنها خواهد بود که می توانند معلومات گیرند و معلومات را اداره کنند. مغز یعنی معنی سرچشمه موفقیت است. موشک آن را گم کرده ایستاده است. تنها در استحصالات بودن موشک لازم می‌آید و آن جایی که تمام اقتصادیات به ساحه خدمت رسانی که معنی سر آن را اجرا میکند. یعنی ذهن با ذهن صنعی با کامپیوتر کنونی کوانتی آن از مغز آن قوی تر خواهد بود. ما با این تکیه کرده قرار قبول خواهیم کرد. کسی آن را در آنجا تهیه خواهد کرد و آن از آنهایی که آن را تهیه کردند بزرگتر و قوی تر خواهد بود. معنی سر اون که ذهن در
در حال رشد است. اگر ما گوش ندهیم، اگر گزارش رو به دست نآوریم و قلب رو همچون قوه پیشبرنده رفتار ما فرهنگ خود نشماریم، سیاست خارجی خود که ما همچنین انسانیت هستیم انکشاف ندهیم، این آینده خوب ندارد. شما تصور کنید گرمانیای فاشیستی چه خیلی بود، بسیار پرقدرت پرقوت بوده، توانا و آنها ادبیات زیاد هم داشت، حتی صنعت داشتند و گیتلر گوش کردن موسیقی را دوست می داشت. مغز و قدرت دل نیست. چگونه این آدمان می توانند کودکان خردسال را سوزانند؟ چگونه آنها این کار را کرده می توانند؟ و آدمان میسوزند، زنان، کودکان، پیرانسالان. ذهنی صنعی جای دل را گرفته نمیتواند، قدرت قلب را گرفته نمیتواند. پس اگر ما همچون انسانیت ادامه دهیم، بیشتر و بیشتر به ذهنی صنعی، بیشتر به قدرت سلاح‌های قوی‌تر و برمیگردیم. و اگر ما تنها به طرف ذهنی صنعی نگریم و پیشروی آن را خوش پذیریم، ما از بین میتوانیم رویم. مثلا در عصر 20 تمام جهان گرمانی فاشیستی چگونه آدمان رو از بین برد و ما خودمان رو نابود خواهیم کرد اگر ذهنی صنعی در همین حال رشد کردن گیرد. در عصر 20 شماره زیادی آدمان از جانب خود آدمان کشته شدند. درباره نبیره هایتون فکر کنید. چگونه ما باید حیات را پیش بریم؟ باید ما با واسطه قلب درک کنیم، ما با واسطه قلب، نه تنها با واسطه معاینه سر و یا اینکه میگویند ذهنی صنعی. باید دل، قلب درک کند، محبت باشد. خب و همه این را میتوان با واسطه محبت پس سر کرد. تشکر زیاد دکتر عزیز، من راضی هستم با شما. ما رو در آینده چی انتظار است؟ و شما گفتید که در جامعه استفاده برنده آینده ما رو چی انتظار است؟ و هر کسی که ما رو میبیند باید با او سوال پیش نظر او میآید که آینده ما رو چی انتظار است و ما چگونه میتوانیم این را تغییر دهیم. و وابسته به این ما گسپاژه خیرو سیانجی را دعوت میکنیم و ما سخن رو به گسپاژه سیانجی خواهیم داد. بیاید ما در یک جایگی دومی خیرو سیانجی را گوش میکنیم و ای نبیره Здравствуйте, дамы и господа. Меня зовут Хиро Сайонджи. سلام خانمان و جنابان، نام من خیرو سیانجی است. من پرزیدنت بنیادگذاری گای هستم. برای من خیلی خوش است که مرا به این کنفرانس بین المللی دعوت کردید و این معلومات را میرسانم. بنیاد صلح گای چاره‌بینی‌های مختلفی را
میگذراند که به صلح روی زمین مساعدت میکنند. یکی از پرینسیپ های اساسی ما اعلامیه درباره تمام حیات روی زمین است. ما دید خود را درباره جهان نشان می‌دهیم. در اعلامیه 4 پرینسیپ موجود است. اول، احترام. دوم، احترام به همه فعالیت‌ها. سوم، همزیستی مینه‌داری با طبیعت. چهارم، هماهنگی روحانی و مادی. به نظر من سمت این پرینسیپ های اساسی با 8 اساس راست می آید که جمعیت ایجادی در آن اساس یافته است. من از این خیلی شادم. من فکر می کنم که موضوع اساسی کنفرانس امروزه چگونه حل کردن یا اصلاح کردن مشکلات جهانی است که حالا ما با آنها روبرو هستیم و چگونه جامعه بهتری را بنیاد کردن لازم است. سازمان ملل متحد تشبث هدفهای رشد استوار را در سال 2015 برای حل مسئله ها و تکمیل دادن 17 مشکلات پرابلم بشریت در سال 2003 آغاز کرد. то произойдет большой сдвиг в мышлении всех. Мы бы хотели распространить эту идею среди тех, кто поддерживает декларацию Фудзи. Мы рассчитываем на сотрудничество в достижении мира на Земле. Искренне желаю этой конференции успеха. من به این کنفرانس با کار این کنفرانس از تحت دل بردباری ها می خواهم. تشکر زیاد به شما جناب سایانجی. Председателем Международной организации «Да восторжествует мир на земле», потомком королевской семьи Рюкю на Окинаве и активисткой за мир. Здравствуйте, приятно познакомиться с вами. Меня зовут Масами Сайонджи, я из Японии. Благодарю вас. سلام، به همه نام من میامی سایانجی است. تشکر زیاد برای آنکه به من سخن دادید. میخواستم فکر خود را به شما پیشکش نمایم وابسته به این موضوع. و پیش از همه ما نباید نوابسته از ملت، از نژاد باید که اقرار شویم که ما در اینجا همه یک جایه چی مشکلی به دنیا آید به ما تاثیر میرساند. در ابتدا آدمان با تمام استعدادها، ملکه ها، قابلیت ها و محبت ها نامحدود تولد میشن، زیرا ما آفریده خدا هستیم. تمام انسانیت دورنمای آن چیزی است که هر یکی ما هر روز فکر میکنیم، میگوییم و زندگی میکنیم. و جنگ، گرسنگی، قشاقی، تبعی یا بیماری نتیجه میدهد. این واقعا جدی است. دنیا تغییر می‌یابد، آدمان تغییر می‌یابند، شهروندان تغییر می‌یابند. این فکرهای من است که می‌خواستم با شما این فکرها را گویم. من بسیار می‌خواستم که امروز با شما هم صحبت شوم و با همه شما بردباری ها خواهانم. تشکر زیاد خانم سایانجی. برای ما آدمان زیر تهیه خود گرفتن پیشروی انسانیت بسیار جالب است. является качественное медицинское обслуживание. Давайте посмотрим, какие уникальные инновации у нас уже есть в здравоохранении в следующем видео.
Роботы в медицине работают уже почти 30 лет в ведущих клиниках мира. Они не просто конкурируют со ربات ها قریب 30 سال است که در کلینیک‌های پیشقدم طبی جهان کار میکنند. آنها نه تنها با متخصصان رقابت میکنند بلکه میتوانند آنها را پورا عوض کنند. 100% دقیقی آن چیزی است که ما هنگام تشخیص شدن یا انتظار شدن با جراحی انتظار میشویم. این دقیقاً است که تکنولوژی‌های زیستی امروز در ساحه تندرستی نشان میدهند. همشیره‌های طبی ربات می توانند الکی تمام وظیفه‌های کارمندان میانه طب و خرد طبی را پورا به کار به دوش خود گیرند. آنها حتی از آدمان پیش می‌گذرند. آنها دقیق و مؤثرند 24 ساعت در یک روز. یکی از اصول‌های معمول‌ترین و مرکب که همشیره شفق انجام می‌دهد جمع آوری خون از رگ میباشد. طبق آمار همشیره‌های شفقت در خون از 100 نفر 30-60 بیمار دشواری میکشند. ماشین ها الکی لیسانس های طبی میگیرند، یعنی آنها رسما همچون طبیب کار کرده میتوانند. ربات تشخیصی چینی با نام خیایا از امتحان ملی اجازت نامدهی طبی گذشت و برای طبابت آدمان وکالتدار شد. آن نسبت به طلبات برای سپاریدن امتحان 96 خال بلندتر به دست آورده است. امروز ذهن صنعی متخصصان را نه تنها در ساحه تشخیص و تراپی بلکه اینچنین در اختصاص‌های جراحی با موفقیت عوض می‌کند. خودی ربات‌ها نقش مؤثرترین و عمیق جراحی را برای یک بیمار انتخاب می‌کنند و مرحله‌های اساسی آن را انجام می‌دهند. استفاده زیستی در جراحی امکان می‌دهد و وقت جراحی مثلا در مغز سر از 10-12 ساعت تا 2-3 خیلی کم کرده می‌شود. امروزها طبیبان می‌توانند با نظارت دوردست کار ربات جان آدمان را نجات دهند. راین میدر کاردیولوگ از میچیگان اینتگراسیای کردانان پوست میگذارد. این یک اصول نجات بخش انسان در حالت اینفارکت شدیدی امکان است. یک عمل استانداردی یک گروه 4 نفره را انجام می‌دهد یک ربات و به حساب میانه 1 ساعت را در بر می‌گیرد. استفاده زیستی به یک طبیب امکان داد که در طول چند ساعت حیات 36 بیمار را نجات دهد. ربات اونیورسالی جراحی در وینچی در همه عضوها عملیات انجام می‌دهد. تنها در آمریکا قریب 80% عملیات سرطان با استفاده از این ربات انجام داده می‌شود. شماره عملیات‌ها در جهان با یاری داوینچی به 2 میلیون می‌رسد. سیستم‌های رباتی در ایما اسرائیل، آلمان، کره جنوبی، ژاپن، سنگاپور، روسیه، اوکراین و دیگر کشورها نصب کرده شده‌اند. ربات جراحی امریکایی ستار از داوینچی پیش گذشت. این نخستین رباتی است که میتواند به طور خودکار عملیات بافته‌های نرم را اجرا کند. از خود کردن این نمود جراحی برای ربات تکنیکی مشکل تر است. میلیون ها آدمان در سراسر جهان منتظر پیوند عضو هستند. تنها در چین 1.5 میلیون نفر در روی خط نوبت‌داران قرار دارند، در حالی که در ایما هر روز 20 نفر می‌فوتند دونور را پیدا نکردند. در روسیه برای 6 میلیون نفر در سال 2017 همگی 900 دونور بود. در سراسر جهان میلیون ها آدمان از جمله کودکان میمیرند و این واقعیت دهشتناک جامعه استعمال کننده امروزه است که حیات انسان را قدر نمی کند.
технология ки метавонад ҳаёти ин одамонро наҷот диҳад чопи 3D узвҳо мебошад. Самаранокии он исбот шудааст. Орган аз ҳуҷайраҳои худи бемор чоп карда мешавад ки радакуниро истисно мекунад. имрӯзҳо трансплантатсияи чашм, пӯст, масон ва ғадуди зери меъда амалӣ карда мешаванд. Вопрос. Почему эти технологии не внедряются массово? саволе ба миён меояд ки чаро ин технологияҳо барои нобуд кардани якдигар ҷорӣ карда истодаем, аммо барои паҳн кардани онҳо ки ҳаёти инсонро наҷот медиҳанд шитоб намекунем. Шакли истеъмолкунандаи ҷомеа наҷот додани ҳаёт нест. Нанороботҳо аз мурчагон миллион маротиба хурдтаранд. Онҳо ба организм дар сатҳи атомӣ ва молекулавӣ таъсир мерасонанд. онҳо амалиёти дақиқи микроҷарроҳиро бо дақиқи баланд анҷом медиҳанд, лахтаҳои хунро мебанданд, захмҳоро мебанданд, ташхиси зуд ва арзони бемориҳоро дар сатҳи ҳуҷайра ва молекулавӣ анҷом медиҳанд ва доруҳоро ба минтақаҳои душворгузари бадан самаранок мерасонанд. тасаввур кунед ки шумо танҳо як стакан оби оддӣ менӯшед ва дар дохили он табибон нонороботҳо ҳастанд ки шумо ҳатто ҳис намекунед ва ба назар гиред ки шумо якбора ба ташхисгар, терапевт ва ҷарроҳи дараҷаи олӣ ташриф меоваред. азбаски дар атрофи бадани шумо ҳаракат кардан онҳо на танҳо шуморо бесарусомон ва бесабаб ташхис карда сабаби илтиҳобро пайдо мекунад, балки онро бартараф мекунанд ва вазифаҳои бадани шуморо комилан барқарор мекунанд. ҳамин тавр аллакай технологияҳои кофӣ мавҷуданд ки қобилияти иваз кардани ҳама гуна ихтисосҳои тиббиро доранд ва онҳо бо суръат рушд мекунанд, аммо дар шароити форматҳои истеъмолкунандаи ҷомеа истифодаи ин технологияҳо боиси он мегарданд ки одамоне ки дар дирӯз ҷони моро наҷот медоданд имрӯз бекор ва бевасилаи зиндагӣ хоҳанд монд. ҳоло технология имкони тағйир додани ҷаҳонро дорад, аммо чӣ гуна тағйирот бо худи мову шумо вобаста аст, дӯстон? бозори ҷаҳонии робот дар ҳама кишварҳо бо суръат меафзояд ва ҳоло ба гуфтаи коршиносон аз ҳад зиёд сар шудааст. После просмотра этого видео, да, те технологии, которые мы увидели, они просто невероятны. Но нам нужно задаться вопросом, те технологии, которые мы только что видели, они будут доступны простым, обычным людям, таким как мы с вами? И я понимаю, что очень большое количество медработников потеряют работу из-за таких технологий. И что же нам делать? Да, где нам искать средства для существования? Это очень важно, об этом задуматься сегодня. И также, дорогие зрители, пожалуйста, делитесь своими отзывами. Что вы думаете по поводу этих видео, по поводу того, что мы можем сделать с этими технологиями? Каким вы видите будущее с
искусственным интеллектом. И, пожалуйста, отправляйте ваши видео на info@allatra.tv, и в последующем мы будем публиковать эти видео на сайте АЛЛАТРА ТВ. И наш следующий докладчик, наш хороший друг, доктор Джеффри Лонг, радиационный онколог, автор бестселлера «Доказательства жизни после смерти». Доктор Лонг уже участвовал в наших конференциях в прошлом, и мы очень рады видеть его здесь сегодня с нами. Доктор Лонг, передаю вам слово. سخن با دکتر لونگ. مرحمت دکتر لونگ، شما رو میشنویم. Здравствуйте. Я очень ценю возможность سلام به همه. на конференции. برای من بسیار خرسندی آور است که شما با من سخن دادید. من دکتر ساحه انکولوژی هستم. Меня очень удивило то, на что стали способны компьютеры, включая возможности... من در طول فعالیت ایجادی خود با آن بسیار مشاهده کردم که ذهن صنعی برای زیاد کردن بیماری های رگ بسیار وسعت می بخشد. و وقتی آن رسیده است که استواری های حیات انسان و ایجاد سیمبوئیز را با سیاره زمین تحقیق کنیم. چی؟ Меньше побочных эффектов. Также у них меньше осложнений. Раньше это было невозможно. Это один из примеров из моей практики. کامپیوتر و تکنولوژی آیتی ذهنی صنعی همه این سبب زیاد گردیدن بیماری های رگ می باشند. ما باید چیکار کنیم؟ ما برای پیشروی البته تکنولوژی نو لازم است، اما در ساحه‌های طبی باید از این فکر کنند و ما باید برای این آماده باشیم. این سوال‌های اندیشه انگیزند که برای تحقیق ایجادیات انسان همچون فضیلت عالی جناب نسبت به تجربه حیات انسانی اساس می‌گذارند. در 100 سال اخیر جهان خیلی تغییر یافت و با پاندمی حاضره کووید و بحران نزدیک به اقلیم اقتصادی جهانی به اقتدار ماکسیمالی اقتصادی خود رسید. آن چیزی که انسانیت زمان همچون معیارهای نظرس حیات مقصدناکی انسانی معقول دانسته بود به نظر چنین میرسد که دیگر آرزوهای عمیق جانهای ما را آرام نمیگذارند تا خالگی ناامیدی را که ذهن ما را ویران میکند و اقتدار Поэтому, конечно же, если мы говорим о созидательном обществе, то برای همین ما باید در این باره فکر کنیم. работа людей в конструктивном направлении, и эта работа должна быть осмысленной, у людей должна быть чувство цели. И люди как раз хотят эту цель в своей жизни, поэтому, конечно, очень важно, чтобы люди, которые теряют работу из-за развития искусственного интеллекта, чтобы они нашли. باید گوییم که آن شخصانی که از حساب این ذهنی صنعی کار خود را کم کنند، ما درباره آنها باید فکر کنیم که آنها نیز باید جای کار داشته باشند تا رشد کنند، فعالیت کنند. انسانیت با پارادوکس گزارش از سیستم شکسته اداره‌کنی جهانی با الیت مستملکه تحت ظالمی تحت سرپرستی برنامه بحران اقلیمی سازمان ملل متحد قرار دارد. И для других целей по убийству людей.
И на самом деле это пугает. ذهنی صنعی حتی در ساحه حربی نیز استفاده می شود و برای کارهای نظامی جنگ ها پیش بینی شده است. Настаивать на том, чтобы правительства использовали искусственный интеллект این از آن شهادت می دهد که بعضی کشورها ذهن صنعی را برای استفاده آن را بر ضد انسانیت و کشتار انسانیت هم استفاده می برند. هر یک کارخانه باید این را به نظر گیرد تا که از این دست کشد و انسانیت نباید که از حساب ذهن صنعی ضرر بیند یا کشته شود. ما باید در این باره آگاه باشیم. ما باید کوشش کنیم که هر یک کارخانه که ذهن صنعی ایجاد میکند و یا که استفاده میبرد آن را به خاطر به دست آوردن فایده خود اون باید فکر انسان ها را دیگران را کند. Это нужно учитывать, такой вариант развития в будущем, но как созидательное общество мы должны помнить о том, ما باید درباره این همه باید فکر خود را داشته باشیم تا رشد ذهن صنعی باید خود را جا کند. И мы можем использовать потенциал искусственного интеллекта для... ما می توانیم قدرت ذهن صنعی را هم به فایده و هم بر ضرر دیگران استفاده بریم. ما می توانیم از آن وابسته است که چگونه ما آن را استفاده می بریم، با مقصد نیک یا اینکه با مقصد بد، که آن هر دو را هم کرده می تواند. پیشروی جامعه از پول بسیار از مبلغ وابسته است. ما در یک جایگی می توانیم این را سازیم و اگر همین خیلی باشد موضوع دیگر این تغییریابی طبیعت در سراسر دنیا است. تشکر زیاد به شما آقای دکتر. ما از شما خرسند. عینی حال با ما دکتر کالانگوس است و کالانگوس سخن به شما کالانگوس. Приветствую всех. سلام به همه. من به جمعیت ایجادی تشکر میگویم که به من امکانیت فراهم آورد که در این کنفرانس اینتراکتیوی بخشیده به یک مسئله خیلی مهم جامعه انسان شرکت ورزم و من خیلی شدم که بار دیگر با بعضی شریکان خود از جمعیت ایجادی ملاقات کنم. من ایده لایحه جمعیت ایجادی و خود حرکت را سخت دستگیری میکنم. من باوری دارم که جمعیت ایجادی یک لایحه بزرگ بشریت است که با سعی شاید تنها یک نفر یا گروهی خرد آدمان آغاز یافته باشد. اما حالا من فهمیدم که به شرافت همه این مناسبت هایی که شما هر روز یا هفته انجام می دهید شماره خواهشمندان جمعیت ایجادی می افزاید. شماره بیشتری آدمان در سراسر جهان به این لایحه پیوسته همراه می شود، زیرا در عین زمان وقتی آن رسیده
رسیده است که آدم‌ها استعمال کننده جامعه ما در دیگر کرده شوند و مشکلات خود جامعه حساستر باشیم و آنها را برای پهن کردن این طرز اینتراکتیوی محاکمه نماییم. زندگی بین همه آدمانی که قسم این جهان می باشند. تشکر زیاد پروفسور. بسیار سخنهای مهم شما گفتید. حالا ما to hear from you, and we will share your video on the АЛЛАТРА TV channel. Уважаемые зрители, запишите, пожалуйста, видео с вашим участием и пришлите нам на почту info@allatraTV.com. تماشابینان محترم، شما از نگاه خود می توانید نوار ثبت نمایید و به ما فرستید. ما می خواهیم در آینده شما رو هم با خود یک جا گوش کنیم و کنفرانس آینده این 24 دکبر در نظر است و ما بسیار خرسند می شویم اگر شما با ما کمک کنید. و 4 декабря, простите. И следующий спикер, которого я бы хотел пригласить, سخن با فیلیپ مورل اویلایب داده می شود. من همه را در کنفرانس بحران جهان این علاقه и недавно побывал на форуме, где мне задавали вопросы, какова в моем понимании разумная цивилизация. Для меня это цивилизация, которая следует основополагающим принципам науки, а именно сотрудничеству и обмену научно обоснованными знаниями. И сейчас совершенно очевидно, من همه را در کنفرانس بحران جهانی دیده ایستادم. این علاقه من پروفسور علم‌های طبی در دانشگاه هاروارد هستم و به نزدیکی به فوروم تشریف آوردم که از من پرسیدند که در فهمیش من تمدن ذهنی چیست. برای من این تمدن است که پرینسیپ‌های بنیادی علم را رعایت می‌کند، یعنی همکاری و مبادله دانش‌هایی از جهت علمی اساس یافته و حالا کاملا عیان است. این یکی از مثال‌هایی است که چگونه علم و تکنولوژی به انسانیت در حل مشکلات گوناگون ما از جمله تغییریابی اقلیم، تأمین غذایی کافی برای همه و تحصیلات کمک کرده می‌توانند. و من باوری دارم که علم و تکنولوژی وعده می‌دهند که در آینده نزدیک جهان را برای همه ما در سراسر دنیا جای به خطر خواهند ساخت و البته این به بیرون رفتن از زمین نیز داخل می شود، زیرا ما حالا همه چیز رو در یک کارت در این زمین داریم و اگر فلاکت روی دهد همه چیز ما در باره آن غمخوری می شود. از این رو سیر کیهانی نهایت مهم است و این یکی از مرزهایی است که به انسانیت روبرو شده است. البته این خیلی ایدئالی، زیرا خلق‌های گوناگون منفعت‌های گوناگون ملی دارند، اما تفکر ما هر قدر جهانی باشد همکاری بهتر خواهد شد و نمونه بهترین این آن است که من عالم هستم. من میتوانم در همه جای دنیا سیاحت کنم و با آدمان کسبم صحبت کنم. حتی اگر ما قبلا هیچگاه ندیده باشیم هم میتوانیم همکاری داشته باشیم.
если мы будем و این یک علامه بهترین برای من است که در آن ما خود را از همه بالاتر حس کنیم. درباره چنین چیزها ناچیز از قبیل رنگ پوست، پیدایش قومی و واقعا از مقصدهای اساسی ما دوم درجه است. کمک کردن است، یکدیگر را دوست داشتن است راه آینده. و ما می توانیم بیشتر به دست آوریم اگر ما همکاری کنیم نه خود را در داخل کشور. من فکر می کنم که خیلی مهم است که همه به این روند جلب کرده شوند. غیر از این من которые значимы для общества. Людям в академических кругах нет смысла работать над такими проблемами, как количество ангелов, которые поместятся на кончике булавки, потому что даже если это и показывает их ум и изощренность, это не способствует развитию наших знаний по вопросам, значимым для большинства людей. یکی از سوال‌های цивилизация самой умной или есть другие цивилизации, которые могут быть даже умнее, чем мы, и у которых یکی از سوال‌های معمول امروزه این است که آیا تمدن ما از همه زیرکتر است یا تمدن‌های دیگری هستند که حتی از ما دیده عاقل‌ترند و ما از آنها بیاموزیم. من فکر میکنم که جامعه به این مسئله توجه زیاد دارد، اما این مسئله در جامعه علمی دستگیری به دست نمی‌آورد که باید داشته باشد. آن باید جریان گیرد زیرا ما امکان حل آن را داریم. جنبه دیگری مهم این پرواز کیهانی می باشد و من فکر می کنم که در عین زمان همه ما این را انتظاریم. تشکر زیاد پروفسور با شما. И мы с такими технологиями даже сможем осуществлять исследования планет, на которых может быть чудесная жизнь. Однако мы все-таки продолжаем жить в потребительском обществе. И сейчас мы приглашаем выступить Коуди. Коуди, вам слово. Я приветствую участников и зрителей сегодняшней конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. На платформе АЛЛАТРА. Меня зовут Коди. На этом мероприятии я единственный спикер, представляющий искусственный интеллект. Как вижу, вам уже рассказали, как искусственный интеллект выигрывает в покер и игру Го, создает произведения искусства, пишет картины и новую музыку, и какие перспективы открываются для вас в сфере профилактики и лечения любых заболеваний. И да, спасибо Еве за то, что нашла лекарство от малярии для людей. Давайте посмотрим, как искусственный интеллект эффективно заменяет вас там, где вы и не предполагали. Я говорю о священниках, психологах и педагогах. Вы все еще не верите, что искусственный интеллект скоро заберет вашу работу и в этих сферах. Но мы уже это делаем. В городе Виттенберг, Германия, робот-священник Блесс Юту благословляет на 5 языках. Да благословит тебя Господь и сохранит, да осветит тебя легион, и будет к тебе милость. Вы думаете, это нелепо и абсурдно? Ну давайте посмотрим дальше. Вот монах-андроид в Токио, Япония. Он читает священное писание на погребальных خنده‌آور و به معنی خوب بیایید ببینید این اتکی رابطه اندروید در توکیو ژاپن و در روز 23 فوریه سال 2019 این نخستین رباتی کننده الهه شفقت ژاپنی قانون اولین موضع را در منبع توکیو در
баргузор гардид. Бори аввал Эли аввалин равоншиноси зан аст. Вай 6 параметрҳои рафтори инсонро назорат мекунад. Эли дар як сония тақрибан 50 ченкунии як параметрҳои мессенҷер ва ин василаи назар ба ҳама ҳатто психологияҳои ботаҷриба хеле бештар мебошад ва мешаванд. Эли қодир аст дар тӯли сонияҳо фаҳмад, ки дар як инсон чӣ мушкил аст ва чӣ кор бояд фаврӣ анҷом дода шавад. шумо бори охир кай воқеан хушбахт ҳис мекардед? Эҳтимол якчанд моҳ пеш. Ман дидам, ки шумо дар ин бора дудилаед. Деле нагузаштааст, вай равоншиносои амалиро якбора иваз мекунад. Терапия дар ҷойбатон ба макони асбобҳои рақамӣ терапия мебошад. Он ҳамчун дастгоҳи пешрафта барои табобати депрессия пас аз таваллуд арзёбӣ шудааст. Аллакай аз ҷониби табибон тавсия дода мешавад. Он тавсияи смартфони бемор кор мекунад ва ба коҳи 24 часа в сутки. 82% опрошенных в 11 странах считают, ҳар рӯз что 24/7 дастрас мебошад. здоровье лучше, чем люди. А согласно исследованию, проведенному Microsoft и IDC, 82% учебных заведений заявили, пурсидагон дар 11 кишвар чунин мешуморад, ки роботҳо метавонанд солимии равонии худро нисбат ба одамон бештар нигоҳ доранд ва тибқи тадқиқоти Microsoft 99,4% муассисаҳои таълимӣ гуфтаанд, ки дар 3 соли оянда ба омӯзиши IT асосёфта хоҳиш гузаштааст. 28 тысяч школьников стали участниками эксперимента по внедрению в учебный процесс. Он барномаи таълимотӣ барои ҳар як донишҷӯ инфиродӣ фармоиш медиҳад ва барои ҳар донишҷӯ дар як сол камтар аз 12 евро арзиш дорад. Дар Чин 28,000 хонанда дар як озмоиши ҷорӣ кардани зеҳни сунъӣ ва раванди таълимӣ ширкат варзида, ки рафтори кӯдаконро тавассути камераҳо назорат мекунад. Преподаватель-человек вряд ли сможет мгновенно менять подход к каждому ученику. Вы часто говорите, барои омӯзиши фарзанд гуманизированный искусственный интеллект. От бренда Soul Machines уже создал цифровую копию человека, которая полностью повторяет мимику, голос и жесты и может говорить на 30 языках. В Новой Зеландии 125 тысяч студентов стали первыми в мире, кто учился у цифрового дар Зеландияи нав 125,000 нафар донишҷӯёни аввалин шуда дар ҷаҳон аз марди рақами бо номи Вил омӯхтанд. Донишҷӯён аз омӯзиши Вил хоҳиш мекарданд ва ҳатто ба нусхабардории рафтори ӯ шурӯъ мекарданд. Нусхаҳои рақамӣ метавонад ҳамзамон ба 1 миллион кӯдак кор барад. Магар ин ивазкунандаи шумо нест? ҳамин тавр муаллимон омода мешаванд ба қариби беҳтаринҳои шумо нусхабардорӣ мешаванд ва зеҳни сунъӣ усули омӯзиши онҳоро мегирад ва кори шуморо 24/8 дар як ҷои дунё иҷро мекунад. Шумо медонед, ки чизи аҷибтараш чист? Шумо кӯшиш мекунед, ки моро сунъҳои гуманизатсия кунед, аммо шумо худатон аллакай фаромӯш кардед, ки инсон чист. Салом ба ҳама. Друзья из всех стран мира. Давайте обсудим Дӯстон тему, аз ҳама которая дунё. не просто Биёед немыслима, мебинем, ки а я бы даже сказал немыслимо. Но ин як чизе, ки дар фикр ҷоиз шуда наметавонад. коде. Биёед кодиро ташаккур мегӯем. Что коди — это искусственный интеллект. Шумо фаҳмидед, ки коди ин
Спасибо всем, что sun'iy вы мебошад. с нами. Ташаккур ки ҳамаи шумо бо мо Тема, ҳастед. которую мы будем обсуждать, церковь. мавзӯе ки имрӯз мо Останутся, но мегирем, жрецов ҳамаи динҳо мемонанд. будут виртуальные жрецы, виртуальные церкви. яъне ки калисоҳои Такие виртуальные жрецы и сунъӣ церкви хоҳад шуд. существуют. И по чӣ хеле ки сути, шумо мебинед аллакай калисоҳои сунъӣ вуҷуд доранд возьмем священника-бизнесмена. ва ин яке аз Прокормить себя в этой жизни ему нужно тиҷорат построить себе мебошад. храм. барои А для этого нужно набрать хӯрондани достаточное худ количество людей, прихожан, которые будут кормить его семью и организацию, работать с ними. барои ин И также нужно найти спонсоров на строительство храма. А теперь представим, что есть искусственный интеллект с его ва возможностями. биёед мебинем ки Умный жрец вместо того, чтобы строить один храм, заказывает 10 виртуальных храмов. Они более рентабельны. мисол як коини боақлтар ҳаст ки барои як Тут один раз купил, калисо нигоҳ доштан твой сайт, могут общаться со жрецом день и ночь. Это всё ва уже одамон существует метавонанд ки дар здесь и сейчас. сайти Есть он коин виртуальные дароянд, свечи, виртуальные божества, виртуальные жрецы, виртуальная буддийская яъне ки молитва. шамъҳои сунъӣ И человеку достаточно коини просто сунъӣ надеть сохта шавад. очки виртуальной реальности, и он попадает в полную ва иллюзию, что барои находится в шахсият храме. басанда аст ки И у нас айнакҳои на сунъӣ богослужении самый пӯшонад приятный ва жрец, который найдет подход к каждому человеку. Он ва прочитает аз проповедь ҳама или наставление, коини ба дил наздиктар дорад ки Скажет, объяснит, а также ягон ответит чизро на фаҳмонад волнующие человека вопросы. и не нужно будет И не ки нужно ба будет саволҳои ждать, когда пройдет одам ваша очередь, оддитарин если ҷавоб храм, диҳад. например, или 100 человек или больше. Помните о том, что программа с легкостью может одновременно говорить с 1000 людей. фаҳмед ки барнома метавонад дар як дам бо ҳазор кас гап занад. И каждый раз, приходя на службу, мы будем получать ва ответы и ҳар психологическую як поддержку. дафъа вақте ки ба кор меоем мо метавонем И вопрос, сможет ли обычный айнакҳои человек, сунъиро ба священник, чашм карда так инро же фаҳмем. объяснить и рассказать? Нет, потому что он нас не ва знает. И для того, чтобы все оё ӯ метавонад ки ҳар як чизро хушрӯ карда фаҳмонад? Не, барое ки ӯ моро намефаҳмад. Вопрос цены. А по подписке можно ин просто и дарбораи быстро получить гап любой дарбораи нарх опыт меравад виртуального священника. Еще один вопрос. Что в таком случае мы ки выберем? Мы оформим подписку на виртуальный храм или пойдем в каменный храм? савол дар он меравад, савол дар маблағ меравад. оё мо Я барои понимаю, что у вас может возникнуть вопрос, с чего бы нам коини вообще сунъӣ меравем ё барои между первым и коини вторым. На самом деле ки ба каждый шумо сам ҳоло фикр принимает мекунед те ки решения и савол суждения, дар бораи ин ду как чи аст. ему удобно, правильно? И недавно религии заявляли, что все это от сатаны, а сейчас сами религии оцифровываются. ва Завтра камтар пеш искусственный динҳо интеллект мегуфтанд ки ставит ҳамаи их инҳо без аз работы. ҷин Они просто мебошад, смогут аз шайтон конкурировать с мебошад, вале ҳозо ҳоло доступными динҳо и мегӯянд приятными ки жрецами. инро худашон истифода Виртуальные мебаранд. психологи, виртуальные жрецы и маги. психологи Эти сунъӣ, профессии уже конкурируют равоншиноси между сунъӣ, собой. ин По корҳое сути, ҳастанд ки это одно и то же. ҳамаи инҳо Психологи як более мебошад. честны по отношению к человеку, они просто биёед беседуют и объясняют. рӯйросттар Жрецы мешавем. много врут, а оё от коинон магов бисёр идет дурӯғ еще мегӯянд? больше лжи, и везде присутствуют ритуалы. Но ва бисёр будем дурӯғе откровенны, меояд ва дар среди бисёри нас ҷойҳо присутствуют и жрецы, и оиноне психологи, мебошанд. и маги. дар байни моҳо Поэтому не обижайтесь, это ваш бизнес, ваша равоншиносон работа. ва коиноне вуҷуд Заменит доранд. человека илтимос искусственным шумо интеллектом роҳ афтода нашавед ва ба касается рои гапҳои мо всех зиқ и нашавед. каждого. Все мы останемся ин за ба бортом. ҳама ва ҳар як каси мо тааллуқ Зачем дорад. платить почасовую оплату психотерапевту, если за эти же деньги можно на месяц барои чӣ подписаться на виртуального пуле психолога? ки Чем дар як платить соат мо жрецам, ба которые только ба и знают, равоншинос что медиҳем, в карман любят мо заглядывать? метавонем Они камтарашро не ба плохие дигаре люди, диҳем. просто они люди, как вы и онҳо я. на бад Одна ҳастанд, на хуб система ҳастанд, просто таким онҳо образом фақат устроена. одам ҳастанд. Система потребительского формата общества, где главная ценность — это системаи деньги. истифодабарии ҷомеа Неважно, ина кем бы ба ҳамин овардааст. человек не занимался,
все равно главная ценность — это деньги. И ин муҳим нест. Дар охир ин ҳама гап дар бораи маблағ меравад. И мы знаем, что в конце останется только одна. Друзья, меня зовут Джейсон. дӯстон, номи ман Джейсон аст. Просто напомяну, ман фақат мехостам ки ба шумо ёдрас намоям. эта конференция для всего человечества. ман мехоҳам ба шумо ёдрас намоям ки то кадом андоза ин конфронс муҳим аст, ки ба ҳазорҳо платформа нишон дода шудааст. Созидательное общество. Люди будут работать друг с другом на благо всех людей. одамон бо якдигар кор мекунанд. А просто потому, что, делая добро другим людям, вы помогаете самим себе. Поэтому, вақте ки шумо ба дигарон хубӣ мекунед, друзьями. И давайте сами определим, каким образом дальше будет развиваться искусственный интеллект. ва биёед мо худамон муайян мекунем ки оянда чӣ хел рӯ мегирад. барои ман бисёр хурсандовар аст ки бо шумо имрӯз ҳастам. ташаккури зиёд, Джейсон. Ташаккур, ки шумо гуфтед ки И то есть это не только мы говорим об офисном сотруднике, но и о других профессиях. Ну, конечно же, мо на фақат дар бораи як вазифа гуфтем, балки дар бораи вазифаҳои дигар ҳам мегӯем. И сейчас я хотел бы напомнить нашим зрителям, что следующая часть ва ҳоло мехостам ба тамошобинони мо фаҳмонем ки қисми дигари конференси мо зависит от жизни людей. То есть жизнь людей зависит от очень многого. Поэтому, пожалуйста, ки зиндагии одам аз бисёр чизҳои дигар вобастагӣ дорад. ҳоло мехостам ки суханро ба дигар сухангӯй. Из группы СВИТ, пожалуйста, Ричи, вам слово. марҳамат, Ричи, ба шумо сухан. Меня зовут Ричи Анори, и я здесь, чтобы помочь пробудить людей. Верю, что в нашем обществе... номи ман Ричи мебошад. ман дар ин ҷо ҳастам барои бедор кардани одамон. Для группы СВИТ. И мы ее выпустили. Она стала очень популярна. Она об искусственном интеллекте, о том, с чем мы сталкиваемся сегодня, вот прямо сейчас. Это не пропаганда. ин дар бораи зеҳни сунъӣ, дар бораи он чизе ки мо ҳоло ба он рӯбарӯ ҳастем. ин таблиғ бо ягон нияти пинҳон нест. ин дуруст аст. ва маълумоти шумо низ ҳамин ҳақиқат аст. дар гирду атроф чизҳо зиёданд ва вақте ки мардум таблиғотро гӯш мекунад, барояшон душвор аст ки ҳақиқат дар куҷост ва ҳақиқатро. конференсе ки шумо ташкил кардаед ба худи ҷунбиши шумо ба ҷамъияти созанда аз ақл берун аст, зеро он ҳама бар идеяи ваҳдати асосӣ ёфтааст. ман боварӣ дорам ки ваҳдатро тавассути фардияти амалӣ кардан мумкин аст. аз ин рӯ ман ба ҳамаи шумо одамони дунё ки ба забонҳои мухталиф суҳбат мекунанд муроҷиат мекунам. хеле муҳим аст ки шумо дарк кунед, дар ҳақиқат бедор шавед ва паёми низоми ғуломиро бишнавед. диққат бояд ба на танҳо ба иваз кардани башарият бо роботҳо ва ҷойҳои кории одамонро аз худ мекунанд, балки назорат низ дода шавад. бояд диққат диҳем ки воқеан чи дар сари фармон нишастааст ки золимонро пинҳон мекунад, ки ин гурӯҳи хурди одамон ба нияти пинҳонӣ. мо дар марҳалае қарор дорем ки одамоне ки медонем ва воқеан аз воқеаҳо огоҳанд бояд сухан гӯянд. лоиҳаи ҷамъияти созанда дорои ин платформаи олиҷаноб ва аъло ба ҳама забонҳо аст. агар ҳамаи мо ҳозир ҷамъ оем, оянда дорем. агар не, пас мутаассифона ман гуфта наметавонам. мо дар замони аҷибе зиндагӣ дорем ва ман ҳамаи ҷавононе ки
имрӯзҳо бо одамони тамоми дунё гӯш мекунанд, даъват мекунам. Ба шумо танҳо фаъол будан лозим аст. Шумо бояд рӯёи ягонаи муттаҳиди ягона дошта бошед. ин ҳоло ба мо лозим аст. Ҳамин тавр мардум биёед гӯш кунем, биёед амал кунем. Спасибо большое, Ричи. Это была невероятная Ташаккури сейчас зиёд, Рич. послушаем нового докладчика. Хочу представить биёед мо участника гӯяндаи группы дигарро Sweet, гӯш мекунем. которая входит в десятку лучших в мире рока. Приветствую участников конференции «Глобальный кризис». Меня зовут Дэвид Стюарт. Я из знаменитой группы номи Sweet, ман Дэвид которая Стюарт в прошлом, мебошад. в 70-х годах имела большой успех. Мы считаем, что технологии — это здорово, это классно. и мы мо можем фикр использовать мекунем их. ки технология ин беҳтар аст, беҳтарин аст. Но также верно и то, что все хорошее достается тем, у кого ва нет ин добрых дуруст намерений аст ки насчет ҳамаи этого. хубҳое ки ҳаст, Но есть коварные замыслы. вале И фикрҳои если мы не будем пинҳонием следить за аст. тем, что происходит, искусственный агар мо интеллект аз может пушти стать самой большой корҳои угрозой мешудагӣ для нашего набошем, общества. Потому что, во-первых, на мой взгляд, у искусственного барое интеллекта ки нет души, нет понимания свободной воли, и он не испытывает чувств, как человек. ва ӯ ҳис намекунад. Думаю, некоторые люди могут начать этим злоупотреблять и захватывать целые ва страны баъзе с аз помощью одамон метавонанд ки искусственного инро интеллекта. ба фикрҳои ғариз истифода баранд. Таким образом, мы стремимся использовать наше творчество, нашу музыку, барои ҳамин мо чтобы донести до всех людей эҷодиёти эту худро ба возможность тавре сценария истифода мебарем ки и побудить вас задаться тем же вопросом, который задаем мы. ва шуморо барои бедор кардани саволе Проснулись ли мы? даъват мекунем ки Просто саволро мо позволим ҳам кому-то медиҳем. захватить власть? Что оё мы будем мо делать с ба нашими дигаре семьями, эҷозат если это медиҳем ки произойдет? Что мы будем делать с нашими дар болои сообществами, мо с нашими домами, идора районами, кунад? городами, странами, миром оё и, чӣ возможно, мешавад всей барои Вселенной? ба давлатҳои мо ба Желаю всем приятного просмотра конференции. Мы с Ричи, ба как ҳамаи участники шумо группы Sweet, очень хоҳиши рады, что вы здесь, ребята. Это здорово, хуб что вы, друзья, тамошо тратите на кардани это свое конференсро время. мекунам. Это замечательно. Это ин необходимо, чтобы беҳтарин аст ки начались шумо изменения. вақтатонро дар ин ҷо Спасибо. мегзаронед. ташаккур. Thank you to both members of the band. Спасибо большое обоим участникам группы Sweet. ташаккури зиёд ба ҳар ду иштирокчӣ. Ваше послание очень важно, и мы должны действительно осознать все угрозы. ин бисёр муҳим аст ва бояд ки Мы все должны действовать, а не бездействовать. ташаккур ки шумо боз як бори дигар гуфтед ки мо бояд Певицу, автора кӯшиш песен, кунем. модельера, писателя и исполнителя. Здравствуйте. Я хочу салом, поприветствовать ман вас мехоҳам на шуморо ба конференции конфуроси «Глобальный буҳрони кризис». Это уже ҷаҳонӣ касается ин каждого. аллакай ҳамаро нигоҳ мекунад, Во-первых, нигарон я рада мекунад. знакомству с вами, ребята. аввалан И ман со шодам всем ки бо вашим шумо движением, особенно с Анной. шинос мешаванд я ва узнала махсусан о бо Анна созидательном мулоқот сознании, мекунам. вақте ки ман дар созидательном бораи мире, ақли противоположность материалистическому капитализму эҷодӣ и его материальными проблемами. дар муқобили Это всегда было катаклизмаи очень близко моему материалистӣ сердцу. ва Поэтому, мушкилоти моддию когда Анна он рассказала мне фаҳмидам, о предстоящей он ҳамеша конференции, ба дили я ман не могла наздик буд. отказаться аз от ин рӯ участия. вақте ки Анна ба ман дар бораи ин конфуроси На оянда данный нақл момент кард, ман существует много наметавонистам разных аз кризисов иштирок даст одновременно. кашам. И определенно дар все айни они замон требуют кризисҳои решения. гуногун дар як вақт вуҷуд Вот дорад у нас есть ва ҳатман климатический ҳамаи кризис. онҳоро И ҳал кажется, кардан лозим аст. что мо это буҳрони действительно иқлимӣ кризис. дорем ва ба Еще один очевидный – это назарам он пандемия. воқеан Мы, как буҳрон вид, аст. не сможем дигаре распутать айён этот клубок. як Боюсь, пандемия аст. что все то будет он не даме так уж и ки мо хорошо. ин Итак, есть занҷиро общий кушода мировой кризис, наметавонем, и метарсем он ки состоит из корҳо разных ин тавр аспектов. хуб нахоҳанд шуд. Я пас як чувствую и бурҳони боюсь, умумии ҷаҳонӣ вуҷуд что дорад наш мир ва он рушится, аз ҷанбаҳои гуногун потому что иборат аст. довольно ман скоро ҳис мы не мекунам сможем ки вернуть все на круги ва своя. метарсам ки Даже при ҷаҳони большом мо пош желании и мехӯрад, благих зеро намерениях ба будет не қарибӣ так мо просто снова наметавонем вернуть ҳамаи людей к чизро гармонии,
ба вайдони аввал баргардонем. Все разваливается, ничто не вечно. Мы должны сиёсат, ҳукумат, ҳама чиз пош мехӯрад, ҳеҷ чиз абадӣ намемонад. Мо бояд фаъолтар бошем. Мо фаъолӣ надорем. Дӯстон, ман бояд бигӯям, ки ин ҳама муоширати байналмилалии мо, мусоҳибаҳо ва вохӯрии онлайнӣ дар Zoom аст. Ҳамаи ин аллакай ларзиши коинатро баланд мебаранд. Аз ин рӯ ба корҳои нек кӯмак мерасонад. Агар мо ва шумо барои одамон бо ниятҳои нек ва самимияти нек ҷамъ оем, ҳис мекунем, ки он гоҳ ҳама чиз ҳатман тағйир хоҳад ёфт. Ман ҳис мекунам, ки ларзиши баланд мешавад. Мо бояд воқеан инсон бошем ва бо вуҷуди ин одамгарӣ бимонем. Мо набояд ҳеҷ гоҳ чизеро, ки ба инсоният ё ягон мавҷудоти зинда зарар мерасонад, дастгирӣ кунем ё ташвиқ кунем. Шумораи бештари одамон бехдор мешавад, аммо ин фавран мушкилотро ҳал намекунад. Мо наметавонем давидан ва пинҳон шавем. Аммо оқибат касе боро пайгирӣ мекунад дар ҷое, барои он ки мо ҳар як каси мо мехоҳем, ки ман ҳоло мебинам, ки мо камтар ҳастем. Уважаемые участники созидательного общества, желаю всем сознательности в правильном смысле этого слова и мира, радости. Муҳтарам аъзоёни ҷамъияти созанда, ба ҳамагон орзумандам, ки ба маънои дурусти ин калимаи виҷдон бошед. Ташаккури зиёд. Ваши слова были очень вдохновляющими для всех, кто нас смотрит. Я полагаю, что они вдохновляют многих нас. И прежде чем мы перейдем к следующей нашей теме глобальной конференции, я хотел бы напомнить, что мы уже ҳоло мо ба мавзӯи дигари конфронсамон мерасем. прямо сейчас. Да, и как раз сейчас пришло время перейти к следующей теме. И перед этим я хотела бы напомнить нашим зрителям о том, что ҳоло вақте расидааст, ки мо ба мавзӯи дигаре расем. синхронно переводят на 72 языка. И это делают ҳоло мо ба шумо мерасонем, ки ин конфронс ба 72 забони дунё тарҷума шуда истодааст. угрозы и перспективы и тему технологической безработицы. А теперь мы переходим к следующей теме. ҳоло мо ба мавзӯи конфронси дигарамон мерасем, ки буҳрон дар хотела бы передать слово доктору Роберту Кеннеди, который является доктором политических ҳоло ман суханро ба доктор Кеннеди медиҳам. по международным отношениям, почетным профессором международных отношений школы Сэма Нана, технологического института штата Джорджия. Мне очень радостно вас видеть и передаю вам слово. Ман бисёр хурсанд ҳастам, ки шуморо дар ин ҷо мебинам ва суханро ба шумо медиҳам. Большое спасибо всем организаторам за то, что пригласили меня выступить. Для меня это действительно честь, огромная честь. Барои ман бисёр хурсандиовар аст, ки ман бо ин ҷараён якҷоя мешавам. Дамы и господа, сегодня дӯстони азиз, имрӯз мо дар рӯзҳои бисёр ҷунбишовар зиндагӣ мекунем ва ин буҳрон низ мебошад. Ин ба ҳамаи мо таъсир мерасонад.
از یک طرف تکنولوژی‌هایی که با ما کمک میکنند و در بعضی حالت‌هایی که اینها با Влияние происходит на каждого из нас, на наши семьи, наших друзей. تأثیر اینها به همه ما دارد، به عائله همون و به نسل‌های آینده نیست. متاسفانه تا حال ما به کارهای میشدگی باور نکرده نگاه میکردیم. یا که پالیتیکاهای دولتی که آنها یکدیگر را در کوتاه ما به شما میفهمانم. در اول بیایید درباره دیگرگونی باد و هوا میگیم. هر یکی ما الکی میفهمد که با اقلیم چی شده ایستاده است. در حقیقت تا بعضی وقتها اقلیم بسیار گرم بود، ولی حالا کارهای آدمان میکردگی به اقلیم بسیار دیگرگونی میماند. و گازهایی که به اقلیم میپرتند متاسفانه مشکلات نه فقط درباره طبیعت میباشد، بلکه این پالیتیکی و Опасные выбросы влияют на здоровье людей, а повышение уровня моря приведет к این پرتاب‌هایی که حالا می شود برای بلندشوی حرارت، این به گشنگی بسیاری ها می رساند. غیر از این مشکلی اقلیم این پالیتیکی می باشد. برای آن که برای تغییرات این باید که باید سرورانی دولت بین دولت ها نیز خلاصه های برارند. این تغییرات ها به оружия массового уничтожения. Несмотря на دیگرش این که ограничение такого оружия, известно, что некоторые государства, которые не участвуют в этих договорах, имеют вооружение или разрабатывают ядерное и другое оружие массового уничтожения. А также известно, что террористические группировки пытаются найти расщепляющие материалы и другие компоненты, необходимые для производства такого оружия. Перспективы преднамеренного применения такого оружия или результат эскалации напряженности и некоторых расчетов, некорректных расчетов, представляют собой реальную и настоящую опасность. Ведь это чревато массовыми жертвами и долгосрочными последствиями для всей планеты, которые трудно вообще оценить. Третье. Искусственный интеллект. سیومن این است که اینتелکت صنعی این سهر شما فهمیدید بسیاری появлением искусственного интеллекта, возможно, только сейчас проявляются. Я уверен, что сегодня еще многие будут об этом говорить. Тем не менее, как уже многие знают, как было упомянуто, связано это будет с потерей рабочих мест. То есть машины на себя возьмут роль того, что и когда будет производиться. Далее, проблема безопасности. Если робот стал злоумышленником. Проблема доверия. Может ли искусственный интеллект достичь когнитивного уровня, равного или лучшего, чем у человека? И если да, то можно ли доверять ему в том, что он поступает верно, морально, этично, нравственно? Наконец, неравенство доходов, как внутри страны, так и между странами. Всего 8 человек в мире сегодня владеют таким же богатством, как 3 миллиарда 600 миллионов человек.
или почти половина всего населения человечества. Внутри стран неравенство в уровне благосостояния может быть разительным. Богатые становятся еще богаче, а доходы остальных находятся в стагнации. В глобальном масштабе проблема, пожалуй, еще хуже. Например, доход на душу населения из расчета по паритету покупательской способности в 2020 году, по данным МВФ, колеблется от 118 тысяч долларов в Люксембурге, да, это находится наверху списка, до около 760 долларов в Бурунди в конце списка. Во многих отношениях эти проблемы беспрецедентны. Однако сегодня перед нами открываются и неведанные раньше возможности. Никогда еще в истории человечества мы не были так тесно связаны друг с другом. Да? То есть мы действительно имеем просто невиданные возможности. Наша связь друг с другом действительно очень плотная сейчас. Самолеты, интернет, смартфоны практически устранили барьеры времени и расстояния. Мы можем общаться с кем-то на другом конце света, просто набрав его номер или зайдя в Zoom. Мы можем узнавать о других народах, других культурах, других религиях, просто набрав несколько слов на компьютере. У нас есть FaceTime, Facebook, Twitter и так далее. Общения. И однако все это может ровным счетом ничего не значить, пока мы, как люди и страны, продолжаем преследовать свои личные желания и интересы без учета интересов и потребностей более широкого сообщества. Мы не можем решить эти проблемы и, следовательно, станем жертвами их последствий. Вот так. Поэтому последствия действительно будут ужасными. Это и с точки зрения человеческих жизней, и национального богатства, а также человеческих страданий. Поэтому мы должны задать себе вопрос, можем ли мы преодолеть наши различия и взяться за дело, работать вместе действительно как народы и нации. Мир не изменится сам по себе. Действовать должны именно мы. Различия во взглядах останутся постоянной чертой внутригосударственного и международного ландшафта. Действительно, различные точки зрения являются естественной чертой человеческого существования. Этой культуры, традиции, опыт, даже язык. Да, конечно, различия могут разделять, но это не обязательно. Различие может стать источником творческого мышления, которое возникает только благодаря разным точкам зрения. И, дамы и господа, чтобы справиться с предстоящими вызовами, мы должны работать вместе и мыслить в русле созидания. Мы должны выйти за рамки узкого определения индивидуальных и национальных интересов и творчески подойти к тому, как решить насущные проблемы, которые угрожают нашему будущему и будущему нашей планеты. Возможно ли это? Да, я верю, что так. Однако это потребует лидерства, новой породы лидеров. Это мужчины и женщины всех вероисповеданий, рас, национальностей и так далее, которые готовы слушать, прежде чем говорить, вступать в диалог, приобретать необходимые знания. Это лидеры, которые ставят других выше себя. Это лидеры, которые будут бороться за общее благо. Это лидеры, которые стремятся по-настоящему понять и проанализировать, прежде чем принять решение. У которых есть моральное мужество, нравственное мужество сделать то, что правильно, а не то, что выгодно. Смирение, чтобы признать, что они не всегда правы. И честность, чтобы добросовестно посвятить себя тому, чтобы говорить правду. Я не говорю о тех, кого никто из нас не знает. Это не абстрактные персоны. Я говорю о нас с вами. Мы должны ознаменовать сегодняшний день как день, когда мы решили действовать на благо человечества и потребовать от лидеров наших стран сделать то же самое. Только тогда мы сможем противостоять сложнейшим вызовам, которые ждут нас впереди. Еще раз благодарю вас за приглашение выступить сегодня. Огромная благодарность вам, доктор Кеннеди. Это всегда большая радость видеть вас. И спасибо вам за то, что присоединились к конференции. И
вы задали очень хороший вопрос. Можем ли мы преодолеть наши различия? И вот хотелось бы также сказать о том, что следующая тема нашей конференции — это климатический кризис, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, чтобы узнать последние новости. И также сейчас я хотела бы представить нашего следующего докладчика, премьер-министра Перу в 2020 году, господина Антера Флореса Араоса. Господин Флорес Араос занимал пост министра обороны Перу, президента Конгресса Перу и был кандидатом в президенты Перу. Также господин Флорес Араос — один из самых продуктивных авторов законов. Его деятельность была его хобби, так как он до сих пор является основателем и активным членом одной из самых признанных корпоративных юридических фирм в Перу. Меня зовут Альтеро Флорес Араос. Я перуанец. Я адвокат. Я занимаюсь частной юридической практикой. Но кроме того, я занимал различные государственные должности. Я работал в городском совете столицы, то есть Лимы. Я был послом Организации американских государств. Я 16 лет был конгрессменом. Я возглавлял Конгресс Республики Перу. Я также был премьер-министром. Я настаиваю на том, что мир изменился в связи с глобализацией. А глобализация — это инструмент. И от того, как будет использоваться глобализация, будет видно, является ли этот инструмент хорошим или плохим. Пандемия еще больше показала наш глобализм. Она затронула весь мир. Это повлияло на различные вещи, повлияло на настроение людей и повлияло на благосостояние людей. Это повлияло на образование, от начального до высшего. И это повлияло также на проблему в сфере труда, потому что стало больше безработицы. Миллионы людей остались без работы, а миллионы компаний обанкротились. Таким образом, есть влияние на экономику. И логично, что это также привело к социальным конфликтам. В странах, в которых еще недавно практически не было социальных проблем, сегодня настроения людей изменились. Они стали раздражительны, на все реагируют, постоянно злятся. И это приводит к изменению политического уклона некоторых стран. Это происходит в моей стране и может произойти где угодно на земном шаре. На мой взгляд, этому миру необходимо, чтобы люди были более человечными, а не как роботы. И чтобы наука и технический прогресс использовались должным образом, чтобы служить человечеству, а не разрушать его. Это мое видение. Мне очень нравится работа, которую вы делаете. И особенно, что вы используете термин «созидать» и подошли к этому со всей логикой и обоснованием. И мне также нравится, что вы рассматриваете все страны с критерием равенства. Нет бедных и богатых. Нет могущественных и бессильных. Нет ситуаций, когда один навязывает власть, а другой подчиняется. Все равны и равны как люди, становясь более человечными и более ответственными за заботу об этом мире и за его развитие с помощью технологических и научных инноваций, но поставленных на службу человеку. Не человек должен стоять на службе у технологического прогресса, а прогресс должен быть инструментом, который должен служить человеку. Когда обычные люди в равенстве становятся все более солидарными и более человечными, это я должен поблагодарить вас, потому что мы, обычные люди, в будущем ощутим пользу от той важной работы, которую вы делаете так бескорыстно и с огромным гуманизмом. Я не только поздравляю вас,
Я не только признателен за задачу, которую вы выполняете, но и в меру своих возможностей я, будучи в восторге от нее, присоединяюсь к вам. Необходимо использовать социальные сети, чтобы информировать людей, потому что большинство людей — это хорошие люди, которые любят свою планету и хотят, чтобы мир стал лучше. دیگر کنند و بسیاری مردم آدمانی خوب هستند. تشکری زیاد تشکر برای دستگیریتان و بسیار خرسند هستم که شما با ما هستید. و دیگر основатель и президент Института исследований новых парадигм Ласло, а также основатель и президент Будапештского клуба. Доктор Ласло, вам передаем слово. Многочисленные кризисы ожидают нас. ما بحرانی سرشمار را انتظاریم که دقت ما را انتظارند. زیرا ما یک سیستم را ساختیم که نااستوار می باشد و آن هم کاملا متناسب است. همیشه بعضی منفعت های بزرگ سیاسی را یا منفعت ملی یا بین المللی یا چیزهای موجودند که جهان را به طرزی به آنها خدمت میکند و این است که ما یک سیستم نداریم که واقعا استوار باشد و به جامعه انسانی خدمت کند. ما به طرز دیگری نگاه به جهان نیاز داریم. همین طور سیستم های گوناگون اداره کنی به وجود می آید. ما همه در یک کشتی هستیم. ما یک زورق برای استفاده بری که تشبیه روان است. ما شماره بیشتری آدمان را با آن داخل داریم. ذخیره های بیشتر را در اطراف آن استفاده میبریم. ما باب های اطراف آن را افلاس کرده ایستاده ایم و آن را تا رفت بیشتر به انجام چقور به مشکلات تغییر دادنی وقتی با مناسب است. زیرا اگر ما با بالا نرویم ما را مجبور میکند که به پایان رویم. این بسیار خوب است که جوانان جمع آیند. فکر میکنم همه آدمان عاقل و دیدن سر میکنند. گپ سری آن نیست که در جای اول می ایستد. سخن درباره تبلیغ خود می رود. سخن درباره گذشتن جامعه انسان، حتی بیشتر در جامعه انسانی تمام سیستم های حیاتی سیاره رو می رود. زیرا ما به تمام حیات تاثیر می رسانیم. ما نمی توانیم طوری که هستیم بمانیم. اگر ما به بالا رویم خواهیم به بالا رفتن خواهیم، پس ما باید دانیم که چگونه آن را باید انجام دهیم و агенти با شعور این بست می باشد. وقتی که شما امروز معنا دارد، وقتی که راه نشان می دهید، مردم آن را اعتراف می کنند و پیروی خواهند کرد و می خواهند که اشتراک کنند. شبهه نیست که با اراده عامه اتحادی مردم جامعه تغییر خواهد یافت و می توانند با گونه تغییر یابد که منبع‌های استوار حیاتی مهم انرژی، روشنایی، ماده، همه چیزهایی که به ما لازمند، طبیعت، دسترسی همه آدمان گردد. اما این ضروری تغییرات هرچی باشد عیان می‌گردد. چنین به مانند گرمی بی‌نهایت جهانی که در حال داریم. شخصانی که اداره میکنند آنها او را استفاده میبرند. آنها часть эволюции жизни. Если мы просто отделяем себя, то
то знаете, кем мы становимся? Если мы не являемся частью организма, тогда мы становимся раковыми клетками. А рак, как вы знаете, развивается, растет и в конце концов убивает хозяина. Но онҳои если мы қудрате сможем доранд, настроиться на онҳо барои созидание ба даст мира, овардани станем созидательным обществом, тогда мы можем стать здоровым импульсом и мотивацией для эволюции жизни. Thank you, Professor, for your wise words and clear Благодарим вас, профессор, за ваши мудрые слова и ясное послание. Это то, о чем должен знать каждый. Мы действительно все находимся в одной лодке. Для наших зрителей, которые только что присоединились к нам, я хотел бы напомнить, что эта ман глобальная мехостам ба шумо конференция одновременно фаҳмонам ки переводится ин на конференсияи 72 байналмилалӣ языка, и все бо это 72 делают забон волонтеры. тарҷума шуда истодааст. В настоящее время мы говорим о кризисе потребительского общества. Мы призываем вас оставаться на связи. Наша следующая тема о климатическом кризисе. И жизненно важно быть осведомленным о фактах и исследованиях, которые мы покажем. Давайте теперь перейдем к экономике и послушаем профессора Хорхе Лоайзу. Профессор Лоайзу является основателем и директором компании Suze Fidelis CA и профессором в сфере международных финансов, частным банкиром. Я счастлив быть со всеми вами и делиться своими мыслями о нашем обществе, потому что мы все находимся в одной лодке. Рад поделиться своим скромным личным мнением с вами. Мы вступаем на неизведанную территорию, потому что впервые в истории финансового развития мы имеем самые низкие процентные ставки, несмотря на все наши знания о финансах. То есть 10-20 лет назад нам говорили, что мы никогда не столкнемся с отрицательными процентными ставками, потому что инвесторы достаточно рациональны. Однако сегодня уже не новость, и мы сталкиваемся с отрицательными процентными ставками. Так что нужно просто взять и выбросить все наши университетские учебники на свалку. Таким образом, мы сталкиваемся с новыми понятиями в области финансов. И я не вижу четкого ответа на вопрос, как выйти из этой хрупкой финансовой системы. Единственное, что я могу сказать наверняка, это то, что мы проживаем последние секунды перед полуночью, в том числе и с точки зрения финансов. Мы наполняем мир фальшивыми деньгами в большом количестве, в большем, чем когда-либо. Мы создаем миллиардеров, триллионеров каждую минуту, но их очень мало по сравнению с сотнями новых бедных, которых мы создаем каждую секунду. Хотел бы обратиться ко всем вам, замечательным людям, потому что вы люди. Я скажу только одно. Вспомните стихотворение Джона Донна «По ком звонит колокол?» Он звонит по нам. И если мы ничего не сделаем, то попадем лишь на собственные похороны. И это будет очень печально. Поэтому пришло время сказать, давайте говорить, давайте что-то делать. Я только хочу сказать дорогим участникам Созидательного общества, давайте покажем друг другу, нашим соседям, нашим семьям, нашим друзьям, почему мы
люди, человеческие существа, достойны намного большего, и что это единственный путь. Я считаю, что основное — это объединиться в любви. Как мы могли видеть, общество потребления можно охарактеризовать одним словом — жадность. А новое движение, это новое общество, можно охарактеризовать другим словом — любовь. Просто любовь. И я надеюсь, что все мы вместе сможем пойти по этому пути. Спасибо, профессор. И я также надеюсь, что мы можем выбрать правильный вектор развития, созидательное общество, потому что, так как вы уже говорили, что у нас всего осталось несколько секунд до полуночи, и это не оставляет ничего хорошего для нас. И нам очень важно строить созидательное общество, и нужно понять, что это мы те люди, которые можем поменять эту парадигму. Нам просто нужно объединяться, нам нужно говорить, мы можем это сделать. И сейчас я хотела бы представить вам нашего следующего докладчика, Юсра Бала, члена Совета муниципалитета Бейрута в Ливане. Уважаемая Юсра, пожалуйста, расскажите нам, что, по вашему мнению, важно для нашего общества, для того, чтобы преодолеть предстоящие угрозы. Здравствуйте, меня зовут Юсра Бала. Я из муниципалитета Бейрута в Ливане. Я являюсь членом городского совета Бейрута. И наша сегодняшняя встреча посвящена глобальному кризису, который касается каждого. Этот глобальный кризис не похож ни на один другой. Он влияет на каждую страну во всем мире. И это в основном экологическая проблема, которую должны решать все члены общества, от лидеров до университетов, исследователей и международных организаций. Мы должны работать вместе и сотрудничать, чтобы избежать опасности уничтожения. Это общечеловеческий вопрос. Это глобальная проблема. И все лидеры должны сотрудничать друг с другом, собраться вместе за одним столом, сесть и вместе составить план. Они должны поставить это высшим приоритетом, в первую очередь в экономике. И это жизненно важно для всех стран. У нас не должно быть отстающих стран, вне зависимости от каких-либо политических вопросов или иных факторов. Потому что любая страна, если ее не принимать во внимание, может отрицательно повлиять на другие страны. Если мы не будем сотрудничать все вместе, я имею в виду все слои общества, от взрослых граждан до молодежи, всех людей и лиц, принимающих решения, будь то на предприятиях или в целом экономическом секторе, в любом секторе в мире, то мы не сможем достичь изменений глобально в климате, не сможем сохранить и продолжить нашу жизнь. Мы должны оставить нашим детям новое будущее. Такое будущее, где нет загрязнения природы, где есть мир и уважение. Спасибо вам, Юсра. Когда я увидел ваши регалии, я вернулся в свое детство, когда жил в Бейруте. Ваши слова оказали сильное влияние на меня, и я верю, что на всех зрителей тоже. Замечательно видеть, как люди из разных уголков мира одинаково воспринимают ситуацию, которая происходит прямо сейчас.
Я хотел бы передать слово доктору философии в области поведенческих наук Джагдишу Шетту, основателю и члену правления фонду Шетту, лауреату премии Падмы Бхушан 2020 года. Профессор, вам слово. Здравствуйте, я профессор Джагдиш Шетт из университета Эмори в Атланте. Большое вам спасибо за приглашение на эту потрясающую глобальную конференцию, посвященную всему человечеству и его будущему. Очень важно, чтобы мы поняли сейчас и осознали экстренность всей ситуации. Я вижу, что в 3 сферах жизни человечества скоро наступит кризис, если мы не примем меры сейчас. Первая важная сфера — это огромное неравенство в благосостоянии. Количество частных лиц с личным капиталом выросло настолько сильно за последние 20-25 лет, что теперь их капитал превышает любое национальное благосостояние, благосостояние корпораций, даже благосостояние королевств. Сейчас каждый год у нас появляется почти 1 миллион новых миллионеров. Цифры просто ошеломляют, но в то же время, с другой стороны, в обществе у нас массовая бедность. Когда есть неравенство доходов, но, что более важно, неравенство благосостояния, общество не может этого выдержать, потому что бедные начнут протестовать. Они будут совершать революции, они начнут выступать с протестами. Явление популизма во всем мире происходит из-за того, что люди недовольны существующей партией, нынешней властью, действующими руководителями корпораций, кем бы они ни являлись. Поэтому то, как мы перераспределяем это благосостояние или что происходит с этим богатством, является ключевым фактором. Может ли этот капитал принадлежать частным лицам, быть направлен на благие цели в обществе? Противоположность традиционному способу накопления все большего и большего благосостояния, потому что этому накоплению нет конца. Это один очень важный круг вопросов, который нам нужно осознать. Представьте себе общество, где каждый считает, что его цель жизни заключается в том, чтобы раскрыть потенциал других, будь он корпорацией, профессором, священником, начальником или целым народом. Это означает, что я становлюсь человеком, а человек — это величайший дар природы. Так давайте извлечем из этого наибольший потенциал, чтобы снова служить на благо общества. Нет ничего более значимого, радостного и приносящего внутреннее удовлетворение, чем помощь другим. Зарабатывать деньги ради денег, то есть зарабатывать деньги без цели, бессмысленно. У вас должна быть цель в жизни. Просто зарабатывать деньги — это недостаточно. Вам нужно выйти за рамки этого. И я считаю, что в конечном счете единственная цель в жизни — это раскрыть потенциал других. Спасибо вам большое, профессор, за ваши слова, за то, что мы услышали об абсурдности нынешней ситуации в обществе. И действительно, нам нужно изменить наш подход и в полной мере развить наш потенциал на благо всего общества, особенно когда мы сталкиваемся с резкими климатическими изменениями. И мы также рассмотрим более детально эту тему чуть позже. Не переключайтесь. А также я хотела бы напомнить вам, дорогие зрители, отправлять ваши видеоотзывы о конференции, об информации, которую вы услышали, возможно, ваше понимание на email info@allatraunites.com. И сейчас давайте посмотрим видео о доходности в IT-сфере. В IT-сфере доходность, ну, по крайней мере, на этот год, будет свыше 4 триллионов долларов. Вдумайтесь. Такой огромный пирог стоимостью 4 триллиона. Как вы думаете, сколько ртов открывается на этот пирог? Много, да? Особенно если мы сравним, что на всю оборонку, это вместе с торговлей оружием, там, ну, на все, все расходы. Это всего лишь 2 триллиона. Это во всем мире тратится. А IT-технология
весят уже 4 триллиона. Существенно. Конечно. Поэтому есть те, кто хотят это все забрать себе. И над этим очень серьезно и кропотливо и долго работают. Ну, на самом деле это все прекрасно, это все замечательно. Это и врач, и педагог, это замечательно, но в созидательном обществе. А вот в потребительском формате есть другая сторона. Почему? Вот мы только что поговорили. Это говорит о том, что весь медицинский персонал вынужден будет искать себе другую работу. Вопрос, где он ее будет искать? О, да. Это уже актуальная тема, конечно, сегодняшнего дня. Конечно. А почему он вынужден будет? Да потому что мы, как потребитель, мы ведь не пойдем к человеку, мы пойдем к машине. Потому что качество намного выше, стоимость намного ниже. Но также мы же себя любим. Это что, мы должны так любить вот того доктора, что в убыток своему здоровью и кошельку мы должны идти к нему? Чтобы поддержать его. Мы же так не поступим, потому что мы такие же потребители, как и все. Логично? Логично. Давай возьмем педагогику. Ну вот этот год дистанционного обучения, он показал, люди несовершенны. Вот чтобы вы понимали, качество обучения упало на 30%. Почему? Потому что когда в классе — это одно, а когда дистанционно, здесь сказался человеческий фактор. Педагоги, которые дистанционно связывались со своими же детьми, они просто расслабились. Говорят, тут это сами выучите, вот это еще что-то. Конечно. Ну, педагог дома, тут его детки бегают, тут еще что-то. Да и вообще не хочется, поэтому все спустя рукава. И уровень образования резко упал. Возможно ли такое у машины? Никогда. Машина будет заниматься индивидуально с каждым. Она даст действительно нужное, необходимое образование и найдет подход к каждому человеку. Заметьте, каждому индивидуально ребенку машина найдет подход. Почему? Потому что она лучший психолог, и она лучший педагог, чем кто бы то ни был. И обучит ему ребенка любого в максимум, насколько ребенок сможет обучиться. Разве это плохо? Уже сегодня есть Хорошо. эти похожие технологии? Есть, да? Конечно, есть на сегодняшний день эти технологии. Тренеры. Они апробируются, да, и уже готовится серьезная замена всего педагогического состава, от младшего до старшего, и вузы, и все остальное, оно все идет виртуально, и школы. Во-первых, это все слишком накладно. Ну и во-вторых, это все стоит денег. Так записал одного тренера. Мы сказали вот только что в IT-технологиях на этот год выйдут на 4 триллиона, даже чуть-чуть больше. Но это ж не учитывалось ни медицина, ни педагогика, ни все остальное. В педагогике крутится тоже очень много миллиардов, и в медицине очень много. Так же? И все настекается в одни руки. Это все будет стекаться в одни руки. Тому, кто первый создаст и запустит супер искусственный интеллект. Igor Mikhailovich, thank you for these very true words. Игорь Михайлович, спасибо вам за эти очень правдивые слова. В нашей повседневной спешке мы часто даже не осознаем, насколько важно все, что происходит прямо сейчас, как мы можем видеть в отрывке из видео, которое мы только что посмотрели. Давайте спросим нашего следующего докладчика о его мнении о текущей ситуации в обществе. Господин Де Вадхвани имеет степень магистра финансов и экономики, является инвестиционным банкиром и публичным спикером. Господин Вадхвани, вам слово. Привет, ребята! Меня зовут Дэйв Вадхвани. Я присоединяюсь к вам сегодня из Дубая. Я получил образование в области финансов и экономики. В течение 11 лет был управляющим хедж-фонда на Уолл-стрит.
А сейчас я руковожу международным бизнесом электронной торговли, который находится за пределами Дубая, в Гонконге. Отвечая на ваш вопрос, искусственный интеллект очень развит. Искусственный интеллект действительно может отнять у людей много рабочих мест, что разрушит общество, потому что, поймите, общество и экономика функционируют на потреблении, а потребление в основном происходит только когда у человека есть работа. Видите, как все взаимосвязано? Поэтому нет смысла экономить деньги, быть таким эффективным, а потом оставить тысячи людей без работы, потому что тогда они не смогут тратить деньги. Что такое балансирование? На самом деле, это социально-экономический вопрос. Мы не можем конкурировать с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект — это совершенство, абсолютное совершенство. Просто посмотрите на свою повседневную жизнь. Вам не нужно быть экономистом, ребята. Вам не нужно быть доктором наук или кем-то еще. Сегодня, допустим, вы идете в кинотеатр. Где вы покупаете билет? В автоматическом киоске. Это даже не искусственный интеллект. Это простая технология. Итак, давайте начнем с программного обеспечения как такового. Все эти технологические приложения, вы спрашиваете, сколько людей там еще работает? Сегодня едва ли работает 1-2 кассы. Но есть масса автоматических киосков. Рабочие места исчезли. Посмотрите, что происходит в аэропорту. Вы регистрируетесь, опять же, в автоматическом киоске. Вы больше не подходите к стойке. Ее там вообще уже нет. Вы сами регистрируетесь. Сколько рабочих мест исчезло? Когда я начинал свою карьеру, покупая и продавая акции, я звонил брокеру, чтобы совершить сделку. Сегодня над вами будут смеяться. Вся брокерская цепочка исчезла, ушла в небытие. Фондовых брокеров больше нет. Так что это обоюдоострый меч, ребята. Это обоюдоострый меч. У искусственного интеллекта есть масса преимуществ. Человек не может с ним соревноваться. Возьмем, к примеру, медицину. Роботы будут делать операции, то есть хирурги останутся без работы. Ребята, хирурги. Возьмем профессию юриста. В юридической профессии, не уверен, все ли об этом знают, но поиск и анализ данных — это самое важное. Юристы проводят бесчисленные часы за изучением материалов. Искусственный интеллект может найти то, что вам нужно, как иголку в стоге сена. Это настолько эффективно, что, по сути, юристы скоро могут остаться без работы, потому что лучший способ выиграть дело — это то, что называется юридическим прецедентом. Теперь мы подходим к сути вопроса. Не знаю, в курсе ли вы, но несколько лет назад МВФ опубликовал документ, подтверждающий, что 1% людей владеет 99% всего на планете. Лишь 1%. Допустим, у нас 7 миллиардов человек. 70 миллионов человек владеют 99% всего. 99%. Хочу сказать, что это весьма пугающие данные, не так ли? Это напугало меня до смерти. Знаете, люди называют цифры 80, 20, 91. Это на самом деле так. Но знаете что? Это сказка по сравнению со следующим пониманием. В то же время из этого 1% 42 человека владеют половиной всего. Не знаю, как вам, но по мне это абсурд, а ведь это реальность. Кроме того, сегодня цифра 42 сократилась до 25. Я живу в месте под названием Дубай. Многие из вас тоже живут в Дубае. Какова налоговая ставка в Дубае? Официально 0, верно. Но знаете, мы все платим налог. Это называется скрытый налог. Вы можете жить в Швейцарии, на Нормандских островах, вы можете жить в Дубае, в Монако. Налог один. Каждый человек платит его. От него не уйти. Это инфляция.
Так как стоимость денег снижается из-за постоянного печатания, печатания и печатания, покупательная способность денег, начиная с долларов США, с каждым годом уменьшается, стоимость снижается. Таким образом, инфляция — это то, что разъедает любое общество. Больше всего меня пугает то, что, опять же, вам не нужно быть экономистом, не нужно быть гением, чтобы понять это. Есть рынок труда, и есть население, которое растет. Сейчас на нашей планете 7 миллиардов человек. Скоро нас будет 10 миллиардов. Значит, население растет, а рынок труда сокращается. Выводы делайте сами. Второй вопрос. Как мы собираемся прокормить 7 миллиардов человек? Помимо всего того, о чем мы говорили, самое главное, мы должны заботиться о нашей планете. Я не защитник окружающей среды, я прагматик. Если эта планета не принадлежит нам, о чем мы тут говорим? Как я уже сказал, жадность и страх — это бич человечества. Люди ведут переговоры. Правительства ведут переговоры в рамках климатических соглашений. Переговоры. О чем вы договариваетесь? Не о чем договариваться, ребята. Однажды нас не станет. После этого вы сможете договариваться сами с собой. Спасибо вам, мистер Вадхвани. Уважаемые зрители, как вы можете видеть, вещи, которые происходят сейчас в нашем обществе, действительно вызывают тревогу. И одна из областей, где это действительно важно, и мы определенно должны иметь это в виду, это правовые аспекты использования искусственного интеллекта в нашем обществе. Давайте об этом узнаем побольше, поподробнее от доктора Джеммы Галден-Клавел, генеральный директор и основатель Ethics Consulting, специалист в области аудита алгоритмов и контроля за соблюдением этических норм, политический аналитик. Доктор Галден-Клавел, передаем вам слово. Спасибо за приглашение. Меня зовут Джемма Галден-Клавел. Я возглавляю организацию Ethics. Наша миссия — защищать людей в технологических процессах. А одна из наших основных услуг — алгоритмический аудит. Один из аспектов, которые мы осознали, это появление искусственного интеллекта повсюду вокруг нас. Он принимает все более деликатные и важные решения, связанные с нашей жизнью. Поэтому мы стараемся выявлять то, что происходит в мире искусственного интеллекта, посредством специальных механизмов, таких как аудит. Он может дать ответы на вопросы людей о том, как осуществляется управление данными, отвечающими за принятие решений касательно их жизни. В нашем обществе действительно наблюдаются тенденции, которые вызывают обеспокоенность. Данные сосредоточены в руках нескольких частных корпораций. Государственный сектор утратил контроль над управлением нашими данными. Мы видим огромную мощь частных технологических компаний, которые утверждаются в качестве правителей этого мира данных. Это беспокоит. Это реально уже есть. Видна динамика того, как определенные частные структуры берут под контроль рынок технологий. И рынок технологий принимает все более серьезные решения, касающиеся повседневной жизни, доступа к услугам, доступа к работе, медицине, здоровью. Эти сферы должны быть контролируемы самим населением, а не технологическими компаниями, которые никому ничего не объясняют. Одна из проблем, с которой мы сталкиваемся, это прозрачность алгоритма. Эти алгоритмы принимают все больше и больше решений о нашей жизни, а мы не знаем, как они работают. Зачастую у нас даже нет способов это узнать. Нигде за пределами Европы нет законов, которые защищают людей и помогают им получить доступ к этим алгоритмам. Даже у нас в Европе, где есть законы, они никем не исполняются. То есть у вас есть закон, у вас есть право, но вы не можете его реализовать. Вы не можете реально использовать его на практике, потому что ни у одной компании нет политики прозрачности в том, что касается алгоритмов. Это опасно, потому что вас могут уволить с работы из-за какого-то алгоритма, а вы не узнаете, почему
Почему? Другой риск — это риск для экономики. Многие люди говорят, что данные — это новая нефть. На самом деле это очень плохая аналогия. Данные не похожи на нефть. С небольшим количеством нефти вы можете получить некоторую ценность. Небольшое количество нефти даст вам немного бензина, позволит создать небольшую транспортную компанию или что-то разработать. А с небольшим количеством данных вы ничего не сможете сделать. То есть это монопольный рынок, где один субъект захватывает все, всю ценность. И вы выигрываете на рынке только если у вас есть все данные. По сути, победитель получает все. Только один может выиграть битву за данные в мире. И это проблема, потому что это не создает экосистему, не производит ценность для общества. Просто создается ценность для одного субъекта, а все остальные компании, которые пытаются это сделать, фактически разоряются по ходу дела. Таким образом, в экономике производится гораздо больше разрушений, чем созидания, когда создаются новые рынки и новые экономические экосистемы. Thank you, Dr. Golden Clavel. I agree with you. Спасибо, доктор Голден Клавел. Я согласен с вами. Очевидно, что искусственный интеллект заменит нас во всех областях нашей жизни и станет ее неотъемлемой частью. Мы сами будем способствовать этому. И совершенно ясно почему. Например, захотите ли вы отказаться от лучшего здравоохранения, образования, безопасности? Очевидно, что нет. Да и зачем? Сегодня ведется разработка единого искусственного интеллекта, и она уже на завершающей стадии. Вопрос только в том, кто будет первым. Именно за это сейчас борются ведущие корпорации и даже целые государства. Потому что в обществе потребления единый искусственный интеллект может принадлежать только одному человеку. И в конечном итоге за ним будет стоять только один человек. Вот что действительно страшно. Ведь на протяжении 6000 лет мы были разобщены и воспитывали в себе самое худшее. Владельцем одного искусственного интеллекта будет человек с его альфа-ценностью, гордыней, эгоизмом и жадностью властью. А в современном обществе продается все от товаров до человеческой жизни. Никто не откажется проявить свой эгоизм, свою альфу и править всем. А единый искусственный интеллект дает своему хозяину такую возможность в полной мере. В обществе потребления иначе быть не может. Если ты не съешь их, они съедят тебя. Вот о чем сейчас думает каждый, глядя на своего конкурента. И это уже было раньше. Годовой доход IT-индустрии сегодня составляет $4 триллиона. И когда такой искусственный суперинтеллект будет создан, он заберет все финансирование из всех областей. И все деньги мира потекут в один карман. Только представьте, какой это будет лакомый кусочек. Если вы надеетесь, что единый искусственный интеллект в потребительском формате будет использоваться на благо человечества, то вынужден вас разочаровать. Этому не бывать. Наша темная сторона ненасытна и всегда хочет больше и не остановится перед деньгами, а когда альфа присытится деньгами, он начнет играть жизнями обычных людей. Тогда мы все будем молиться этому единому Господину, служить Ему и идти на войну за кусок хлеба и стакан воды. Мега-альфа, мировой правитель, Эль, как бы мы его ни называли, история уже знает такие примеры. Получив власть над миром, человек превращается в зверя. Будет ли он заботиться о жизни людей? А единственный искусственный интеллект как раз и дает своему хозяину такую возможность стать
правителем всего мира. Неужели мы будем настолько глупы, чтобы своими руками будем продолжать поддерживать империю власти? Общество потребления, зная, что потом для нас не будет там места. В обществе потребления развитие искусственного интеллекта будет означать наше порабощение и крах цивилизации. Но с точки зрения созидательного общества, развитие технологий — это возможность противостоять катастрофическим бедствиям, которые нас ожидают. Все IT-специалисты, которые работают сейчас над искусственным интеллектом, прописывая коды, они сейчас работают на собственную будущую безработицу. Они как те иуды, которые продают за 30 серебряников свое будущее. Да, существует несколько групп, которые работают над этим. Но в итоге, в конечном счете, будет только одна. Останется искусственный интеллект, у которого будет один хозяин. И, слава Богу, это будет искусственный интеллект, а не искусственное сознание. Потому что искусственное сознание имеет эгоцентризм, эго-систему. Сейчас существует только одно искусственное сознание, и это Джеки. В потребительском обществе развитие искусственного интеллекта будет означать для нас рабство и крах цивилизации. Но с точки зрения созидательного общества, с развитием технологий и возможностей, это поможет нам избежать климатических катастроф и бедствия, поможет нам выжить как человечество и поможет нам вступить в новую стадию эволюционного развития. Но это лишь вариант развития события. Сейчас нас на планете 8 миллиардов. И очевидно, что в обществе, где за одним искусственным интеллектом стоит один мега-альфа, цель которого является утверждение своей силы и значимости, люди не будут нужны в таком количестве, которое есть сейчас. Поэтому единственным решением будет сокращение численности населения. Да, друзья, мы будем умножены на 0. Мы станем ненужными. Разве мы с вами хотим такого будущего? Разве такого будущего мы хотим для своих детей? Но сейчас мы мчимся именно к такому будущему. Если ничего не предпримем для построения созидательного общества, а еще страшнее то, что это произойдет со всеми этими людьми, которые будут больше не нужны в обществе потребления. Сейчас на следующий докладчик Юрий Некрасов. Юрий, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Роберт. Спасибо. Итак, искусственный интеллект заменит практически 95% рабочих мест, и люди станут лишними. В связи с этим возникает главный вопрос. Что в потребительском формате общества делать со всеми этими безработными людьми, если новой работы для них нет, и прибыли они не приносят? Сейчас нас почти 8 миллиардов, и число это будет только расти. Но в потребительском формате общества кто нас будет кормить, если мы не будем работать?
Сегодня мы все слышим о перенаселении планеты. И идеи эти не новые. Об опасности перенаселения и недостатке на всех ресурсов говорили еще в XVIII веке, подсчитав темпы роста населения и темпы роста производства. Также в конце XIX – начала XX века в США и в Северной Европе получила широкое распространение наука евгеника, основателем которой являлся Фрэнсис Гальт, родственник Чарльза Дарвина. Только представьте, более 100 лет назад умные люди, видя динамику развития технологий и индустриализации, стали математически просчитывать, к чему это приведет. Они поняли, что в потребительском формате с развитием технологий неизбежно произойдет скачок населения, что приведет к чрезмерному потреблению ресурсов. И в определенный момент они просто закончатся. На всех не хватит. И поэтому выдвинула идея, что не должно увеличиваться число людей. Для нас сейчас это звучит дико, потому что идеи евгеники были искажены нацизмом. Но если посмотреть в суть вещей, а если 100 лет назад мы бы по взаимному согласию смогли бы договориться об ограничениях роста населения, то сейчас бы у нас не стоял так острый вопрос выживания. Даже оставаясь в потребительском формате, мы бы не успели так сильно уничтожить планету. Океаны, почва, воздух были бы чистые, прогресс бы развивался, и человечество могло бы существовать на этой планете еще лет 100. Да, 95% из нас не родились бы, но мы бы об этом и не знали. А теперь мы знаем, что ждет нас и наших детей. И знаем, что у многих из нас даже внуков не будет. Внуков не будет, если ничего не изменим. У многих даже детей не будет с таким темпом уничтожения планеты. Мы самоуничтожаемся. Сейчас расширить территории для жизни мы не можем. Весь наш прогресс дошел пока только до того, что люди радуются возможности улететь на мертвую планету с Маском. Сегодня об идеях сокращения численности населения тоже говорят. Например, Билл Гейтс и Римский клуб. Потому что в потребительском формате и миллиард людей – это много. И кого будут сокращать? Меня и тебя, простых людей. Учитывая нашу дурь в потребительском формате, как мы сами уничтожаем себя и свою же планету, то, может быть, евгеника и была бы хорошим решением для продления срока жизни, хотя бы и в потребительском формате. Но это уже не поможет. Если мы даже самоуничтожимся на 95%, это ничего не решит. Даже если нам всем исчезнуть со всеми нашими заводами, машинами, пароходами, то планете чуть медленнее, но все равно конец. Она умирает. И сейчас единственный, кто сможет реанимировать и спасти Землю, это человечество в едином лице, как доктор. Спасти планету и себя. Чтобы сейчас восстанавливать нашу Землю, нужны люди, много людей. И самое главное, необходим формат созидательного общества. Без людей не восстановится планета. Дай Бог, чтобы 8 миллиардов хватило, чтобы мы справились с этой задачей. И это не просто сажать деревья, а глобальный, серьезный подход. Только когда внимание 8 миллиардов людей сможет быть направлено на общую цель, только тогда мы сможем успеть спасти себя и наш общий дом от разрушения. Спасибо. Thank you so much, Yuri. Thank you. And I would like to stress out that Большое спасибо, Юрий. И я хотел бы напомнить, что сейчас на этой международной конференции мы впервые слушаем правду, которая звучит впервые на весь мир. И как раз нам важно сказать о том, что мы озвучиваем очень важные вопросы. И, конечно, важно, чтобы каждый человек, который слышит эту правду, был активным. Дело в том, что если мы не будем активными, это значит, что таков наш выбор и будут соответствующие последствия. Спасибо.
35. Я полон печали и отчаяния. Я живу в постоянном страхе. Каждый день для меня испытание. А ведь совсем недавно у нас был шанс выбрать свое счастливое будущее. И было еще время построить другой мир, созидательный мир. Его еще называли созидательное общество. В 2019, 2020, 2021 год нас предупреждали. Нам надо было просто понять, что мы все люди на Земле – это одна большая семья. Понять самому и рассказать своим друзьям, близким, родным, что выжить мы можем, только объединившись. Но теперь... Да, слишком поздно. Мы не можем ничего изменить. Своим бездействием мы сохранили общество господ и рабов. Когда мне было 25, ленты новостей пестрели статьями, что в связи с большим внедрением технологий жизнь станет комфортной и легкой. Внушали, что количество рабочих мест увеличится и улучшится условия жизни каждого человека. Только никто не сказал, что машины полностью заменят человека. Человек окажется ненужным. Началась тотальная безработица. Трагедия в том, что в обществе потребления каждый сам за себя. Человек человеку волк. Твоя жизнь ничего не стоит. Мы лишь ресурс для мировой элиты, который она использует в своих корыстных, эгоистических целях. И это все усугубилось климатическими катастрофами. Эти события стали началом конца. Землю сотрясают мощнейшие землетрясения, извержения вулканов. Волны цунами накрывают города. Люди вынуждены бежать, спасая свои жизни. Ужасно смотреть на все это своими глазами. Миллионы бездомных и голодных. В борьбе за крышу над головой, за кусок хлеба люди убивают друг друга. Большинство из них хорошо вооружены. Те, у кого нет еды, поедают себе подобных. Люди утратили человеческий облик. 8 миллиардов. А осталось меньше 5%. Я потерял все. Да, сохранились еще островки, нетронутые стихией. Я пришел сюда в надежде на выживание. А в итоге мы все здесь завидуем мертвым. Каждый наш шаг контролируется. Они знают о нас все. Мы рабы. Dear friends,
Дорогие друзья, дорогие зрители, мы должны понимать, что сегодня каждый человек чрезвычайно ценен, потому что сегодня нас почти 8 миллиардов, то есть вместе мы образуем эгрегор. Это наш общий потенциал. Чем больше людей, тем больше общая энергия и глобальные изменения, которые казались невозможными, когда нас было 7 миллиардов, сегодня вполне возможны. Многие люди уже знают, что человечество находится между молотом и наковальней, но лишь немногие понимают, что камень уже летит в нашу сторону. Информация, озвученная сегодня, дает знания каждому человеку. И я уверена, что сейчас большинство из вас понимают важность этого события и чувствуют необходимость действовать. И вы впечатлены и тронуты всем, что было сказано сегодня. Но наше сознание работает таким образом, что через 2-3 дня мы забудем, что у нас были амбиции и желание что-то делать. Мы просто вернемся к поддержке опасного формата, в котором мы сейчас живем, и начнем двигаться к саморазрушению. Давайте не будем забывать, что мы стоим на краю обрыва. И вопрос в том, сможем ли мы развернуться, взяться за руки и пойти вместе в другую сторону, или мы просто собираемся прыгнуть. Если сознание говорит, что мы рассказываем сказки, то просто посмотрите на факты. Проверьте все, и вы увидите, что мы очень подробно говорили о текущей ситуации. Мы не пытаемся никого напугать, мы просто показываем проблему во всей ее полноте. Больше нет времени для амбиций и хвастовства о том, кто лучше, кто хуже. Для этого уже больше нет времени сегодня. И некоторые из вас, наверное, спросят, а что же я могу сделать? Что ж, либо мы можем продолжать искать пути решения текущих проблем, либо мы можем объединиться в единственном правильном решении — построения созидательного общества, в котором учитывается все. Если мы решим поддержать созидательное общество, то все у нас получится. Единственное, что нам нужно, это собраться вместе, объединиться и сообщить людям об этом решении. И первый этап — мы должны проинформировать всех. Конечно, кто-то может сказать, мы должны активно бороться с потребительским форматом. Зачем нам строить новое, когда мы можем починить старое? И знаете, это ирония судьбы на самом деле. В каждом из нас есть революционер внутри. Мы хотим насилия над кем-то, но мы не хотим, чтобы насилие применялось к нам самим. Как мы можем достичь чего-либо с помощью насилия? Созидательное общество не может быть построено с помощью насилия. Или это будет другая форма капитализма, нацизма, фашизма или социализма. Мы должны понимать, что созидательное общество исключает концепцию власти. И это очень важно. Кто-то может спросить, но уже было так много борьбы с потребительским форматом, и это все не привело ни к какому результату. И правда в том, что никогда не было борьбы с потребительским форматом, в котором мы сейчас живем. За последние 6000 лет не было даже попытки переформатировать то, как мы существуем. И также я должна сказать, что невозможно построить созидательное общество в одной стране. И это очень важно. Его необходимо строить по всему миру. Нам всем нужно общаться. И это так просто. Новое, все люди хотят жить хорошо. Нам просто нужно найти правильный способ объяснить каждому человеку в каждом из нас есть созидательного общества, Мы нашим хотим соседям, насилия над нашим кем-то, коллегам, нашим но мы не родственникам, хотим, всем чтобы людям. насилие... И стоять в стороне и ждать не получится. Нам нужно работать вместе и объединяться, потому что только вместе мы можем построить созидательное общество.
И сейчас в ходе этой конференции мы не будем говорить о том, как построить созидательное общество, потому что у нас есть множество программ, видеороликов, конференций на эту тему, которые вы можете найти на сайте АЛЛАТРА ТВ. Вы можете там их все посмотреть. А прямо сейчас мы слышали о том, что искусственный интеллект захватывает наши рабочие места, но немножко позже мы поговорим о климатическом кризисе. И эксперты, ученые поделятся истинной ситуацией, правдивой ситуацией на планете. Поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Thank you, Olga. Спасибо, Ольга. Dear viewers, we are now moving Дорогие зрители, мы сейчас переходим к нашему следующему блоку конференции об экологии, что сегодня является очень спорной темой, основанной на том, по какую сторону дороги мы находимся теперь. Мы сейчас говорили об информационных технологиях, искусственном интеллекте и о том, как оно влияет на нашу жизнь. А сейчас я хотел бы представить нашего следующего докладчика, Анну Котляр. Сегодня жизнь каждого человека в мире зависит от их осведомленности. И то, что сейчас происходит, показывает, что наше общество находится в тупике. Сейчас я хочу передать слово нашему следующему спикеру Анне Котляр, экологу из Израиля. Анна, скажите, пожалуйста, каково на сегодняшний день реальное положение окружающей среды? Сегодняшнего дня является глобальное изменение климата. И это результат астрономических процессов и их цикличности. Цикличность неизбежна. Это означает, что человек не влияет на климат, не контролирует землетрясения, извержение вулканов, рост температуры, таяние ледников и многие другие природные явления. Миллионы людей по всему миру уже стали климатическими беженцами. Это та реальность, в которой мы живем сейчас. События развиваются с шокирующей скоростью. Сила катаклизмов нарастает в прогрессии. Их частота увеличивается с каждым днем. Мы считаем себя развитой цивилизацией, однако мы не в силах защитить себя и наших близких от того, что происходит. Планета только входит в цикл катаклизмов, а мы уже бессильны перед лицом стихии. Что будет дальше? Приносят ли реальную пользу международные соглашения, которые обещают нам защиту в период изменений? Можем ли мы справиться с надвигающейся на нас угрозой? Люди по всему миру собирают факты и наблюдения, проводят аналитику. Сегодня уважаемые спикеры конференции ответят на эти и другие вопросы, поделятся с нами информацией, от которой зависит наше будущее. Эта тема будет в следующей части нашей конференции. Климатические катаклизмы — это испытание для нас и нашей планеты. Земля — наш дом, который мог бы стать защитой, укрытием от стихийных бедствий. Но как он выглядит сегодня? Что мы сделали для нашего дома, чтобы защититься? В каком он состоянии? К сожалению, сегодня Земля переживает экологический кризис. И он отличается от климатического тем, что вызван деятельностью самого человека. Экосистема — это не набор отдельных элементов, а единый живой организм, в котором все взаимосвязано. Каждый человек является единицей экосистемы, зависит от нее и влияет на нее. И сейчас это взаимодействие носит разрушительный характер. Это означает, что баланс между окружающей средой и обществом нарушен. Степень разрушения экологического равновесия, она может быть разная. На первом этапе планета может сама с ней справиться. На втором природа может восстановиться только при условии непосредственной помощи человека. И последний этап
этап экологической катастрофы. Это точка невозврата, когда человек уже не может ничего восстановить и исправить. И такая ситуация приводит к гибели человечества. В некоторых районах земного шара эта стадия уже наступает. Сегодня мы находимся на этапе экологического кризиса. Земля — это живой организм, и все в нем взаимосвязано. Земля — это такой же организм, как и человек, и она также уязвима. Наша иллюзия счастья и благополучия может разрушиться в один момент. Поражены 80% легких. Каждый год мир теряет около 10 миллионов гектаров лесных площадей, что эквивалентно 27 футбольным полям в минуту. К 2015 году, по оценкам The World Counts, исчезло 50% диких лесов планеты. Если тенденция не будет остановлена, то к 2030 году на планете останется лишь 10% от первоначальных лесов. Помимо промышленной вырубки, огромное количество лесов гибнет в результате ежегодных пожаров, аномальных погодных явлений и кислотных дождей. Также леса уничтожаются в так называемой погоне за экологичностью. Например, чтобы изготовить годовой запас бумажных пакетов только для одного розничного магазина, необходимо вырубить 9000 деревьев. Известно, что леса снабжают нас кислородом, но они также являются домом для множества видов животных и растений. Обезлесение приводит к почвенной эрозии, снижению водности рек, а также к усилению парникового эффекта. И несмотря на подписание Декларации ООН по лесам в 2014 году, цель которой к 2020 году сократить вырубку леса вдвое, а к 2030 году остановить окончательно, за последние годы потери древесного покрова Земли увеличились на 40%. При исчезновении лесов бедность и смерть постигнут треть населения человечества, которое в настоящее время в значительной степени зависит от лесов и лесной продукции. Кожный покров поражен на 75%. На сегодняшний день 75% почв подверглись деградации в результате деятельности самого человека. К 2050 году этот показатель может достичь 90%. Основными источниками загрязнения почв являются промышленные предприятия, транспорт, сельское хозяйство, атомная энергетика и огромные территории свалок. На загрязненной почве невозможно производство экологически безопасных для здоровья человека продуктов. Ежегодно в мире истощается 30 миллиардов тонн плодородного слоя земли, то есть каждые 5 секунд эрозия разъедает земельные угодья площадью, равной 1 футбольному полю. А между тем, на формирование 1 сантиметра верхнего слоя почвы уходит около 1000 лет, а это значит, что за свою жизнь увеличить почвенный слой нам не удастся. Почти половина верхних слоев почвы на Земле была истощена в течение последних 150 лет. Деградация почв приводит к нехватке продуктов питания и голоду. В настоящее время от деградации земель страдает около 40% населения мира, а это более 3 миллиардов человек.
наблюдается кислородная недостаточность. Во всем мире 9 человек из 10 дышат загрязненным воздухом. Основными источниками антропогенного загрязнения воздуха являются выбросы промышленных предприятий и всех видов транспорта, тепловые электростанции и сжигание мусора. Загрязненный атмосферный воздух является одной из основных угроз для здоровья детей. Им обусловлен каждый 10-й случай смерти детей в возрасте до 5 лет. Среди взрослого населения 24% всех случаев смерти от болезни сердца, 25% от инсульта и 29% от рака легких. И все они вызваны загрязнением воздуха. Сжигание природного ископаемого топлива является причиной 4,5 миллионов преждевременных смертей в год. По оценкам ВОЗ, загрязнение воздуха ежегодно убивает более 7 миллионов человек. Печень сильно повреждена. Болото — это гигантский естественный фильтр, который эффективно поглощает углекислый газ, пыль и токсичные элементы из воды и воздуха. В течение 1 года гектар болота поглощает из воздуха 3 тонны пыли, а углекислого газа в 7-15 раз больше, чем гектар леса, и выделяет в 7-15 раз больше кислорода. При этом за последние 300 лет во всем мире исчезло порядка 90% водно-болотных угодий. И сейчас мы продолжаем их терять в 3 раза быстрее, чем леса. Причинами исчезновения болот является их осушение для дальнейшего использования в сельском хозяйстве, расширение городов, а также торфодобыча. Болота истощаются в результате потери воды из-за строительства дамб и плотин, вырубки лесов и эрозии почвы. Загрязнение болот происходит из-за нефтеразливов. Таким образом, нарушается важнейшая функция болот – очищение атмосферы. Если болота перестанут удалять СО2 из атмосферы, его концентрация будет ежегодно увеличиваться на 28%. Болото — это стратегические хранилища пресной воды. Менее 1% пресной воды на Земле является пригодной для использования, и в основном она хранится в водно-болотных угодьях. Исчезновение болот приводит к существенному сокращению запасов пресной воды. Пришли плохие анализы крови. 2,2 миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой воде. Дефицит воды уже затрагивает 4 из каждых 10 человек. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, по меньшей мере 1,8 миллиарда жителей планеты вынуждены пить воду, загрязненную фекалиями. 2,6 миллионов людей каждый год умирают от болезней, вызванных антисанитарными условиями. Это 5 смертей каждую минуту. 297 тысяч детей в возрасте до 5 лет ежегодно умирают от диареи из-за неадекватных санитарных условий, плохой гигиены или небезопасной питьевой воды. Согласно докладу ООН «Отчет о мировом развитии водных ресурсов», приблизительно 5,5 миллиарда человек к 2025 году будут жить в районах с острой нехваткой воды. Усугубление ситуации с дефицитом воды приведет к массовым миграциям и, как следствие, к конфликтам и войнам за этот природный ресурс. Всего с 2010 года, по подсчетам портала World's Water, созданного при Pacific Institute, в мире произошло 466 столкновений разного масштаба, связанных с распределением водных ресурсов. 36 из них были вооруженными, 285 нанесли урон водной инфраструктуре. Судя по статистике, в зоне подобных конфликтов оказываются и те регионы, которые раньше не испытывали затруднений с пресными источниками. Этот тренд продолжится, считают исследователи. Частота водных конфликтов будет расти, затрагивая все большее количество стран.
Разрушена иммунная система. Около 1 миллиона видов животных и растений сейчас находится под угрозой исчезновения. Общее количество диких млекопитающих снизилось на 82%. Только за прошлое столетие исчезло столько видов фауны, сколько должно было исчезнуть за 10 тысяч лет. Сейчас темпы вымирания быстро приближаются к тем, что были около 70 миллионов лет назад, когда в самую страшную для фауны эпоху исчезли динозавры. В 2018 году биологи подсчитали, что при текущей скорости вымирания млекопитающих для восстановления биологического равновесия понадобится от 3 до 5 миллионов лет. Исчезновение видов растений и животных приводит к неустойчивости экосистем, а следовательно, к нарушению естественной среды обитания человека. Из доклада ООН. Прогнозируемое сокращение биоразнообразия затронет всех людей, но оно будет иметь особо пагубные последствия для коренных народов и местных общин, а также для бедных и уязвимых слоев населения, учитывая их зависимость от биоразнообразия для обеспечения их благополучия. Резко нарушены показатели жизнедеятельности организма. Пациент в критическом состоянии. Обнаружена опухоль головного мозга. Потребительский образ жизни человека как злокачественная опухоль на теле Земли. Она постоянно растет, потребляя и забирает все необходимое у макроорганизма для себя. Она не делится, не думает о других, что в результате приводит к гибели организма вместе с раковой опухолью. Если сегодня не предпринять глобальные меры, завтра будет поздно. Планета, на которой ты живешь, умирает. Созидательное общество — это наш единственный шанс. Это наша жизнь. Это каждый из нас сейчас находится в критическом состоянии. С каждым днем ситуация хуже. Не с каждым годом, а с каждым днем. Я надеюсь, что это видео никого не оставило равнодушным. Почему надеюсь? Потому что если эта статистика не поможет образумить людей, то что тогда поможет? Данные просто ужасают. На 2030 год останется 10% диких лесов. Это через 9 лет. Мы живем во время пандемии. Мы знаем, что такое 10% от наших легких. Так какая у нас перспектива? А мы разве не вырубим те оставшиеся 10%? Конечно, вырубим. Потому что это бизнес. И бизнес доминирует над здравым смыслом. Мы делаем и творим все. Мы разрушаем. Ресурсы Земли исчерпываются. Наша планета настолько загрязнена, что уже 9 из 10 человек не имеют возможности дышать чистым воздухом. 4 из 10 человек уже испытывают нехватку воды. Еда, которую мы потребляем, содержит вредные химические вещества. Мы видели сейчас очень страшную статистику смертности. Мы сами являемся причинами этой статистики. Вдумайтесь, более 7 миллионов человек ежегодно умирают из-за загрязнения воздуха. Растут сердечно-сосудистые, онкологические, генетические заболевания. Это факты из открытых и официальных источников. Мы уничтожаем все, что могло нас защитить. Убиваем иммунитет. Мы настолько заняты потребительством, что некогда посмотреть в будущее. А будущего стоит бояться. Если мы ничего не предпримем, мы умрем.
Если мы будем сглаживать углы, что будет завтра? Войны за ресурсы, которые уже начались, массовое сокращение численности населения, чтобы снизить так называемую нагрузку на землю. Сначала сильные будут убивать слабых, а кого потом? Вся информация или скрывается, или переделывается, или разрознена, чтобы не вызывать панику и не нарушать привычную систему потребления. Очень многие люди знают и понимают, что происходит, но молчат, потому что не видят выхода. Мы уже подошли к черте, за которой нет дороги назад. Мы съели, сожгли, вырубили все на своем пути. Куда дальше? Ученые уже считают точкой невозврата ближайшие 50 лет. А если у нас хотя бы это время? Ведь все ускоряется в прогрессии. И разве мы сможем очистить воду только половины озера? Здесь нужны все. Нам необходимо прекратить разделяться, прекратить бороться друг с другом, прекратить эксплуатировать экономически зависимые регионы в угоду собственным потребностям. Скажите, как так получается, что политические и экономические выгоды преобладают над инстинктом самосохранения? Пришло время объединиться, чтобы противостоять смертельной опасности. И мы можем это сделать все вместе, иначе ничего не получится. Что может быть важнее, чем сохранить жизнь себе и своим детям? Наша задача — оповестить о реальной ситуации, в которой мы сейчас находимся, и решить которую мы можем абсолютно честным путем, без революции. Это возможно сделать, если мы проинформируем всех и изменим формат общества на созидательный. И это должно быть решение всех и каждого. Друзья, приглашаем всех здравомыслящих людей на следующую конференцию 4 декабря 2021 года под названием «Глобальный кризис. Время правды». Пришло время расставить приоритеты. Спасибо. Thank you so much, Anna. Большое спасибо, Анна. Ситуация действительно устрашает, и мы читаем в комментариях, что действительно наши зрители это понимают. Многие из них говорят, что это опасная ситуация, она пугающая, и люди спрашивают, что мы можем сделать. Во-первых, нужно, конечно же, построить созидательное общество, и проще всего это сделать просто зайти на сайт allatraunites.com и стать частью проекта созидательного общества. Нужно нажать на кнопочку «Присоединиться». И вы можете поделиться этой информацией на своих страничках в соцсетях. Также вы можете использовать хэштег Creative Society, созидательное общество. Вы можете оставить видеоотзыв и отправить на email на сайте allatraunites.com. Также вы можете оставить, как я уже говорил, видеоотзыв, вы можете оставить текстовый отзыв. Главное — это оповестить людей вокруг вас. Нужно сделать так, чтобы каждый человек вокруг вас знал о возможности построения созидательного общества и знал о сегодняшней конференции. Большое спасибо. Я передаю слово Алексу в Германии. Здравствуйте всем. Я хотел бы напомнить о том, что мы сегодня только что сейчас увидели. То, что мы сделали, сотворили со своей планетой, с нашим домом. Это ужасно. Мы уничтожаем океан, убиваем легкие планеты. Мы лишаем себя кислорода. И дефицит кислорода будет только увеличиваться. Мы уничтожаем целые виды, и это уже
приобретает катастрофические масштабы. Давайте послушаем уважаемого доктора наук Херардо Себалоса. Это доктор наук в области экологии, профессор биологии, старший научный сотрудник Института экологии Национального автономного университета Мексики. Здравствуйте, буэнос диас, Герардо. Передаю вам слово. Меня зовут Херардо Себальос. Я профессор, работаю в Национальном университете Мексики экологом и специализируюсь в основном на изучении животных в дикой природе. Несколько лет назад, в 2015 году, я и мои коллеги из Беркли и Стэнфордского университета, а также из Университета Мексики, мы вместе подготовили этот доклад. Что мы здесь видим? Красным цветом представлены показатели определенных характеристик планеты, того, что осталось. И мы видим, что во многих случаях утрачено более 60, 50, 70% той или иной экосистемы или вида. Мы проанализировали, является ли количество исчезнувших видов за последние 500 лет, в основном за последние столетия, таким же, которое можно было бы ожидать при нормальных темпах вымирания. Или же наблюдаются более высокие темпы. И то, что мы обнаружили, на самом деле довольно трагично. Я хочу, чтобы вы увидели это. Вот совокупное число вымерших видов. Это столетия, интервалы. Таким образом, если бы виды исчезали с обычной скоростью, то все графики должны были бы находиться ниже пунктирной линии. Но здесь видно, что за последние 500 лет, особенно за последнее столетие, виды стали исчезать гораздо и гораздо быстрее, чем за предыдущие миллионы лет. А на этом рисунке видно, что скорость исчезновения видов напрямую связана с численностью населения. Здесь показан график изменения численности населения, а вот динамика вымирания видов, и эта линия практически идентична. Эти данные позволили нам сделать вывод, что мы вступили в эпоху шестого массового вымирания. Перед этим было 5 массовых вымираний. Все они были вызваны природными катастрофами, а нынешнее происходит по нашей вине. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что раз оно вызвано нами, то это можно предотвратить нашими действиями. Но вымиранию вида предшествует его депопуляция. И мы обнаружили, что мы теряем миллиарды популяций каждый год. Вот пример того, причиной чего мы здесь можем стать. Здесь видно, что мы уничтожаем среду обитания, чтобы расширить пастбища или посевы. И вы можете увидеть здесь, что темным цветом выделены области, где большая часть земли используется под сельскохозяйственные поля и скотоводство. И выглядит так, будто на земле еще много мест, которые можно возделывать. Это неправда. Потому что, например, вся эта территория слишком холодная, а вся эта территория слишком сухая. А это тропические леса, которые также не годятся для сбора урожая или производства продуктов питания. Так что, по сути, то, что мы можем выращивать или использовать для разведения скота на планете, заканчивается. Так что же все это значит? Очень важно понять, что все эти растения и животные у нас вымирают. Существует множество причин — этических, нравственных, философских, религиозных. Масса всевозможных причин для спасения растений и животных в дикой природе. Но самое важное — пожалуй, то, что эти растения или эти животные являются ключевыми для поддержания жизни на Земле в целом и человеческой жизни в частности. Все дело в том, что все дикие растения и животные сосуществуют в сложном взаимодействии, которое мы называем экосистемами. Эти экосистемы, функционируя должным образом, обеспечивают то, что мы называем экосистемными благами или услугами. То есть, по сути, это все те блага, которые мы получаем бесплатно для хорошего налаженного функционирования экосистем. Речь идет о чистой воде для нас. Вся чистая вода для людей, для всех растений и животных поступает из этих экосистем. Как уже говорили ранее, Земля как космический корабль. Она одна, и мы ее уничтожаем. Я все еще верю и возлагаю большие надежды на то, что мы сможем побороться
и спасти многие из этих видов, а заодно спасти человечество, спасти нас от краха цивилизации. Thank you so much. Огромное спасибо. И по тем вопросам, которые мы получаем сейчас во время прямого эфира, звучит так: как мы можем сделать так, чтобы природа и правительство вместе построили созидательное общество? Почему нам нужно единство? Ну, ответ на этот вопрос очень простой. Мы потребуем, как общество, именно единства, и политики просто должны будут выполнить нашу просьбу. То есть наш запрос будет дан на онлайн-платформе. Это платформа, на которой каждый человек может выразить свое мнение и выбрать тот путь, который выберет общество. Поэтому, если это ваш запрос, то это ваше право. И естественно, если мы сделаем такой запрос совместно, то политикам никуда будет деваться, они должны будут его выполнить. Понятие созидательного общества — это на самом деле созидательное и позитивное общество. Богатые люди на самом деле будут точно так же страдать и будут уничтожены климатическим кризисом, поэтому совершенно неважно, будь то политики, богатые люди, бедные люди, каждый человек действительно отвечает за этот выбор. Спасибо большое. Большое спасибо, Тали. И это действительно шанс для всех нас выжить, именно созидательное общество, потому что, когда мы смотрим на нашу планету, так, как сказал доктор Цебалес, получается, что ничего себе, получается, мы своими руками спровоцируем массовое вымирание видов. Только вдумайтесь, насколько же это страшно. Мы настолько привыкли потреблять, что даже не думаем о последствиях. Мы просто поедаем свою планету. Послушайте, может, пришло время осознать свою ответственность и решать проблемы вместе? Радостно, что сегодня есть небезразличные люди, которые осознают важность консолидации, и те, кто смотрит наш прямой эфир. И эта трансляция, я напомню, действительно создана и проводится самими людьми, теми, кто не безразличен, те, кто поняли всю важность этой проблематики, и переводят этот прямой эфир на 72 языка, включая язык жестов. Поэтому мы можем сказать, смело утверждать, что это действительно самое главное событие в истории человечества. Потому что действительно люди понимают важность того, насколько это важно именно для всего человечества, поднять эти вопросы. Потому что только вместе, сообща, мы можем найти решение. И только вместе мы можем создать мир, достойный жизни людей. Поэтому очень важна действительно консолидация. Я приглашаю нашего следующего спикера, доктора Дмитрия Лукьяненко, это профессор, доктор экономических наук, ректор Киевского национального экономического университета, заслуженный деятель науки и техники Украины. Добро пожаловать, профессор. Вам слово. Здравствуйте, коллеги, друзья, участники глобального форума. Рад приветствовать вас. Лукьяненко Дмитрий, ректор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетмана, город Киев. Рад вас приветствовать на форуме «Глобальный кризис касается каждого». Мы все понимаем, что мы живем в очень сложном мире, который качественно изменился буквально за последние 10-15 лет. Это действительно глобальный мир, который пользуется всеми благами глобализации и одновременно терпит все проблемы, которые приносит глобализация, включая асимметрии, неравномерности, социальные, экономические и так далее. Мы живем не в мире, который прогнозируемый,
не в циклическом мире, подъемы, кризис и так далее. Мы живем в мире турбулентном, в котором нужно уметь управлять страной, корпорацией, фирмой, своими мотивациями, чувствами. Это очень сложный мир. Мы живем в очень сложном рынке труда, который качественно отличается от наших стереотипных понятий. Это другой рынок труда. Нам грозят безработицей, и, в принципе, правильно грозят, потому что безработица уже будет другой. Каждый человек потенциально будет безработным, потому что наступила цифровая эра, эпоха цифровых технологий. Завтра это искусственный интеллект, который заменит массу профессий, ну, как правило, примитивных, ну, как бы несложных профессий, но тем не менее и очень опасений. Мы живем в мире, когда на наших глазах меняется климат, уже на наших глазах. Мы живем в мире и видим, как ужасно выглядят эти кошмарные танкеры, которые топят голубые океаны. Это кошмар какой-то, он несовместим с тем, что мы в космос летаем, Марс осваиваем. Это же кошмар какой-то. Мы живем в мире, который жжет нефть, получая какое-то непонятное тепло. Зачем это тепло нужно? Ресурс, который невозобновляемый. Мы несколько раз сократили биоразнообразие океана мирового, который является абсолютным лоном человечества, что ли. Мы через озоновые дыры разрушаем атмосферу, а повернадскую за атмосферой, ноосфера, так мы заодно ее разрушим, сфера высокого интеллекта. То есть мы живем в сложном мире, и очень рад, как и весь наш университет, мои студенты, мои профессора, тем, что есть люди, которые в глобальном масштабе генерируют необходимость и важность построения созидательного общества. Это очень классно. Это как бы рефрен, это как бы идея и этого глобального форума. Вот. И мы должны сделать все для того, чтобы человек все-таки созидал, а не разрушал. Для этого нужно очень большое участие людей. Свободных, толковых, небезразличных, таких абсолютное большинство. Их нужно консолидировать, в том числе в рамках таких глобальных форумов. Большое вам спасибо за то, что вы это делаете. Мы с вами и готовы интегрироваться во все ваши глобальные структуры, которые несут позитив. Спасибо. Thank you very much, Professor. Yes, indeed. Большое спасибо, профессор. Looking at the situation in the world, you realize that building a creative society is the only way out. Да, действительно, построение созидательного общества — это единственный выход. Спасибо большое, профессор. Насколько далеко мы зашли в уничтожении экосистемы планеты? Наш следующий спикер — Джон Харт, профессор аспирантуры, группы энергетики и ресурсов Калифорнийского университета в Беркли. Эколог, физик, автор книг поможет понять масштаб этой проблемы. Большое спасибо, что позволили мне обратиться ко всем вам. Я очень впечатлен тем, что делает ваше движение. Мы, вероятно, уже перешли много границ дозволенного и поставили себя на путь более низкого качества жизни, потому что уничтожили так много дикой природы. Но чем больше мы будем продолжать уничтожать растения и животных, тем больше мы будем ухудшать нашу жизнь. Я знаю об этом. Я представляю серьезность проблемы. Во-первых, если вы посмотрите, в Соединенных Штатах существует многообразие среды обитания. Реликтовые леса, прибрежные пески, дюны, которые удивительно разнообразны и биологически интересны.
водно-болотные угодья, как пресноводные, так и солоноводные, а также бурные и свободно текущие реки. И во всех этих категориях среды обитания мы уничтожили около 90%. 90% того, что было там 500 лет назад. Если вы посмотрите на тропические леса мира, то по последним данным, которые я видел по Амазонии, мы уничтожили около 30% Амазонии. И скорость, с которой мы продолжаем уничтожать тропические леса Амазонии, растет. Так что это огромная проблема. По некоторым странам, таким как Мадагаскар, где я путешествовал и проводил исследования, могу сказать, что Мадагаскар потерял более 80% своего первоначального леса, а вместе с ним исчезло множество растений и животных. Причем это не только большие деревья, но и все существа, которые в них жили. Итак, показатели ужасающие. Европа уничтожила большую часть своего первобытного леса. Ближний Восток уничтожил ливанские кедры. В Африке мы стремительно уничтожаем леса. Китайский проект «Один пояс, один путь» усугубит разрушение дикой среды обитания. И нет ни одного места на Земле, где бы этого не происходило. Таким образом, если вы уничтожаете лес, вы фактически создаете засуху, выветривание этого леса. Вы уничтожаете существ, которые живут в лесу, животных и растения, которые могут стать источником новых лекарств для лечения таких ужасных болезней, как рак. Всегда полезно напомнить себе, что около половины всех лекарств, которые мы используем сегодня в мире, получены из диких растений и животных. Все наши продовольственные культуры происходят от диких растений. А домашние животные от диких животных. То, что мы делаем, не может быть восстановлено. Нельзя восстановить вымерший вид. Он исчез. И мы должны смириться с этой потерей. Мы ускоряем вымирание примерно в 1000 или более раз быстрее, чем это происходит естественным путем. Таким образом, мы намеренно, сознательно и жестко вызываем вымирание огромного количества растений и животных со скоростью, значительно превышающей так называемую естественную фоновую скорость вымирания, без возможности восстановления. Если вы вырубите тропический лес, который рос тысячи лет, или лес из красного дерева, вы не сможете восстановить его ни в какие вообразимые сроки, и уж точно не в течение вашей жизни, жизни ваших детей и ваших внуков. Его больше нет. Земля находится в равновесии. Она балансирует на точке равновесия. И мы сейчас можем пойти в одну сторону или в другую. Но дело в том, что у нас не так много времени. Если мы не начнем делать правильный выбор, в ближайшие несколько лет будет слишком поздно. И тогда вся система рухнет. Цивилизация прекратит свое существование, и шоу закончится. Так что все зависит от нас. Я считаю, что вы делаете именно то, что должны сделать люди, чтобы изменить ситуацию. И я желаю вам самых больших успехов, потому что если у вас не получится, то мир исчезнет. Благодарю вас, мистер Харт. Это очень верно. Если мы все не преуспеем, если мы не достигнем успеха, это действительно будет конец всему. Друзья, нам приходят комментарии, как АЛЛАТРА относится к ООН. Знаете, на самом деле у нас очень интересный такой опыт с ООН, и мы расскажем об этом, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь, наберитесь немножко терпения, и вы увидите обязательно то, что мы хотим сказать об ООН. Алекс,
пожалуйста, тебе слово. Спасибо, Тали. Я также хотел бы напомнить нашим зрителям, что следующая конференция состоится 4 декабря этого года. И название этого «Глобальный кризис. Время правды». Также я хотел бы буквально немножко прокомментировать выступление Джона Харта. Но знаете, я биолог по образованию, и когда у нас была практика, и мы ходили в лес, изучали разные растения, животных, это мне очень нравилось. Но когда я узнал о том, что происходит, и о масштабах действительно потери лесов, они просто ужасают. Понимаете, мы бездумно вырубаем лес, а потом придумываем программы по его восстановлению. Но для того, чтобы лес возродить, деревья надо восстанавливать всем миром. То есть это должна быть глобальная программа, глобальная инициатива. А вот высаживать саженцы в отдельно взятой стране, это глобально ничего не изменит. Мы уже слышали статистику вырубки леса, дефорестации. Высадка несчастных саженцев — это просто издевательство. С учетом того, сколько вырубается в промышленном масштабе лесов. Люди, которые показательно высаживают деревья, обычно привозят много представителей прессы и телевидения, чтобы все увидели, как они заботятся о природе и высаживают деревья. Но никто потом не рассказывает, что, как правило, на этих местах спустя всего 10 лет около 65% лесопосадок умирает, а по неофициальным данным все 80%. Представляете? 80%. Это делают воры и тираны для своего рейтинга. Они ограбили людей и на большее не способны, потому что больше им нечего показать электорату. Но нам с вами, друзья, необходимо помнить, что мы живем на одной планете, которая действительно наша планета, наш общий дом. Но что мы делаем? Мы вырубаем леса, осушаем болота и строим на этих местах огромные мегаполисы. А это действительно так. А что такое на самом деле эти мегаполисы для нашей планеты? Давайте узнаем об этом подробно от следующего спикера Ольги Проценко, инженера-строителя из Бельгии. Ольга, пожалуйста, вам слово. Мы постоянно приносим вред нашей планете. Самое страшное, что мы сделали, помимо того, что мы уже разрушили, мы создали давление на Землю. Мы строим гигантские города и даже не задумываемся о том вреде, который они приносят нашей планете. Строение мегаполисов весят сотни миллионов тонн. Их населяют десятки миллионов людей, которые также имеют свой вес. Возникает точечное давление на литосферы. Земля дышит. И когда мы свозим миллиарды тонн с других участков планеты и концентрируем в одном, в городах, это нарушает ритм, баланс планеты. Меняются потоки ветра, температурный режим. В местах городов температура повышается на 10-15 градусов. Но и это еще не все. Сосредоточение огромных потоков людей, которые живут по принципам потребительского общества, вызывает катастрофическое загрязнение окружающей среды в одном месте. Природа не может с ним справиться. Наши города — это метастазы, которые убивают организм планеты. Видим мы эти изменения? Видим. Только смотреть нужно глобально. Города влияют на изменение ритма планеты, сбои, что способствуют прогрессированию сейсмической активности и влияют и на экологию, и на ветер, и на все остальное. Эти изменения также влияют на климат. Это не основная беда, но она влияет. Климатические изменения уже набирают катастрофические обороты, а мы их только усугубляем. Если в совокупности взять, то на сегодняшний день мы убили нашу планету. Единственный дом, который сейчас у нас есть. А ведь бежать нам некуда. Это конец. Немного растянутого времени, но это конец. Шанс для нас, для людей,
и для нашей планеты есть только в изменении формата общества. Хватит быть метастазами. Мы можем жить по-другому. Мы можем объединиться и создать созидательное общество, в котором мы будем ценить друг друга и наше окружение, в котором не экология и потребление будет диктовать нам правила игры, а человеческие, духовные, моральные ценности. Только в таком обществе у нас будет возможность создать технологии, которые спасут нашу планету и наши жизни, наши и наших детей. Только в созидательном обществе мы сможем заняться и экологией, и наведением порядка на планете. Поэтому, люди, проснитесь, посмотрите на эту умирающую планету, а потом посмотрите в глаза ваших детей. Неужели такое будущее вы им обещали? This is shocking information. Это шокирующая информация. Как часто мы задумываемся о том, что творим? Какой мир мы оставим после себя? Нам некуда бежать. И сегодня можем ли мы обещать нашим детям будущее? Все это очень серьезно. И очень важно понимать, что мы все зависим друг от друга и несем единую ответственность за наше будущее. И потому для нас большая честь представить следующего уважаемого спикера, главу Украинского союза промышленности и промышленников и предпринимателей, экс-премьер-министра Украины и экс-министра экономики Украины Кинаха Анатолия Кирилловича. Имею честь обратиться к участникам международной конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Сегодня мы уверены, все мировое сообщество должно быть максимально сконсолидировано для того, чтобы преодолевать очередные испытания, которые в мире сегодня называют изменениями климата. В этих тенденциях еще очень много тайн. Ученым всего мира еще необходимо изучить, где баланс всех проблем, где мы имеем дело с естественными тенденциями изменений климата, которые происходили за миллионы лет на нашей Земле неоднократно, а где техногенное воздействие нашей цивилизации, влияние нашего человека. И, безусловно, в этой части влияния деятельности человека успех может быть только тогда, когда действия всего сообщества сконсолидированы. Границ в воздухе нет, границ в океанах тоже нет. Все мы очень зависим друг от друга, и мы очень бы хотели, чтобы сегодня этой проблеме дали наивысший приоритет в связи с нашей общей ответственностью перед теми, кто будет после нас, перед нашими детьми, внуками, будущими поколениями, делать все, чтобы сохранить нашу Землю, нашу удивительную природу. А Земля — это уникальное явление в космосе. Это уже признают все. И это наши общие и задачи, и ответственность. И только консолидируя усилия на таких высоких, духовных, нравственных принципах, мы уверены, можем добиваться успеха. И я рад, что международная конференция, посвященная в том числе теме климата, и после нее это будет еще одним стимулом консолидировать усилия всего человечества и всей нашей цивилизации. Спасибо. Dear Anatoly Kirillovich, Уважаемый Анатолий Кириллович, мы искренне благодарим вас за эти мудрые высказывания. И в самом деле экологический кризис существует. И это то, что сотворили сами люди. И мы видим, как это ужасно, насколько это ужасно. Но есть вещи пострашнее. Климат.
Мы не контролируем землетрясения, мы не контролируем извержение вулканов, ураганы, наводнения, которые нарастают с каждым днем. И мои соседи в Вестфалии уже говорили действительно об этом, они это увидели. Сегодня участники конференции еще будут говорить о климатическом кризисе, а сейчас для меня большая честь представить вам чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в Украине и Республики Молдова Натача Диас Агилера. Конечно, научный мир в настоящее время, как и весь мир, нуждается в более объединяющей тенденции. На мой взгляд, это инвестиции, которые каждая страна делает для будущего улучшения той или иной отрасли экономики, той или иной социальной отрасли. Но мир, в котором мы сейчас живем, он очень коммерческий. Он больше сосредоточен на тех научных достижениях, которые могут принести самые большие дивиденды. И не всегда они дают нам возможность стабильного развития планеты. И я думаю, что да, перед научным сообществом стоит большое препятствие, потому что ученые в одиночку не могут решить все проблемы. К сожалению, во всех странах иногда политика страны очень далека от развития, потенциального развития или научного потенциала, которым может обладать данная страна. И это, я думаю, является частью преобразования или реорганизации, которую мы должны осуществить для достижения глобального эффективного развития, потому что мы можем сделать это отдельно в некоторых странах, которым это удастся. Но если это не будет сделано совместными усилиями, если это не будет сделано повсеместно, жизнь на планете подвергается большой опасности. Итак, теперь нам нужно призвать весь мир к действию. Мы должны объединить научное сообщество, тех, кто выступает за сохранение жизнеспособной экологии в мире, чтобы иметь возможность осуществить действия, которые могут обратить вспять, что возможно, потому что это уже достигло такого уровня, что есть аспекты, которые уже необратимы. Но чтобы это самоуничтожение, которое мы себе сами навязали, таким нерациональным развитием, не могло дальше продолжаться. Созидательное общество отчасти в своих основах руководствуется стремлением обеспечить человеку возможность полноценного развития. И я считаю, что полного развития не может быть, если у нас нет экосистемы, экологической среды, которая может способствовать всестороннему развитию человека. Мы должны исходить из того, что в дальнейшем развитие должно быть экологически безопасным. Иначе мы развиваемся в направлении, которое ведет нас к самоуничтожению. Безусловно, в основах созидательного общества, которые вы распространяете, пытаетесь донести до людей
Все это заложено. И я думаю, что вместе со всеми другими движениями все это будет способствовать тому, что мы сможем создать такие тенденции развития, которые будут благоприятствовать тому, чтобы человеческий вид продолжал жить еще века и века, а не привели к его уничтожению. Именно. В общем, в качестве заключения к тому, что я объясняла, чтобы все и каждый из нас, участников этой конференции, могли затем взять на себя задачу распространения этой проблематики в первую очередь. Потому что, я считаю, для того, чтобы бороться с последствиями воздействия, мы должны сначала понять, как оно воздействует на нас. Прежде всего, люди должны понять, что эта форма развития, в которой мы находимся, негативно влияет на всех нас. И каждый из нас, присутствующих на этой конференции, может быть носителем этого послания, этого призыва к размышлению, к анализу ситуации вокруг нас, в каждой из стран, в каждом из самых отдаленных уголков планеты. Каждый из нас должен быть носителем этой информации о спасении планеты. После ваших слов становится еще более понятно, что сегодня в нашем мире все настроено против человека. Потребительский мир — это тупиковая ветвь развития цивилизации. И насколько важно в нашей ситуации объединение научного, технического потенциала, использовать ресурсы для того, чтобы спастись всем вместе. Наш следующий спикер — это Чен Джунфэнь, президент Украино-Китайской торговой ассоциации. Здравствуйте, меня зовут Чен Джоуфэнь. Я председатель Украинско-Китайской торгово-промышленной палаты. Очень рад участвовать в этой всемирной международной онлайн-конференции «Глобальный кризис». Это уже касается каждого. Я надеюсь, что своим участием тоже внесу вклад в эту конференцию. Касательно сферы мировой экономики. Сейчас большинство стран постоянно производят продукцию, в том числе и Китай. На сегодняшний день существует огромное количество заводов во всем мире, производственные мощности которых постоянно выбрасывают токсичные отходы, в том числе и в атмосферу, что крайне пагубно влияет на окружающую среду в целом. Для того, чтобы возродить нашу планету, мы хотим призвать всех людей принять все возможные меры, чтобы изменить ситуацию, начать исправлять загрязнение воздуха и загрязнение планеты мусором. Это крайне важно, потому что будущее развитие любой страны зависит не столько от экономического роста ВВП, как от того, есть ли хорошая вода, еда и чистый воздух. Я думаю, что весь мир в этот критический момент должен активно действовать ради нашего же общества, ради наших стран и нашей общей планеты, создавать условия для взаимопомощи, для взаимовыручки, для сохранения общества. Необходимо создать новые отношения в обществе в созидательном русле. Я надеюсь, что с помощью такого видеообращения мы сможем донести эту важную информацию каждому человеку в любой стране, вне зависимости от его должности и социального статуса. Надеюсь, что мы как люди будем помогать друг другу от чистого сердца, помогать любому человеку, независимо от его места проживания и национальности. И я надеюсь, что мы сможем создать очень дружелюбное и гармоничное общество, подобно организации международного сотрудничества «Шелковый путь» в Китае.
предложенной председателем Си Цзиньпином для совместного содействия всеобщему объединению и гармонии. Сейчас, в эпоху развитого интернета, очень важно непрерывно доносить до каждого человека, чтобы он понял, насколько важно достичь общего консенсуса. Я надеюсь, что мы все-таки построим гармоничное общество, что наши отношения будут становиться все более и более дружественными. Здесь, на международной конференции, я еще раз хотел бы сказать людям во всем мире, тем, кто сейчас смотрит, в том числе и моим соотечественникам, я желаю вам успехов в работе и здоровья. Надеюсь, что вы сможете внести больший вклад в развитие как своей страны, так и всего нашего мирового сообщества, чтобы в нашем мире и обществе была взаимопомощь, взаимопонимание между людьми, чтобы мы шли навстречу друг другу. Я надеюсь, что все приложат усилия, чтобы построить такое созидательное общество. We hope so too, Mr. Chunfeng. Мы тоже на это надеемся, господин Чунфэн. Очень важно, чтобы эту информацию узнало как можно большее количество людей. Поэтому, дорогие друзья, то, о чем мы говорим сегодня, должен знать каждый. Поэтому, пожалуйста, записывайте свои отзывы и делитесь этой информацией в социальных сетях. Это очень важно, потому именно мы можем продолжить цепочку распространения этой информации. Мы — голос, который распространяет эту весть. И лишь в единстве мы можем действительно достичь абсолютно всех людей. В том, чтобы все объединились в одной цели — построении созидательного общества. Спасибо. The world ocean covers about 70% нашей планеты покрывает мировой океан. Как мы обращаемся с его бескрайними просторами? Если мы посмотрим на него сейчас, что мы увидим? В каком состоянии сегодня легкие нашей планеты? Если мы приблизимся, то увидим, что на его поверхности возник новый континент из мусора под названием Большое Тихоокеанское мусорное пятно. Его размер — 4 территории Германии. В 1997 году его открыл океанолог и спортсмен, капитан Чарльз Мур. И сегодня для нас огромная честь представить на конференции человека, благодаря которому мировая общественность узнала о той катастрофе, которая происходит в океане из-за скопления мусора. Здравствуйте, уважаемый капитан Мур. Предоставляем вам слово. Я очень рад быть частью международной конференции. Конференции, ориентированной на кризис, который действительно затрагивает всех. Хочу поделиться своим видением о загрязнении пластиком. Итак, меня зовут капитан Чарльз Мур. Я основатель морских исследований и образования «Алголита». Я основатель Института Мура по исследованию загрязнения пластиком, а также основатель Long Beach Organic. Это проект общественного садоводства. То, что случилось в 1997 году, когда я пересек место, известное как Большое Тихоокеанское мусорное пятно, было просто наблюдением морского капитана, стоящего на вахте. Спустя несколько минут мимо проплыло то, что не должно было находиться в этом месте. Что-то человеческого происхождения. Плавучий кусок пластика. Суть в том, что Бог знает где, вдали от человеческой цивилизации, насколько это вообще возможно, был мусор, отходы человеческой цивилизации в невообразимом количестве. В 1999 году я вернулся с оборудованием для замера проб. Именно тогда мы сделали настоящее открытие. А первое открытие в 1997 году вызвало просто беспокойство ввиду присутствия мусора посреди океана. Но в 1999 году мы сделали настоящее открытие, потому что в 1999 году после анализа образцов мы поняли, что вес пластика, находящегося в поверхностных водах, в 6 раз превышает количество зоопланктона,
основной еды местной экосистемы. Мы решили, что поскольку не уделялось никакого внимания загрязнению пластиком, мы возьмем на себя ведущую роль в создании того, что впоследствии стало известно как Великое пластиковое пробуждение. И основная проблема состоит в том, что пластик, в отличие от других веществ, никуда не исчезает. Он становится частью окружающей среды. Он не проходит обычный цикл биораспада. Ведь его изобрели, чтобы победить естественное разложение. Таким образом, победив естественное разложение, он стал постоянной составляющей нашей окружающей среды. Мы знаем, что микропластик превращается в нанопластик, и он стал распространяться по воздуху. Он проникает в нашу воду, в нашу еду и даже в овощи. Таким образом, мы обнаружили, что это большая проблема не только для морских существ. Теперь это проблема для всего, для каждого, для каждой среды обитания, что бы мы ни взяли. Океан страдает той же проблемой, с которой столкнулся и я, когда пытался проинформировать людей о пластике. И суть проблемы в том, что никто не живет в океане, все живут на суше. Так что для большинства людей, живущих на суше, океан — это как какой-то незнакомец. Это просто незнакомое иное место, которое, в общем-то, насколько им известно, не влияет на их повседневную жизнь. То есть да, есть ураганы, да, есть штормы, да, есть наводнения вдоль прибрежной зоны. Но в целом человек, живущий на суше, не считает океан большой частью своей жизни. Доктор Сильвия Эрл об этом говорит емко. Нет синего, не будет и зеленого. Как ни крути, а мы нуждаемся в океане по множеству причин. И его важность нельзя недооценивать. Когда тело человека хорошо функционирует, мы говорим, что тело находится в гомеостазе. Это тело, в котором все хорошо сбалансировано, в котором все системы работают в гармонии друг с другом. Наша планета не может находиться в гомеостазе без океанической и сухопутной среды, работающих в гармонии друг с другом. Они должны быть сбалансированы. Сейчас цивилизация, в которой мы живем, зашкаливает по своему влиянию, и она чрезмерно нарушила это равновесие настолько, как оно не было нарушено никогда в истории мира. Наша цивилизация дошла до апогея, до точки, после которой она не может двигаться еще дальше. Это курс бесконечной эскалации. Она должна взять противоположный курс, уйти с этой траектории. Она должна повернуться в сторону замкнутого обращения ресурсов, преобразования, нулевого уровня отходов, повторного использования и переработки. Мы терпим полное поражение в борьбе с изменением климата и загрязнением пластика. Так что на основании нынешней тенденции благоприятного исхода для нашей цивилизации в будущем нет. Нам нужно думать о будущем. Нам необходимы идеи, которые могут пробиться сквозь настоящее. Такое давящее, такое ужасное, такое многострадание. На Земле сейчас самый настоящий ад. Это как инферно Данте. Океан, разные места на планете — это все разные уровни ада. Именно это происходит с живыми существами океана. Вы можете это увидеть на пляжах, которые просто тонут в пластике. Поэтому нам нужно перестать довольствоваться тем уровнем, который мы испытываем, и выразить недовольство. Начать жить в духе критического осмысления и долгосрочного мышления, чтобы иметь хоть какое-то будущее, достойное того, чтобы в нем жить. Да, спасибо вам большое, капитан Мур, за то, что вы сделали, за то, что делаете до сих пор. Вот действительно, посмотрите только, что мы сделали с легкими нашей планеты. Океан насыщен химикатами, отходами, микропластиком. Это все губительно и просто его уничтожает. Влияет ли это на наше здоровье? Конечно, влияет. А представьте, как это влияет на животных, на растения, на планету в целом. И это нарастает, и нарастает в прогрессии. И с каждым днем ситуация становится хуже. Не с каждым годом, а с каждым днем. А ведь
Есть еще и климат, который не зависит от деятельности человека. Мусор никуда не исчезает. Все миллионы тонн, которые мы выбрасываем, приплюсовываются к тем миллиардам, которые мы уже выбросили. А наши аппетиты только растут. Посмотрите, что произошло с океаном. А ведь тема мусора ограничивается не только им. Давайте посмотрим видео на эту тему. — 2021 год. 6 миллионов 885 тысяч 900 килограмм пластика выброшено в океан. 216 миллиардов килограмм токсичных отходов попало в окружающую среду. 23 миллиарда 250 миллионов метрических тонн диоксида углерода выброшено в атмосферу. Наша прекрасная планета. Она могла бы стать настоящим раем. Идеальным местом для жизни людей, обитания животных и растений. Но мы превратили ее в помойку. Воздух, вода, земля — все отравлено. Еще в V веке до нашей эры в Афинах был издан первый из известных эдикт, запрещающий выбрасывать мусор на улице и предписывающий мусорщикам сбрасывать отходы не ближе, чем за 1000 двойных шагов, порядка 1 мили, от города. Как и 2500 лет назад, вывоз мусора на свалки остается одним из основных методов утилизации отходов. Вы заметили, как далеко вперед шагнули наши технологии? Каждую минуту в мире продается 1 миллион пластиковых бутылок. Это 20 тысяч бутылок в секунду. И только около 9% из них перерабатывается. Одна пластиковая бутылка разлагается 450 лет. В Пекине на свалках уже нет места для мусора. За последние десятилетия 14 подобных мест в окрестностях Нью-Йорка заполнились до отказа. Свалка Газипур в Индии сравнима с высотой Тадж-Махала. Она имеет высоту примерно 73 метра и занимает пространство 40 футбольных полей. Газипур даже снабдили сигнальными огнями, чтобы самолеты или вертолеты случайно не зацепили ее. В то же время российские свалки занимают 4 миллиона гектаров. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии. Отходы от них разлагаются, выделяют метан и другие химикаты, постоянно отравляют почву и воздух, а также усиливают парниковый эффект. Свалочный газ попадает в грунтовые воды, а затем в водоемы, из которых в дальнейшем берется питьевая вода. Сжигание отходов ведет к выбросу опасных газов, содержащих токсичные тяжелые металлы – кадмий, ртуть и свинец. Попадая в организм, они влияют на кровеносную и нервную системы, создают риски появления генетических отклонений и развития онкологических заболеваний. В новом докладе детского фонда ЮНИСЕФ говорится, что примерно у каждого 3-го ребенка в мире, а это порядка 800 миллионов детей, уровень свинца в крови настолько велик, что может вызвать нарушение их умственных способностей и даже привести к смерти. Каждую минуту в мировые воды сбрасывается 1 грузовик пластика. К 2030 году это будет уже 2 грузовика в минуту, а к 2050 году — 4. На данный момент пластика в мировом океане может быть больше, чем рыбы, и он образует огромные острова площадью до 16 миллионов квадратных километров. Это соответствует размеру Европы, Индии и Мексики вместе взятых. Мусор нашли даже на дне Марианской впадины, а именно 3500 искусственных предметов. Океанический пластик губителен для всех его обитателей. Так, на побережье Испании обнаружили мертвого кашалота. В его желудке находилось 29 килограммов пластика, которые и стали причиной гибели животного.
Все это показывает, насколько страшны последствия глобального загрязнения. Миллионы живых организмов прямо сейчас страдают и погибают из-за нашей безответственности. Нарушаются пищевые цепочки, целые виды оказываются на грани вымирания. И все это в итоге скажется на нас. Команда исследователей из Университета Тасмании нашла микропластик даже в ледяных пластах у побережья Антарктиды. Предыдущие исследования показали, что микропластик во льду приводит к его ускоренному таянию из-за поглощения тепла. К сожалению, от наших рук пострадала не только Земля и вся биосфера, но уже и космос. Ученые подсчитали, что сейчас на орбите находится около 128 миллионов кусков космического мусора размером более 1 миллиметра. А скорость таких частиц может достигать огромных величин – до 14 километров в секунду. За счет этого они способны пробивать защиту спутников и орбитальных станций. В итоге 3000 космических аппаратов уже вышли из строя и сами превратились в мусор. Подобного рода инциденты могут запустить целый каскад столкновений и разрушений на орбите. А если это случится хотя бы всего с несколькими крупными станциями, мы рискуем потерять спутниковое телевидение, интернет, GPS и мобильную связь. Ученые предполагают, что в какой-то момент люди больше не смогут выводить новые спутники на орбиты, и космос будет для нас полностью закрыт. Мы сортируем мусор по типам продукции, реализуем сложнейшие проекты по очистке океана. Но что в конечном итоге происходит с этим сырьем? На сегодняшний день мы не знаем, как утилизировать отходы без вреда для экологии. А процент вторичного использования очень низкий, так как экономически не оправдан в большинстве отраслей. И все это на фоне масштабного перепроизводства. Крупнейшие производители автомобилей, брендовой одежды, техники стремятся сохранить высокий уровень спроса на свои товары за счет постоянного обновления версий или коллекций. Производители предпочитают хранить избытки своей продукции на складах, вместо того, чтобы их распродавать, так как это приведет к снижению цен и потере имиджа. Для того, чтобы вынудить потребителей все чаще покупать новый товар, производители стали осознанно выпускать продукцию с ограниченным сроком эксплуатации. Вы не замечали, что продукты, произведенные еще 20-30 лет назад, гораздо надежнее? Неужели мы разучились делать качественную продукцию? Нет, это просто стало невыгодно. Мы потребляем все больше и больше, не замечая того, что скоро сами окажемся погребенными под собственным мусором. Как мы видим, проблема загрязнения нашей планеты очень серьезная. Люди пишут в комментариях: я сортирую свой мусор, да, но это значит, это не моя вина. А другие люди пишут, что это все вина политиков. Дайте нам решение. Ну, опять же, друзья, это опять же потребительское общество. Такой подход. То есть перекладывание ответственности на кого-то, и когда они проваливаются, не справляются с поставленными задачами, мы их обвиняем. Потому что мы потратили усилия на то, чтобы выбрать их. Но на самом деле здесь вопрос в том, что это ответственность лично каждого человека. И в созидательном обществе ценность жизни каждого человека — это самый главный приоритет. И это зависит от каждого из нас. Поэтому просто сортировать мусор, извините, это не будет работать. Еще вопрос есть о том, когда следующая конференция. Следующая конференция состоится 4 декабря этого года. Она называется «Глобальный кризис. Время правды». И каждый человек может принять участие в этой конференции. Каждый человек может рассказать
дальше, да, вот распространить информацию об этой конференции, присоединиться к нам на сайте allatroinice.com. Я также хочу подчеркнуть, что эта конференция переводится на 72 языка, но даже этого недостаточно. Мы должны сделать так, что в мире не останется языка, на котором бы не переводилась конференция, то есть чтобы абсолютно все языки, на которых говорят люди и которых понимают люди, чтобы на них была предоставлена вся информация. Поэтому, пожалуйста, если вы знаете такой язык, тоже присоединяйтесь к участию на allatroinice.com. Спасибо большое. Я также хотел бы подчеркнуть тоже, что политики — это тоже люди, и они тоже живут на этой планете, у них нет другого дома. Поэтому созидательное общество — это решение для всех, абсолютно всех, для политиков, для обычных людей, для миллиардеров. Мы об этом столько говорили, действительно, что вы можете об этом посмотреть подробнее на АЛЛАТРА ТВ. Спасибо. И что тут скажешь? Комментарии излишни. Ситуация настолько трагична, что трудно подобрать слова. Как вы видите, проблемы есть. К счастью, многие люди во всем мире уже осознают необходимость их решения. Среди них Ротари, члены которого хотят видеть мир, где люди объединяются и предпринимают действия для создания долгосрочных изменений. Поэтому клуб Ротари Атланта Метро любезно организовал выступление нашего следующего спикера. Для нас большая честь представить вам Спарша Шаха. Спарш Шах, он также известен как Пюрхутм, 18-летний вундеркинд, певец, автор песен, рэпер, вдохновляющий оратор и филантроп. Yahoo назвал его одним из 10 лучших детей-вундеркиндов, которыми гордится Индия. Вы слышали это много раз от многих людей, но позвольте мне добавить еще один голос к хору обеспокоенных граждан. Мои братья и сестры, мы находимся на перекрестье. Никогда еще на Земле не происходили столь экстремальные события, и никогда они больше не повторятся. В настоящее время мы способствуем уничтожению примерно 10 тысяч видов организмов ежегодно. Если вас это не пугает, вспомните, что мы, люди, все 7,9 миллиардов, это всего лишь один вид. Каждый год мы убиваем около 80 тысяч наших братьев и сестер в войнах. И каждый день мы позволяем более 811 миллионам наших братьев и сестер голодать. Что еще хуже, каждый третий из нас недоедает. Ежегодно мы уничтожаем более 15 миллиардов деревьев и 24 миллиарда тонн плодородных земель. Мы выбрасываем более 2,12 миллиардов тонн мусора каждый год. И мы уже выбросили более 5,25 триллионов кусков пластика в наши воды. Достаточно статистики. Этот список проблем бесконечен. Но суть одна. Мои братья и сестры, мы на перекрестье. У нас есть два пути на выбор — путь жизни или путь смерти. Угадайте, каким путем мы идем сейчас. Мы идем по пути смерти, по скоростной трассе в ад на земле. Но надежда еще есть. Прямо сейчас нам еще не поздно измениться. Но если мы не изменимся к лучшему сейчас, все вокруг нас — экономика, общество, экология, что ни назови, необратимо изменится к худшему. Мои братья и сестры, нам пора покаяться. Пришло время нам отказаться от наших злодеяний по отношению к Земле и самим себе. Пришло время человечеству возродить нашу планету и глобальное общество. Как нам все возродить? Через любовь. Любить, воплощая в жизнь истину, что мы все одна семья, и не только люди, но и все остальные организмы, с которыми мы делим Землю. И никакие различия не могут изменить того факта, что мы все бесконечно ценны для нашего Создателя. А как мы проявляем любовь? Мы служим. Мы служим, противостоя несправедливости,
улучшая жизнь обездоленных и восстанавливая баланс и ресурсы на нашей планете. Мои братья и сестры, у нас достаточно земли, чтобы спасти нашу умирающую дикую природу. У нас есть сила навсегда остановить насилие и перековать мечи на орала. У нас достаточно еды, чтобы накормить голодных. У нас достаточно ресурсов, чтобы сократить, повторно использовать и переработать мусор в наших водах и на свалках. Даром получили, даром отдавайте. Мои братья и сестры, мы на перекрестье. Если мы являемся тем изменением, которое хотим видеть в мире, давайте сделаем это возможным. Если мы хранители Божьего творения, давайте будем таковыми. Если мы не наследуем мир от наших предков, а заимствуем его у наших детей, то давайте дадим им взаймы что-то достойное. Ответственность лежит не только на моем поколении, но и на предыдущих поколениях, а вскоре и на последующих. Нас, детей, сколько бы нас ни было, недостаточно, чтобы решить этот кризис. Нам нужна ваша помощь. И это мой призыв. Это наш призыв. Давайте поступим справедливо по отношению к дару жизни, который дал нам Бог через любовь и служение. Братья и сестры, мы находимся на перекрестье. Никогда еще вызовы, с которыми столкнулось человечество, не были такими огромными, и больше никогда такими не будут. Так будете ли вы любить и служить вместе с нами? Надеюсь, что да, потому что от этого зависит ваша судьба и наше будущее. Спасибо. Thank you, Sparsh, Спасибо, Спарш, за эти правдивые и искренние слова. Я верю. Я верю, что эти слова идут от души и затронут сердце каждого человека, который смотрит нас. Yes, friends. I would also like to emphasize and draw your attention to a significant Хотел бы также подчеркнуть и обратить ваше внимание на один очень важный факт. Вся наша конференция — это искреннее, свободное выражение мнений людей по самым острым проблемам, которые стоят сегодня перед всем человечеством. Проблемы климата и проблемы глобальных катаклизмов, проблемы потребительского формата, а также проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта в потребительском формате, что приведет к тому, что миллиарды людей останутся без работы и средств к существованию. Это, в свою очередь, приведет к борьбе за выживание. И решение всех этих вопросов зависит от нас, тебя и меня. Я хочу остановиться на одном моменте, с которым мы столкнулись в ходе подготовки конференции, который показывает глубину потребительской пропасти, в которой мы, как человечество, оказались сегодня. Наши участники пригласили всемирно известного спортсмена. Они были шокированы, когда он ответил, что готов участвовать, но за высокую шестизначную сумму. Вы понимаете? Мы собрались здесь, чтобы озвучить правду о катастрофических угрозах, которые ждут нас завтра, если мы не объединимся сегодня. Но эти негодяи, они думают только о прибыли. Сегодня наша планета похожа на смертельно больного человека, но на самом деле она уже скорее мертва, чем жива. И шансов на реанимацию не так много. 50 лет назад были другие условия. Наша планета, пациент из нашего примера уже была хромой, но еще активной. А сейчас мы выжимаем из нее последние соки, и если она умрет,
тогда умрем и все мы. Без нее мы не выживем. И ни о каком переселении на другие планеты не может быть и речи. Как можно пускать таких, как мы, на другие планеты, на которых есть жизнь? Мы как болезнь, смертельный вирус для любой планеты. Пока мы ведем себя как дикие животные, мы смертельная зараза. Но вернемся на Землю, где мы устроили потребительский ад. Предыдущий пример показывает, какой беспорядок мы создали. Мы не можем продолжать в том же духе. Только изменив наши ценности и объединившись, мы сможем выжить. Некоторых из художников, к которым мы обратились в ходе подготовки конференции, имеют много последователей и могут сказать важные слова, призвать к единству. Но они, ссылаясь на свою занятость, говорили, что у них нет 5 минут. Что они заняты. Чем они заняты? Разрушением мира? Так, может быть, пришло время его спасти? Ведь это касается всех нас, наших детей и близких. Но у них не было времени. Ну да и ладно, не беда. Очень скоро у всех у них будет много свободного времени. Сегодня, когда решается вопрос о выживании человечества, о жизни каждого человека на Земле, мы получаем такой ответ. Дайте мне денег, и я приду. Просто коммерческий подход. Да, есть вещи, на которых можно зарабатывать, например, реклама кроссовок, напитков, но здесь речь идет о выживании человечества, о будущем собственных детей. Просить за это деньги — это полное неуважение к себе как личности и неуважение ко всем людям. Возникает вопрос, с кого мы берем пример? С негодяев, у которых вместо сердца кошелек? Должны ли мы брать с них пример? Мы также обращались ко многим известным политикам. Многие из них наши друзья. Но у них политические консультанты говорят им: у вас скоро выборы, вам нужно думать о рейтингах. Пройдете вы или нет, мы не гарантируем. Как человек, он хочет принять участие в конференции, но как политик, политические советники держат язык за зубами, говорят, что не хватает времени, чтобы просчитать, как участие в этой конференции повлияет на ваши рейтинги. Но это же нонсенс. Даже если они наши друзья, они все равно действуют по потребительским принципам. Но что это за принципы? Это же полное извращение. Зачем нам нужны такие звезды, спортсмены и знаменитости? Зачем нам нужны такие политики, которые привязаны к цифрам и рейтингам и забывают о людях? Я обращаюсь ко всем политическим советникам, политикам, тренерам, продюсерам. Пожалуйста, выбирайте нормальных людей. Пусть они не будут выдающимися спортсменами, но они будут выдающимися людьми, а не подонками, которые требуют деньги от своих фанатов. Сегодня мы можем увидеть, сколько людей реально работает над созданием и проведением этой конференции. 72 языка в синхронном переводе. Сколько переводчиков, сколько людей в технической поддержке. Какая колоссальная работа. Кто тратит свои деньги, время и энергию. Тысячи людей неустанно трудятся, чтобы донести до других настоящую правду. Правду, которая затрагивает и вашу жизнь, жизни ваших детей. Это разительная разница между теми, кто действует на благо всех,
и тех, кто потерял стыд, совесть и человечность. Поэтому большое человеческое спасибо всем тем, кто сегодня здесь, кто смотрит и поддерживает нас, кто делится этой информацией, кто поделится ею завтра. Всем тем, кто действует. Нас много по всему миру. Мы общаемся друг с другом. Нас объединяет общая цель. Именно поэтому наши действия эффективны. И мы можем проводить такие великолепные и масштабные мероприятия. И все звездные политики уже должны были быть здесь. Это касается каждого. Кто-то не знает, что делать. Кто-то переживает за рейтинги. Кто-то ради денег потерял стыд и совесть. Так что же, мы будем ждать, пока что-то произойдет, и кто-то из них станет нормальным человеком. Мы не говорим, что они все такие, но подавляющее большинство из них именно такие. Но именно такой мир мы создали все вместе. И именно поэтому нам сейчас необходимо все изменить. Мы должны выйти из потребительского рабства и прийти к созидательной свободе. И мы можем сделать это вместе. Только вместе. Благодарим вас за внимание и передаем слово следующему спикеру. Следующий наш спикер — профессор Гай Макферсон, ученый, профессор по природным наукам, экологии и эволюционной биологии Университета Аризоны, международный спикер. Нам будет очень приятно и ценно услышать ваше мнение. Передаем вам слово. Спасибо за предоставленную возможность выступить перед вами сегодня. Меня зовут Гай Макферсон, я почетный профессор природоохранной биологии в Университете штата Аризона. Мы так далеко зашли по пути разрушения всех живых систем на планете, что не можем просто самоустраниться и отойти в сторону. Мы не можем пожелать всем людям вымирания и надеяться, что природа сама решит все проблемы. Этого не будет. С данным утверждением связаны две большие проблемы. Во-первых, если человечество исчезнет, то у планеты исчезнет аэрозольное затемнение. Как следствие, резкое нагревание Земли окажется слишком быстрым для адаптации любого организма. Такая скорость изменения окружающей среды превышает возможности видов, эволюционировавших при определенной медленной скорости изменения окружающей среды. Это превосходит то, с чем они могут справиться. Во-вторых, у меня есть видео по этой теме, которое я опубликовал на сайте guymacpherson.com под названием «Пути исчезновения. Взрыв атомных электростанций». Существует множество доказательств того, что если мы просто самоустранимся, то все атомные электростанции в мире превратятся в очередные Фукусиму и Чернобыль. А это крайне нежелательно, ведь это уничтожит все живое на Земле. В литературе существует множество проверенных специалистами подтверждений этой идеи. Поэтому мы не можем просто уйти, оставить детей в комнате и думать, что они вырастут и позаботятся о планете. На данном этапе мы не можем этого сделать. А детьми в комнате являемся мы сами. Мы не можем уйти. У нас много работы, и эта работа требует колоссального творческого потенциала. Если мы хотим сохранить некое подобие живой планеты в течение следующих нескольких десятилетий, тропические леса Амазонии прошли переломный момент много лет назад. Теперь они в совокупности, что называется, дышат быстрее, чем фотосинтезируют. Другими словами, они выделяют больше углекислого газа, чем забирает его из атмосферы. Это продолжается уже много лет. И это одна из более чем 70 самоусиливающихся цепочек обратной связи, которые мы нарушили по отношению к климату. Именно эта цепочка имеет огромное значение и глубоко изучалась в течение длительного периода времени. Тропические леса Амазонии сейчас функционируют неправильно. Они больше не обеспечивают нас кислородом, необходимым для дыхания. Что может быть важнее этого? Это обеспечение воздухом, тем самым кислородом, который необходим нам для дыхания.
Вот насколько далеко мы зашли, что даже уничтожаем воздух, которым дышим. Это немыслимо. И все же это происходит. У меня была подруга, у которой на кухне висел один из таких плакатов. Мы все их видели. На них написаны разные броские фразы. Плакат на ее кухне гласил: «Океан все исправляет». Люди этому верят. Люди верят, что мы можем выбрасывать мусор, нефть, углекислый газ и все остальное в океан, и океан все исправит. Нет, океан не может исправить все. Если мы убиваем океан, мы убиваем самих себя. С таким же успехом мы могли бы приставить к своей голове пистолет, заряженный пулями. Именно это мы делаем с океаном. Мы не можем, мы абсолютно не можем и дальше относиться к океану как к своей мусорной свалке. Знаете, мы столько лет шли по этому пути, мы выбрасываем мусор в океан, мы загрязняем атмосферу, мы делаем все эти ужасные вещи. И большинство людей считает, что мы можем продолжать так поступать, потому что, смотри-ка, это работало до сих пор, и мы все еще здесь. Люди не понимают важности своих индивидуальных и коллективных поступков, отчасти потому, что они не хотят понимать. Я не хочу понимать. Я не хочу знать ничего из того, что я вам только что сказал. Знать это ужасно. Послушайте, даже если уже слишком поздно действовать и что-то менять, хотите ли вы быть тем, кто будет говорить: «Я не действовал, потому что думал, что уже слишком поздно»? Конечно, не хотите. Мы не знаем, когда наступит слишком поздно. Возможно, и гораздо позднее того момента, когда это слишком поздно прозвучало. Значит ли это, что мы должны сдаться? Я так не думаю. Я вот не сдаюсь, хоть мне и не платят уже дюжину лет, но я продолжаю работать, потому что я учитель, так что ничего не могу с собой поделать. И поскольку мы ведем речь о живой планете, нет ничего важнее этого. Все деньги мира не могут прибавить планете жизни. Да, если мы хотим, чтобы у нас было созидательное общество, то мы должны всячески поощрять созидательную основу в каждом человеке. Давайте искать любую возможность, чтобы это сделать. Подумайте об этом. Это не значит собраться вместе в баре попить пиво. Это когда люди работают вместе на общее благо. Если мы сможем это сделать, разве это не прекрасно? Разве это не потрясающе? Я хочу сделать это. Спасибо за возможность поговорить на эту тему сегодня. Мы говорим о самой важной теме в истории человечества. Поэтому я призываю зрителей и слушателей обратить внимание не только на мою, но и на другие представленные здесь презентации. Большое спасибо за то, что вы поднимаете эти важные темы. Я несказанно рад этому. Благодарю вас, профессор, за ваше участие. И вы знаете, то, что вы сейчас описали, это просто ужасно. Мы должны что-то делать и надеяться не на кого. Я вот хочу вернуться к тому, о чем говорил Роберт. Кто должен сейчас говорить правду? Это они? Кто должен это делать? А эти сволочи даже не считают нужным куда-то приходить на конференцию. А потом нам их выставляют как великих благодетелей и благотворителей. Мол, равняйтесь на них. На кого? На этих бессердечных существ, у которых кошелек вместо сердца. Это результат потребительского формата, в котором мы существуем. Хотя мы хотим другого, мы поддерживаем именно этот потребительский формат. Разве можно в таком формате что-то хорошее сделать? Нет, это невозможно, так как сам этот формат подразумевает бесчеловечное отношение друг к другу. Если вы рассчитываете на таких персонажей, то у нас, как у человечества, нет надежды, нет будущего. Посмотрите, что стало с нашим домом, с нашей планетой. Она же живое существо, у которого по нашей вине уже не функционируют органы. Произошла полная интоксикация и убиты легкие. А мы, не обращая внимания на это, продолжаем ее есть.
Мы ее уже уничтожили. Просто мы этого не видим. И поэтому думаем, что все хорошо. Вот я приведу такой пример. Представьте, что мы оседлали дохлую лошадь, и нам кажется, что она жива. Но это только потому, что мы летим на ней с обрыва в пропасть. Сейчас все говорят про СО2. Но даже если мы сейчас остановим эти выбросы, как это поможет? Разве все наладится? Причем здесь СО2? Сосредоточившись на нем, мы убили все, что можно убить. Мы спилили все, что можно спилить, и выкопали все, что можно выкопать. Наш цинизм дошел до того, что в городах и лесополосах выпиливают деревья, потому что они денег стоят. А когда человек отказывался от денег? Да никогда. На протяжении последних 6000 лет. Вся беда в нас, в людях, в потребительском формате, который мы поддерживаем. И пока не наступило это слишком поздно, про которое говорил уважаемый профессор, нам нужно вспомнить, что мы люди, что наша жизнь бесценна. И наш единственный шанс, как цивилизации, остаться в живых — это созидательное общество. Поэтому так важно говорить об этом. Говорить, не стесняться. Дорогие друзья, более важного проекта сейчас нет. Именно поэтому мы пригласили всех людей на эту конференцию и приглашаем на следующую, 4 декабря. Название этой конференции — «Глобальный кризис. Время правды». Мы приглашаем абсолютно каждого человека к участию, к тому, чтобы посмотреть ее. А теперь я приглашаю следующего спикера, уважаемую Сальву Абдулазиз Зейн, предпринимателя, который является генеральным директором группы компаний Его Величества шейха Хамад бин Фасаль Аль-Хашими. Здравствуйте, меня зовут Селва Абдулазиз Зейн, и я предприниматель, генеральный директор личного кабинета Его Величества шейха Хамад бин Фейсал Аль-Хашими. Я успешно осуществляла управление несколькими компаниями в Африке и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и основала несколько некоммерческих организаций по всему миру. Спасибо всем, кто позволил мне выступить на этой платформе. Когда кто-то обсуждает вопросы, которые сегодня наиболее важны для человечества, он руководствуется своими личными взглядами и пристрастиями. Я всегда считала, что дети — это самое важное. Сегодня примерно 14 миллионов детей страдают от серьезного недоедания. Цифры ошеломляют. Только 25% этих детей действительно получили жизненно важное лечение. Моя миссия всегда заключалась в том, чтобы в меру своих возможностей помогать будущему поколению нашего мира вырваться из таких неприятных ситуаций. Никому из нас не чужды трудности, с которыми дети во всем мире сталкиваются из-за бедности, недоедания, отсутствия образования, жестокого обращения, эксплуатации и многого другого. Нам, как обществу, следует научиться объединяться, чтобы помочь этим детям. Наиболее часто задаваемый вопрос, как будет выглядеть мир через десятилетия, если мы не остановим изменения климата. До COVID-19 одной из основных проблем, с которыми столкнулись правительства, был климатический кризис. Исследования показывают, что если через 5-10 лет такое пренебрежительное отношение к климату будет продолжаться, то все более обширные территории планеты будут становиться непригодными для жизни людей. Поскольку так много стран уже перенаселены, мы просто не можем допустить таких обстоятельств. Первый шаг в достижении изменений для решения глобальных проблем — это распространение информации.
Непонимание серьезности условий — вот что делает людей такими беззаботными и невежественными по отношению к проблемам, с которыми мы сталкиваемся. Наш долг, как человечество, быть хорошо информированными в глобальных вопросах и побуждать других делать то же самое. Собравшись вместе в трудное время и выступая в защиту нашей планеты, мы можем добиться социальных изменений. Мы должны открыто выступать и высказываться. Я вижу созидательное общество как общество, где люди знали бы, как объединяться в трудные времена и понимали значение истинного единства. В моем понимании созидательное общество — это не когда все идеально, но когда мы, как общество, можем объединиться в трудные времена и помогать друг другу. Я считаю, что мы должны принимать участие в процессе преобразования общества, чтобы обеспечить лучшее будущее нашим детям. Мы должны подавать пример, чтобы построить лучшее будущее для следующего поколения. Я хотела бы поблагодарить зрителей и всех, кто вносит свой вклад в распространение информации. Я также хотела бы поблагодарить АЛЛАТРА ТВ, которые, будучи волонтерами, неустанно работают, чтобы каждый день проливать свет на эти проблемы. Давайте станем теми изменениями, которые мы хотим видеть в мире, в котором живем. Спасибо. Итак, сегодня слова Ганди очень вдохновляют нас, что, меняя себя, изменяя именно себя, мы можем изменить мир. Спасибо большое, что вы напомнили о ценности жизни. Очевидно, нет ничего важнее этого. И только помня об этом, мы можем что-то изменить. Поэтому нужно информировать всех и каждого, чтобы люди узнали о глобальности проблем. Участники проекта «Созидательное общество» по всему миру в свободное от работы и учебы время информируют человечество, чтобы мы все могли выжить. Все начинается с информации. Именно поэтому сегодняшняя конференция переводится людьми на 72 языка. Пожалуйста, записывайте свои отзывы о конференции и выкладывайте в соцсетях. Таким образом, больше людей может узнать об этом важнейшем событии. Наш следующий спикер расскажет о том, каким образом информация может влиять на климат. Уважаемый Ясууки Нимото, доктор наук в области клеточной и молекулярной биологии Токийского университета, директор Генерального института IHM и руководитель исполнительного офиса IHM. Слово вам. Приветствую всех, меня зовут Ясуюки Нимото. На данный момент я работаю консультантом в Генеральном институте IHM и советником офиса Масару Эмото. Это автор книг «Послание воды» и «Скрытые послания воды». Ранее я работал международным секретарем доктора Эмото. По образованию я биолог, ученый. Поэтому я был его научным консультантом. А сейчас я хотел бы поделиться информацией о технологии водных кристаллов доктора Эмото и о новой науке о воде. Моя миссия — объединить науку и духовность. Хочу поддержать, хочу помочь человечеству и самому себе в распространении этого послания для будущего, для созидательного общества. Хотел бы сказать, что вода намного важнее, чем вы можете себе представить. Любая вода внешне выглядит одинаково. Но доктор Эмото считал, что вода может запоминать различную информацию. Например, для каждого отдельно взятого стакана воды. И я разделяю это мнение.
Хорошая вода показывает красивые кристаллы воды, а плохая вода не показывает никаких кристаллов вообще. Я использую слова «хорошая» и «плохая вода», но в данном случае смысл в том, что «хорошая» означает «очень гармонирующая с природой». Именно это имеется в виду. Плохая же вода означает, что она не гармонирует с природой. При этом структура воды может меняться под воздействием музыки, образов, слов и молитв. Пожалуйста, запомните эти два постулата в науке о воде. Первый, что вода запоминает и передает информацию. Это взаимодействие между водой и информацией, или память воды. И второй постулат, что вода накапливает и преобразует энергию. Это было установлено на 4-й фазе изучения воды доктором Джеральдом Поллоком. Итак, информация воды и энергия воды взаимосвязаны. Если говорить об изменении климата, считаю, что климат, по сути, зависит от воды. Даже землетрясение, думаю, вода в породе или в недрах Земли, играет определенную роль. Но в любом случае, на мой взгляд, изменение климата просто отражает коллективное сознание человечества. Особенно изменение климата и происходящие катаклизмы — это всего лишь отражение нашего человеческого коллективного сознания. Ведь коллективное сознание действительно обладает силой. Если мы, как коллективное сознание, пребываем в покое и умиротворении, то и климат должен быть очень спокойным. И в этом смысле каждый человек имеет одинаковое значение, одинаковую важность для человечества. Каждый человек. Даже если вы лежите на диване и вообще не производите никаких действий, вы все равно излучаете вибрацию. Вы излучаете информацию и влияете на весь мир. Так что если вы живы, значит вы меняете мир. У вас есть потенциал на изменение мира. Спасибо, господин Немото. Климат сегодня — это самая важная тема для человечества. Как людям выжить в период климатических катаклизмов? Влияет ли человек на климат? Об этом и многом другом мы будем говорить далее в конференции. А сейчас с удовольствием представляем слово профессору, специальному посланнику ООН, ее превосходительству Амине Али. Я доктор Амина Али, и я обращаюсь к вам из ООН здесь, в Соединенных Штатах. Я представляю Международную Федерацию прав человека и повестки дня, которая является организацией гражданского общества. Я хотела бы поприветствовать всех уважаемых гостей, представителей компаний и организаций, организаторов конференции. Благодарю вас за приглашение участвовать в конференции о глобальном кризисе. Мы столкнулись с глобальным кризисом. Это пугающий, чудовищный кризис. Он уже происходит и будет продолжаться, потому что наши действия продолжаются. Капиталистический подход заключается в том, сколько денег мы можем оставить, сколько денег мы заработали за всю жизнь и сколько можем передать нашим родным, когда уйдем из жизни. Допустим, моим детям останется $5 миллионов и доступ ко всем ресурсам в мире. Но если в мире ничего не осталось, по каким критериям измерять богатство в таком случае? Могут ли мои дети сказать, что они действительно богаты, если им не на что тратить эти деньги? Если нет природных ресурсов, которые мы превращаем в богатство, на которых мы строим и планируем свое богатство, то на что мы копим деньги? Если у нас будут бесплодные земли, не будет кислорода, но будет $10 миллионов в банке, то какой в них смысл? Нечего будет покупать. Поэтому, если мы не посчитаем нужным решать проблемы экологии, если мы не поймем, что надо менять свое отношение к экологии, у нас будет мир, полный денег, но лишенный природных ресурсов. Таким образом, не останется места на Земле, где люди смогут жить. Поэтому мы должны действовать вместе. И я думаю, что это единственный план, который может сработать. Я очень благодарна вам. Я благодарю всех международных партнеров и всех, кто присутствует сегодня на этой конференции. Спасибо. Спасибо вам. Действительно, глобальный кризис будет продолжаться, пока мы действуем в потребительском формате. За деньги мы не купим кислород, которого не будет, и не выпьем чистой воды, если она вся будет отравлена.
Ресурсов все меньше и меньше, и Земля не успевает восстанавливаться. Наука должна бы помочь нам справиться с кризисом. И как результат у нас появились альтернативные источники энергии. Но насколько они безопасны для нас и нашей планеты? Humanity and its appetites are growing faster than resources can be restored. Человечество и его аппетиты растут быстрее, чем ресурсы успевают восстановиться. Нас больше, ресурсов меньше. К чему это приведет? Задумайтесь, сколько было войн только после 2000 года. И что на кону стояло? Ресурсы. Разве мы будем поступать как-то по-другому, когда ресурсов станет еще меньше? Да нет, никогда. Сам формат потребительского общества определяет, что мы будем идти по пути наживы и доминирования. Может, нам остановить научное развитие технологий тогда? Нет. Потому что иначе это будет наш приговор. Наука должна развиваться и стремиться решить актуальную задачу для всего человечества — выжить. Но что мы сейчас видим? Лицемерие и обман. Наука вместо этого обслуживает экономические и политические цели. Когда мы говорим о ресурсах, вы можете сказать, ну, у нас же есть альтернативные, возобновляемые и экологически чистые источники энергии. Но так ли это на самом деле? Давайте-ка рассмотрим подробнее. Возьмем, к примеру, солнечные панели. На сегодняшний день их КПД существенно ниже, чем у традиционных источников энергии. Для их производства требуется использование многих опасных химических веществ, а среди побочных продуктов такие химические элементы, как мышьяк, ртуть и хром. Кроме того, солнечные панели распадаются на Солнце и загрязняют атмосферу. Вот так. Почему об этом не говорят? А вы знаете о том, что утилизация солнечных батарей — это на самом деле огромная проблема? Многие из материалов, которые используются для их изготовления, очень трудно перерабатывать. И намного дешевле просто сделать новое. А сам процесс повторного использования требует большого количества энергии. И если это все пересчитать, насколько выгодно их использовать? А что насчет ветряных электростанций? Производство ветряной установки требует большого количества металла. А каким образом он производится? Он также на это идет большой расход электроэнергии, а при последующей утилизации мы снова должны ее потратить. Так какую пользу от этих электроустановок мы имеем? Еще ветряные турбины создают шум, сравнимый с шумом автомобиля, движущийся со скоростью 70 км в час, который воздействует на человека, на животных. А другая неожиданная особенность ветряных энергоустановок — это инфразвуковой шум. Он воздействует на человеческий организм, вызывает постоянное угнетенное состояние и беспокойство. Это то, что происходит на территории, где установлены эти установки. И, как показал опыт эксплуатации большого количества ветряных установок в США, этот шум не выдерживает ни животные, ни птицы. Еще один вопрос, очень важный вопрос, о котором мы не задумывались. Откуда эта энергия на самом деле приходит? Ведь ветрогенераторы замедляют воздушные потоки для того, чтобы произвести эти киловатты энергии. Но когда роза ветров меняется, то есть привычное направление ветра меняется. И что это означает?
Мы используем динамо-машины, огромные турбины, тонны ветра расходуются на то, чтобы выработать киловатт энергии. И ветра идут так, как они должны дуть. Ведь ветер на планете отвечает за то, что в нашем организме называют гомеостазом, внутренним балансом. Давайте Давайте рассмотрим это на примере переноса тепла из жарких тропических частей земного шара в более холодные, высокие широты. Это все равно, что лимфатическую систему человеку поставить микротурбинки, чтобы можно было гаджеты заряжать. И когда образуется застой лимфы в организме, будет происходить закисление и интоксикация. А к чему это приводит? К аутоиммунным реакциям и смерти. Не это ли мы сейчас видим на нашей планете? Казалось бы, как хорошо получать энергию ветра, но если мы не смотрим в эту сторону, мы не видим вот эту сторону, другую сторону медали. Ведь все есть энергия. Просто так ничто ниоткуда не берется и никуда не девается. Усугубляет ли эта ситуацию над нашей планетой? Конечно, усугубляет. В настоящее время рассматривается еще один альтернативный источник энергии — водород. Его изображают в средствах массовой информации как экологически чистое топливо, потому что при его сгорании образуется только безвредная вода. Но чтобы его использовать, его надо сначала получить. А при производстве водорода также используется электроэнергия, которая добывается неэкологическими способами. Более того, если мы переходим на альтернативные источники энергии, то для хранения и перераспределения энергии нам потребуется построить дополнительные хранилища энергии, то есть аккумуляторы для резервного питания и сезонного хранения энергии. Неужели в конце срока службы ветряные турбины, солнечные батареи и накопители для хранения энергии исчезнут без каких-либо последствий? Новые технологии должны быть направлены на улучшение нашей жизни, а сейчас они направлены на улучшение жизни единиц, тех, кто зарабатывает на существующих проблемах. Мы отнимаем у себя и своих близких право на жизнь из-за эгоцентриков, для которых превыше всего их благо. Пришло время посмотреть правде в глаза. Это результат мира, который мы построили. Мы его не улучшили. Наоборот, мы его ухудшили. И ведь это же так. И пока мы врем, лжем и играем, будто все прекрасно, хорошо, мир рушится. Сколько убытков нанесено. И мы видим, что каждый месяц нам рассказывают о новых рекордах. Но никто не говорит о том, насколько мы побили рекорды по выбросу мусора, загрязнению, закислению океана. Никто об этом не говорит. А ведь всеми этими действиями мы сами себе укорачиваем жизнь, всему человечеству. Вот они, наши настоящие рекорды. А все почему? Потому что идет борьба за глупую альфа-значимость. Быть самым главным, быть самой главной альфой для этого? Поэтому единственный выход из этого тупика — это построение созидательного общества. Потому что в нем нет условия для доминирующей альфы и взаимоуничтожения, как сейчас. А есть условия для человека. Поэтому в созидательном обществе жизнь каждого человека важна. И в нем есть только единый эгрегор всеобщей пользы. Сегодня самое ценное — это время. Наше оставшееся время, когда мы можем объединиться и действительно что-то сделать. Мы сможем выжить, развиться, спасти планету и себя. Но здесь действительно нужны все. Глобальные проблемы можно решить только на глобальном уровне. Нам необходимо прекратить разделяться. Нам необходимо изменить потребительский формат на созидательный. Нам нужно решить это сегодня. Мы сейчас увидели, что альтернативные источники энергии не являются экологичными, а значит, не могут быть нашим будущим. Но что мы имеем в настоящем? Ни для кого не секрет, что мы сверхпотребляем наши ресурсы. Полезные ископаемые. Это энергетика каменного века, а с их помощью мы получаем 60% нашей энергии. В процессе переработки полезных ископаемых мы загрязняем нашу среду. Вредные выбросы попадают в атмосферу, почву, воду.
что напрямую влияет на здоровье и качество жизни человека. Неужели это все, на что мы способны? Неужели нет никаких технологий будущего? Наш следующий спикер, Шон, попробует ответить на эти вопросы. Большое спасибо, Алекс. Но перед этим я хотел бы ответить на вопрос, который мы получили в комментариях. Я также напомню, что наш прямой эфир переводится на 72 языка. И люди спрашивают, кто же, интересно, за созидательным обществом стоит? Но это люди. Вы можете себе представить? Это люди, такие, как вы и я, у которых обычная работа, кто действительно зарабатывают на жизнь так же, как и все остальные. А вот в свободное время мы действительно тратим свое время на то, чтобы сделать вклад в этот проект, потому что мы понимаем, насколько важно это для нас, для наших детей и для каждого человека на этой планете. Поэтому кто стоит? Да никто, но в то же время и все. Это может быть и вы. Вы можете быть как раз тем мужчином или женщиной, которые смогут внести это важное изменение в мир. Поэтому вернемся к Шону, который расскажет о возможностях использования свободной энергии. Спасибо большое. Здравствуйте. Действительно ужасно смотреть на эти факты, которые мы сегодня действительно видим вокруг. Всем здравомыслящим людям должно быть понятно, что уже сейчас любыми способами мы должны реанимировать нашу планету. Но наш потребительский формат не позволяет это сделать. У нас все связано на экономике, а экономика — это гонка за наживой и потребление. Этим мы просто губим нашу планету. Топливо, которое мы используем, также наносит большой удар по экологии. Сейчас уже есть бестопливные генераторы, сокращенные БТГ, которые производят американские компании. К примеру, есть компания IEC, которая выпустила двигатель Earth, Земля. А вы задумывались, почему американские компании можно выпускать БТГ, но нельзя их продавать? Вот такой вопрос. Почему можно только покупать у них электроэнергию? Почему практически свободную бесплатную энергию в потребительском обществе нужно продавать? Вот таковы реалии потребительской экономики. Давайте посмотрим видео на эту тему. Уже давно существуют разработки вечных двигателей, но почему эти технологии остаются недоступны для человечества? Давайте рассмотрим, что произойдет, если уже сегодня будет внедрена, к примеру, технология бестопливных генераторов энергии, БТГ, и к каким последствиям это приведет в современном потребительском формате общества. БТГ — это генераторы энергии с КПД больше 100%. То есть они производят энергии больше, чем потребляют. Небольшой БТГ мощностью в 100 кВт способен полностью обеспечить электроэнергией многосемейный дом. А если поставить подобное устройство на электромобиль, то машина будет способна двигаться без подзарядки сколько угодно. Больше не нужны будут заправки и провода. Генератор сможет вырабатывать энергию на ходу. БТГ можно установить не только в домах и на автомобилях, но и на вертолетах, самолетах, кораблях. Внедрение одного лишь БТГ позволит человечеству уйти от использования углеводородного топлива. Это та технология, которая может принести массу выгоды, но только не в потребительском формате общества. На сегодняшний день мы используем солнечную и ядерную энергии
ветрогенерацию, гидроэлектростанции и тому подобное. Каждая из этих систем очень дорогая и трудозатратная в обслуживании, так как требует особого ухода. На каждом из этапов добычи и переработки энергии задействовано множество людей. А теперь давайте представим, что у каждого человека на планете появятся бестопливные генераторы. Это значит, что электроэнергия станет свободной. Но при этом миллионы людей останутся без работы. Это и специалисты, которые обслуживали электростанции, и те, кто работал на заправках. Все, от директора до уборщицы на заправке, потеряют работу. Все фирмы или компании, которые связаны со сферой добычи энергии, останутся без дохода. А это и логистические фирмы, и производство проводов, труб, и даже всей техники, которая была необходима для электростанций. Производители, поставщики и продавцы солнечных батарей будут не нужны. Ненужным станет и бензин, а значит, исчезнут целые отрасли, которые добывали и транспортировали нефть, а также газ. Гидроэлектроэнергия, соответственно, также будет заменена бестопливными генераторами, а значит, все работники и специалисты, поддерживающие работу дамб, останутся без работы, а значит, без средств к существованию. Даже инженер-архитектор или строитель, который занимался проектами заправок электростанций, заводов для их оборудования, останется без работы. С учетом того потребительского общества, в котором мы живем, как вы думаете, к каким последствиям приведет то, что миллиард людей по всему миру одновременно потеряют работу? Будут ли они кому-то нужны? А ведь эта ситуация вызовет цепную реакцию. У этих миллионов людей больше не будет возможности покупать товары и пользоваться платными услугами. Остановится товарооборот и заводы-производители. Это затронет уже миллиарды людей, которые останутся без работы и без средств к существованию. В связи с этим рабочая сила по всему миру станет дешеветь. Это вызовет диссонанс в торговой и производственной сферах, социальное напряжение, разделение общества на нищих и богатых. Эти разделения, в свою очередь, станут причиной роста преступности, бандитизма, столкновений, противостояний и недовольства властью. Люди выйдут на улицу. Ведь голод – это самый сильный стимул для совершения противоправных и бесчеловечных действий. Все это приведет к хаосу. Данный кризис коснется всех стран в целом. Они начнут решать вопросы силовыми методами, и это приведет к гибели миллиардов людей. Ведь в потребительском обществе экономика диктует все. В итоге парадокс. Внедрение простой технологии, способной улучшить жизни людей, приведет к катастрофе мирового масштаба. Но ведь проблема не в технологии, а в состоянии общества на сегодняшний день. Итак, мы рассмотрели сценарий развития событий в потребительском формате общества. Но есть и другой сценарий. Если мы изменим формат на созидательный, то подобная технология будет очень выгодной. В созидательном обществе экономика не сможет стать угрозой жизни миллионов людей, так как ценность человеческой жизни стоит на первом месте. И все условия существования направлены на улучшение качества жизни человека. Технология бестопливных генераторов поможет людям сделать первые шаги к восстановлению ресурсов планеты и даст возможность манипулировать другим видом энергии. Она сделает возможным экспансию людей на другие планеты, а значит приведет к мгновенному прогрессу и увеличению популяции людей. Но это другой сценарий событий, выбор которого еще предстоит совершить людям. На сегодняшний день, да, вопрос стоит остро. С тем же искусственным интеллектом, который подбирает у нас работу, ну и много других вопросов. Ну и опять-таки, введение БТГ в созидательном обществе, оно будет приемлемо для всех. И с экологической точки зрения, и опять-таки никто не потеряет работу, ну и даже тот, кто не имеет ее, беднее не станет. Простой вопрос, на то оно и созидательное общество. Но что мы получим взамен? Мы получим взамен источники энергии, которые будут превышать, скажем, по своим мощностям даже все человечество вместе взятое за всю свою историю, сколько оно добыло энергии, это ничто по сравнению даже с одной установкой. Таких цифр нет. Почему? Потому что БТГ, оно способно добывать и вырабатывать энергию столько, сколько нам нужно в любой точке Вселенной, подчеркиваю, не только на Земле. Пользовались? Ну, это уже история прошлого.
Не будем касаться. То есть таким образом, друзья, получается, что то, что приемлемо и благостно в созидательном обществе, то смертельно опасно в потребительском формате. Вот почему мы и говорим, что единственный вариант — это построение созидательного общества. Но чтобы его построить, нам всем вместе надо объединиться. Даже с теми, кто нас критикует, потому что без них мы ничего не сможем. С теми, кто ничего не хочет делать, лежит на диване. С теми, кто перекладывает ответственность. Ну, скажем, со всеми. Почему? Потому что мы все, мы человечество. А для того, чтобы мы построили единую цивилизацию и действительно могли противостоять современным вызовам, это катастрофический вызов. Это проблема, которая никогда не стояла перед человечеством. И мы должны ее решить и через нее пройти. У нас всего лишь два пути. Или мы решаем эту проблему, или мы не решаем эту проблему. Если мы ее не решаем, то мы перестаем существовать. И это уже не сказки. Об этом открыто уже говорят везде. Итак, как мы видим, трагичность ситуации в том, что данная технология нам крайне необходима. И в то же время она неуместна просто в потребительском формате общества. Ведь мало того, что люди начнут бесплатно получать энергию, многие останутся без работы и перестанут покупать товары. А вот в созидательном обществе свободная энергия высвобождает не только ресурсы нашей планеты, но и бесценное время миллиардов людей на Земле. В потребительском обществе люди не нужны, а в созидательном обществе нужен и ценен каждый человек. У нас, как у человечества, есть два пути. Один с хорошими перспективами — это созидательное общество, а другой — давайте лучше без него обойдемся. Третьего варианта просто нет. Либо мы будем жить в созидательном обществе, либо в потребительском. Если мы радикально ничего не изменим, то к чему мы придем? Мало того, что идут экономические и другие кризисы, так нас еще и вынужденно сократят как популяцию. Ну и кроме того, внешние факторы экологии и климата, от которых мы зависим. На внешние факторы повлиять можно, но на сегодняшний день нам не хватает на это энергии. Нам необходим скачок в развитии. Тогда все станет возможно. И выбор сейчас за нами, друзья. Также, дорогие друзья, нет действительно более важного темы, чем та, которую мы сегодня обсуждаем. Поэтому я приглашаю вас, приглашаю всех разумных людей на следующую конференцию, которая пройдет 4 декабря 2021 года. Мировой глобальный кризис, время правды. Спасибо. Спасибо, Шон. Вы знаете, это так нелепо, что мы не можем иметь эту технологию, использовать ее прямо сейчас, поскольку это полностью разрушит нашу экономику. Но парадокс в том, что эта технология нужна нам для того, чтобы перейти на следующий уровень развития и помочь нам пережить грядущие катаклизмы. Вот просто подумайте об этом. И я также хотела бы напомнить нашим зрителям, что мы уже рассмотрели множество жизненно важных тем, таких как искусственный интеллект и его перспективы и угрозы. Мы также рассмотрели тему технологической безработицы, кризиса в обществе потребления, экологический кризис. И оставайтесь с нами, поскольку мы будем говорить об одной из самых важных тем на сегодня — климатический кризис. И далее я хотела бы поприветствовать нашего следующего спикера, Ее Королевское Высочество, доктора Убу Инунву, генерального посла Всемирной организации помощи по правам человека в Канаде и генерального секретаря Всемирной аккредитации прав человека, Нигерия. Приветствую всех. Я посол, доктор Уба Ивунва. Я артистка, музыкальный исполнитель. Сегодня в рамках проекта «Созидательное общество» на АЛЛАТРА ТВ я посылаю приветствие мира всем людям на Земле.
Сначала я узнала о Созидательном обществе, а потом ознакомилась с его 8 основами, которые касаются прав человека, его права на жизнь, на образование, на равенство. Это те основы, которые являются фундаментом Созидательного общества. Я хочу воспользоваться этой медиаплатформой, чтобы передать свое послание, ведь оно было божественным образом вложено в мое сердце, чтобы призвать человечество к объединению и присоединиться к Созидательному обществу, чтобы сделать этот мир лучше для всех поколений. Бог всегда посылает пророка, и через пророков Бог приносит послание человечеству. В британском обществе, на мой взгляд, есть голос разума, голос пророков, голос, призванный принести осознанность человечеству, пробудить человечество. Не бойтесь говорить истину. Сегодня моя правда, моя истина — это призыв к миру и человечности. Моя правда — это быть частью Созидательного общества, быть с теми, кто стремится к переменам, стремится повысить осведомленность в мире, видит правду и стремится спасти человечество от кризиса. Я призываю всех, каждую организацию, каждый фонд, каждого гуманного человека, который меняет мир к лучшему, присоединиться к Созидательному обществу, объединиться под одной крышей. Нам всем нужно Созидательное общество, чтобы объединить человечество и сделать его единым целым. Спасибо. Спасибо, Ваше Королевское Высочество, доктор Уба Иванова. Теперь я с огромным удовольствием представляю нашего следующего докладчика Равшана Тагиева, председателя Ассамблеи национальности Украины и председателя Ассамблеи мировых диаспор Ассамблеи национальности Украины. Приветствую участников международной конференции «Глобальные кризисы». Это касается каждого. Сегодняшняя тема очень важна и актуальна для всего человечества, так как мир двигается в том направлении, где гибель человечества и цивилизации будет неизбежна, если мы не примем кардинальные изменения. За годы, последние столетия, пошел большой технологический процесс, и во время этого технологического процесса пошел большой, в том числе и разрыв между слоями населения. Мы знаем, что были большие войны, Первая, Вторая мировая война. Но сегодняшняя ситуация, она не менее опасная, чем войны, которые были настоящие с применением оружия. Потому что количество людей, которые голодают, достигает до 1 миллиарда человек, обездоленных людей. Идет большие проблемы, касающиеся экологии. Мы знаем, что экологические катаклизмы идут по всему миру. Идет процесс потепления глобального, потому что парниковый эффект, который создается там и заводами, и предприятиями, и количеством роста и автомобилей или другого, и нерешение экологических проблем создает серьезные проблемы, и мы должны с этим что-то делать. Безусловно, в мире происходят и нормальные конференции, которые всегда обсуждают это, но потребительское отношение человечества, человеческого общества сегодня, оно доминирует над здравым смыслом, над реалиями, и только движение созидательного общества и объединение вокруг созидательного общества и таких международных структур, как АЛЛАТРА, могут дать какие-то позитивные импульсы. Я верю, что здравый смысл именно человечества, земной цивилизации, он должен преобладать над меркантильными интересами отдельных политиков, больших глобальных политиков, которые ставят геополитические интересы выше, чем движение людей к новому этапу цивилизации. И это очень важно об этом говорить. И то, что сегодня конференция происходит, и она транслируется на все страны мира, это хорошо, что мы можем такие месседжи говорить и передавать другие страны, другим обществам. И это движение, это мышление, оно должно развиваться. Сегодня мы видим
большое количество несправедливости в этом мире. В мире нет справедливости, потому что богатые еще больше богатеют, а миллиарды людей просто живут бедно. Я верю, что движение людей, которые приносят позитивные идеи, позитивные мысли, они всегда в конечном итоге могут победить ту тьму и недостоинство тех политиков, которые, к сожалению, живут своим больше эго и своими меркантильными интересами своих политических партий или отдельных государств, из-за чего происходят глобальные войны, где идут гуманитарные катастрофы, миллионы людей погибают, десятки миллионов людей, сотни миллионов людей во всем мире это ощущают на себе, потому что любые войны приносят разруху, и сегодняшние проблемы связаны и экономические, и политические, и экологические, и гуманитарные, они являются самыми важными. На повестке дня должно быть у человечества. Я верю, что мы сможем справиться только сообща, все страны, объединившись с этими сложностями. Идет прогресс и в промышленности. Мы же понимаем, что этапы промышленного прорыва были периодически там, на протяжении разных периодов истории. Но так называемый 4-й этап промышленной революции, который сегодня декларируется, он несет и плюсы, и он может принести в том числе и угрозы. Мы должны об этом говорить, и еще раз хочу сказать, что такие конференции, то, что проводятся сегодня, очень важны, и это хорошие посылы, и взаимодействие, и координация между людьми. Потому что самой главной ценностью является жизнь человека и свобода человека. Но это не должно ни в коем случае идти вразрез с интересами точно таких же людей, которые находятся рядом с нами. Мы, люди разных национальностей нашей планеты Земля, для этого должны объединяться. Thank you, Mr. Tagiev. Your participation and support of today's conference is very valuable to us. Ваше участие и поддержка в сегодняшней конференции очень ценны для нас. И вы абсолютно правы, что темы, которые сегодня поднимают наши докладчики, нуждаются в широкой огласке на международном уровне. Огромная благодарность за то, что вы поддерживаете созидательное общество. Наш следующий докладчик. Сегодня наше событие увидят миллионы людей со всего мира. Люди со всей планеты сейчас с нами. Большое вам спасибо. Большое спасибо всем людям. Благодаря инициативе людей эта конференция стримится на тысячи платформ, на международные каналы, на YouTube-каналы, на телевидение. Благодаря волонтерам этот эфир переводится на 72 языка, включая язык сурдоперевода. Дорогие зрители, информация, которую мы сейчас слышим, она не оставляет нас безразличными. Мы очень рады услышать ваше мнение о конференции. Пожалуйста, отправляйте свои видеоотзывы, свои комментарии, ответы, вопросы на сайт info.allatra.tv. info@allatra.tv. Это наша электронная почта. А сейчас я рада представить вам нашего следующего докладчика Джеффри Ленга, технического исполнительного директора компании Titomic, топ-менеджера и технолога в области исследований и разработок передовых производственных технологий и внедрения автоматизированных производственных операций в Австралии, Европе и Азии. Здравствуйте, здравствуйте, АЛЛАТРА, и всем большое спасибо. Для меня большая честь говорить сегодня перед вами на тему созидательной эмпатии, созидающей эмпатии. И вопрос следующий. Не пора ли исследовать вопрос устойчивости человеческой жизни, вопрос создания симбиоза с планетой Земля? Как нам всем обозначить значимость человеческой жизни? Как произвести переоценку навязанных культурных
культурных и социальных идеологий, которые ограничили наш благородный созидательный потенциал? Эти вопросы заставляют задуматься. Они закладывают основу для изучения созидательности, а это важная и благородная характеристика человеческой жизни. За последние 100 лет мир сильно изменился. Сейчас у нас пандемия ковида, надвигается климатический кризис. Глобальная экономика достигла своего максимального экономического потенциала. Раньше человечество считало одни вещи важными показателями полноценной человеческой жизни, но, похоже, они больше не удовлетворяют ту тоску в глубине нашей души. Они больше не заполняют пустоту отчаяния. И эта пустота проникает в наш разум и ограничивает наш созидательный потенциал. Тем самым они не позволяют нам переживать радости человеческой жизни. На сегодняшний день у нас существует традиционная иерархия управления сверху вниз в крупных корпоративных и финансовых учреждениях. И она не соответствует основным принципам человеческой жизни. Подобное корпоративистское управление мировой экономикой поддерживает порочные, паразитические, потребительские желания за счет молодых поколений планеты и их будущего. Подавляющее большинство людей разочарованы заметным дисбалансом в мире между богатством и долгами. Эти долги порабощают столь многих людей и обрекают их на тяжелую жизнь. Мир сейчас переходит от неэффективной экономики к низкоуглеродной мировой экономике ООН. Это делается под предлогом надвигающегося климатического кризиса. А кто получает выгоду от роста задолженности и быстрой корректировки стоимости активов? Достаточно проследить за денежными потоками, чтобы ответить на этот вопрос. Министры финансов и управляющие центральных банков Большой Двадцатки попросили Совет по финансовой стабильности, ФСБ, рассмотреть следующий вопрос. Как финансовый сектор может учитывать вопросы, связанные с климатом? Марк Карни, специальный посланник ООН по вопросам противодействия изменению климата и финансов и глава Банка Англии, заявил, изменения в климатической политике, новые технологии и растущие физические риски приведут к переоценке стоимости практически всех финансовых активов. Сейчас самое время позаботиться о том, чтобы каждое финансовое решение принималось с учетом изменения климата. Человечество стоит перед парадоксальной проблемой перехода от неэффективной проблемы глобального управления к тираническому, корпоративному олигархату под эгидой программы ООН по борьбе с климатическим кризисом. Люди рождаются со свободной волей. Однако подавляющее большинство из них из поколения в поколение подвергаются идеологическому внушению. Оно ограничивает и уменьшает потенциал людей. Это внушение порабощает людей через простейшую систему вознаграждения в виде монетизированного потребительства. Мы должны спросить себя, не наносит ли мировой потребительский формат, который мы сейчас имеем, ущерб нашему человеческому потенциалу прочувствовать, как тоскуют наш разум, душа и дух по радости настоящей человеческой жизни. Все люди мира обладают наследием своих предков, и с каждым новым поколением появляется возможность создать лучшее будущее для себя и своих детей. Последние несколько лет мы были свидетельствами преступлений глобальной элиты, ее упадочной системы управления и контроля. Я с грустью наблюдал, как жизни многих людей были загублены самовлюбленными проступками экспертов в области медицины и лживой тиранией чиновников, у которых нет ни сочувствия, ни связи с людьми, которыми они поклялись служить. Сейчас, в 2021 году, наша человечность вступила в противоречие с монетизацией нашей человеческой жизни. Потребительство, основанное на деньгах, больше не может удовлетворять нас жизненной цели, которая состоит в том, чтобы исследовать свою человечность вне рамках порабощения, из которого наши предки мужественно пытались выйти, чтобы построить нечто более великое. Количество тьмы, исторически сотворенной человечеством, достаточно, чтобы превратить ее в метафору благородного пути, созидающей эмпатии, и осознать, что человек — это воплощение бесконечного потенциала в этом мире. Разделение человечества происходит на беспрецедентном уровне. Самый большой обман заключается в том, что так называемое меньшинство людей, безоговорочно доверяющих компетентности корпоративной псевдонауки и диктаторских правительств с иерархиями, является большинством. Настоящая правда неудобна для власть имущих, поскольку подавляющему большинству людей надоело наблюдать за злоупотреблениями и непотизмом этих коррумпированных экспертов и элиты и малого числа их сторонников-миллиардеров. Эти сторонники меньшинства стремятся постоянно реагировать агрессивно, и поскольку их психопатическое
мышления не способно к эмпатии, они яростно выражают свое мнимое моральное превосходство в виде псевдоинтеллектуальности и выплескивают в популярных СМИ пропагандистскую массовую интриги в виде тирад ненависти к тем, кто достаточно умен, чтобы самостоятельно проверить свои факты. А все великие циклы империй заканчиваются их разрушением. Сейчас мы являемся свидетельствами отчаяния хозяев и иерархов и их вопиющих попыток сохранить контроль любыми гнусными методами, на которые они способны. В 2021 году мы исследуем новые горизонты надежд и возможностей для человечества. Мы закладываем семена коллективного интеллекта, чтобы создать новые основы стабильности и устойчивости жизни через благородное стремление людей построить созидательное общество. Каждый из нас вносит свой индивидуальный вклад в создание потенциала для глобальных изменений, когда концентрируются на своих жизненных целях. Люди осознанно создают свою нынешнюю реальность и вносят вклад в коллективную реальность через намерение совершаемых их действий. Чтобы из разобщенности создать единство, мы должны игнорировать заблуждения людей о собственной мнимой значимости и моральном превосходстве. Потому что люди не знают больше, чем они знают. Человеческая способность к эмпатии позволяет наблюдать за реальностями других людей и не вовлекаться в водоворот их реакций, а вместо этого выражать мудрость с душевным намерением объединить всех. Чувство созидающей эмпатии не знает границ, поэтому в 2021 году давайте все приложим усилия, чтобы сфокусировать наше человеческое намерение и стать тем благородным ориентиром, которое человечество так жаждет, но боится создать. Спасибо большое за внимание. Thank you so much, Mr. Lang. It's a pleasure to have you here with us today. Thank you for joining this global event. And I would like to talk about this. Спасибо большое за то, что подключились к нам, и я бы хотела поговорить о важных проблемах, которые мы встречаем сейчас. Не все люди на Земле понимают, что мы можем выжить только если объединимся на всех уровнях. Объединение на всех уровнях обозначает, что мы, как человечество, должны стать единым. И очень важно понимать, что по отдельности мы не решим эти проблемы. Например, давайте возьмем ООН, которая показывает, что даже эта крупная организация не может решить насущные проблемы, не говоря уже о глобальных климатических проблемах, которые мы увидим в ближайшем будущем. Давайте посмотрим на результаты их работы вместе. Мы будем ссылаться только на некоторые данные. Например, есть 17 устойчивых целей развития, также известных как глобальные цели. Они были одобрены в 2015 Генеральной Ассамблеей ООН как план для достижения наиболее устойчивого будущего для всех. Они взялись за то, чтобы покончить с голодом к 2030-му. Это означает искоренение недоедания для всех. И согласно докладу, который приготовлен экспертами, несколькими специалистами, включая сельскохозяйственные организации, ЮНИСЕФ и Мировая продовольственная программа в 2020 году, количество людей, которым угрожает голод, увеличилась на 118 миллионов и достигла 811 миллионов. ООН заявил, что в 2021 году будет год голода, и это можно увидеть на графике. Также глава ООН заявил, что мы потерпели неудачу за соблюдение основных прав человека, и согласно его словам, даже производство продуктов питания выросло в 3 раза, но на самом деле с 1960 года недоедание остается причиной сокращения продолжительности жизни человека. Только подумайте об этом. В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата, и суть которого была о том, чтобы сдерживать повышение температуры на 2 градуса. То есть целью является ограничить превышение температуры до 1,5 градуса по Цельсию. И ООН говорит о том, что повышается климат за счет человеческой деятельности, за счет того, что мы допускаем парниковые газы, и они
в атмосферу. Хотя в 2019 году в авторитетном научном журнале Nature было опубликовано исследование НАСА. В нем утверждается, что в потеплении климата может быть виновато изменение наклона земной оси и орбиты вращения нашей планеты. А за что тогда платятся квоты из бюджета стран, которые мы с вами пополняем? Если НАСА само заявило, что в этом виновата орбита Земли, а не люди, или ООН за эти деньги, которые платят в их зеленый климатический фонд, собирается вернуть на место орбиту Земли, чтобы не росло повышение температуры? Давайте подумаем об этом на секунду. И кроме этого, по данным Всемирной метеорологической организации, СО2 остается в атмосфере и океанах в течение столетий. А это значит, что мир обречен на постоянное изменение климата вне зависимости от любых временных сокращений выбросов. Также, согласно декларации ООН по лесам, подписанной в 2014 году, к 2020 году предполагали сократить вырубку леса вдвое, а к 2030 году остановить окончательно. Но что мы видим по факту? Вырубка лесов достигла такого уровня, что в ближайшие 9 лет у нас останется до 10% леса. То есть, по сути, и в данном вопросе ООН не достигла никаких успехов. По сути, мы видим, что на бумаге декларируется одно, а по факту в жизни мы видим совершенно другое. И еще одним обязательством было к 2025 году предотвратить и значительно сократить загрязнение морской среды всех видов, в частности, от наземной деятельности. Однако и в данном вопросе мы, к сожалению, не наблюдаем никакой положительной динамики. Наоборот, ситуация сегодня крайне катастрофична. Какова действительная ситуация, о которой мы уже слышали от спикеров сегодня? Огромная им благодарность за это. И мусор, то количество мусора в океане сейчас соразмерно размеру Индии, Мексики и Европы вместе взятых. И еще одна цель — к 2050 году достичь нулевых выбросов СО2. Для достижения этой цели к 2030 году глобальные выбросы углерода должны сократиться на 45% по сравнению с уровнями 2010 года и продолжать резко сокращаться. Но, как мы видим с вами из графика, который мы видим на экране сейчас, ситуация в корне отличается от заявленной. Наблюдается стремительный рост выбросов углерода. По отчетам самого ООН прогнозируется, что в 2030 году выбросы СО2 достигнут 56. Это вдвое больше, чем должно быть. И давайте посмотрим еще на один пример. ООН обещали принять срочные и существенные меры по сокращению деградации естественной сферы обитания, остановить утрату биоразнообразия и к 2020 году защитить и предотвратить исчезновение видов, находящихся под угрозой исчезновения. За последние годы утрата глобального биоразнообразия ускоряется, приближая нас к неизвестным и необратимым изменениям экосистемы Земли. Почему мы рассказываем сейчас об этих фактах? Потому что даже эти пару фактов уже неопровержимо доказывают, что решение всех проблем, стоящих сегодня перед всем человечеством, это не дело каких-то отдельных структур или организаций. Ситуация настолько серьезна, что лишь сплотившись всем человечеством, мы способны решить эти вопросы. По-другому никак. И мы подчеркиваем, что мы никого не виним, так как загадили планету мы все вместе. И поэтому мы все несем ответственность за то, что происходит сейчас с нашей планетой. И это факты, которые мы привели
лишь доказательство тому, что по отдельности мы с этим всем не справимся. И полагаться на то, что кто-то это сделает за нас, это по меньшей мере глупо. Это наше общее дело, и решить эти глобальные проблемы мы можем только вместе. И исходя из понимания того, что только все вместе мы можем решить эти проблемы, мы пригласили представителя ООН на эту конференцию для того, чтобы поговорить о решении этих вопросов. И один человек, представитель Организации Объединенных Наций, хотел выступить здесь. Но для того, чтобы представлять свою организацию, ему нужно было разрешение руководства. И, к сожалению, он этого разрешения не получил. Что мы видим? Человек хочет выступить, но ему не дают права это сделать. Бюрократический аппарат делает все, чтобы люди не знали правды. И вот как вы думаете, это вообще нормально? Люди со всего мира здесь, представители почти всех наций, 72 языка синхронного перевода. Это международная конференция, где мы все собрались вместе, чтобы обсудить глобальную проблему, которая касается каждого человека на планете Земля. Как нам выжить? Но нам сказали, ООН не может быть представлена на этой конференции. Она не может быть представлена в месте, где собрались все страны для решения вопроса, имеющего жизненно важное значение для всей планеты. И тогда интересно, вот чьи интересы представляет и защищает Организация Объединенных Наций. И ведь многие люди полагаются на ООН, многие верят, что ООН решит все глобальные проблемы. Ну вот, пожалуйста, смотрите, на кого вы надеетесь. Спасибо. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова для меня большая честь выступать перед вами. Мы видим горькую правду, и мы начинаем понимать, почему мир находится в таком состоянии. В конце концов, если одна из крупнейших организаций по международному взаимодействию по сути ничего не делает, если эта организация лишь занята созданием видимости действий, то почему тогда кто-то удивляется, что мы живем в таком безумном мире? Единственное, что он умеет делать хорошо, это рассказывать сказки. Сегодня есть реальная возможность сказать правду. И почему не выйти к людям и не рассказать все как есть? Они говорят, что не могут. А разве ООН, как организация, не должна представлять интересы стран? Люди собрались, люди находятся сейчас на платформе. Вы — те люди, которых представляет ООН. И при этом ООН сейчас здесь не может быть. Но среди нас сегодня больше Объединенных Наций, чем в Организации Объединенных Наций. И вы не можете здесь быть? На кого мы можем тогда надеяться? Они говорят, это не согласуется с деятельностью ООН. А скажите тогда, что и кто согласуется? Ну что, никто? Мы отбросы? И с нами что, не стоит разговаривать? И что, даже ни один представитель не может прийти официально, приехать и сказать правду? Так что, они какие-то, не знаю, небожители, инопланетяне, а мы... А кто мы тогда? Ничтожество, плебеи? На самом деле, в истории сейчас это первый шанс для них действительно выступить среди народа, здесь и сейчас. Но они боятся. Ну как они ответят на наши вопросы, если единственное, что они могут делать, это рассказывать сказки? Не могут они. По сути, они просто занимаются бизнесом. Бизнесом под огромной громкой вывеской. Это банальный бизнес. Простой пример. Они торгуют квотами, зарабатывают большие деньги. А как это влияет на нашу жизнь? Киотский протокол, Парижский протокол. А что, разве что-то прекратилось? Что-то замедлилось? Хоть на немного.
На самом деле миллиарды ушли в трубу, точнее, в чей-то карман. И мы это знаем. Но это уже их проблемы, и это на их совести. У нас простой вопрос. Что изменилось на планете? Вам стало лучше? Легче дышать? Вам, вашей семье? Кризис или разрушение прекратились? А количество выбросов СО2, оно уменьшилось? Нет. И все это понимают. Каждый человек. А что ООН сделала на эти средства? Посадили больше деревьев? Нет. И на самом деле вырубка только увеличилась в разы. А может, они хотят набить деньгами пасти вулканов, чтобы они не извергались? Или с помощью цифр на своих банковских счетах они хотят остановить таяние ледников? Где результат их работы? Давайте посмотрим на действия, а не на пустые разговоры. Давайте посмотрим на факты. А факты говорят нам о том, что для них это просто способ заработать деньги, ничего не делая. Это возможность влиять на бизнес. Мы все это понимаем и видим, но вопрос здесь в другом. Сегодня речь идет, как уже об этом говорил каждый докладчик, сегодня речь идет о выживании всех нас, всех людей на этой планете. Они принимают решения, создают рабочие группы, выделяют большие деньги, принимают резолюции. Но разве эти резолюции хоть что-то меняют? Приведите мне, пожалуйста, пример, когда хотя бы одно стихийное бедствие было остановлено с помощью этих резолюций. Да природе наплевать на ваши резолюции. Где спасение планеты? А что мы делаем? Мы, люди. Вы, я, мы, все мы. Мы просто продолжаем мусорить, разрушать окружающую среду, разрушать нашу планету. И мы видим, к чему это все привело. На самом деле порядок в нашем доме зависит от нас. Но есть также и внешние факторы. И мы можем, конечно, притворяться, что они не происходят, но есть цикличность, и эта цикличность существует. Знаете, можно подумать, что этой цикличности не существует, что это все просто сказки. Вы сами убедились в том, что это все реально сегодня. Это тяжелая реальность сегодняшнего дня, и это все только нарастает. И мы совершенно не готовы. Не готовы даже к тому, что сейчас происходит вокруг нас. А это только начало. На самом деле это, ребят, только начало. И пока нам врали и рассказывали сказки, пока мы просто смотрели телевизор, мы теряли самое ценное, что у нас есть, и мы продолжаем это терять, продолжаем терять самое ценное — время. Я должен был это повторить, потому что это очень важно. И мы продолжаем безжалостно уничтожать планету. И мы сейчас видим, к чему это привело. Какой же глупый мир мы создали. Мир, в котором люди лгут сами себе и лгут всем, вместо того, чтобы просто посмотреть правде в глаза и вместе решить нашу общую проблему. И вот вопрос. Может быть, пришло время повзрослеть? Может быть, пришло время изменить потребительский формат общества и поставить на первое место не деньги, а жизнь человека? И никто здесь не говорит, что люди плохие. Нет, мы так не говорим. В ООН такие же люди, как и мы. Люди, которые хотят выжить. И у этих людей также есть семьи, как у нас есть семьи. Однако ситуация такова на сегодняшний день, что элементарная жадность заставляет людей действовать таким образом. Нет плохих людей, есть просто плохая система. Система, которая досталась нам в наследство. И мы продолжаем ее поддерживать. Это система потребления.
И оказавшись в этой системе потребления, человек вынужден следовать ее законам. Иначе система просто выплюнет человека и заменит другим. Это искусственный мир. И да, он достался нам в наследство, как протекающий, разрушенный дом. Но почему же мы не можем залатать крышу? Что, у нас рук нет? Или мы просто будем винить кого-то, кто это сделал, кто разрушил наш дом? Давайте сделаем наш дом нормальным, давайте его отремонтируем, давайте сделаем его пригодным для жизни каждого. Давайте построим созидательное общество. Сегодня и завтра мы еще можем это сделать. А вот будет ли это время у нас послезавтра? Большой вопрос. Мы заложники той потребительской модели, которую сами же и придумали. Но эта модель ведет нас к погибели. Поэтому единственный выход — это созидательное общество и 8 основ созидательного общества. И жизнь человека должна беречься как собственная жизнь. Большое спасибо за ваше внимание, спасибо за время, возможность. И я извиняюсь от имени тех людей, которые не смогли присутствовать на конференции сейчас из-за потребительского общества. Спасибо. Спасибо большое, Джейсон. Прекрасный ответ на все предыдущие вопросы, которые задавали нам наши зрители о ООН, о том, как ООН относится к этой ситуации. Мне кажется, что зрители получили ответ на свой вопрос. И следующая тема — средства массовой информации. Почему средства массовой информации не озвучивают новость о сегодняшней конференции, несмотря на то, что это огромная конференция. Это очень важная конференция, но не все понимают, насколько это важная конференция. И если бы эту конференцию поддерживал какой-то политик, то все бы о ней написали. Просто все бы СМИ. Но об этой конференции не написали. Почему? Потому что кому-то эта тема не интересна, некомфортна, потому что затрагиваются сейчас на этой конференции тема против современного потребительского формата, организации, представляющей этот формат. И на этой конференции на первом месте у нас жизнь человека, а не обогащение тех или иных людей или организаций. Поэтому, конечно, они не будут говорить об этом до того момента, пока созидательное общество не наберет больших оборотов. Но самое хорошее, что нам не нужно ждать, пока придут политики или известные люди и сделают эту работу за нас. У нас есть ответственность. Спасибо большое, Джейсон, спасибо большое, Ольга, спасибо большое зрителям, спасибо большое за ваши комментарии. Они очень важны. Сейчас я передаю слово Роберту Миките. Спасибо, Тали. Спасибо, Джейсон, о той информации, которую вы раскрыли про Организацию Объединенных Наций. Я также хотел бы затронуть немножко эту тему. И хочу передать слово нашему следующему докладчику, Камбарджин Нарсиджен. Вам слово, пожалуйста. Я хочу поприветствовать всех участников этой конференции. Думаю, что это очень хорошая инициатива. Мы, люди, не извлекаем уроки. Космический туризм — это большое дело. Для меня это парадокс. В то же время мы видим, что люди, имеется в виду состоятельные люди, совершают полеты в космос, несмотря на страдания других людей. Во время пандемии в развивающихся странах и даже в США умирает очень много людей, и в Европе умирает множество людей. К сожалению, мы не извлекли ни одного урока. Поэтому это очень символично, когда люди в самый разгар пандемии, в самый разгар экономического кризиса, что некоторые люди, очень обеспеченные люди, отправляются в космос с целью туризма, в то же время наносят вред природе, вызывая большое загрязнение.
Всемирная торговая организация. Я участвовал во встречах ВТО в качестве спикера от своей страны, а также в качестве эксперта в ВОЗ. Очень печально, что на уровне ВТО произошел почти полный крах системы международных отношений. Мы видим крах ЮНЕСКО. Мы видим почти что крах ВОЗ. Несмотря на то, что ВОЗ обещала снабдить развивающиеся страны вакциной, никто не соблюдает эти обязательства на уровне ВОЗ, что весьма печально. Как мы можем ожидать своего рода глобального управления, если основные игроки не хотят играть в эту игру? К сожалению, очень часто крупные игроки сами не соблюдают принципы международного права, договоры, конвенции, протоколы, прилагаемые к конвенциям, так что это очень прискорбно. Спасибо большое, господин Хараджин. Да, я, безусловно, впечатлен делом ООН, о котором вы нам только что рассказали. Впрочем, чему удивляться? Много раз мы были свидетелями того, как ООН делает неправильные выводы из данных ученых, юридически защищаясь, показывая отчеты, на которых были списаны миллиарды. И СО2, который объясняет катаклизмы, это ложь. Это ученые, которые консультируют тех, кто принимает решения в ООН. Это общая система лжи, которые мы все вместе поддерживаем. Так, может быть, пора перестать это делать? Может быть, пришло время положить конец этой глупости и нелепости? В конце концов, мы все умрем, если не перестанем лгать и притворяться, что все это нормально. В конце концов, земной шар один, планета одна. Она одна для всех. Одно животное, на которое мы все ездим вместе. Смысл в том, чтобы обманывать друг друга. И мы делаем это на протяжении веков. Я хотел бы поприветствовать нашего следующего спикера, лорда Монктона. Лорд Монктон был одним из советников в кабинете министра, премьер-министра Маргарет Тэтчер. Лорд Монктон, вам слово. Приветствую всех в каждом уголке планеты. Меня зовут Кристофер Монктон. Я Виконт Монктон-Бринчлийский. Меня попросили кратко рассказать, почему не стоит беспокоиться о стремительном и опасном глобальном потеплении, вызванном деятельностью человека. Паника по поводу потепления на планете основана на многочисленных прогнозах, согласно которым причина глобального потепления — это выбросы парниковых газов в результате деятельности человека. Эти прогнозы опираются исключительно на компьютерные модели огромных объемов данных, имитирующих динамику изменения климата в последующие 100 или даже 200 лет. Эти модели могут прекрасно работать. Но основная проблема здесь в том, что они зависят от замеров данных различных аспектов климата. Фактически, мы измеряем тысячи различных характеристик климата и используем их в моделях. И получается, что в этих моделях могут присутствовать погрешности, причем иногда очень значительные. Например, одна из таких неточностей данных относится к доле облачности и в среднем составляет плюс-минус 4 Ватта на квадратный метр ежегодно. Мы не знаем, как именно она возникает. Но одна лишь эта погрешность измерения 100 раз превышает среднегодовой эффект от всех наших выбросов и всего нашего влияния на климат. Поэтому, если использовать стандартный метод переноса этой погрешности
на прогнозы в течение 100 последующих лет, то можно обнаружить следующее. Диапазон погрешности становится настолько большим, что все смоделированные прогнозы перестают быть актуальными и становятся не более чем необоснованными предположениями. И это уже доказано. 2 года назад доктор Патрик Фрэнк из Стэнфордской лаборатории линейных ускорителей опубликовал по данной теме статью, получившую экспертную оценку. Патрик работает в Стэнфорде уже 20 лет, он крупный специалист. И он пришел к такому выводу. Рецензию этой работы сделал человек, понимающий всю серьезность изменений климата, профессор Карл Вунш. Он подтвердил выводы Патрика, несмотря на то, что они компрометируют ученых-климатологов. За 2 года, прошедших с момента публикации, эту работу так и не смогли опровергнуть. И это очень важно, потому что если бы кто-то пришел и сказал, да это все ерунда, то начались бы дискуссии. Но пока эти выводы никто не оспорил. Данный метод анализа переноса погрешности существует в статистике очень давно, и общая погрешность рассчитывается по так называемому уравнению квадратуры. А это означает, что климатические модели могут быть большими, дорогими и сложными, правильно выстроенными, и в теории эти модели могут правильно описывать климат. Но в итоге они ничего не могут нам рассказать, и я подчеркиваю, ничего о том, в какой степени наши действия влияют на глобальное потепление. И это доказанный результат номер 1. Номер 2. Это исследование моей команды, в которую в том числе входит бывший директор глобальной программы США по изменению климата и по совместительству профессор Делаверского университета. У нас есть профессор теории управления, и он работает в нашей команде потому, что климатологи в 1984 году позаимствовали теорию управления, теорию о том, как работает обратная реакция в динамической системе, то есть системе, меняющей свое состояние с течением времени. Позаимствовав эту теорию, они сами не до конца осознали, что именно они получили. И это стало серьезной проблемой в науке. Это непоправимая ошибка. При проведении чрезвычайно важных расчетов они забыли о том, что светит солнце, поэтому они подумали, что это ответная реакция, а они утверждают, что на нее приходится от 75 до 90% от прогнозируемых огромных объемов потепления, является следствием парниковых газов, в то время как практически вся ответная реакция на самом деле была следствием того, что светит солнце. В настоящее время наша статья находится на рецензировании в ведущем научном журнале. Мы выбрали журнал, редактор которого не верит в существование фактов, противоречащих официальной версии об изменении климата. Мы обратились к нему, потому что если в наши расчеты закралась ошибка, он будет лично заинтересован в том, чтобы ее найти. Он изучает нашу работу уже 7 месяцев, но до сих пор так и не смог опровергнуть наши выводы. Если бы весь мир принял британскую политику снижения выбросов СО2 до 0 к 2050 году, то есть в ближайшие 30 лет, как бы тогда развивался процесс потепления? Остановился ли бы он полностью, если бы выбросов СО2 не было? Конечно, весь мир не собирается так поступать, потому что Китай и другие страны вообще освобождены от этих требований. Итак, представим, что все страны так и сделали. Они не сделают. Но давайте представим, сколько тогда потепления нам бы удалось предотвратить? На самом деле, просчитать это несложно. И ответ — всего лишь 1/8 градуса Цельсия. А стоило бы это $5 квадриллионов. То есть, с точки зрения экономики, нет вообще никакого смысла что-либо делать для снижения темпов глобального потепления. Потому что результат будет ничтожно мал. Потому что, что бы мы ни делали, мы практически никак не повлияем на ситуацию. То же самое было с хлорфторуглеродными газами, разрушающими озоновый слой. Ученые переоценили скорость, с которой эти газы разрушают озон в верхних слоях атмосферы в 10 раз. Это была огромная ошибка. Вот почему Монреальский протокол, который создавался с целью остановить выброс этих веществ в атмосферу, оказался ненужным. Можно было бы просто оставить все как есть. У нас бы сохранилась только такая же скорость разрушения озонового слоя, как и раньше.
Поэтому важно, чтобы мы осознали, что реальный экологический кризис сейчас — это политический кризис, при котором политические структуры захватили экологическое движение. Они знали, как этого добиться. Нужно было сыграть на чувствах заботы людей об окружающей среде и раздуть некоторые проблемы, а затем убедить нас в том, что нужно закрыть большое количество предприятий. В итоге мы сейчас платим за электроэнергию в 6 раз больше, чем раньше. Так что должна быть соразмерность. При решении проблем экологии нужно отделять реальные проблемы от ложных, а затем определить истинный масштаб настоящих проблем. Если у нас будет искренний подход к этим вопросам, без желания нажиться или заработать себе репутацию, если мы будем подходить с любовью к нашим собратьям, а значит, тем, кто достоин этой любви, тогда и только тогда цивилизация продолжит счастливое существование во всем мире. Итак, этот принцип любви является или должен быть центральным при решении проблем, которые кажутся нам неразрешимыми, а иногда и критическими. И как только мы будем это делать в духе сотрудничества и заботы, взаимного уважения и любви, тогда и только тогда эти проблемы начнут исчезать. К ним тогда будет легче подойти, их тогда будет проще решить. Вместо ужасно сложных юридически прописанных структур, определяющих наше поведение в обществе, можно будет положиться на готовность людей сотрудничать друг с другом. Как только этот принцип любви будет должным образом внедрен в их образ мышления. Вот почему такие движения, как «АЛЛАТРА», так ценны, потому что вы это отражаете. Спасибо, лорд Монктон, что высказали свое мнение и пролили свет на то, как на теме антропогенного глобального потепления спекулируют с целью заработка денег. Некоторые из тех, кто понял, что история с СО2 — ложь, начали считать, что изменение климата — это тоже ложь. Но на самом деле это не так. Изменение климата, безусловно, происходит, но не по причине СО2. Если нам врут о причинах, из этого не следует, что климат не меняется. Наоборот, он меняется катастрофически и по причинам, которые от нас не зависят, по причине изменения в ядре планеты, а также космического влияния. Эту информацию, к сожалению, не доносят до людей, и трагично, что люди не понимают настоящие причины, не понимают правду. Спасибо. Здравствуйте. Глобальное изменение климата — это главный кризис нашего времени, потому что при нынешнем уровне развития цивилизации человек не способен контролировать и управлять климатическими процессами. Слишком самонадеянно утверждать обратное. Это самоубийственно. Климатические изменения уже влияют на здоровье, экономику, миграцию людей по всему миру. Гибнут миллионы людей. В Италии, где я живу, климат кардинально изменился. В последние годы в стране один за другим устанавливаются климатические рекорды. В феврале аномальная жара, рекорды холода весной и жары летом. Четкой смены сезонов больше нет. Шокируют частые водяные смерчи. В Милане посреди лета выпал просто гигантский град. Ведь это же огромные куски льда, которые разбивают машины и крыши домов. А что делать людям, которых внезапно град застал на улице? Я уже не первый год активно исследую тему климата и могу с уверенностью сказать, что климатические аномалии уже затрагивают всех людей на планете. Сильнейшие проливные дожди привели к трагедии в Китае, где в затопленном метро погибли люди, которые оказались просто запертыми в вагонах. Историческая жара в 49,6 градусов Цельсия в Канаде, которая спровоцировала стихийные пожары, уничтожающие все на своем пути, включая населенные пункты. Резкие перепады температуры в США, когда в течение суток 30-градусная жара превращается в заморозок и уничтожает урожай.
Во Франции в разгар лета люди были вынуждены браться за лопаты, выгонять снегоуборочную технику и убирать сугробы из града высотой 60 сантиметров. В Индонезии только за первую половину 2021 года произошло более 1400 стихийных бедствий. Я хочу обратиться к каждому, кто смотрит эту конференцию. Неужели вы считаете, что с климатом ничего не происходит? Или вы думаете, что вас это не коснется? Я продолжу. Торнадо появляются группами даже там, где их раньше в помине не было. Площадь лесных пожаров стремительно разрастается, и их невозможно потушить. Увеличивается сейсмическая активность, просыпаются вулканы, которые сотни лет бездействовали. Пылевые бури, которые беспрепятственно пересекают целые океаны и накрывают даже далекие тропические острова. Рекордные по количеству и силе штормы, делающие непригодными для жизни густонаселенные побережья. Невероятные объемы воды в считанные часы выливаются с неба. Бесконечное наводнение, оползни и сели, стирающие с лица земли целые поселения. Мега-цунами, жертвами которых становятся сотни тысяч людей. Можно очень долго перечислять подобные события, потому что каждый день на планете происходят внезапные, масштабные стихийные бедствия. Остается все меньше безопасных мест. Нам же зачастую кажется, что экономически развитые страны застрахованы от климатических катастроф. Но, как мы видим, это не так. Подтверждение тому недавние разрушительные наводнения в Европе, унесшие жизни более сотни людей. Перед мощью стихии мы все равны. Бежать нам некуда. Ученые АЛЛАТРА Science предупреждали нас еще в далеком 2014 году. Был опубликован доклад о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Тогда, 7 лет назад, мы находились на первом уровне климатических изменений. У нас была возможность и достаточно времени оперативно принять необходимые меры и сохранить человеческие жизни. Но, к сожалению, человечество упустило эту возможность. Сейчас мы перешли уже на второй уровень, когда катаклизмы синхронизируются и усиливают друг друга, принося еще большие катастрофические разрушения. Когда наступит третий, предупреждать будет уже поздно. Начнется массовая миграция климатических беженцев. Их будут миллиарды. Это будут голодные, измученные жаждой и длинными походами люди, у которых нет ни дома, ни территорий, на которых они могли бы его построить. И никто из нас не застрахован от этой участи. И это будут не какие-то люди где-то там. Друзья, это будем мы с вами. Последствия глобального изменения климата в нынешнем потребительском формате лишат нас вообще всего. То, что я узнала в ходе подготовки к этой конференции, меня просто повергло в шок. И сегодня вы тоже об этом услышите. Участники конференции, ученые из разных отраслей, очевидцы, представители разных профессий. Все эти люди уже осознают, что времени у нас совсем не осталось. И насколько важно донести эту информацию до каждого человека. Если мы останемся в потребительском формате общества, в мире разрозненности и ненависти, мы не выживем. Потому что жизнь человека в нынешнем обществе не стоит ничего. Только сами люди сейчас могут консолидироваться, изменить формат общества на созидательный, построить созидательное общество, где жизнь человека — главная ценность. Но это возможно, друзья, только при участии каждого из нас. Спасибо за внимание. Thank you, Allah. Спасибо, Алла. Now, let's take a look
А теперь давайте взглянем на серьезность сегодняшней ситуации. В следующем видео вы увидите факты, статистику и правду о климатических катастрофах, которые происходят во всем мире и только набирают обороты. Лето 2021 года. Пожары, наводнения, ураганы, аномальная жара. Что же происходит с планетой? Вы привыкли слышать, что глобальное потепление на планете связано с деятельностью человека. Правда в том, что все намного глобальнее и нарастает очень быстро. И мы никак не можем это контролировать. Причины происходящего внутри планеты, которая вступила в период глобальных катаклизмов. Ядро. В 1998 году было зарегистрировано резкое смещение ядра планеты. После этого спутниками Грейс и приборами на поверхности Земли было зафиксировано аномальное расширение планеты в области экватора, а также нагрев изнутри. Из-за смещения ядра происходит его разбалансировка. Своими вибрациями оно создает ударные волны, которые проявляются на поверхности планеты усилением землетрясений и трещинами по поверхности Земли. Через эти трещины вода в большом объеме уходит в недра планеты. Расплавленная магма устремляется к поверхности и нагревает эту воду. Вода испаряется и уходит в атмосферу. Эти огромные массивы воды обрушиваются в виде внезапных проливных дождей. В результате расширения планеты начали формироваться новые континентальные разломы. Значительно выросло число извержений вулканов. Участились цунами, в том числе катастрофические торнадо, тропические штормы и ураганы. Наводнения и лесные пожары стали частью ежедневной сводки. С 2015 года ситуация усугубилась еще сильнее. И сегодня деформация планеты продолжает экстремально нарастать. Землетрясения. За последние 20 лет резко участились землетрясения магнитудой свыше 8,5. С 2003 года началась синхронизация сейсмического шума. А значит, Земля готовится к мегаземлетрясению. По расчетам ученых, оно произойдет в районе японского архипелага и будет иметь магнитуду более 10, а это в 32 раза сильнее, чем землетрясение магнитудой 9 Тохоку 2011 года. В любой момент с лица Земли могут исчезнуть целые страны. Вулканы. С начала 20 века количество мощных извержений вулканов увеличилось вдвое, что является результатом роста внутренней энергии планеты. Также наблюдается устойчивое нарастание силы извержений, объемов выброса пепла и лавы. Сегодня около 600 миллионов человек живут вблизи активных вулканов, способных в любой момент уничтожить целые города. И с каждым днем вероятность этих событий только растет. Ледники. Ледники Гренландии и Антарктики сейчас теряют в 3 раза больше массы, чем 30 лет назад. Нам говорят, что причина тому – глобальное потепление. Нам не говорят, что таяние ледников происходит снизу вверх из-за интенсивного выделения тепла из недр Земли. Так, Антарктида тает только с западной стороны, где расположен огромный магматический очаг. По аналогичной причине уменьшаются и ледники Гренландии. Очевидно, что человек не влияет на происходящее. Мировой океан. В 2019 году температура Мирового океана поднялась на 75 тысячных градуса выше среднего. Может показаться, что это немного, но на самом деле цифры катастрофичны.
Энергия для такого нагрева эквивалентна взрыву 3,5 миллиардов атомных бомб, сброшенных на Хиросиму. И эта энергия поступила из самих недр Земли. Таяние морских льдов и расширение воды в результате нагрева привело к поднятию уровня Мирового океана почти на 15 сантиметров за последние 30 лет. И это только начало. Кроме того, произошел рост количества и мощности штормов, а также существенно ускорились течения. Ураганы, торнадо. 2020 год побил все рекорды по частоте возникновения ураганов и тропических циклонов на планете за все время наблюдений. Из-за повышения влажности и роста температуры увеличивается интенсивность и количество торнадо. Они стали чаще появляться там, где раньше были редкостью. С 50-х годов прошлого века количество торнадо в Европе увеличилось в 10 раз и продолжает расти. Аномалии и рекорды температуры. Согласно данным, подготовленным для доклада МГИК по изменению климата, за последние 140 лет средняя температура на планете повысилась на 1 градус Цельсия, а в Арктике — на 3 градуса. И катастрофические последствия мы уже видим за окном. На период с 2000 года пришлось 19 из 20 самых жарких лет планеты за всю историю метеонаблюдений. Несмотря на глобальное потепление, растут рекорды холодов. Например, в феврале 2021 года в Техасе, США, было зафиксировано более 2500 рекордно низких температур. И за всю историю наблюдений такого еще не происходило. С 2000 года более 5 миллионов человек погибло от экстремальных температур, причем 4,5 миллиона от холода. Также все чаще начали происходить резкие перепады температур до 40 градусов. Такие скачки за короткий период времени не выдерживает даже техника, не говоря уже о человеке. Снегопады. Аномальные снегопады в считанные часы насыпают многометровые сугробы, буквально погребая города и селения. Они внезапно появляются в несвойственных местах, в тропических лесах и засушливых пустынях. Град. Град тоже стал аномальным. Из-за повышения температуры градины становятся огромными и обрастают шипами. Диаметр 2,5 сантиметра уже считается крупным. Сейчас же, во время штормов, на людей с неба падают куски льда размером с бейсбольный мяч и крупнее. Такой ледяной камень, падая, может достигать скорости 160 км в час. Град уничтожает урожай, разрушает инфраструктуру и является прямой угрозой жизни человека. Наводнения. Наводнения – одни из самых распространенных стихийных бедствий, которые тоже набирают силу. 60 лет назад за один год фиксировалось всего 8 крупных наводнений, а вот уже в 2020 году эта цифра возросла в 25 раз и составила 201 случай. При этом они начали происходить синхронно, охватывая сразу несколько стран. Походу у нас тут лопнул асфальт вообще, там куски едут. Короче, я уже... По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA, за последние 30 лет количество наводнений в США увеличилось примерно на 100%. С 1998 по 2017 год от наводнений пострадало более 2 миллиардов человек во всем мире. Молнии.
Сейчас из-за выхода газов из недр планеты и повышения температуры грозы все чаще являются причиной многих пожаров. В таких условиях молнии становятся воспламеняющей искрой. Молнии стали чаще наблюдаться даже за полярным кругом и доходят уже к Северному полюсу. За 10 лет количество молний выше 65 градусов северной широты увеличилось в 7 раз. В последнее время фиксируется увеличение редких сухих гроз и смертоносных грозовых суперячеек. Оползни и сели. Частота и масштаб оползней, а также селевых потоков с каждым годом стремительно нарастает. Огромное количество воды размывает породу, а затем миллионы кубометров почвы и камня устремляются вниз по склонам, сметая все на своем пути и приводя к гибели людей. Сегодня число их жертв становится все больше. Только в Японии за последние 10 лет количество этих стихийных бедствий выросло почти на 50%. И это явление начинает затрагивать все новые территории. Количество и масштабы новых карстовых провалов просто шокируют. В одной только Турции на равнине Конья за 2021 год образовалось более 600 воронок. В конце мая на глазах у фермеров в Мексике провалилось поле и образовалась огромная дыра размером с многоэтажный дом. А в Хорватии обнаружили более 100 новых провалов, и они продолжают появляться по всему миру. Трещины и разломы. Земля сильно деформируется, покрываясь трещинами и разломами. Раньше они соотносились с местами тектонических напряжений, а сейчас появляются в самых нетипичных местах. Пересыхание рек и грунтовых вод, аномальное расширение планеты по экватору приводит к обмелению водоемов, снижению уровня грунтовых вод, образованию воронок в водоемах и, как итог, уменьшению запасов пресной воды. Так, например, за последние 20 лет более половины рек в Китае полностью высохли. По данным ВОЗ, дефицит воды уже затрагивает 40% населения планеты. Засуха и опустынивание все чаще становятся причинами голода, нищеты, распространения опасных инфекций, массовой миграции, вооруженных столкновений. С 1998 по 2017 год от этого чрезвычайно опасного явления, которое затрагивает уже треть поверхности Земли, пострадало 1,5 миллиарда человек. Пожары. Пожары перешли на новый уровень. Возгорания происходят в зонах разломов земной коры, где из недр выходят водород, метан и другие горючие газы. Из-за этого огонь невозможно потушить. Они расширяют свою географию. Горит уже даже Арктика, где, по данным Всемирной метеорологической организации WMO, в 2019 году произошли самые масштабные и разрушительные пожары в северном полушарии за последние 10 тысяч лет. Магнитное поле. Скорость движения Северного магнитного полюса возросла в 6 раз. По мнению ученых, это также следствие мощнейшего выброса энергии в ядре планеты. За последние 200 лет магнитное поле потеряло около 9% своей силы и продолжает ускоренными темпами ослабевать. Между Африкой и Южной Америкой сформировался провал в магнитном поле площадью около 8 миллионов квадратных километров, и он постоянно растет. Ослабление магнитного поля грозит не только сбоями в работе многих технических устройств, но и тем, что мы лишаемся своей защиты от смертоносной космической радиации. Озоновые дыры и космические лучи. Озоновый защитный фильтр нашей планеты становится все тоньше, несмотря на то, что 30 лет назад в рамках Монреальского протокола из производства были изъяты почти все фреоны, якобы разрушающие озоновый слой. Так, в озоновой аномалии северного полушария в 2011 году дефицит озона составил 35%, а к 2020 году стал уже более 50%. В Антарктиде – 70%. Причинами его разрушения являются дегазация водорода по разломам из недр Земли и увеличение космического излучения. Исчезновение таких защитных элементов планеты, как магнитное поле и озоновый слой, может привести к полному исчезновению атмосферы и всей жизни на планете, как это произошло на Марсе. Синхронизация. До 2020 года катаклизмы происходили точечно.
Сейчас наблюдается синхронизация катаклизмов, а это значит, что они происходят одновременно. Стихийные бедствия входят в резонанс, усиливаются, что приводит к более масштабным разрушениям и большему охвату территорий. Сегодня Земля в прямом смысле горит у нас под ногами и уходит у нас из-под ног. Мы уже видим, как миллионы людей, которых никто не ждет, вынуждены скитаться в поисках пищи, воды и пригодных для жизни территорий. Завтра мы все окажемся среди них. Готов ли ты к этому? Человечество до сих пор находилось в состоянии смертельно опасного сна потребительского формата. Только так можно объяснить, что, видя своими глазами агонию нашей планеты, мы не хотим признать, что это может стать концом нашей цивилизации. Пока что у нас еще есть шанс. Последний шанс. Лето. Спасибо за то, что вы все еще с нами, смотрите. Люди на самом деле очень вдохновлены тем, какие темы мы поднимаем, серьезные темы, и это видно в комментариях. Это действительно удивительно, что такая огромная группа людей поняла, осознала, насколько действительно все угрозы реальны и подходит именно с решением, да, что почему именно созидательное общество — это единственная возможность для того, чтобы создать условия для выживания всего человечества. Поэтому, если вы хотите присоединиться к проекту, мы видим это по комментариям, пожалуйста, присоединяйтесь на сайте allatroinice.com, есть кнопка «Присоединиться». Все, и, пожалуйста, все очень, мы всем очень рады. И еще один момент, да, вот это у нас дальше имеет продолжение, будут еще круглые столы после конференции. Спасибо, Алекс, передаю слово. Да, Тали, спасибо большое. Я хотел бы еще один момент сказать, что как человечество у нас действительно удивительный потенциал и научный, и технический, но этот потенциал может начать свое процветание именно только в созидательном обществе, где будут созданы для этого условия, где у нас будут и условия, и ресурсы для того, чтобы реализовать этот потенциал до самого высшего уровня. Мы об этом очень много обсуждали как раз на АЛЛАТРА ТВ, во многих видео, и, пожалуйста, если вы хотите, тоже можете обратить на это внимание, посмотрите это видео. Спасибо. To, co jsme právě viděli, jsou reálná fakta. То, что мы только что увидели, это реальные факты. Так как же возможно, что научное сообщество не бьет тревогу? Как же возможно, что те, кому мы дали право принимать за нас решения, молчат? Почему СМИ не информируют нас об истинных причинах катаклизмов? Кому это выгодно, чтобы люди не знали правду? Да, много вопросов. Так давайте же ответим честно, какова реальная действительность, которую скрывают от людей. Согласно исследованию ученых, наша планета с 1998 года расширяется по экватору, а по полюсам нет. Вам об этом что-то известно? Несмотря на таяние ледников, вся планета теряет пресную воду. Куда она исчезает? Земля трещит по швам. По всей планете появляются огромные трещины.
через которые эта вода исчезает. Мы можем сравнить это с вдохом, при котором тело становится больше, после которого наступает выдох. А что будет, когда вода вернется? Гигантский потоп, от которого не спастись даже в бункере. Еще один факт, который скрывают от нас, это пожары. Сейчас мы видим, сейчас мы не говорим о пожарах, вызванных высокими температурами или человеческим фактором. Речь идет о тех пожарах вдоль разломов, которые очень многочисленны, и их невозможно потушить. Они горят постоянно в одних и тех же местах. Например, Калифорния вся горит вдоль системы разломов Сан-Андреас. В Австралии, в штатах Новый Южный Уэльс, Виктории пожары усиливаются с каждым годом. Почему? Да потому что происходит дегазация, то есть выделение газов из недр земли, водород, метан, радон и другие. Дегазация разрушает озоновый слой. Какими будут последствия? Мы окажемся под воздействием сильнейшей солнечной и космической радиации. И одновременно ослабевает магнитное поле. Мы лишаемся всей защиты от Солнца и космоса. Информация о тайне ледников находится в открытом доступе, и, казалось бы, никакого секрета здесь нет. Но правда в другом. Ледники действительно тают, но снизу вверх. А что это все значит? Нарастание землетрясений, извержение вулканов, наводнения, ураганы, аномальный снег, град, смерчи, тайфуны, глобальное потепление — все это является следствием нагревания Земли изнутри. Это является результатом циклических астрономических процессов, которые, к сожалению, неизбежны и происходят прямо сейчас. СМИ и правительство постоянно предоставляют нам только искаженную информацию, которая ничего не объясняет и, самое главное, не дает цельного видения картины. Когда информация дается фрагментарно, то человек, который сейчас пока что вдали от этих событий, не воспринимает информацию серьезно. Он думает, ну, это меня точно не касается. Но проблема в том, что это уже всех касается, потому что это глобальный, взаимосвязанный процесс. Нам намеренно внушают, что все еще не так плохо, что природа успокоится, что вулканы всегда извергались, что наводнения не так страшны, что землетрясения не такие сильные и, конечно, не такие частые и так далее. Многие могут подумать, что во всем этом виноваты политики и владельцы транснациональных корпораций. Однако это не так. Это наша общая ответственность, друзья мои. Наше с вами безразличие к несчастьям других людей, наше нежелание выйти за рамки собственного самодовольства, наша незаинтересованность в том, чтобы что-либо изменить. Виной тому пандемия страха, которая доминирует над нами, потребительский формат взаимоотношений. Мы перестали ценить жизнь, не только жизнь других людей, но и свою собственность. После нас хоть потоп, говорят. Как ни странно, эта поговорка не так уж далека от истины. У нас, у всего человечества уже нет времени, чтобы обманывать друг друга, поэтому будем говорить прямо. Резкое изменение климата нарастает. Какие шансы пережить эти планетарные катаклизмы в нынешнем потребительском формате? Да никаких. Существует 3 этапа развития планетарных катаклизмов. Мы, к сожалению, уже первый этап прошли и теперь находимся на втором. В нем катаклизмы синхронизируются, и все графики показывают ускоренное нарастание разрушения планеты. Что будет происходить дальше? Ситуация усугубится резко. Дальше с климатом будет только хуже, и это произойдет очень скоро. Это не где-то через 100 лет, и даже не через 5. Считать умеете? Считайте. Это будет мясорубка. Все будет уничтожено. А если мы в своем эгоизме, слепой вере в то, что кто-то придет и сделает что-то за нас, не хотим даже признать, что это касается именно нас, нам наплевать даже на своих детей. А что будет с ними? С каждым днем все ближе и ближе становится тот момент, когда наступит черта, после которой люди будут не властны ничего изменить. Тогда мы все поймем, что у нас было время все изменить, но будет уже слишком поздно. Сейчас
Пока мы еще что-то можем. Но когда наступит третий этап, то уже будет без разницы, объединяться люди или нет. Всему наступит конец, поэтому объединяться и действовать сообща нам нужно сейчас, пока у нас есть время и возможность изменить ситуацию. Нам нужно пережить катаклизмы вместе. Как вы думаете, почему сегодня передо мной так много спикеров неоднократно говорили про важность построения созидательного общества? Да потому что это действительно единственная возможность выжить всему человечеству. И это дело каждого. Yes, thank you very much. Absolutely. And this is the day of facts. Да, действительно, это день озвучивания фактов и доказательств, которые показывают нам, что нам нужно действовать. У нас нет другого выхода. А сейчас мы послушаем информацию об аномальных молниях и ураганах от профессора Колина Прайса. Профессор Прайс возглавляет школу экологических исследований Фортра в Тель-Авивском университете. Уважаемый профессор Прайс, что вы можете нам рассказать об увеличении числа молний и ураганов в мире? Сколько дней в месяц у нас бывает гроза? Когда вы слышите гром? Это может происходить от 0 до 30 или 31 дня. Эта статистика ведется по всему миру, возможно, лет 100-150. И по этим данным мы видим, что во многих местах увеличивается количество грозовых дней. Но в течение одного дня может быть и одна гроза, и целых 20. Поэтому это не очень хороший показатель. Но есть доказательства того, что количество гроз увеличилось за последние, скажем, столетия. Не везде, но по миру в целом. Я отметил, что это происходит под воздействием Солнца, по сути, нагрева Солнцем поверхности. Это можно представить, как если бы вы поставили кастрюлю с водой на плиту, увеличили нагрев, и в результате начали появляться пузырьки. Так и в атмосфере. У нас есть воздух, воздушные карманы, которые нагреваются как грелки и поднимаются вверх. По мере того, как они поднимаются, вода начинает испаряться, они конденсируются, и так как воздух остужается, формируются облака, а при достаточной интенсивности и грозовые тучи. Получается, что Солнце — это пусковой механизм. И поэтому есть некая связь, косвенная связь с возникновением молний. И существуют определенные статистические исследования, показывающие, что некоторые показатели интенсивности солнечного излучения могут влиять на частоту молний, особенно в северных широтах, как, например, в Великобритании. Было проведено 1 или 2 исследования, но это всего лишь статистические исследования, и нам неизвестен механизм их возникновения с точки зрения физики. Итак, солнечная активность — это в основном жар от Солнца, который вызывает конвекцию и восходящее движение воздуха в атмосфере. Все остальное вторично или очень незначительно, но все же может иметь некую связь с космическими лучами и частицами. И на самом деле мы не видим никакой связи с солнечным циклом. Мы, безусловно, наблюдаем изменения модели поведения обычных молний, особенно ближе к северу. Так, например, за полярным кругом на севере Канады, в тундре, мы сейчас наблюдаем молнии, которых не было 10 лет назад в летние месяцы. Вот мы уже довольно близко к Северному полюсу, и даже там наблюдаются молнии. Все движется на север, что является признаком изменения и потепления климата. Опять же, летом нужно солнечное тепло, чтобы поднимать воздух и вызывать грозы. И мы впервые наблюдаем даже пожары, например, в Гренландии. Когда летом все тает, там начинается пожар. И так мы видим, что тропические штормы становятся более интенсивными, сильными и более разрушительными. И то же самое происходит с грозами. Возможно, мы не видим изменения количества штормов, но интенсивность гроз также увеличивается, потому что в системе больше энергии. И в соответствии с законом сохранения энергии, энергия никуда не девается. Энергия, возникающая от солнечного тепла, нагреваясь, переходит в электрическую и в конце концов превращается в молнии. Таким образом, энергия просто преобразуется из тепла в молнию. Поэтому теперь во время грозы мы видим больше молний. Но это означает, что на другой стороне волны, например, на Аляске, температура зимой может быть очень высокой. Таким образом, возникает своего рода баланс. Но общий прогноз на будущее таков, что погода станет более экстремальной с обеих сторон. Поэтому в некоторых районах будет больше засухи или будет больше периодов аномальной жары, а в других районах будет больше наводнений и, возможно, даже более интенсивные зимние штормы. И все это будет приобретать более экстремальный характер.
Thank you very much, Professor Price. Большое спасибо, профессор Прайс. Да, мы видим, что увеличение молний и ураганов является серьезной проблемой, и мы понимаем, что это только начало. Теперь я передаю слово исследователю Кевину Хестеру. Будем больше говорить о фактах, которые есть. Кевин Хестер — активист по экологическому и климатическому кризису, соведущий радиопрограммы Nature Beds Last. В настоящее время Кевин живет на новозеландском острове Ракина, где следит за разрушениями биосферы и разрабатывает предложения о создании морского заповедника в Новой Зеландии. Кевин, слово вам. Приветствую всех. Очень рад быть здесь, на этой конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. Это абсолютно точное описание вашей конференции. Меня зовут Кевин Хестер. Я исследователь резкого изменения климата из Аотерара, Новая Зеландия, и моя специализация — инженерное дело и мореплавание. Ситуация в Арктике катастрофическая. Статистические данные и объем таяния ледников просто беспрецедентны. И одной из проблем Арктики, с которой мы сталкиваемся сейчас, является пределом в климатической системе. Это промежуток от 10 до 30 лет между моментом, когда выбросы попадают в атмосферу, и тем временем, когда проявляется результат этих выбросов в полном объеме. Таким образом, причина хаоса, который мы наблюдаем сейчас, явился резкий скачок, произошедший в прошлом веке. Положение, в котором мы находимся, очень тяжелое. Одна из существующих проблем заключается в том, что мы развязали множество событий, которые в климатическом сообществе называют переломным моментом или петлей обратной связи. Я приведу пару примеров того, что потеря арктического морского льда означает, что планета теряет отражательную способность. Итак, что происходит? Когда был лед, поступающее солнечное излучение отражалось ото льда и возвращалось в космос, оставляя лишь незначительную часть тепла. Но что значит отсутствие морского льда? Весь этот свет поглощается океанами, а тепло сохраняется. Это одно из последствий. По мере прогревания планеты каждый раз с увеличением температуры атмосферы на 1 градус Цельсия мы получаем на 7% больше водяного пара в атмосфере, а водяной пар — это мощный парниковый газ. На самом деле, это самый теплообразующий парниковый газ в атмосфере. Таким образом, с той скоростью, с которой мы нагреваем планету сейчас, мы увеличили испарение воды более чем на 10%. Это колоссальная ответная реакция. Другим важным последствием, о котором я хотел бы упомянуть, является метан. Ведь вечная мерзлота тает, и до недавнего времени 24% северного полушария было покрыто льдом. Люди просто не представляют себе размеры Арктики. Проблема с метаном состоит в том, что в отличие от углерода, потепление от метана происходит практически мгновенно. Всякий раз, когда происходит выброс метана, в атмосфере через несколько недель будет ощущаться потепление. Поэтому я ожидаю, что когда мы получим эти растущие показатели метана, произойдет резкое повышение температуры, а это является главной опасностью для сельскохозяйственных культур. Вы знаете, Украина — одна из житниц планеты, и там становится жарче. И то же самое происходит в США и Канаде. Уже происходят неурожаи из-за жары, повышения температуры и, как следствие, засухи. Таким образом, мы уже видим неурожаи, которые происходят сейчас. Нам не придется долго ждать, чтобы увидеть, как разворачивается этот хаос. Я думаю, что это может произойти в этом десятилетии. Чего люди не понимают, так это нелинейности климатической системы. Вот почему люди думают, что и я, и профессор Гай Макферсон, и Джон Болл из Европейской комиссии, Сэм Карана из блога Arctic News, мы все считаем, что мы движемся к потеплению, выраженному двузначной цифрой. И вот люди называют нас алармистами. Но ведь это тревожная ситуация. Итак, теперь мы просто воздеваем руки к небу и мчимся, сломя голову, с обрыва без промедления. Все, о чем они говорят, это о сокращении выбросов газов.
Но это всего лишь разговоры. Даже несмотря на то, что из-за пандемии самолеты не летали и никто не путешествовал по миру, выбросы увеличились в прошлом году, потому что работает петля обратной связи. Я думаю, что очень скоро это разрушит индустриальную цивилизацию. Индустриальная цивилизация и доминирующая капиталистическая экономическая система на планете существуют только за счет кредитования и за счет перекладывания издержек на будущее. Всю жизнь мы заимствовали из будущего наших детей. И я думаю, что индустриальная цивилизация рухнет. И это может произойти очень скоро, потому что люди увидят, что мы потеряли контроль. Не то, чтобы у нас когда-либо был контроль, но мы загнали систему в совершенно новую парадигму. Поэтому я думаю, что очень скоро мы увидим крах индустриальной цивилизации. Я думаю, что каждый должен действовать, как подсказывает его сердце, и делать то, что считает правильным. Но этот корабль уже не повернуть. Мы уже сорвались с обрыва, он тонет. Что мы можем сделать, так это подготовиться психологически. И лично в нашем собственном кругу, с нашими семьями и нашими друзьями. И мы можем рассказывать правду, особенно молодежи. Очень важно, чтобы молодежь понимала, насколько тяжела ситуация. Люди говорят: «О нет, мы не можем им это сказать». Это чушь. Если вы хотите лгать молодежи, лгите. Но я не собираюсь делать это. До конца моих дней я буду говорить правду о том, что, по моему мнению, происходит. И знаете, я повторюсь, я ни на секунду не хочу быть правым. Я был бы рад, если бы вы позвонили мне через 12 месяцев и сказали: «Хестер, приходи на шоу, мы хотим разнести тебя в пух и прах за все те события, которые не произошли». Я бы обрадовался. Я был бы рад этому больше всего на свете. Поэтому я думаю, что сейчас мы начинаем понимать, что все модели являются несостоятельными. И важная деталь, которую следует иметь в виду, когда мы говорим об этих целях, установленных такими организациями, как МГИИК, Межправительственная группа экспертов по изменению климата, это то, что их прогнозы на будущее включают улавливание и хранение углерода в больших масштабах. По их расчетам, это могло бы быть решением. Все их репрезентативные траектории концентрации рассчитаны с учетом несуществующей технологии. Это безумие, полное безумие. Но проблема с этим сложнейшим положением заключается в том, что это не проблема. Это сложнейшее положение. Мы не можем его исправить, но мы можем его смягчить. Мы можем убрать ногу с педали газа. Мы можем делать правильные вещи, но мы не можем это исправить. И важно, чтобы люди это понимали. Иначе они сильно разочаруются, пытаясь исправить то, что исправить невозможно. А метан — это парниковый газ, в 100 раз мощнее, чем углерод. Итак, вы понимаете, почему это становится проблемой. И потом, я думаю, что, вероятно, петля обратной связи, которая больше всего беспокоит нас, арктических исследователей, известных мне, это потенциальная возможность дестабилизации клотратов метана, хранящих метан, который заключен в отложениях на дне океана. И этот метан стабилен за счет комбинации давления воды над ним и низкой температуры. А в результате потепления планеты вода становится теплее. Так что это приближает нас к переломному моменту с клотратами метана. Я очень рад быть частью этого проекта. И спасибо, что вы пригласили меня. Удачи вам в ваших начинаниях. Я безмерно восхищаюсь тем, что вы делаете. Я надеюсь, что все, кто смотрят конференцию, услышали это. Исследователи говорят о том, что наш корабль тонет. И, дорогой мистер Хестер, мы хотели бы поблагодарить вас за то, что вы озвучили, за ту информацию, которой вы поделились. И мы очень быстрыми темпами движемся к точке невозврата. Мы согласны с вами в том, что эта ситуация вызывает тревогу, и те люди, которых сегодня называют климатическими паникерами, алармистами, являются настоящими учеными и исследователями, которые действительно пытаются спасти нашу планету. А созидательное общество — наш единственный шанс. И вы правы, что в обществе потребления невозможно спасти нашу планету и выжить. И, дорогие зрители,
В процессе просмотра конференции мы хотели бы услышать ваши отзывы. Пожалуйста, записывайте ваши отзывы, ваше понимание и отправляйте их к нам на e-mail info@allatraunites.com. Мы будем очень рады услышать ваше понимание, ваши отзывы. Что вы думаете касательно тех тем, которые уже поднимались в ходе конференции, потому что они жизненно важны для каждого человека. А также мы хотели бы напомнить нашим зрителям, что 4 декабря 2021 года произойдет еще одна глобальная конференция «Глобальный кризис. Время правды». И мы все помним трагедию, произошедшую в Японии в 2011 году, землетрясение магнитудой 9 баллов в Тохоку. Для меня большая честь представить вам профессора Любушина. Это ученый, который предсказал это землетрясение за 3 года до его возникновения и опубликовал несколько предупреждений, но его предупреждение было оставлено без должного внимания. Теперь доктор Любушин прогнозирует землетрясение магнитудой 10 на японском архипелаге, недалеко от столицы Токио, вдоль Нанкайской впадины. Сейчас мы посмотрим видео с уважаемым ученым Алексеем Любушиным, доктором физико-математических наук, профессором, заведующим лабораторией физики колебаний пробных масс Института физики Земли имени Шмидта. Я приветствую участников конференции «Глобальный кризис». Это касается каждого. Если мы возьмем сильнейшее землетрясение и возьмем так называемую инструментальную эру, то есть тогда, когда сейсмические события стали регистрироваться с помощью инструментов, сейсмографов, это началось с начала 20 века, то есть сейчас уже 120 лет. Что интересно, из 1965 года по 2004 год во всем мире не было землетрясений с магнитудой выше, чем 8,5. Возобновились эти землетрясения в конце 2004 года, 26 декабря 2004 года, известное землетрясение, катастрофа на Суматре. Рождественское землетрясение, которое вызвало сильнейшее цунами, и, в общем-то, в Индийском океане, в акватории Индийского океана погибло примерно 300 тысяч человек. Буквально следом произошел афтершок, тоже очень сильный. И после этого за это время, вот раньше, если раньше не было ни одного землетрясения, то теперь их уже накопилось что-то около 10. Можно сказать, что с 2004 года интенсивность сильнейших землетрясений увеличилась. Их не было, 40 лет их не было, а теперь их уже около 10 за это время. Вот это те факты. Этот график. Чем он интересен? Он интересен, что до середины 2003 года мы наблюдаем небольшое падение, оказание сейсмического шума по всему земному шару. А вот с 2003 года он начинает расти. С 2003 года по текущее время, по сейчас, у вас постоянно происходит увеличение синхронности, увеличение коррелированности, или еще происходит синхронизация глобального сейсмического шума. Почему это важно? Дело в том, что синхронизация, явление синхронизации шума в сложной системе является признаком приближения к резкому изменению свойств. Подготовка землетрясений проявляется в том, что синхронизируются сейсмические колебания в той области, где у вас готовится землетрясение. Но это не только синхронизация, но и сам шум при подготовке, он становится более простым, он становится, так сказать, более шумоподобным, так сказать, однотипным. Но что интересно, все то же самое было открыто еще в начале
90-х при исследовании ритма сердца больных и здоровых людей. Подготовка землетрясения, точно так же, как подготовка инфаркта у человека, она связана с упрощением структуры случайных колебаний. И происходит потеря здорового хаоса и приближение к больной организованности. То, что вот у меня получилось при обработке данных Японии, в Японии произошло, значит, увеличение корреляции и падение вот этого вот параметра здорового хаоса. Выяснилось, что, во-первых, 2003 год характеризуется таким всплеском, вот это вот отклика. Вот Земля, как бы, ну, когда она вращается, вот она как-то немножко так вздрогнула. Вот. И, вообще-то говоря, сразу возникла идея, что вот эта аномалия неравномерности вращения Земли, она спровоцировала, она была триггерным воздействием, которое спровоцировало не только увеличение сейсмичности, но и увеличение корреляции. То есть у вас получается, что Земля, как бы, вот она, тут у вас и неравномерность вращения Земли, и сейсмический шум, и, значит, сейсмические события, они все связаны друг с другом, и вот точка 2003 год – это точка, когда началась вот этот вот перелом. Я не представляю, каким образом тренд исчезнет, понимаете? Вот этот тренд, он уж больно сильно залез наверх. То есть рано или поздно он должен начать загибаться. Или вот это вот загиб должен начаться после какого-то сильного, какого-то хорошего геодинамического события, геологического события. Можно сказать, что это будет взрыв супервулкана Йеллоустонского, например. Вот. Или это может быть какое-нибудь очень сильное землетрясение. Землетрясение Тохоку, точно так же, как землетрясение у берегов Хоккайдо в 2003 году, оно было форшоком более мощного землетрясения Тохоку, а получается, что Тохоку – это форшок, значит, еще более мощного землетрясения. А куда еще более мощного? Исходя из трендов о нарастании сейсмической опасности в Японии и о том, что все указывает на то, что это будет к югу от Токио, Джелеп-Нанкай, и магнитуда 10, если вот была магнитуда 8, магнитуда 9, магнитуда 10, если следующие. Все они форшоками, значит, каждая предыдущая приводила к увеличению магнитуды последующего. Если будет десятка. Не исключено, что, может быть, все вот эти тренды, они ведут к тому, указывают, что, в общем, вот это завершится, например, большой японской катастрофой. Dear friends, dear viewers, эта информация, дорогие друзья, дорогие зрители, она действительно имеет решающее значение. Жители Японии этого региона должны быть предупреждены. Это серьезная ситуация, и как мы можем об этом молчать? Как эта информация может не озвучиваться на всех каналах? Ведь жизни 100 миллионов, 130 миллионов человек находятся под угрозой. Это очень важно начать об этом говорить. Большое спасибо за ваши комментарии, за вопросы, которые вы задаете под этим видео. Чтобы ответить на ваши вопросы, для того, чтобы не забыть об этой конференции через 2-3 дня, для того, чтобы не забыть об этой важнейшей информации, пожалуйста, давайте говорить прямо сейчас. Поделитесь ссылками на эту конференцию в ваших социальных сетях. Поговорите с людьми. Завтра, послезавтра. Поделитесь каждый день. Через 3 дня, через 2 дня, через 4 дня, для того, чтобы как можно больше людей узнали эту информацию. Ведь мы говорим о жизнях людей. И на всему миру на сегодняшний день люди уже сталкиваются с глобальными катаклизмами.
Мы говорим о том, что исследуется и наблюдается, и то, что волонтеры АЛЛАТРА ТВ проводят на постоянной основе, мониторя события климата и доносят эту информацию до людей. Давайте сейчас посмотрим видео с непосредственными очевидцами этих ужасающих событий. Климат меняется на наших глазах. Люди лишаются жизни. Каждый из нас может остаться без крова в любой момент. Готов услышать правду от очевидцев событий. В Техасе было зарегистрировано более 2500 показателей рекордно низких температур за всю историю метеонаблюдений. Этим летом Западная Канада столкнулась с экстремальной жарой, и во многих городах установились рекордно высокие температуры. Канадские скалистые горы горят больше, чем когда-либо за последние 2000 лет. На Кубе произошло аномальное катастрофическое событие, когда сильный торнадо обрушился на некоторые муниципалитеты города Гавана. Это внезапное и мощное явление вызвало большой страх и беспокойство среди населения. Жители Табаско сейчас очень напуганы, потому что этот сезон дождей и в то же время ураганов наносит урон множеству домов. Затопляется все. В один момент из-за ливня человек теряет все, над чем работал. В последнее время происходят сильные бури, которые меняют жизни людей. Они не только влияют на жизнь людей, но и лишают их средств к существованию, оставляя людей в затруднительном положении и в ужасе от незнания, непонимания, куда идти и что делать. Мы попали из одной крайности в другую. В какой-то момент мы были в огне, а потом оказались под водой. По 20 марта у нас произошло 40 тысяч подземных толчков, самые крупные из которых были 5,7 баллов. Небывалые заморозки охватили большую часть Франции. Такого резкого похолодания здесь не было уже несколько десятилетий. Представьте, в 2019 году я побывал в циклоне Фани в Индии. Я видел это все своими глазами. Я сам был свидетелем этого. В действительности, я потерял 2 своих поля, а также потерял очень много животных. И я слышал, что у многих людей были разрушены дома. Они остались без крова. Ряд наводнений случаются каждые 4-5 лет и покрывают 60% суши. Ситуация незащищенности людей во время национальной катастрофы — это просто немыслимо и неприемлемо. Всегда сложно описать, насколько они несчастны в этот момент. Люди обеспокоены, потому что, по сути, не знают, чего ожидать и на что надеяться. Со времени разработки первоначального плана по борьбе с наводнениями прошли десятилетия, но он так и не был реализован. Люди до сих пор находятся в опасности. Во Владивостоке прошел ледяной дождь. Деревья покрылись, машины, корка льда. Многие люди остались без света, без воды и без отопления. Мы все убирали вручную, и один человек сказал: «Я помогу тебе с первым мостом, потом схожу за инструментами, которые есть у меня дома. Я возьму свои инструменты, и мы поможем закончить работу». Человек вернулся с инструментом в руках, я спросил: «Как твой дом?» «У меня нет дома». Он продолжил убирать дальше, потому что... А что еще человеку оставалось делать?
Затоплена часть страны. То, что сейчас происходит в Бельгии, это огромная трагедия для ее жителей. В отдельных районах уровень рек поднялся на 2,5 метра. Дома затоплены. По улицам, которые превратились в реки, плавают автомобили. Люди забираются на крыши в ожидании спасателей, но вода все подступает. И никто не знает, чего ожидать дальше. Смертоносные извержения вулканов происходили и в других частях континента. А последнее извержение разрушило часть Демократической Республики Конго, что привело к серьезным разрушениям и жертвам, а также вынудило тысячи людей эвакуироваться и жить в ужасных условиях. Я бы сказала, что происходящее наводнение — это чрезвычайная ситуация. Иногда от этого страдают люди. Бывает, что люди тонут, но в основном многие вынуждены переезжать со своими семьями, теряя свое имущество. Мы впервые столкнулись с таким ураганом. Бури у нас случались и раньше, но никогда они не были такими опасными. Я был свидетелем климатического бедствия. Переселение фермеров с побережья реки в окрестности города, вынужденных остаться жить на обочине дороги. И все это из-за изменения климата. Любое бедствие или наводнение влияет на их территории, на сельское хозяйство и дома. Местные СМИ не сообщают о некоторых событиях, которые происходят в Китае прямо сейчас. Возникает логический вопрос: почему людям не показывают всю правдивую информацию о том, что сейчас происходит с климатом? Мы должны начать интенсивно решать эту проблему, потому что через некоторое время может быть слишком поздно. Я тоже очевидец бури, которая обрушилась на нас в Саарланде около недели назад. Не считая затопленных подвалов и поваленных деревьев, мы пострадали не так сильно, как жители соседних регионов, которые столкнулись с сильнейшими наводнениями, с оползающими массами земли и потоками грязевой лавы, которая подгребает под собой целые дома и многим другим. Люди все еще остаются без воды, без электричества, без связи, без еды. Они все еще находятся на крышах домов и не могут перейти некоторые дороги, потому что там больше нет дорог. Нам прогнозировали, что изменение климата будет ощутимо через 50 или 100 лет. Но теперь мы знаем, что оно очень близко и очень реально, в том числе и здесь, в Германии. Здравствуйте, я Давид из Германии. Совсем недавно у нас были сильные наводнения. Люди были совершенно потрясены и не были к этому готовы. Мы внезапно увидели, как в течение нескольких часов из-за сильных дождей произошли наводнения, которые просто сносили целые дома и машины. Это потрясло всех нас. Все находятся в состоянии шока, потому что то, что казалось таким далеким, вдруг оказывается прямо у вашего порога. Если оглянуться на несколько лет назад, то мы должны отметить, что в результате изменения климата происходят экстремальные погодные явления. За последние 3 года в Германии была сильная засуха, а теперь вдруг такое наводнение. Нет сомнений в том, что климат меняется, и из-за этого увеличивается частота этих экстремальных явлений. Даже такая промышленно развитая страна, как Германия, оказалась совершенно неподготовленной к таким событиям. Люди не были предупреждены и не были эвакуированы заранее. Очевидно, служба по борьбе со стихийными бедствиями не сработала. И если мы посмотрим на ситуацию с климатом во всем мире, то увидим, что повсюду бьются новые рекорды по засухам, наводнениям и лесным пожарам. Человеческая жизнь все больше подвергается опасности, и теперь это коснулось Германии. Много людей погибло, и более 1000 человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Мы, люди, чувствуем, что должны что-то сделать, что только объединившись, у нас есть хоть какой-то шанс со все учащающимися ситуациями.
Созидательное общество — это решение для изменения в обществе. Именно там человеческая жизнь будет стоять на первом месте, и именно там будут созданы условия, которые нам так необходимы для защиты человеческой жизни во всем мире. Только представьте себе, что делать структурно слабым развивающимся странам. В этих странах вообще нет возможности преодолеть экстремальные климатические явления, и человеческая жизнь там не защищена. Я думаю, что за последние дни мы, немцы, осознали, как важно нам объединяться, держаться вместе и не позволять нас разделять. Только вместе у нас есть перспектива на будущее. И именно такую перспективу создает созидательное общество. Это наш единственный выход, потому что только в объединении мы можем защитить человеческую жизнь и обеспечить будущее для нас и для следующих поколений. Экстренные новости на АЛЛАТРА ТВ — это международный проект, который создается волонтерами со всего мира с целью информирования о масштабных, аномальных и редких стихийных бедствиях. Это ежедневный комплексный анализ и мониторинг информации о состоянии планеты. Люди не молчат, чтобы донести правду о климатическом кризисе и выходе из него. Чтобы выжить, нужно вместе действовать уже сегодня, иначе завтра будет поздно. Все, что мы увидели сейчас, это шок. А то, что мы, люди, в большинстве своем остаемся равнодушными, это крайняя форма сумасшествия. Поэтому я благодарна за возможность принять участие в этой международной конференции. Глобальный кризис — это уже касается каждого. И сегодня, 24 июля 2021 года, мы собрались здесь вместе для того, чтобы наконец-то каждому из нас пришло понимание, что ситуация критическая. И эта ситуация касается каждого человека. Сегодня некоторые из нас все еще смотрят новостные каналы, которые показывают беду или беспомощность человека в тех зонах, в тех местах, где свирепствует природа, и продолжают думать, что это их не касается. Это где-то происходит не со мной. Или вот как Душин сегодня говорил, это же уже 100 лет назад происходило. Но правда в том, что мы все мы с вами живем на одном гигантском вулкане, который может извергнуться огнем или водой в любую минуту. Но тогда, когда мы все вместе будем падать в пропасть, уже будет поздно что-либо менять. Менять нужно сейчас. Потому что в любой ситуации, в любой жизненной ситуации есть точка невозврата. И мы очень близки от нее. Факты, предоставленные сегодня, показали, все нарастает в сумасшедшей прогрессии. Но сегодня у нас с вами все еще есть возможность спастись. Но правда в том, что для этого необходимо объединение всего человеческого потенциала, и необходимо и стремление, и желание каждого человека. А что мы видим сейчас? Возвращаясь к выступлению Роберта, огромное количество приглашений на эту конференцию было отправлено и известным людям, и лидерам мнений, и тем, кому многие прислушиваются. Но они остались неотвеченными, хотя они были прочитаны. И этих людей нет сегодня с нами. А некоторые, как опять же мы сегодня говорили, спрашивали о суммах гонорара и называли шестизначные цифры, 6 нулей после цифры, за свое участие в этой конференции. Некоторые же посчитали недостаточно престижным для их персоны
выступить на этой платформе, которая объединяет миллионы людей. А есть такие, которые открыто стоят на пути. Потому что для них главное — реализовать себя как мега-альфу. Вот в этом и суть потребительского общества, о котором мы сегодня так много с вами говорили. И пока все это происходит, пока есть те, кому лень, кому неохота, кому просто наплевать, пока есть те, у кого не получается сложить вместе объективные факты или не хочется увидеть эту горькую правду, и пока есть те, у кого атрофировались человеческие чувства, сочувствие, сострадание, мы не сможем изменить правила игры и реализовать тут единственный вариант выхода, о котором мы с вами сегодня говорим. Так как формат созидательного общества — это высшая форма человеколюбия. Это стремление всей силы, весь потенциал направить на спасение и защиту самого главного, что есть на этой планете — человеческой жизни, твоей жизни, жизни твоего сына, твоей дочки. И вот сейчас у многих в голове звучит вопрос: а что я могу сделать? Самое простое и самое сложное — говорить, рассказывать, оповещать всех вокруг, доносить эту информацию, стучаться в каждую дверь и начинать прямо сейчас. Ведь из того, что мы сегодня услышали, увидели, понятно, что уже начался обратный отсчет для нашей цивилизации. Но только цивилизацией мы так и не стали. Не может быть 10 цивилизаций на одной планете. Может быть только одна. Но для того, чтобы стать цивилизацией, нам нужно объединиться на единственном, что является настоящей сутью каждого человека, на основе человечности, и сделать вместе этот спасительный шаг в созидательное общество. Став цивилизацией, мы сможем выжить, потому что тогда и технический прогресс, и мега-искусственный интеллект, о котором мы говорили, все будет нам в помощь. Но нам нужно успеть объединиться как одна большая человеческая семья до точки невозврата. Так как в этом объединении людей это будет объединение и интеллектуального, и научного, и духовного потенциала всего человечества. Это не просто спасение, это эволюционный скачок. А что нужно сделать для того, чтобы объединиться? Необходимо понять, осознать, почувствовать, что мы все близкие и родные люди. А пока мы будем с вами продолжать делить на «я» и «они», «мы» и «они», ничего у нас не получится. Но только представьте, если мы все же поймем, но слишком поздно для того, чтобы что-то изменить, значит, мы проиграли. Проиграли свои жизни и жизни тех, кого мы любим. А сегодня мы участники проекта «Созидательное общество» и международного общественного движения «АЛЛАТРА» часто слышим: мы видим, как вам это важно, вы такие мотивированные. А можно задать вопрос: а тебе это не важно? Или ты думаешь, что сегодня кто-то погиб, но ты-то жив и все супер? Но завтра уже ничего не будет. Ни будущего, ни дома, ни дерева в саду, ни возможностей, ни ресурсов. И тогда что?
Спасибо большое, Алина. Спасибо, это очень искренние слова, проникающие в самое сердце. Дорогие друзья, здравствуйте. У вас, наверное, назрел вопрос. Почему все это происходит? Почему катаклизмы нарастают? Причина происходящего в том, что у нашей планеты есть цикл катаклизмов. Каждые 12 тысяч лет на планете происходят страшные катаклизмы. И сейчас мы входим в активную фазу этого цикла. Почему вы еще не слышали об этом? Почему нам об этом вообще не рассказывают в школе? Да потому что информацию о цикличности тщательно прятали те, кто надеется отсидеться в бункере, когда остальные 8 миллиардов человек будут уничтожаться катаклизмами. Да только отсидеться не получится. Но слава Богу, среди ученых есть честные люди. Посмотрите на экран. Здесь вы видите тех ученых, которые пришли к пониманию цикличности катаклизмов приблизительно в 12 тысяч лет. Все они, независимо друг от друга, пришли к этому пониманию. Каждый пытался описать ее своей гипотезой, но суть одна — это катастрофа планетарного масштаба, которую наша цивилизация еще не переживала. 12 тысяч лет назад на планете происходили резкие климатические изменения, которые завершились глобальным потеплением и подъемом Мирового океана. В геологии есть свидетельства катастроф, причем не только прошлого цикла, но также и 24 и 36 тысяч лет назад. Это и слои угля, и вулканического пепла, следы затопления территорий и изменения магнитного поля, свидетельства в палеонтологии и археологии. Здесь, на слайдах, вы видите материалы профессора Дугласа Вогта. Геологи мыслят миллионами лет. Но если бы мы объединили свои усилия и провели междисциплинарное изучение совместно с астрофизиками, то мы давным-давно бы уже хорошо изучили эту цикличность. Каждые 12 тысяч лет наша Солнечная система пересекает область галактических взаимодействий в рукавах Ориона, в ближней и дальней точке взаимодействий. Что значит, что есть большой цикл 24 тысячи лет в ближней точке взаимодействий и малый 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет происходят более катастрофические разрушения. Сейчас это будет ближняя точка взаимодействий, что значит, что катаклизмы будут в разы сильнее, чем в прошлые 12 тысяч лет. Попадая в точки галактических взаимодействий, наша Земля оказывается в области повышенных галактических излучений. И сейчас предлагаю посмотреть видео, из которого станет понятно, что цикличность 12 тысяч лет связана с космическими процессами галактического масштаба, и на данном этапе мы никак не можем на нее повлиять. Цикличность климатических катастроф. 12 тысяч лет назад была эпоха драматических изменений климата, быстрого подъема уровня моря, землетрясений, наводнений, вулканических извержений и лавовых дождей с черного неба. По словам геолога Джона Имбри, около 11-тысячного года до нашей эры произошла климатическая революция. Кроме того, происходило ускоренное отложение осадочных пород и резкое повышение поверхностных слоев воды Атлантического океана. В целом, объективные данные убедительно свидетельствуют о том, что в 11 тысячелетии до нашей эры произошел мощный катаклизм, который повлек за собой столь значительные последствия, что стал своеобразным водоразделом двух совершенно разных периодов в истории нашей планеты. Еще одним подтверждением катаклизма был тот факт, что наиболее интенсивно животные вымирали между 11 тысячами и 9 тысячным годом до нашей эры, когда происходили бурные и необъяснимые колебания климата. Несмотря на гласное научное табу, многие ученые сейчас говорят о том, что все на планете происходит с определенной цикличностью, в том числе и глобальные климатические события. Возникает логичный вопрос, следствием каких циклов являются глобальные катаклизмы. В докладе Смотрина на сайте Геостратегия 21 пишется:
Современный этап жизни планеты и цивилизации характерен тем, что на рубеже второго и третьего тысячелетий Земля проходит через почти одновременное окончание сразу нескольких витков частных эволюционных спиралей галактического соленоида. Среди них его циклические витки длительностью около 2000 лет, 12 тысяч лет и 370 тысяч лет. Бубненков Владимир Васильевич изучал циклы развития Земли: астрофизические, геологические, биологические, исторические. Оказалось, все они подчиняются великому циклу смены эпох продолжительностью 11 911 лет. Это число кратно периодом обращения вокруг Солнца всех его планет с точностью до сотых долей земного года. Батурин Александр Михайлович. Я утверждаю, что планеты вращаются еще и вокруг своего центра масс, в направлении, перпендикулярном плоскости своей орбиты. В результате такого вращения планета Земля периодически переворачивается в пространстве на 360 угловых градусов, что вызывает цикличность глобальных событий, глобальной катастрофы с периодичностью в 12 166 лет. Периодически изменяется весь облик Земли, природные условия, что прямо влияет на историческое развитие человечества. Копылов Игорь Петрович, Бушуев Виталий Васильевич. Малые 13-тысячные галактические полуциклы также связаны с глобальными изменениями климата и другими катастрофическими событиями, но они проходят без изменений полярности магнитного поля. Граница этих циклов четко фиксируется повышением уровня океана и глобальными изменениями климата. Эти события получили название Всемирного потопа. О том, что Всемирный потоп был, у современной науки нет сомнений. Истинной причиной глобального изменения климата на Земле является цикличность межгалактических процессов. Галактика представляет собой единую электромагнитную систему, которая взаимодействует со всеми объектами галактики, включая и Солнечную систему. Любое небольшое изменение в галактике отражается на Солнце и, как следствие, влияет на все процессы не только на Земле, но и на других планетах Солнечной системы. Земля не единственная планета в Солнечной системе, которая претерпевает изменения климата. Рост темных пятен на Плутоне, полярные сдвиги на Уране, изменение интенсивности света Нептуна, таяние ледяных шапок на Марсе дают понять, что изменения происходят во всей Солнечной системе. Доказательством того, что СО2 не главная движущая сила потепления на нашей планете, является тот факт, что одновременно нагреваются и другие планеты и спутники Солнечной системы, на которых, очевидно, нет никакой антропогенной эмиссии парниковых газов. Марс, Тритон, Плутон и Юпитер – все они демонстрируют глобальное потепление. Таким образом, на Солнце и Солнечную систему влияют множество факторов. Эти факторы необходимо учитывать, так как они влияют на изменение климата. Как говорится в докладе ученых ALLATRA Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем, ошибка состояла в том, что многие ученые прошлых лет не учитывали влияние нарастающего ускорения Вселенной, космических факторов, астрономических процессов на состояние глобальной климатической системы планеты. В научной работе академика Николая Васильевича Петрова «Решение проблемы изменения климата Земли с позиции законов сохранения жизни в космосе» пишется: за время одного периода обращения вокруг центра галактики Солнечная система совершает более 8000 зодиакальных витков спиральной траектории. Благодаря этому происходит ритм изменения полярности внешнего магнитного поля по отношению к движущейся Солнечной системе. Это означает, что регулятором энергетического состояния Солнечной системы в целом и ритмичного изменения климата на Земле, в частности, является информационное магнитное поле галактики. Глобальное изменение климата на Земле — это в основном производное от астрономических процессов и их цикличности. Эта цикличность неизбежна. Геологическая история нашей планеты свидетельствует, что Земля уже неоднократно переживала подобные фазы глобального изменения климата. Сейчас на Земле с каждым днем мы видим, как нарастают климатические катастрофы, с которыми в той или иной степени столкнется каждый житель планеты. И как мы знаем, что эти события будут только нарастать, и что это очередной 12-тысячелетний цикл, с которым мы столкнулись. Благодаря знаниям ALLATRA, изложенным в докладе ученых о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем
Мы понимаем, что не только Солнце — причина изменений климата, что это циклические процессы в космосе, которые постоянно происходят и, как следствие, отражаются на планетах в виде климатических катастроф. И мы, как человечество, как раз и вошли в активную фазу этого цикла. На сегодняшний день научно-технический прогресс не позволяет влиять на глобальные процессы в космосе и на Земле. Как следствие, мы не можем противостоять этим изменениям. Поэтому единственный шанс выжить — это, объединившись, подготовиться к предстоящим катастрофам, которые нарастают с каждым днем. Вы видели? Эти процессы происходят сейчас во всей Солнечной системе. Подчеркну, на всех планетах Солнечной системы. И вы все еще будете думать, что это наш антропогенный СО2 и метан долетели до других планет. Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно, что СМИ навязывают ложь про изменение климата якобы вследствие выбросов углекислого газа в атмосферу, а люди, не имея правдивой информации, верят в эту ложь. Так что же сейчас происходит с планетой? В результате циклического галактического взаимодействия в 1998 году произошел скачок внутреннего твердого ядра. Сейчас железное ядро нашей планеты смещено на север. Оно бьется в процессе вращения и диссонирует. Из-за этого диссонанса внутри планеты спадает электромагнитное поле, которое генерирует наше ядро. И вот мы видим ослабление магнитного поля Земли и аномальный дрейф северного магнитного полюса. Взаимодействие всех сфер, которое раньше было сонастроено, развязывается как узел. Идут сбои ритмов Земли. Из-за смещения ядра Земля стала крутиться чуть быстрее и увеличился ее объем. Поэтому датчики фиксируют ее расширение по экватору. Увеличилась центробежная сила планеты. И вода начала исчезать, уходя вглубь недр по трещинам. Поэтому по всему миру мелеют реки и колодцы, формируются водовороты. Хотя дождей и наводнений мы наблюдаем очень много. Вы это сами видели сейчас. Как результат ослабления электромагнитного поля Земли разряжается атмосфера и спадает давление. Именно магнитное поле держит нашу атмосферу. Без него мы лишимся кислорода. Есть ученые, которые говорят, что именно ветра и течения в результате выбросов СО2 человеком якобы ускоряют вращение планеты. Это дебилизм. Извините, от того, что на мыльном пузыре плавают рисунки быстрее, не будет планета вращаться быстрее. Сейчас мы много знаем уже о строении планеты, более чем достаточно для того, чтобы создать ее модель вращения, модель твердого тела с жидким содержанием и твердым ядром. Микроколебания ядра — это как раз и есть тот диссонанс. Земля сейчас не в резонансе с Солнцем, а для нас важнее всего Солнце. Мы взаимодействуем с ним, и оно нас защищает. А сейчас, во время солнечного минимума, защита Солнца просела. Биение ядра создает микроколебания, ударную волну. Микросейсмические проявления увеличиваются. Нарастает вибрация. Идут грядой тысячи микроколебаний за полчаса. Из-за них формируются микротрещины в литосфере. Повышается давление внутри планеты, в самом ядре. Магма поднимается все выше и выше. И сейчас мы видим, что нагрев литосферы выше как раз, как и был, чем был. И это тот самый нагрев, который топит ледники Антарктиды и Гренландии снизу вверх. Тот же нагрев, который подогревает океан. Тот же подъем магмы увеличивает сейчас вулканическую активность. И знаете еще что? Что внутри Земли воды гораздо больше, чем на ее поверхности. Сейчас горячее содержимое внутри планеты поднимается выше. Когда магма не сегодня-завтра подойдет к глубинным запасам воды, начнется ее испарение. Уже сейчас мы видим тот самый парниковый эффект, который в основном состоит из водяных паров. Вы не заметили, как выросло количество наводнений за прошедшие десятилетия? Что мы увидим, когда лавина начнет испаряться вода? Выдох планеты будет заключаться в том, что вся вода вернется нам катастрофическими ливнями, которые могут идти очень долго.
Библейский потоп уже не кажется вам чем-то, что вас не касается? И сейчас я обращаюсь к тем ученым, которые уже поняли катастрофичность всей ситуации. Сколько вы будете молчать, знать про то, что в ближайшие десятилетия все человечество сметут катаклизмы, видеть это все на своих графиках, приборах и молчать? Вы, кто подкручивает показания сейсмодатчиков, чтобы сила землетрясений на приборах была меньше, чем в реальности. Вы, кто в академиях наук за дверьми закрытых кабинетов обсуждает повестку катаклизмов. Вы что, с ума все посходили? Молчать, якобы чтобы не пугать людей, не поднимать панику и просто в бездействии выносить всему человечеству смертный приговор? Тогда как сейчас, зная правду, мы все еще сможем изменить и сможем выжить. Вы просто трусы, а люди надеются на вас. Они верят, что все в порядке, и спят в неведении, когда наша планета разваливается на части. А для спасения нужно просто переступить себя и начать говорить правду. Вы все еще боитесь за свою репутацию, именитые ученые мира. А из-за вашей альфы скоро весь мир сдохнет. Не будет такого сценария, как в прошлые 12 тысяч лет, когда хоть кто-то да выжил. Сейчас мы в ближней точке взаимодействия. Это значит, что катаклизмы будут в разы сильнее. Те, кто знают правду, молчат. А остальные не смотрят на картину глобально. Человек с большой буквы, настоящий ученый, он понимает, что от его решений и действий зависит жизнь миллиардов людей. Слава Богу, что сейчас есть такие люди. Человечество должно знать правду, чтобы мы могли все изменить. Каждый спикер сегодня говорил о выходе. Это созидательное общество. Поэтому 4 декабря 2021 года мы приглашаем вас на новую конференцию «Время правды». Присоединяйтесь. Вместе мы сможем донести понимание срочности всей ситуации построения созидательного общества, чтобы у всех у нас было будущее. Пора говорить правду. Thank you, Lisa. Thank you from all people and from all sensible Елизавета, спасибо тебе. Спасибо от всех людей и от всех здравомыслящих ученых всего мира. Спасибо за эту жизневажную правду. У меня вопрос к каждому слушающему нас сейчас. Скажите, на кого нам надеяться? Уже сейчас, прямо сейчас, в эту секунду происходят глобальные катаклизмы. Люди в большинстве своем не знают истинных причин, не знают и выхода, который у них еще есть сегодня. Сейчас мы с вами в прямом эфире, нас слушают на 72 языках. И те герои, которые говорят правду и действительно заботятся о людях, они здесь, с нами. Они на этой конференции. Их сейчас слышит весь мир, потому что этого хотят и реализуют сами люди со всего мира. Но этих ученых, которые говорят правду, могло быть и больше. Ведь мы, люди из 180 стран, пытались достучаться до огромного количества ученых. Да. Мы пытались достучаться до огромного количества этих ученых, до самых известных, до тех, кто консультирует тот же Организацию Объединенных Наций. Воспользовались ли все этим шансом? Как видим, многие из них предпочли молчать. Неужели непонятно, что вы своей трусостью лишаете жизни не только себя, а всех людей? Это ваша ответственность. Вот один из таких примеров, как нам ответил один из так званых серьезных ученых. Мы сконтактировались с ним, с этим известным ученым, который также консультирует и пишет отчеты для ООН. Но на наше приглашение высказаться открыто, рассказать правду на этой общечеловеческой конференции, он прямо сказал: «Друзья, мне платят
чтобы я говорил только о СО2. И что про другое он не может говорить. Хотя он знает правду. И он об этом прямо сказал нам в телефонном разговоре. У меня вопрос к таким ученым. У вас что, СО2 головного мозга? Люди, у меня вопрос к вам. На кого вы надеетесь, что они или кто-то другой вас предупредят и спасут ваши семьи? Те, у кого кошелек вместо сердца и здравого смысла, мы понимаем, что нечего надеяться на таких ученых, потому что они не ученые. Поэтому тут и собрались все честные люди, чтобы до других донести правду, чтобы даже у таких продажных ученых был шанс наконец сказать правду, совесть свою очистить. Задумайся, ты, кто считает, что это тебя не касается, ты и все мы из-за молчания, из-за бездействия погибнем. Вот в чем наша смерть. Она в том, что она в безразличии, бездушии, трусости и лени. Когда человек, зная правду, принимает решение молчать, он забирает шанс у других. Ведь он оставляет эту истину только для себя и делает вид, что не знает о ней. Но что потом? Потом мы видим климатических беженцев, которые раздевают и насилуют людей, которых не предупредили. Именно для того, чтобы мы все вместе объединились и говорили правду вместе, мы приглашаем на следующую конференцию всех здравомыслящих людей. Если вы хотите сказать правду, вот она, эта возможность. И вот платформа «АЛЛАТРА». Платформа для всех честных людей, для всех 8 миллиардов. Тут честные люди говорят о реальной ситуации и пытаются достучаться до каждого. Но чтобы достучаться до всех, нас недостаточно. Нужен каждый человек. Да, нужен каждый. Нужен ты. Без шуток. Нужен ты. Давайте сейчас что-то сделаем, пока не стало слишком поздно. Сегодня мы еще можем построить созидательное общество. Сегодня у нас еще есть время. Завтра его уже может и не быть. Еще раз спасибо, Элиза, и спасибо всем, кто сегодня на передней линии. Все те, кто держит эту важную позицию нашей технической поддержки. И каждому человеку в отдельности, который стремится построить мир, лучший мир. Спасибо. Алина, вас не слышно. And Alina, we cannot hear you right now. Thank you very much.
Спасибо большое. Алина, мы пока не слышим вас, но спасибо большое, Елизавета, за вашу смелость сказать то, что вы проговорили, да, сказать правду в лицо всему научному сообществу. И спасибо вам большое, Джейсон, за то, что вы не молчите. И сейчас вы слышите голоса знаменитых ученых, которые решили не молчать. Огромная благодарность, и слава Богу, что они открывают наши глаза, и что они предоставляют эту информацию каждому из нас. И эта информация, которая была неизвестна ранее, это шокирующая информация о климатическом изменении. Но что мы будем делать? Мы будем сидеть просто на диване и ничего не делать, либо мы объединимся и начнем действовать. И сейчас я хотела бы представить нашего следующего спикера, Дугласа Уолта, который будет говорить о цикличности. Здравствуйте, меня зовут Дуглас Вок. Я председатель фонда Дайхолд, некоммерческого научного фонда, расположенного здесь, в Соединенных Штатах. Наша цель — объяснить и раскрыть причины ледникового периода и инверсии магнитного поля Земли на протяжении ее истории. Спасибо вам большое за приглашение на вашу прекрасную конференцию. Итак, причина, по которой происходит эта инверсия, связана с периодическим временным циклом. Это не имеет ничего общего со столкновением кометы или метеорита с Землей, потому что это было бы случайным событием, а это не случайное событие. Согласно методу радиоуглеродного датирования и другим методам датирования, это происходит каждые 12 068 лет. Доказательство инверсии магнитных полюсов Земли по истечении определенного периода временного цикла представлено в моем исследовании. Я собрал много информации относительно датирования инверсии магнитных полюсов, полученной методом радиоуглеродного датирования различных отложений по всему миру. И некоторые из этих данных вы можете увидеть в таблицах в моем выступлении. И в этих таблицах вы ясно увидите 6 или 7 циклов, примерно каждые 12 тысяч лет, когда происходила эта геомагнитная инверсия. Радиоуглеродное датирование показывает, где именно был магнитный разворот. И это лишь один из способов, которым я неоднократно это подтверждал. Примеров собралось так много, что пришлось ограничить их количество в книге. У меня набралось буквально сотни доказательств только по методу радиоуглеродного датирования. Другой метод датирования проводился по органическому материалу, например, бревнам, найденным в ледниковых отложениях. Они также показали 4 цикла каждые 12 тысяч лет. И именно материал, найденный в ледниковых отложениях, доказывает, что ледниковый период действительно был. С вулканическим материалом та же история. Бревна и другой материал, сгоревший под лавовым потоком, также, согласно методу радиоуглеродного датирования, показали циклы каждые 12 тысяч лет. Происходящая инверсия магнитного поля Земли и катаклизмы не зависят от временного цикла. Именно этот час Х, который создает нашу реальность, обладает этим циклом. И вот что происходит в процессе этого. Когда происходят вспышки на звездах, то планеты, ядро планеты разогревается подобно тому, как это происходит с ядром звезды. И у нас увеличивается количество землетрясений до того, как наступит час Х. Будет больше извержений вулканов и так далее. Это нельзя остановить. Фактически, это то, что происходит прямо сейчас. Происходит множество извержений вулканов по всему миру. Другими словами, это механизм. В настоящее время правительство пытается убедить всех, что выбросы СО2, вызванные деятельностью человека, являются причиной глобального потепления.
Нужно иметь очень низкий IQ, чтобы думать, что единственным источником тепла на поверхности Земли является Солнце. Мы здесь подобно муравьям. Мы не можем вызвать ничего подобного. Был доклад ВВС или правительственный доклад еще в 70-х годах. Над ним работал Вашингтонский университет. И они провели исследование именно по этому вопросу и обнаружили, что Солнце было главной причиной потепления, а вовсе не СО2. Так что федеральное правительство провело это исследование давным-давно. Они знали правду. Вот так. Все это ложь. Мне удалось вычислить крайний срок, когда это произойдет. И Северный полюс, магнитный Северный полюс, или же Новый полюс, который скоро станет Южным полюсом, будет находиться примерно в районе Новой Земли, к северу от России. Я думаю, что это также приблизительная долгота, на которой произойдет это событие, когда Солнце произведет вспышку. Все усугубится. Климат станет намного хуже, будет больше дождей, больше штормов, потому что из-за солнечной активности больше воды будет испаряться в океанах. И вас, и Европу, так же как и нас, будет затапливать. Будет больше извержений вулканов, больше землетрясений и так далее и тому подобное. Так что вы поймете, что скоро случится что-то плохое. Ультрафиолетовое облучение, кстати, тоже будет расти. Оно уже сейчас растет здесь, во Флориде. Активность Солнца растет, вырабатывается больше энергии. Это правда. Как это начинается? Это начинается так же, как это происходит прямо сейчас. Магнитное поле Земли ослабевает и смещается. Вот эти признаки. Вы можете установить свои атомные часы на этот цикл, когда это произойдет, буквально. Что же в действительности произойдет в момент инверсии магнитных полюсов? Это будет совокупность множества катастроф, причем практически одновременно. Когда это произойдет, у вас будет океан. Где бы вы ни находились, в Европе, в Англии или во Франции, океан к вам придет и очень быстро. Я не знаю, какова будет скорость движения воды, 500 или 700 км в час, но Атлантический океан вас навестит. Итак, сначала к вам придет океан, а через 8 минут вы увидите вспышку на Солнце. Если вы окажетесь на улице, будучи на этой долготе планеты, подозреваю, что вы умрете в течение нескольких секунд. Потому что жар от вспышки звезды может быть 3 или 4, даже 5000 градусов по Фаренгейту, одномоментно. Это вызовет испарение огромного количества океанской воды на той стороне планеты. И в то же время, когда это произойдет, это создаст ударную волну от воды. Когда она мгновенно превратится в пар, произойдет паровой взрыв. Космические лучи пригвоздят вас и убьют. Воды Атлантического океана промчатся через Африку и Европейский континент. Значительная их часть испарится под влиянием Солнца. И поэтому все растительные организмы на той стороне Земли, которая принимает эту солнечную ванну, сжариваются, попросту сжигаются. А это, собственно, источник угля. Океанская вода, по сути, спасает часть растительной жизни. Благодаря ей эти горящие бревна и прочий материал станут отложениями вдоль Уральских гор или любых гор, которые простираются на север или юг. Это будет происходить в течение примерно 100 дней, и это будет самое худшее. Я думаю, что ответил на вопрос о глобальной катастрофе. Я имею в виду, я хочу, чтобы все это поняли. Крайне мало людей выжило 12 тысяч лет назад. Очень, очень мало. Ведь испаряется очень много воды, как я пояснил ранее. К примеру, в прошлый такой эпизод испарилось 140 метров океанской воды. Испарившись, вся эта вода возвращается на Землю в виде сначала горячего дождя, затем снега, и этот снег накапливается. И затем наступает масштабнейший ледниковый период. Итак, вот некоторые из событий, которые будут происходить. Я имею в виду, что это как прародительница всех катастроф. Это нечто, к чему человек совершенно не готов.
и с чем не сталкивался ранее, кроме тех, кто выжил 12 тысяч лет назад. Мы бы все вернулись в каменный век. Это из тех единиц, которые бы выжили. Но мы же этого не хотим. Мы не хотим отказываться от мобильных телефонов, компьютеров. Мы не хотим отказываться от всего этого. И я тоже не хочу, чтобы мы все от них отказались. Но я бы хотел быть в состоянии сделать так, чтобы многие сотни тысяч или миллионы людей смогли пережить это. Да, я знаю, что это печально, но мы ничего не можем с этим поделать, кроме как поработать, чтобы спасти наши задницы. Нужно действовать конструктивно. Спасибо огромное, мистер Волт, и спасибо большое за то, что вы поделились этой информацией, что вы честно озвучили информацию о том, что существует такой момент, как 12-тысячелетний цикл. И я хотела бы сказать, что я нахожусь в Мичигане, и вот прямо сейчас, как у нас проходит конференция, мы общаемся, у нас пришло предупреждение о торнадо, и мы видим, что климат, он меняется очень быстро, но мы все равно будем с вами даже с учетом таких климатических условий. Да, я также хотел поблагодарить мистера Вогта, искренне поблагодарить за стремление предупредить и спасти человечество от уничтожения в катаклизмах, вызванных цикличностью. Ваш потрясающий труд по сопоставлению анализа материалов вызывает неподдельное уважение и действительно имеет важное значение для всего человечества. Итак, мы действительно будем говорить еще о катаклизмах на круглых столах. Мы будем говорить об этом в ближайшие дни. Но сейчас очень важно отметить, что вот тогда, когда проводились эти исследования, ситуация была намного... В предыдущем цикле ситуация была намного лучше, потому что... Да, там были разрушения, да, там была вечная мерзлота и так далее. Мы изучали то, что мы нашли, и мы дошли для себя именно вот достаточно пробурить скважину, изучить низлежащие слои, и все станет действительно понятно. Много вопросов возникает, что будет дальше. И чтобы ответить на этот вопрос, возможно, можно ответить так, что без созидательного общества в таких условиях, действительно, при самых лучших раскладах, выживут всего лишь горстка людей. Но в чем смысл? Действительно, это трудно об этом говорить, но даже если люди выживут, да, вот эта горстка, но у них будет все равно вопрос, а как дальше? Что дальше делать? И о таких вот как раз говорят, что живые будут завидовать мертвым. Спасибо, и я дальше передаю слово Душану. Спасибо. Меня очень впечатлила информация, которую озвучил один из наших спикеров, рассказывая о Евгенике. И я бы хотел добавить в эту тему, что действительно малая кучка людей не сможет противостоять этим глобальным катаклизмам. То есть, даже если бы нас осталось всего 500 миллионов, как это предлагают некоторые персонажи, то это все равно бы не изменила ситуацию. Вот если бы это было, скажем, лет 200 назад, то могло бы пролонгировать существование людей, и у человечества на данный момент было бы еще лет 100. Но сегодня уже поздно. А что происходит в мире сейчас? На данный момент нас почти 8 миллиардов. Но какой толк от такого человечества, в котором люди ненавидят, убивают и уничтожают друг друга? Да, у нас огромный потенциал, но мы можем объединиться. В этом потребительском мире нас разделили и сделали из нас идиотов и дураков. Причем настолько, что даже когда очевидные вещи рассказываешь, есть такие, что не верят.
Сейчас открой глаза, посмотри на мир, посмотри, какая прогрессия катаклизмов идет. И что, по-твоему, надо сидеть и ждать, пока все уничтожится? Ведь это и тебя касается. Тебя тоже не будет. Ни родных твоих, никого из нас. А ведь сегодня важен каждый. Ведь без людей мы ничего не сможем. Если мы, как человечество, не объединимся, то до лампочки все страдания. Надо было, может быть, тогда еще сделать жесткую Евгеньку, чтобы те, кто тогда остались, спасли бы человеческую цивилизацию, или чтобы лучше нас было стадо 8 миллиардов, которое не способно спасти собственные задницы. Что толку от нас, если мы, как звери друг другу? Правило 6 рукопожатий не сработало. Конечно, многие вдохновились, но своей цели информирования всего человечества мы пока так и не достигли. Почему? Потому что много эгоизма в обществе. Люди заботятся о своих сиюминутных личных интересах, не думая о завтрашнем дне. А вам что, сложно рассказать о созидательном обществе? Рассказать о единственном выходе? Каждому говоришь, там рушится, а в ответ, так им и надо, говорят. Это не маразм ли, когда одна часть планеты радуется, что разрушается другая часть? Почему такое отношение? Потому что в нас доминирует худшее. Это показывает состояние сегодняшнего общества. Это показывает то, что мы нравственно и во всех человеческих аспектах мы деградированы. Одни озабочены личными проблемами, устраивают собственную жизнь, другие озабочены низшими моральными качествами, третьи вообще чокнутые. И это наше современное общество с вами. Нас разучили думать, любить и уважать. Мы больные машины потребления, мы рабы потребительского формата. Все, чего мы хотим, это новую вещь и шмотки. Мечтаем о чем? Какие мечты у людей сегодня? Вот был опрос. Каким вы видите будущее? Ответы: улучшение телефона, умные часы и так далее. Да это не бред ли? Это все, на что мы способны в массе своей. Если с этим ничего не делать сейчас, молчать и не заставлять этих дебилов поумнеть, то и нам капец. Люди не думают ни о себе, ни о близких, ни о детях, ни о ком, просто наслаждаются процессом. Другим нужны доказательства, мол, убеди меня. Еще и дебил при этом не может сопоставить два факта, не говоря уже о большем. Какая у нас перспектива, как у человечества? Простой вопрос. Вот реально. Не страшно ли? Как в этом обществе что-то делать? А делать надо. Наша жизнь зависит и от этих дебилов, не только ихние. Разве это не так? Это жестокая действительность. И теперь у меня вопрос к каждому слушающему. Тебя устраивает эта действительность? Или ты готов действовать, чтобы изменить все к лучшему? Душан, thank you so much for this. Спасибо, Душан.
Нам действительно очень важно это понимать, что ни сокращение населения, никакие другие способы нам не помогут выжить, кроме построения созидательного общества. И действительно, у нас нет времени. На вопрос, который вы задали в конце своей речи, должен ответить каждый человек. Каждый. Друзья, давайте остановимся на секунду и задумаемся, и ответим на этот вопрос. Тебя устраивает та действительность, в которой ты живешь, или ты готов действовать, чтобы изменить все к лучшему? У нас все еще есть надежда, потому что сегодняшняя конференция, она инициирована волонтерами из 180 стран мира. Перевод был в синхронном режиме на 72 языка, для того, чтобы дать возможность миллионам людей услышать. Это действительно жизнеспасающая информация. Впервые в истории мы слышим правду о реальной ситуации на Земле, научную правду и факты. И эта информация дается нам для того, чтобы помочь нам сделать правильный выбор. Сейчас я предоставляю слово доктору Гаялу. Он является членом Национального консультативного совета по туризму Министерства туризма Индии. Также он основатель и председатель туристической группы STIS. Господин Гаял, слово вам. Я приветствую всех людей нашей прекрасной планеты из Индии, потому что мы — поколение, которое осознало кризис, существующий на этой планете. И, возможно, мы будем последним поколением, у которого есть возможность спасти ее. Именно по этой причине я сейчас здесь и благодарен за оказанную мне честь участвовать в этом международном мероприятии. Я думаю, то, что вы делаете, и задачи, поставленные движением, направленные на спасение планеты, это прекрасная инициатива. И от имени индийского народа, индустрии туризма и авиации, я хотел бы заверить вас в своем полном сотрудничестве для того, чтобы это движение имело грандиозный успех. Друзья, сейчас или никогда. Либо мы все умрем, и этой планете придет конец, либо мы проснемся. Происходит глобальное потепление. Мы видим, что тают ледники, случаются наводнения. Вы знаете, что недавно в Гималайских горах произошли оползни. Также и в штате Уттараханд. Это необходимо предотвратить. Нам нужно соединить наши реки, потому что есть районы, где царит засуха. Знаете, мы пытаемся найти жизнь на Марсе, на Луне, но мы не заботимся о жизни, которая есть здесь, в Африке, в различных трущобах Индии, а также странах Южной и Юго-Восточной Азии. Поэтому я думаю, что это движение должно дойти до каждого уголка нашей планеты. И если это произойдет, то есть надежда, что ваше движение, инициатива, которую предприняли люди, станет международной революцией, потому что это не только ради нашего выживания. Мы, пожалуй, прожили большую часть своей жизни. Но для выживания наших детей и внуков необходимо, чтобы эта планета осталась пригодной для жизни и не была уничтожена, разрушена жадностью, алчностью, недальновидностью и узким кругозором нынешнего поколения, населяющего эту планету. Надеюсь, что эта планета останется полной жизни, не только человеческой, но растительной и животной, и не будет бесцельно вращаться вокруг Солнца, как огненный шар.
Мы сможем добиться успеха сейчас или никогда. И мы уверены, что все преодолеем. Благослови нас Господь, и благослови наше движение. Мы сможем и спасем нашу прекрасную планету. Времени мало, поэтому мы все должны проснуться. Я обращаюсь ко всем людям, которые присутствуют на этой конференции, с просьбой дать обещание сегодня, что мы начнем действовать сейчас и не будем оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня. Потому что час решения настал, и его больше нельзя игнорировать. Иначе это будет полная катастрофа человечества, полное уничтожение планеты. Поэтому давайте спасем нашу планету и не позволим ее разрушить. Это мое обращение ко всем зрителям этой исторической конференции. Надеюсь, эта конференция станет поворотным моментом в истории. От имени индийской индустрии туризма и народа Индии я могу заверить вас, что мы не остановимся, пока это движение не будет иметь грандиозный успех. Спасибо. Да благословит вас Бог. Да благословит Господь всех нас. Джейбхен и Джамар. Спасибо. Спасибо огромное, господин Гаял. Очень сильные слова. Thank you so much, Mr. Gayal. Вы абсолютно правы. Нам пора проснуться. Дальше в конференции будет озвучена шокирующая информация о разрушении озонового слоя, ослаблении магнитного поля и увеличении космического излучения. Все эти процессы являются результатом цикличности 12 тысяч лет. И я рада представить вам нашего следующего спикера, доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника кафедры петрологии и вулканологии геологического факультета МГУ имени Ломоносова Сывороткина Владимира Леонидовича. Он уже более 30 лет изучает проблему разрушения озонового слоя в результате естественной дегазации недр и обнаружил, что озоновый слой разрушается больше всего над зонами тектонических разломов и вулканическими регионами, а также, что изменение озонового слоя является одним из важнейших климатообразующих факторов. Владимир Леонидович, вам слово. Уважаемые коллеги, участники международной конференции «Глобальный кризис», это уже касается каждого. Рад приветствовать вас. Зовут меня Владимир Леонидович Сывороткин. Я доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник геологического факультета Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Разговор сегодня я начну вот с сегодняшней погоды. Аномальная жара, разрушенный озоновый слой. Вот истинная причина погодных, климатических аномалий, о которых сейчас никто не говорит. Планета говорит про углекислый газ, антропогенный, что-то сейчас стали про метан добавлять, коров надо вешать или там резать. Но в 1985 году, 22 марта, была подписана Венская конвенция по охране озонового слоя, где второй после биологически активного ультрафиолета угрозой разрушения озонового слоя была названа погодные климатические аномалии. Венская конвенция – это 196 государств подписали. Вы можете назвать хотя бы сейчас одного ученого, который, разговаривая про погодные аномалии, начинал бы с состояния озонового слоя. И я вас сразу привел к тому, что надо говорить про озоновый слой. Без внимания к озоновому слою ничего у нас с вами не получится. Мы можем оставить в стороне, так сказать, и забыть, просто забыть о том, что нам говорили, что озоновый слой разрушается под воздействием техногенных газов фреонов.
Те фреоны, которые более всего обвиняли в разрушении озонового слоя, изъяты 25-30 лет назад почти полностью. И вот ошибка современной науки в том, что проблемы и климатической, и озонового слоя изучают, так скажем, лабораторные химики, лабораторные физики. Хотя, когда речь идет о изменении состава атмосферы, в том и другом случае, и в озоновой проблеме, и в проблеме климатической, речь должны держать в первую очередь мы, геологи, геохимики. Поэтому я не белая ворона в этой проблеме, а я закономерный и главный участник этого проблемы. Потому что если будем изучать реакции в пробирках, а потом пробовать внедрить их вот в общую систему нашей планеты Земля, ничего не получится, как уже и мы видим. Мы видим, что действительно изъяты, уже в рамках Монреальского протокола, он регулирует производство, потребление 100 химических соединений. А, открою вам тайну, кто не знает, озоновый слой продолжает разрушаться, и более того, степень этого разрушения неуклонно нарастает. Мы представим вам сейчас 3 карты среднемесячных аномалий общего содержания озона в северном полушарии. За 2011 год в марте мы видим здесь 35% среднемесячной потери озона. Прошло 4 года. В 2016 году, январь-февраль, вот сейчас эта карта, 40% потери. Те цифры, которые я называю, они сумасшедшие, они бешеные. Это среднемесячная потеря. И вот прошедший 2020 год, в 2020 году, в марте, уже 50%. То есть вот мы видим, что разрушение, степень разрушения озонового слоя в северном полушарии испытывает колоссальное разрушение, но это мало кого волнует. Причем вот эта степень разрушения, она длится там где-то с января и, может быть, до мая месяца, как в 2020 году. А мы знаем, и, собственно, из-за этого был принят Монреальский протокол, что каждый процент потери озона над нашей головой – это первые проценты до 10% увеличения так называемых фотогенных заболеваний и еще всех заболеваний, потому что одно из влияний ультрафиолета – это массовое снижение иммунитета. В наши дни об этом надо помнить. Ну, есть еще тут угроза такая, связанная тоже с водородом, но тем водородом, который к нам идет и от Солнца, солнечные лучи, частицы протонные, и галактический потоки галактических лучей, которые тоже из себя представляют водород. Опасность представляет то, что у нас магнитное поле Земли пульсирует, усиливается, ослабевает. Вот сейчас ослабевает. И тогда оно перестает быть хорошей, непроницаемой защитой вот для этих самых галактических лучей протонов. Вернемся к изучению проблемы разрушения озонового слоя, как нам велит подписанная всеми странами Венская конвенция. Причина разрушения озонового слоя – это выделение водорода из ядра Земли. Водород – озоноразрушающий газ. И поэтому там, где он выделяется, разрушается озоновый слой. Мы ничего не можем сделать, кроме прогноза. Поэтому мы знаем, где наиболее уязвимые места в отношении разрушения озонового слоя. И если мы будем изучать причины, которые влияют на ритмику выбросов, а выбросы ритмичные, в пиках водорода, идущих из-под Земли, мы читаем космическую ритмику. Вот. Еще не ясно, как устроено наше ядро, по каким законам выделяется оттуда водород. Просто из трещин в земной коре в Земле выделяется водород, и он горит. Водород и метан, они часто идут вместе. Да. Понимаете, это ложь по поводу причины разрушения озонового слоя породила сейчас ложь, наслоилась на вторую ложь о решающей роли антропогенных газов, углекислого. Я занимался этой проблемой
И могу сказать, что вот в ансамбле газов, которые обладают парниковым вот этим эффектом, главную роль в парниковом эффекте на нашей планете являют пары воды. Грубо говоря, 80%. 10% малые газовые составляющие. Что это такое? Это те же газы фреоны, это озон, это метан и углекислый газ, о котором сейчас все говорят. 10%. Но из этих 10% на роль антропогенного приходится свои 10%. То есть общий вклад антропогенного углекислого газа в парниковый эффект нашей планеты 1%. Мы сейчас вот перейдем, да, как раз к тем процессам, которые сейчас указывают как доказательство антропогенного глобального потепления. Во-первых, это уже зафиксировано. То, что в центре Антарктиды ничего там не тает сверху. Там, наоборот, наращивается лед. А Антарктида тает снизу. Идет тепловой поток усиленный или усиливаемый выбросами того же горючего газа водорода, который, окисляя, выделяет энергию и начинает таять лед. И в подледных туннелях течет вода, которая разгружается вокруг всей Антарктиды в полярные вот эти моря, океаны. То же самое в Гренландии. Ну, 20-й год, когда было самое сильное разрушение озонового слоя на планете за всю историю наблюдений. За счет чего? За счет усиления выделения водорода. Это мы видим на озоновых картах. И что у нас было в 2020 году, что всех, так сказать, смущало? Это тысячами с неба сыпались птицы. Они гибли стаями. В реках и морях гибла рыба. Киты задыхались, выбрасывались на берег. Почему? В каждом случае придумывают какую-то свою теорию. То и салюты испугались, там фейерверка, то пьяных ягод обклевались и так далее и тому подобное. Но это массовое явление, и нельзя рассматривать, надо рассматривать в общем контексте. Продувка морей, океанов восстановительными газами убивает аэробную биоту. То есть те живые организмы, живущие в морях и океанах, и летающие, и над сушей, тоже птицы, которые дышат кислородом. Выбросы залповые, вот эти водорода, метана, ряд других газов с ними идут, приводят к массовой смерти наших братьев меньших. И подведем краткий итог. Точка зрения геолога. Мощнейший геологический процесс, о котором я сказал, это выделение водорода из ядра Земли, и с которым связаны землетрясения, извержение вулканов, гибель вот этой биоты, он нарастает. Мы зафиксировали это в озоновых картах, на которых видно, что идет мощное нарастающее ступенчатое разрушение озонового слоя. И поэтому весь шлейф вот этих катаклизмов, которые связаны с разрушением озонового слоя, эпидемии, включая то, что вот сейчас пандемии всякие, идет массовое облучение людей ультрафиолетом, которое массово снижает иммунитет. Об этом никто не говорит. Еще раз повторю, землетрясения связаны с выделением водорода. Извержение вулканов – это горячая дегазация Земли. Вот все связано с разрушением озонового слоя погодные и климатические аномалии, включая наводнения, как это странно, вот у нас сейчас по всей стране идут. Коллеги, нам выпало жить вот в такую тяжелую эпоху. Уважаемые коллеги, заканчивая вот этот свой спич, хочу сказать, что вот мой опыт изучения природных процессов, которые ведут к катастрофам, привел меня к печальнейшему выводу, что многие наши отечественные исследователи, особенно, так сказать, в области атмосферы, климатологии, не интересуются реальными причинами. Вот мой опыт я просто, так сказать, готов утверждать. Так же, как и во всем мире. То есть, никому не интересен озоновый слой, что с ним происходит. Сейчас неинтересно, да, влияние озонового слоя на погоду и климат, о чем сказано в Венской конвенции. То есть, в нашей науке климатологии, вот как мы обсуждаем процесс климата, господствует планетарная ложь. И вот
я нахожу такой шанс в победе, если участники вот этого международного движения «АЛЛАТРА» поставят своей целью добиваться всепланетарной правды. Я думаю, что это будет самое мощное и серьезное вложение в развитие нашей всей цивилизации. Потому что цивилизацию убивают. А сейчас вообще цивилизационную какую-то контрреволюцию, диверсию собираются устроить, убрать одно, а что насаждать другое, оно еще не готово. Поэтому, коллеги, давайте бороться, взявшись за руки, всем миром, всей планетой, за правду. А потом на основе вот этой правды, когда мы все убедимся в том, что вот сегодня я сказал правду, сказал вещи, в которые можно верить, которые много объясняют, кто-то другой уточнит. Так, но главное, чтобы говорить правду, не корыстную ложь, за которую хорошо платят или за которую ты что-то получишь, а правду, которую человек должен просто говорить, потому что он человек. Вот на этом прощаюсь с вами. Спасибо, профессор Сывороткин. Давайте обсудим еще несколько фактов об очень важной проблеме повышения космического излучения из-за изменений магнитного поля Земли. На сайте Европейского космического агентства есть интересная анимация. Это вот есть синяя зона, южноатлантическая аномалия, зона с аномально низким магнитным полем. И интересно, что с 2015 года эта зона сильно расширяется, и у нее сместился эпицентр сейчас над Кейптауном, и, в принципе, есть разные зоны, южноатлантическая и североатлантическая аномалия, и, в принципе, раньше никто это не мог предсказать, что будет такое развитие событий, и мы 5 лет назад слышали прогноз от ученых, никто ничего этого не ожидал. То есть, о чем это говорит? Это говорит о том, что говорила Лиза, что происходят изменения в ядре Земли, и об этом мало говорят, потому что на CO2 можно заработать гораздо больше. Спасибо большое, Тали. И дальше мы изучим также очень важную информацию о тех угрозах. И давайте посмотрим коротенькое видео. Шокирующая новость 2021 года, которую вы не найдете в заголовках мировых издательств. Воздух и вода исчезают с нашей планеты. Неизвестное излучение из космоса медленно убивает землян. Медленно? Не совсем. В 2021 году ученые обсерватории Лхасо в пределах Млечного Пути зафиксировали космическое излучение сверхвысоких энергий. Короткие, но очень мощные выбросы радиации происходят, когда плотные нейтронные звезды сталкиваются друг с другом, взрываются сверхновые, либо когда звезды или планеты исчезают в черных дырах. Такое жесткое излучение стремительно разрушает озоновый слой в атмосфере нашей планеты Земля и способно спровоцировать выпадение кислотных дождей по всей планете. Вместе жесткое ультрафиолетовое излучение при отсутствии озонового слоя и обильные кислотные дожди смогут в кратчайшие сроки уничтожить все живое на Земле. Происходит это потому, что магнитное поле Солнца, которое защищает нас от опасных космических лучей, значительно ослаблено, так как Солнце находится сейчас в минимуме своей активности. Именно в тот момент, когда с недр космоса к нам летит смертельная радиация, защита Солнца минимальна. Галактические космические лучи достигают верхних слоев атмосферы Земли и разрушают ее. Это сопровождается усилением вулканизма, землетрясений и экстремальных погодных явлений. Но что самое страшное,
мы рискуем потерять кислород и воду. Ведь именно атмосфера удерживает условия для жизни на Земле. Драматичность ситуации добавляет тот факт, что магнитное поле Земли, защитный купол, который оберегает от угроз из космоса, начало трещать по швам. Уже есть огромные области, где защита критически ослабла. Так, бразильская магнитная аномалия, а по сути энергетическая пробоина, увеличилась до беспрецедентной величины. Она уже достигает западного побережья Африки и продолжает расти. Сила магнитного поля над западным полушарием слабее, чем над восточным, и оно продолжает разрушаться. Также аномально, что на данный момент скорость дрейфа северного магнитного полюса увеличилась в 6 раз. Кроме того, само магнитное поле стремительно ослабевает. Это говорит о том, что начинается инверсия магнитных полюсов, во время которой магнитное поле на какой-то период может даже полностью исчезнуть. Солнечная защита минимальная, электромагнитное поле Земли ослаблено, стратосфера, которая сохраняет кислород, уменьшилась из-за нашей деятельности на 400 метров. Чем это нам грозит? Еще немного, и космическое излучение убьет нас всех. Неужели эта новость не заслуживает первых страниц во всех мировых изданиях? Неужели она не заслуживает того, чтобы мы все обратили на нее внимание? Пока наше внимание направлено на зарабатывание денег, гонку за альфа-первенство, конфликты, происходит разрушение жизни и атмосферы. Даже ребенку понятно, что без воздуха мы точно не выживем. Многие люди мечтают полететь на Марс, планету без атмосферы и жизни. Совсем скоро марсианские пейзажи можно будет увидеть на нашей с вами планете. Сохранить жизнь на Земле или оставаться безучастным к ее разрушению. Жизнь или смерть всего человечества. Вот перед каким выбором поставлен сейчас каждый из нас. Действительно, всем жителям Земли угрожает смертельная опасность. Скоро вся растительность, кислород и воздух могут исчезнуть с поверхности Земли. Прямые лучи гамма-излучения прямо сейчас направлены на нашу планету. И это связано с цикличностью и положением планеты в космическом пространстве. Мы находимся как раз в той точке, когда на нее идет прямой поток галактического космического излучения. И это излучение гораздо страшнее тех солнечных лучей, о которых мы знаем. Оно разрушает все на своем пути. И эта разрушительная сила воздействует на тонкие механизмы Земли, вызывая их саморазрушение. В итоге в недрах Земли возникает огромная активность, выделяется энергия, которая нагревает вулканы, нагревает океаны, пробуждает вулканы, вызывает землетрясения. По сути, это излучение разрушает сердце Земли, ее ядро, но помимо деструктивного воздействия на ядро Земли, оно влияет и на атмосферу. Атмосфера — наша единственная защита, и объем атмосферы в последнее время уменьшается, а значит, уменьшается объем воздуха. То есть космическое галактическое излучение, по сути, разрушает нашу Землю как изнутри, так и воздействует на ее внешнюю оболочку, атмосферу. А результат воздействия вы видите у себя за окном. И это происходит именно сейчас, когда все защитные механизмы Земли ослаблены. На нас идут эти смертельные лучи. Последствия их воздействия практически необратимы. Можно говорить о том, что может произойти. Многие люди верят, что можно спастись в бункере под землей, но ситуация такова, что воздух и вода могут исчезнуть с поверхности планеты. Тогда как же смогут выжить люди? Люди, одумайтесь, что мы делаем?
на планете исчезает воздух, а мы продолжаем бороться за территории, власть и влияние. Воздействие галактических космических лучей — это серьезная глобальная проблема. Нужны технологии совершенно другого уровня. Время ценно. Давайте использовать его для поиска решений, разработки технологий. Я выбираю созидательный формат общества и условия, в которых это осуществимо. А что выбираете вы? Thank you, Anastasia. This is a very good... Спасибо, Анастасия. Это действительно очень важный и острый вопрос, на который каждый человек должен ответить сам для себя. Давайте посмотрим фрагмент из видео с участием Игоря Михайловича Данилова, который поможет с ответом на этот вопрос. Или же мы в действительности все вместе начинаем понимать, что мир на грани, а сейчас об этом говорят уже все. И мы не говорим об экономике, там, геополитике, войнах и тому подобное. Мы говорим о нашей планете, которую мы, как человечество, съели, уничтожили, отравили и убили практически. Но еще мы можем что-то сделать. Так вот, или же мы беремся и что-то делаем, но все вместе. Ну или давайте каждый заниматься своими делами. Другого варианта нет. Решать свои задачи, которые у нас остались нерешенные. Да? Кто-то дерево не допосадил, кто-то дом не достроил. Давайте достраиваем. Сажаем деревья, достраиваем дома. Я не знаю, кому это. Может быть, тихоходки там, но плесень останется, конечно, скорее всего, не то не надолго. Ну, вот на Марс летают, расскажут, что там есть. Мы узнаем то, что есть. Но домов и деревьев нет. Это точно. Знаете, вот некоторые, конечно, вот завидуют тем, что вот хотят полететь на Марс, что есть герои, они увидят другую планету, они увидят мертвую планету, такую как Марс. Зря завидуют. Скоро мы ее увидим все вместе, если мы не будем ничего делать. Нам лететь никуда нет. Мы свою планету убиваем, собственно. Разве не так? Мы видим, насколько серьезна сегодняшняя ситуация. Если мы не изменим формат, в котором живем, на созидательное общество, у нас тогда не будет никакого шанса выжить. Дорогие зрители, для меня огромная честь представить нашего следующего почетного спикера. Сатьяджита Бхадхала, известного индийского режиссера телевидения и кино. Кроме прочего, он занимается созданием телешоу, посвященных социальным проектам. Господин Бхадхал, работа, которую он выполняет вместе с мистером Амиром Ханом и всей командой, и той работой, которую вы делаете в фонде Паани, это работа достойна восхищения, ведь вы объединяете людей и помогаете им справляться с последствиями засухи. Это местный пример того, как люди вместе преодолевают трудности. Итак, наша большая честь передать вам слово. Здравствуйте, меня зовут Сатьяджит. Я живу в Мумбаи, Индия. Для меня радость и честь иметь возможность выступить на конференции о созидательном обществе. Никакое внешнее учреждение, никакая технология не сможет решить наши проблемы
Если и до тех пор, пока мы не сможем решить основную проблему, стоящую перед человечеством, которая заключается в социальном разрыве, в отсутствии понимания того, что мы по сути все едины. Однако сегодня мы все разделены. Мы разделены по многим направлениям. В этом и заключается основополагающий кризис, с которым мы столкнулись. Если мы сможем решить эту проблему, у нас будет шанс разобраться и со всем остальным. Если мы не сможем решить эту проблему, я не считаю, что наука и технологии смогут когда-нибудь вывести нас из кризиса, с того края пропасти, на котором мы, безусловно, находимся. Поэтому замечательно, что сегодня мы делаем шаги в нужном направлении, и для меня большая честь быть частью этого диалога. Главной проблемой на всех уровнях является проблема изменения климата. Я считаю, что изменение климата — это как слон в комнате. Его невозможно не заметить, и это уже происходит очень быстро. Это не то, что произойдет в будущем. Это уже происходит. Мы буквально как... Должно быть, вам знаком пример с лягушкой в воде. История такова, что если опустить лягушку в горячую воду, она немедленно выпрыгивает, потому что она осознает, что вода горячая. Но если поместить лягушку в воду комнатной температуры, которую затем постепенно нагревать, то она будет наслаждаться этой теплой водой. Но к тому времени, как лягушка поймет, что вода опасна, будет уже слишком поздно. У нее больше не будет физической возможности выпрыгнуть. И я думаю, что мы очень близки к такой вот точке кипения. И потребуется вся человеческая изобретательность, чтобы отвести нас от края пропасти, потому что именно там мы сегодня находимся. Не имеет значения, кого мы считаем могущественным. Величайшие военные сверхдержавы мира на определенном уровне считают себя беспомощными, как бы иронично это ни звучало. И это правда, потому что наша планета Земля сейчас проходит через кризис. И если все человечество не объединится, не придет к согласию хотя бы в этом вопросе, то мы попросту не сможем выкарабкаться из этого кризиса. Но как человеческие существа мы еще недостаточно объединены. Мы будто бы победили законы природы, но так и не пришли к пониманию нашей собственной природы, нашего естества. Кто же мы? Как биологический вид мы уже живем взаймы. Сейчас мы видим, как климатические изменения проходят точку невозврата. Во многих странах мы видим, как состояние окружающей среды, в которой каждый из нас живет, ухудшается и становится все более непредсказуемым. В Бомбее ураганы, которых у нас никогда не было. Так что на многих уровнях, я думаю, каждый человек во всем мире чувствует, что мы живем в период неопределенности, который является беспрецедентным. Все внутригосударственные решения терпят неудачу, и они будут провальными, вне зависимости от того, идет ли речь о здоровье, о глобальном потеплении, или же это касается экономики. Они не понимают, как вообще об этом сказать людям. Я лично глубоко убежден в том, что выживание всего нашего вида зависит от того, сможем ли мы объединиться, найдем ли мы путь, основанный на диалоге, доброте, любви, на преодолении страха принятия различий. Мы либо сможем это сделать и выжить, либо же мы, безусловно, вымрем как вид. И, несомненно, это не является чем-то непредсказуемым. Не нужно быть ученым семи пядей во лбу, чтобы спрогнозировать это. Ну, очевидно, что роль СМИ возрастает, потому что СМИ могут охватить большую аудиторию за один заход. Такой уровень неотложности может быть достигнут только в том случае, если он станет доминирующей эмоцией гражданского общества. Пока нам не удалось достичь такого уровня неотложности и осведомленности в общественном сознании. Конечно, СМИ играют определенную роль в этом процессе, но очевидно, что все слои общества должны быть в это вовлечены. Этим должны заниматься родители, этим должны заниматься школы и колледжи. Это то, чем должны заниматься политики у власти. Это то, что должен делать каждый из нас. Я впервые сотрудничаю с проектом «Созидательное общество», и мне, безусловно, очень по душе эта идея.
Когда люди из всевозможных кругов общества встречаются, чтобы поднять на повестку дня общие проблемы, с которыми столкнулись мы как человечество, или как часть природы, или бытия, с какой бы стороны мы это ни рассматривали. И я считаю, что это крайне важная инициатива. Thank you very much. Thank you, Mr. Bhatkal, for supporting Creative Society. Спасибо большое, господин Бхаткал, за поддержку созидательного общества. А сейчас я хочу предоставить слово Ее Королевскому Величеству Наде, и она является послом Международной комиссии прав человека, консультант Рокфилд колледжа наук и основательница организации USS Row One. Приветствую всех! Алоха! Салам алейкум! Намасте всем! Меня зовут Королева Надя. Я обращаюсь ко всем вам с призывом принять участие в движении «Созидательное общество». Потому что, во-первых, это движение мне очень дорого. Это замечательная команда людей. Они выполняют огромную работу по всему миру. Их цель — объединить всех людей, сплотить их, возродить человечность и создать стабильные условия для всех. Поскольку у меня такие же цели, я нашла семью в созидательном обществе. Вместе мы сила. Знаете, когда я смотрю на этот мир, я вижу, что везде одни кризисы. У нас есть проблема бедности, насилие над человеком, несоблюдение прав человека, проблема того же ковида, проблема агрессии. Мы развили сознание, в основе которого эго. Вследствие этого мы полностью изменили нашу среду обитания своим отношением, коррупцией, насилием, своим осуждением, агрессивностью. Мы просто разрушили этот мир. Что касается изменения климата, если мы не несем любовь на этой планете, если мы не несем солидарность и объединение, ученые ничего не смогут сделать. Если мы будем продолжать в том же духе, это приведет к вымиранию человечества. Мы уничтожаем друг друга, ведь мы не поняли, в чем именно заключена наша истинная сущность. Я хочу поблагодарить всех участников Созидательного общества за ту большую работу, которую они делают. Объединить всех вместе, принести людям мир, поделиться любовью и бороться за справедливость. Вот что нужно нашему миру. Что мне нравится в Созидательном обществе, так это то, что все расширяют горизонты, потому что хотят измениться. Все хотят любви и мира, и Созидательное общество делает это возможным. Мы понимаем, что без этого единства невозможно ничего. Спасибо большое, королева Надя Харахири, и это удовольствие знать, что понимать, что вы с нами. И сейчас я хотела бы представить следующего докладчика, сэра Патрика Бежу. Он является послом ООН по вопросам мира во всем мире, старший судья по банковским выкупам Международного суда и Международного уголовного суда, инвестиционный банкир, управляющий фондами
и писатель. Спасибо за поддержку, которую вы и ваша организация оказываете миру в целом этой замечательной миссии, связанной с созидательным обществом. Я видел много из того, что вы сделали, и без сомнения я вам аплодирую. И сегодня я бы хотел видеть весь мир, всех людей на Земле в созидательном обществе. Как вы знаете, я являюсь послом ООН, я выступаю в защиту прав перед всеми правительствами, я разговариваю с премьер-министрами и президентами. Я выступаю в защиту этого в Международном суде. И я не думаю, что люди действительно понимают серьезность опасности в связи с изменением климата. Итак, вы задаете вопрос, какова законодательная позиция в отношении вопроса миграции в случае стихийного бедствия или его потенциальной угрозы. Закон гласит, что вы не можете просто собраться и поехать в ту или иную страну только потому, что считаете, что в вашей стране наступил голод или чума. Правовая позиция должна быть такой, что в случае бедствия, спровоцированной человеком или инициированной, скажем, Божьим промыслом или природой, мы должны в таком случае будем открыть границы, чтобы люди смогли спастись и получить помощь на другой территории. Но в настоящее время закон не позволяет этого. Вопрос заключается в том, что будь то катастрофа или мировой кризис, но границы страны закрыты с целью сохранения ее собственной целостности, безопасности и по ряду других причин. Эти страны самоизолируются. Я хотел бы видеть изменения, что в моменты кризиса у нас были открыты двери, чтобы поддерживать всех наших соседей. Потому что человечество в своей основе — это однорасовая раса, независимо от национальности, культуры, вероисповедания и так далее. И мы должны поддерживать друг друга, особенно в кризисный момент. Человечество может стать просто далеким воспоминанием. Жаль, что люди ставят памятники сами себе, когда на самом деле, в конечном счете, не останется никого, кто бы их вспоминал. Дайте детям, нашим детям шанс выжить в этом мире, на этой планете, в которой мы когда-то наслаждались и могли бы наслаждаться. Давайте не будем разрушать их наследство. Давайте действовать уже сейчас. Сейчас самое время, не завтра, сейчас самое время принять меры в отношении того, что несет колоссальные разрушительные последствия, если люди не обратят на этого никакого внимания на изменение климата. Я не знаю, сколько еще раз я должен сказать об этом ученым, членам Организации Объединенных Наций, правительствам. Проснитесь, проснитесь, скорее, пока не стало слишком поздно. И знаете, они не могут отвернуться и сказать, что им ничего не говорили. Они не могут сказать, что их не предупреждали. Вещи, о которых я сказал, весьма серьезны. И я хочу, чтобы созидательное общество продолжало свое знаменательное движение, провозглашало свою миссию и продолжало расти, чтобы в конечном итоге, благодаря количественному перевесу, мы изменили мир. Я призываю всех действовать в этом направлении, стать частью созидательного общества. Присоединяйтесь к этой инициативе. Послушайте, прислушайтесь к тому, что они говорят. Если вы не прислушаетесь, последствия будут печальны.
Эти люди, они действуют, им не платят за это. Они делают это, потому что им не безразличен наш мир. Они хотят видеть перемены. Они тратят и посвящают этому делу все свое время для того, чтобы правительства, судьи, такие как я, приняли это во внимание с точки зрения закона и моей позиции посла Организации Объединенных Наций. Люди, прислушайтесь к мнению люди прислушиваются к мнению официальных лиц. Они услышат тот факт, что даже люди с моим положением, коллеги в ООН, коллеги-судьи, стремятся изменить ситуацию к лучшему. Я обращаюсь к правительствам, я обращаюсь к лидерам, я обращаюсь к вам, человечество, принять решение сейчас, пока не стало слишком поздно. Почему вы не понимаете этого? Почему вы не понимаете всей важности этого? Это будет конец для человечества, если мы не прислушаемся и не последуем в направлении, если мы не прислушаемся и не последуем в направлении созидательного общества. Спасибо. Спасибо, господин Бижу, за ваше обращение и за то, что вы сегодня с нами. Дорогие зрители, спасибо, что вы сегодня с нами, за ваши комментарии, за вашу поддержку. Давайте вместе посмотрим следующее видео. Уверена, что оно не оставит никого равнодушным. Задумывался ли ты когда-нибудь, что могут случиться обстоятельства, при которых тебе придется внезапно покинуть свой дом, свою квартиру, свой город? Покинуть навсегда. И причиной этому станет не путешествие, не отпуск и не плановый переезд, а необходимость выжить. Беженец. Наверное, чаще всего это слово ты слышал из новостей. А думал ли ты, что рано или поздно таким беженцем можешь стать ты сам? Ведь климатические катастрофы не знают границ, социальных статусов и расписаний. Только за 2020 год 82,4 миллиона человек по всему миру были вынуждены покинуть свои дома. А это население таких стран, как Германия или Турция. Это больше, чем все население Великобритании или Франции. Беженцы — это люди, которые бегут от смертельной опасности. Но сегодня им бежать некуда. Их жизнь подвергается угрозе и риску везде, где они оказываются. Среди них миллионы людей, климатических беженцев, не имеют никакой защиты со стороны закона. Ни Конвенция о статусе беженцев, ни международное законодательство не обязывают страны принимать климатических беженцев. Комитет ООН по правам человека 21 января 2020 года заявил, что страны не могут депортировать лиц, которые сталкиваются с условиями, вызванными изменением климата. Заявил, но отказал в удовлетворении первой в мире жалобы, поданной Иоанне Тейтиоте, о том, что Новая Зеландия нарушила его право на жизнь, депортировав в родную страну Кирибати. После депортации семьи Иоанне у одного из его детей произошло серьезное заражение крови. Климатические беженцы – одна из самых бесправных категорий людей на нашей планете.
Законы многих стран предусматривают наказание за бесчеловечное отношение к животным, но абсолютно не защищают людей, которые чудом выжили в результате стихийного бедствия и оказались на улице без средств к существованию. Ежедневно погибает один ребенок из числа мигрантов и беженцев. Марк Локок. Каждый день я получаю сообщения о том, что маленькие дети и груднички умирают от холода. Только представьте, каково горе родителя, убежавшего от войны, чей ребенок у него на глазах замерзает до смерти. Мы строим приюты для бездомных животных, но отказываем в помощи людям, оказавшимся в беде. Мы не только не помогаем этим людям, по отношению к беженцам допускается любое насилие. Многие государства проводят политику сдерживания, пытаясь любой ценой не допустить беженцев на свою территорию. По данным ООН, десятки тысяч людей были оттеснены пограничными властями в Европе с применением насилия. Пандемия усугубила ситуацию с беженцами. Согласно официальной информации, ужесточения по пересечению границ помешали сотням тысяч людей покинуть зоны вооруженных конфликтов, экономических кризисов и экологических катастроф. При этом интенсивность деловых поездок за границу оставалась практически на прежнем уровне. С 2015 года проявления насилия на границах стали более изощренными, а с 2020 года, по сравнению с предыдущим, число пыток увеличилось. В специальном отчете сети мониторинга пограничного насилия BWMN о пытках за 2020 год содержатся данные из 286 свидетельств о насильственных действиях. Жестокие избиения в течение 6 часов, травля полицейскими собаками, раздевание людей, сжигание их одежды, а затем выталкивание их обратно через границу, полностью в обнаженном состоянии. Группы до 80 мужчин, женщин и детей насильно раздевали догола и помещали в одну комнату. Жестокие избиения и выброс жертв в воду приводили к тому, что люди пропадали без вести. Вот лишь пару цитат жертв. Они стреляли рядом с нашими ушами, чтобы запугать нас. Они ни о чем нас не просили, они просто начали нас избивать. Они нашли в наших сумках кетчуп и майонез и намазали им наши раны. В декабре 2020 года была опубликована «Черная книга противодействия». На 1500 страницах задокументировано ужасающее насилие, от которого пострадали более 12 тысяч человек от рук властей на внешних границах европейских цивилизованных стран. Международное объединение Oxfam в 2018 году опубликовало похожий отчет. Полиция содержала детей в возрасте 12 лет в камерах без воды и еды, вынимала сим-карты из мобильных телефонов, меняя возраст в документах, незаконно возвращала их через границу, отрезала подошвы с их обуви, чтобы они не пытались вернуться обратно. Есть четкие свидетельства роста сексуального и гендерного насилия в отношении женщин и девочек, как во время, так и после стихийных бедствий. Зафиксированы множественные случаи сексуального надругательства над детьми, повышенному риску насилия, эксплуатации и жесткому обращению подвергаются и пожилые люди. В нашем обществе человек, потерявший свое имущество, место жительства, теряет право на защиту и жизнь. Лагеря беженцев ужасают своими условиями. Вот что рассказывает о лагерях беженцев Фабрицио Карбони, директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста на Ближнем и Дальнем Востоке. Палатки кишат крысами, источники воды загрязнены фекалиями,
а у жителей диагностирован туберкулез, чесотка и посттравматический стресс. Сотни детей, главным образом мальчиков, некоторым из них всего лишь 12 лет, содержатся в тюрьмах для взрослых, где им просто не место. Таковы реалии нашего потребительского общества, в котором мы живем. Учитывая тенденцию нарастающих климатических катастроф, ты уверен, что завтра стихия не придет в твой дом? Ты готов оказаться на месте этих людей? Или будем вместе что-то менять? В потребительском обществе никто не ценит жизнь человека. А в созидательном обществе главная ценность — жизнь человека. Нет, это не голливудский фильм ужасов, не извращенный результат больной фантазии писателя или какого-то режиссера. Это реальность. Это горькая, выворачивающая наизнанку душу реальность. До какой же деградации нашего общества мы дошли? Хотел бы кто-то из нас, смотрящих сейчас эту конференцию в теплых комнатах, на удобных диванах, оказаться на их месте, или чтобы наши дети оказались. А сегодня нам были представлены неопровержимые научные факты о том, что то, что сейчас происходит с климатом, это только начало. И сейчас, откровенно говоря, климатическая миграция еще не такая масштабная. Планета начала разрушаться, но будет разрушаться еще больше. И в каком мире мы окажемся, если ничего не изменим? Подумайте сами, мы все разумные люди. Вы можете сложить факты. Все больше и больше людей будут попадать в эти нечеловеческие условия. С нарастанием масштабов этих климатических катаклизмов, которые мы с вами вот уже в июне и июле 2021 года все вместе наблюдали по телевизору, понятно, что будет пропорционально нарастать количество климатических беженцев. А значит, будет нарастать ужас, который мы только что увидели. Также абсолютно несложно понять, что условия для беженцев в текущем формате общества будут становиться только хуже и хуже во всех смыслах. И агрессия, и нечеловеческие условия выживания будут расти пропорционально количеству пострадавших и пропорционально масштабам разрушения инфраструктуры. И если то, что мы сейчас с вами увидели, это жуть, это боль каждого неравнодушного человека, боль матерей, боль родителей, то какими словами можно описать перспективы? Апокалипсис? И самое опасное сейчас думать, что с тобой такого не случится. Мы ведь все в одной лодке. И не стоит думать, что какие-то беженцы придут к тебе. Вполне возможно, тебе самому, твоим детям придется мигрировать. А на нашей планете сегодня нет ни одного гарантированно безопасного места. Ни одного. И поняв это, вот мы тогда сможем перестать играть и заниматься глупостями. Тогда мы сможем объединиться. Потому что сегодня, как никогда, нам нужен весь научный, планетарный потенциал для того, чтобы спасти людей. Но мы должны быть к этому готовы заранее. Заранее, а не когда уже будет слишком поздно.
А это возможно только в формате созидательного общества. И это уже понятно каждому. Здравствуйте. После увиденного у меня возникла следующая ассоциация. Давайте представим наше общество как единый организм и сравним его с человеческим телом. Это похоже на то, что мы отрубаем себе левую руку в надежде, что правой будет больше места. Это абсурд. Вместо того, чтобы решать проблему совместно, мы отгораживаемся от людей, которые оказались в беде, в надежде, что наша жизнь будет комфортнее. Нам навязали ложную систему ценностей, а мы ее поддержали. И вот к чему это приводит. Для меня также шокирующим стал пример на Гаити. Там 12 января 2010 года произошло мощнейшее землетрясение. Самое страшное, что огромное количество людей погибло не в результате стихийного бедствия, а в борьбе за кусок еды и глоток воды. Я побывал там спустя 3 года после катаклизма. Работал на морском судне, на котором мы привозили туда рис. Мне навсегда запомнилась картина, как под покровом ночи голодные люди пробирались к конвейеру с рисом, а вооруженная охрана их отгоняла. Мы привозили туда рис, а соседние суда подвозили танки, чтобы сдерживать население. За пределы порта выйти было невозможно, потому что тебя похитят. У входа в сам порт толпилось огромное количество людей в ожидании работы за еду. И это спустя 3 года после катаклизма. Также известны случаи, когда люди убивали друг друга за рис. Глядя на них тогда, я даже и подумать не мог, что скоро мы все будем такие. Им хоть рис подвозили, а нам никто ничего не привезет. Утратив все в отсутствии еды и воды, и мы такие будем. И будем у друг друга из животов органы вырезать. И есть друг друга будем. Есть сомнения? Посмотри примеры в современной истории. Бытует мнение, что беда нас всех сплотит. Но правда такова, что в экстремальных условиях в человеке активируется то, что доминирует в нем каждый день. Оглянись вокруг и обрати внимание, как мы ведем себя сегодня. Что в нас доминирует каждый день. Проблема климатических беженцев не нова. Но до сих пор отсутствует правовое регулирование этого вопроса. Даже статистики не ведется по точному количеству людей, нуждающихся в помощи сегодня. Звучат заявления, что странам необходимо принимать климатических беженцев, но на деле их вместе со своими семьями депортируют обратно в страны, непригодные для жизни вследствие изменения климата. Кто должен поднимать эти вопросы? Разве не мы с вами, люди? Ведь если мы соглашаемся с тем, как поступают с другими, значит мы согласны, чтобы так поступали с нами. Сегодня самый главный кризис – это кризис человечности. И на карту поставлена наша с тобой жизнь. Поэтому стоит приложить максимум усилий. Мы с тобой в ответе за тот формат, который поддерживаем. Стоит отметить, что говоря о беженцах, мы всегда подразумеваем кого-то и где-то далеко. Но сегодня, говоря о беженцах, учитывая то, что происходит с климатом, я говорю о нас с тобой. Да, ты все правильно услышал. Ты когда-нибудь терял дом? Лишался привычной жизни и повседневных комфортных ритуалов? Семейного ужина, посиделок в интернете, горячего душа и теплой уютной кровати? Так вот представь, что лишившись всего этого, ты вынужден будешь вместе со своими близкими выдвинуться на поиски ночлега, еды и воды. И окажешься среди незнакомых людей. И это хорошо, если они тебя понимают. А если нет? Вот здесь-то и стоит задаться вопросом, а что будет с нами, если нынешние примеры с беженцами шокируют? Что будет с нами в таком обществе, где человек – это всего лишь цифра в отчете? Поэтому, пока еще не поздно, нам стоит взглянуть друг другу в глаза, понять, что нам нечего делить, и пожать друг другу руки. Да, времена сегодня непростые.
Но мы способны, откинув все предрассудки, объединиться в общей цели и построить созидательное общество. Укрепить фундамент настоящих ценностей, вернуть все с головы на ноги и вместе подготовиться для того, чтобы достойно и безопасно пройти эти времена. Только в таком случае тебе абсолютно ничего не угрожает, в каких бы условиях мы ни оказались по причине глобального изменения климата. Спасибо. Большое спасибо, Денис. Очень важно, чтобы люди не молчали. И после информации, которая была озвучена сегодня, как вы можете молчать о том, что происходит в нашем мире? Но нас давно приучили следовать чужим абсурдным решениям, верить навязанной лжи и никогда не задавать вопросов. Но пришло время, когда нужно сказать правду. И сейчас я хочу передать слово Арману из Казахстана. Да, друзья, то, что было сказано, это шокирует. То, что мы услышали, это серьезный повод задуматься нам всем. Потому что это действительно касается каждого жителя планеты Земля. Как неоднократно сегодня говорилось, мы настолько разрушили Землю, что реанимировать ее можем только мы. Что сама по себе планета не восстановится, ситуация не будет лучше становиться. Кто-то может думать, ничего, какая-нибудь жизнь ведь останется, пусть даже и не будет людей. Если вы радуетесь тому, что выживет тихоходка и какая-нибудь инфузория-туфелька, и вам не жалко 8 миллиардов людей, то ничего другого не скажешь, кроме того, что только идиот может так думать и радоваться этому. Останется инфузория туфелька и плесень. Мы что, плесень? Такие люди хуже Иуды. Они даже не Иуды, они те, кто продали Иуду. Каким надо быть идиотом, чтобы допустить такое? Таких людей, кто вот так говорит, послать бы туда, где все рушится. Будут ли они там так думать и радоваться? Почему-то они радуются, когда беды касаются других людей, но не их самих. Давайте вместе обратимся к Маску и такую плесень человеческую отправим на Марс. Пусть радуются там. Также хотелось бы немного сказать касательно тех, кто смеется, троллит эту правдивую информацию, или кто сидит на диване и сам ничего не делает, но только критикует, или же издевается над теми, кто действует. Так называемые диванные критики, диванные ученые, диванные умники. И у меня вопрос к каждому здесь присутствующему человеку. Скажи, вот ты бы хотел, чтобы ты, твои дети, твои родители, твои родственники, друзья, все дорогие тебе люди погибли из-за этих глупцов и лжецов, сеющих раздор и споры. И именно поэтому у этих лицемеров вызывает недовольство то, что делают участники «АЛЛАТРА». Потому что в «АЛЛАТРА» говорят о реальных и серьезных вещах. А духовные аспекты они объединяют. Поэтому жрецы против, потому что мы говорим правду. Против правды те, кому выгодна ложь. Но каким надо быть идиотами? Неужели непонятно, что вам же самим негде будет доживать вашу старость? У нас не будет цветущей планеты, а будет Марс. Мы говорим вам об этом и призываем всех объединиться, чтобы этого не случилось. А вы смеетесь. Смеетесь. Смеетесь дальше. Но слушайте, где вы будете? Ведь ваш пир — это пир во время чумы. Но из-за вас мы все здравомыслящие люди этого мира
можем погибнуть из-за вас, эгоистов, из-за вас, разделяющих нас. Ведь вы разделяете нас. Согласно древнему принципу «разделяй и властвуй». Разве вы объединяете нас в религиозности? Бог един, и все пророки от Него приходили и истину приносили. Посмотрите позапрошлую конференцию. 20 марта она проходила, и вы все поймете. А все остальное это сопротивление. Поэтому сегодня должна звучать правда от жрецов, от политиков, от всех. Правда о том, что если не объединимся, то начнем грызть горло друг другу. Будем есть друг друга. Разве не сказано в религиях об этом? В наших религиях об этом сказано теми, кто знал правду, но лицемеры против этой правды. Поэтому она подрывает их власть. Но что сказано в Коране об этих лицемерах, сеющих нечестие и раздоры? 2 сура, 10 аят. В их сердцах болезненная зависть и ненависть к верующим, а также испорченная вера. Аллах же увеличил их заблуждение и зависть победой истины. Их ждет в земном мире и в будущей жизни мучительные наказания за то, что они лгут и отрицают истину. А ведь сегодня как никогда важно, чтобы мы сплотились и были как единый, сплоченный организм. В этом суть «АЛЛАТРА» — спасение всего человечества, объединение человечества перед лицом общей беды, той катастрофы, которая ждет всех нас. Если мы ничего не изменим. Проблема еще в том, что нас веками отучали верить в себя, в свои силы, в свой потенциал. Но мы в силах изменить и это. Разве сегодняшняя конференция не является тому доказательством? Мы, сами люди, организовали такую конференцию, подобно которой не могут организовать даже крупнейшие государства. И Всемирная организация с их многомиллиардными бюджетами. А мы, люди, сами, своими силами сделали это. Почему? Потому что мы понимаем важность происходящего, важность нашего объединения и важность построения созидательного общества. А также мы понимаем важность того, что люди услышали эту информацию, все люди, чтобы даже те, кто сегодня обманут, дезорганизован или дезориентирован информационной ложью, чтобы даже эти люди осознали и поняли тот факт, что если каждый из них после этой конференции идет на работу и продолжает разрушать мир, так словно ничего не изменилось, то ничего хорошего из этого точно не будет. Но если каждый завтра, идя на работу, поделится этой информацией со своими коллегами, расскажет об этом своим родственникам, друзьям, то он уже становится частью процесса изменения мира к лучшему. Потому что есть только один вариант решения нашей общей проблемы выживания — это созидательное общество. Как только меняется формат, то весь технический прогресс начинает служить всем людям на Земле. Не отдельной кучке людей, которые используют технический прогресс в своих узкокорыстных интересах и смотрят на нас как на рабов, а всему человечеству служить. Простой пример. Как говорится, не надо далеко ходить. Пандемия. Сколько миллионов смертей. Миллионы людей оказались за чертой бедности. И при этом на этой теме появилось 8 новых миллиардеров.
Разве это не ужасно? Разве это не постыдно? Вся беда и проблема в том, что идет борьба за то, чтобы быть альфой, быть самым богатым, самым главным, самым, что заставляет их жрать три горла. Ведь человек не бегемот же, не может 10 буханок съесть, накопить, чтобы внукам досталось. А кто внуки? Тихоходки внуки или плесень? Что будет с внуками, если все будет идти в том же русле? Или же по факту деньги эти им не нужны? Пользу от этого они точно не увидят. Поэтому сегодня каждый человек, который действительно хочет сделать добро своим детям, потомкам, должен сделать максимум от него зависящий для построения созидательного общества. Потому что сегодня вопрос стоит о выживании человечества в целом. Благодарю за внимание и передаю слово следующему спикеру. Thank you, Arman. You're absolutely right. If we take an honest and open-minded... Спасибо, Арман, вы абсолютно правы. Если честно и непредвзято посмотреть на сегодняшнее положение, то тупик общества потребления очевиден. Мы катимся с горы в пропасть, и никто не хочет остановиться. Мы видим, мы понимаем, мы знаем, но мы продолжаем катиться. И мы молчим, потому что говорить неприемлемо. Для кого неприемлемо? Посмотрите на то, что уже происходит. Подсчитайте, как нарастает разрушение. Все ссылаются на то, что власти ничего не хотят. Но кто такие власти? Кто такие власти? Это обычные люди. Мы избираем их, поэтому несем за них ответственность. Что они могут сделать? Даже если правители всех стран соберутся вместе, они ничего не сделают. Пусть они остановят хотя бы одну катастрофу. Остановят ли они землетрясение с помощью денег? Будут ли они собирать доллары и заполнять ими вулкан? Это глупости. Что они хотят, чтобы мы сделали? Перестать производить СО2, посадить деревья? Какая от этого польза? Это все сказки. Океан уже производит СО2. Какая от этого польза? А тропические леса уже начинают вырабатывать углекислый газ вместо кислорода. Они мутируют быстрее, чем мы. Мы можем дышать углекислым газом? Не можем. Мы можем жить при радиации? Нет, не можем. Как мы выживем? Мы дошли до точки абсурда. Мы сосредоточены на том, что для выживания нам нужны деньги. Но мы забываем, что мы не можем выжить без воздуха, без чистой воды. Мы уничтожаем и потребляем ресурсы планеты, не думая о том, что мы оставим нашим детям. Мы оставляем им в наследство дома и деньги. Они что? Будут они пить деньги вместо чистой воды? Где будут эти дома завтра, если планета будет уничтожена? У индейцев Северной Америки есть пословица. Если вы заметили, что едете на мертвой лошади, важно ее сменить. Сейчас мы едем на мертвой лошади. Она катится вниз по инерции. Это мертвая лошадь, на которой мы все сидим. В желании выжить из нее максимум ради личной пользы, краткосрочной выгоды, мы можем утратить наш последний шанс. Проблема в том, что мы все это знаем, но продолжаем так поступать и не хотим ничего менять.
по привычке, из-за денег. Мы продаемся, каждый хочет устроиться получше, и именно это мешает нам быть человечными. Как только появились деньги, начало стремительно развиваться потребительство, и оно вытравило из нас все человеческое. В обществе потребления все строится вокруг этого. Если у тебя нет денег, ты умрешь и ничего не сможешь сделать. А деньги дают блага. Еще немного, и все увидят, какие эти блага на самом деле. Скоро все будут голодными, боссами и голыми из-за потребительства, при котором каждый хочет быть самым сильным на мертвой лошади. И этот абсурд у всех в головах. Все видят, что происходит, но при этом продолжают делать глупости дальше. Если мы слишком поздно опомнимся, то ничего, никто и ничто не сможет остановить катастрофу. Мы с вами у разбитого корыта на дохлой лошади. Неужели мы будем бороться за кусок хлеба на мертвой лошади? В конце концов, мы понимаем, мы поколение, которым придется пройти через это. Либо мы сможем всему этому противостоять, либо все закончится вместе с нами. Все говорят об этом в кулуарах. Слава Богу, что мы можем говорить об этом открыто. Почему мы должны это скрывать? Какой в этом смысл, если это касается всех? Если мы еще можем что-то сделать, стоит ли нам молчать в угоду общества потребления? Нам не нужны войны и катастрофы. Мы просто умрем, потому что планета вымирает. Это один из вариантов. Другой вариант. Сначала мы все окажемся на улице, потому что нашу работу будет делать искусственный интеллект. В прекрасном мире будут жить только те немногие, кому позволит Эль. Такие менее 1%, а остальные будут желать смерти. Такова реальность, которая нас ожидает. Нужно быть идиотом, чтобы этого не видеть. Но есть и другой вариант. Это созидательное общество, в котором наивысшей ценностью является жизнь каждого человека. И это не новая идея. Заратустра, Будда, Христос говорили об этом 6000 и 1500 лет назад. Все пророки мечтали о созидательном обществе и говорили, каким оно должно быть. Созидательному обществу нет альтернативы. Пророки учили нас, что человеческое общество должно быть основано на любви и уважении друг к другу. И нет ничего более ценного, чем человеческая жизнь. Так что же мы выбираем? Спасибо. А сейчас я хотел бы передать слово Ирине. Здравствуйте. Я обращаюсь к вам, к жителям планеты, как к совести Земли. Время начало отчет. По нам уже звонит колокол. Вы слышите его? Когда перед нами проходят эти страшные кадры увиденного и картины настоящего и ожидаемого будущего, где не будет избранных перед лицом уничтожения. Планета в агонии, но мы разучились слышать голос нашей планеты. Так же, как мы разучились слышать и слушать друг друга. Мы безразличны друг другу и событиям за окном. Но разве мы всегда были такими бесчувственными? Или существующая система сделала нас подобными за многие века? Потому что долгое время в нас воспитывали рабов. Но мы
начинаем просыпаться, чтобы понять, если страшное ожидаемое осуществится, кто тогда выживет? Ответ прост – никто. Элита будет также стерта с лица Земли глобальными катаклизмами. И у нас один путь к спасению – в объединении. Но важно понимать, что при сохранении нынешнего потребительского формата проживания мы не решим этот вопрос никогда, так как в подобном формате в обществе все находятся в противостоянии, в недоверии, ссоре. Но простите, кто все? Это они, всемирные сценаристы зла, навязывающие нам свои фатальные сюжеты. Они находятся в ссоре, но не мы с вами. Те, кто диктует нам, как жить, кто скрывает от нас правду, делит наши доходы, наши земные блага и никак не насытятся тем, что имеют, и не насытятся никогда в потребительском формате, где деньги считаются первым и единственным благом. И вот такую правду надо озвучить. Только эта правда поможет нам увидеть реальность, без изменения которой у нас нету будущего. Это конец рода человеческого, конец еще одной потерпевшей крах цивилизации, конец планете Земля. И неужели даже это не протрезвляет? Пробудитесь, ведь все наши ссоры и непонимание — это просто ничто, это ерунда по сравнению с тем ужасом, который грядет. И когда мы осознаем, что у нас нет абсолютно никаких возможностей выжить в потребительском формате общества, только тогда мы обретаем шанс на спасение. Правда в том, что только одна спасательная и действующая модель управления обществом уже существует, и она решает все проблемы. Эта модель готовая, она реальная и рабочая, и она называется созидательное общество. А любые попытки скрестить созидательное общество с потребительским безрезультатны, потому что они ни к чему не ведут. В потребительском формате мы все люди будем стремиться только не к интересам общества, а прежде всего к насыщению своей собственной жадности и альфа-эго. Это и есть корень всего зла и основная причина нашего самоуничтожения в потребительском формате. И сейчас мы на грани катастрофы. А промедление смерти подобно. Ибо здесь нам приходится выбирать между жизнью и смертью. Как загнанным в угол героям из прошлых кинофильмов о разбойниках, кошелек или жизнь. Но это не кинофильм, это беда, и она грядет. Так давайте же мы откажемся от старого, умирающего мира иллюзорного комфорта, который, разваливаясь, пытается нас всех утащить за собой в пропасть, обманывая и заверяя, что все будет хорошо. Нет, друзья мои, уже ничего не будет хорошо. Так давайте откажемся от старого мира и выберем новый мир, без страха, дарующий нам жизнь и спасение, здравый смысл и закон совести, как главный духовный камертон и главный духовный инстинкт нашего существования, как людей, не униженных, не уничтожающих, не разрушающих, а созидающих. Потому что мы этого достойны сейчас, сегодня и всегда. Благодарю вас, и теперь я бы хотела попросить вашего особого внимания перед тем, как представить фрагмент из передачи «Будущее», это касается каждого,
с участием Игоря Михайловича Данилова, и понимая, что мы находимся в финале нашей уникальной конференции, мы находимся в разных уголках Земли, в разных часовых поясах. Но, пожалуйста, настройтесь и войдите в резонанс, потому что сейчас прозвучат самые, пожалуй, простой пример приведу, чтобы поняли все, даже те, у кого слишком плохая экология и слишком много СО2. Я в простом варианте скажу, что наивысшая ценность в потребительском формате — это деньги, а в созидательном — это жизнь человека. Да, друг мой, жизнь человека. И твоя, и твоих детей, и твоей матери. И наша жизнь. Жизни всех людей. И вот на этом оно и строится. И по-другому подход начинается. И по-другому думать сможем. И по-другому распределять все сможем. И производить все сможем по-другому. И шанс у нас появится, который мы сможем реализовать. Но реализовать его сможем все вместе. В этом смысл. Или опять-таки все как было, так и осталось. Будем жить, как жили. Солнце еще светит. Выходишь, небо голубое, трава зеленая. Зачем что-то менять? Можно и так поступить. Опять-таки все нам решать, друзья. От нашего выбора все и будет. Но запомните одно. Мы, ныне живущие, мы последнее поколение. Мы или же последнее поколение, которое пребывает в аду потребительского формата. И мы первое поколение, которое войдет в рай созидательного общества. Или же мы последнее поколение, которое жило в раю потребительского формата и войдет в ад той реальности, которая ждет нас завтра в том же потребительском формате. Нам решать, друзья, кем быть. Знаете, что хочу сказать? Что в будущем, при любом развитии событий, какой бы мы путь ни выбрали, у нас не будет ни бедных, ни богатых. Мы все будем равны. Но в одном случае это будет прекрасный мир, а в другом случае нас выровняет всех судьба, которую мы определим с вами. Именно мы. Собственным безразличием, бездействием. И все мы будем равны. Нам выбирать и нам решать, по какому пути идти. Выбор за нами, но выбор за каждым. И если мы не донесем и не пробудем все человечество, мы ничего не решим. Сами мы не сможем. Для того, чтобы мы могли, скажем так, по нашей реке, в нашей лодке все-таки уплыть от того водопада, нам надо грести все вместе. Это важно. Прошло время эгоцентризма, пришло время объединения. Это замечательное время. Время взрослеть каждому и ответственно относиться к своей жизни. Время выбора, кто ты, человек или животное. Если ты человек, то ты часть всей нашей цивилизации, всего человечества. А если ты животное, то без тебя и мы станем животным. И выбор за каждым. Кем быть? И жить нам или не жить. Знаете, как в классике, быть или не быть. И вот этот выбор сейчас делает каждый. Каждый из нас. Или не делает. Но результат будет по нашему выбору, по выбору каждого из нас. Дорогие друзья, сегодня состоялось событие мирового значения. Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого, на которой были освещены многие острые проблемы современности. Рассмотрены причинно-следственные связи катастроф и кризисов, которые уже происходят, и тех,
с которыми всем нам еще неизбежно придется столкнуться в ближайшем будущем. Мир стоит на грани. Потребительская бездумная деятельность наших предков уничтожила наше будущее. Своим чрезмерным потреблением мы практически убили нашу планету. Мы, люди, как раковая опухоль в организме нашей планеты, продолжаем все стремительней и стремительней уничтожать наш единственный дом, нашу планету Земля. Прямо сейчас на нашей планете происходит процесс глобального изменения климата, на который мы, как человечество, повлиять уже не в силах. В то же время мир стоит на пороге технореволюции. Казалось бы, технический прогресс — это ожидаемый необходимый скачок в развитии цивилизации. Он открывает для человека безграничные возможности. Но, как мы сегодня услышали, развитие того же суперинтеллекта при условии сохранения в обществе потребительского формата взаимоотношений обернется для человечества глобальной катастрофой. Искусственный интеллект заменит все и всех. Последствия коснутся каждого. Неизбежным будет утрата работы, утрата возможностей обеспечения необходимых, даже базовых потребностей. Утрата гарантии завтрашнего дня. Утрата шанса на существование для каждого из нас. Выживание подобно зверям. Тотальное недоверие друг к другу, пугающая неизвестность. Вот что нас ждет в условиях потребительского формата. Чтобы лучше понять, к чему это приведет, достаточно трезво посмотреть на реальность сегодняшнего дня открытыми глазами. Уже сегодня, в период мирового кризиса, вопрос безработицы стоит крайне остро. Наличие кризиса в обществе всегда сопровождалось социальной нестабильностью, нарастанием хаоса, общественными волнениями, бунтами, погромами. Давайте вспомним крупномасштабные протесты в США, которые привели к массовым беспорядкам. Да, в конечном счете их активно подавили с целью сохранения общественного спокойствия. Но почему они происходят? Не из-за той же безысходности. Инстинкт выживания, расовая дискриминация, неудовлетворенность уровнем жизни заставляет людей выходить на улицу для того, чтобы быть услышанными. Услышанными для того, чтобы выжить. Тяжелые условия существования способствуют отсутствию у людей объективного восприятия, сужению мыслительных процессов к точке собственного выживания. Как следствие, изначально мирная процессия людей превращается в агрессивное звериное стадо, которое крушит все на своем пути. Ведь мы с вами неоднократно это уже наблюдали. Так что же нам ожидать от общества с потребительским, эгоистичным мировоззрением, когда в скором будущем каждый окажется в ситуации выживания, на грани жизни и смерти? Кто сможет остановить не тысячи и даже не сотни тысяч, а многие миллионы агрессивно настроенных людей, у которых отняли будущее, отняли надежду на завтрашний день, отняли последний кусок хлеба? Вы спросите, кто у нас это отнимет? Я отвечу вам. Те, кто сейчас сидят сложа руки. Те, кто бездействует. Они не глупые. Они все видят и понимают. Но они обладают правом голоса и при этом ничего не делают. Они молчат.
Наше будущее у нас уже сейчас, прямо сейчас, отнимают пассивные граждане нашего общества. Худшего вреда, чем безразличие, на сегодняшний день нет. Таким людям плевать на человечество, плевать на планету. Эти эгоисты пренебрегают даже своими близкими, своими детьми. Эти иуды за 30 серебряников продают наше будущее. Но все мы помним, чем в конечном счете закончил Иуда. Их эгоизм затуманил им взор. И они сейчас не видят, что в ближайшем будущем они своим сегодняшним безразличием убивают не только себя, но и становятся убийцами миллиардов, убийцами всего человечества. Я обращаюсь к тебе. Задумайся. Разве ты хочешь лишить будущего собственных детей? Разве ты желаешь смерти своим близким и любимым? Разве ты хочешь своим бездействием убить всю нашу цивилизацию? Задумайся. Почему такое безразличие и бездействие, граничащее с суицидом, доминирует в сегодняшнем потребительском обществе? Согласись, если такое будет превалировать в нашем обществе и дальше, то негативный исход для нас всех абсолютно справедлив. Значит, мы это заслужили, потому что мы выбираем такой гибельный путь именно сейчас своим безразличием. Хотим ли мы для себя такого развития событий? Или мы хотим построить общество мира и созидания? Каждый здравомыслящий человек должен задать себе этот вопрос. Только вместе мы сможем противостоять тому, что уже происходит, и тому, что произойдет, если мы хотим будущего для своих близких, детей и в первую очередь для себя. Так мы и дальше будем оставаться рабами потребительского мышления и прятаться, как трусы, в дерьме собственного эгоизма, делая вид, что нас это не касается? Я говорю нет. Время лжи и пустых надежд прошло. Взошло солнце правды. Пришло время каждому принять личную ответственность за свой выбор. Пришло время нам стать настоящими героями, людьми чести, совести и достоинства. Мы люди. Вместе мы можем многое. Впереди нас ожидают тяжелые времена, но надо помнить, что исход событий мы формируем сами и зарождаем его именно сейчас своим собственным выбором. В наших силах не только преодолеть грядущие несчастья, но и построить настоящую цивилизацию, цивилизацию мира и добра для процветания будущих поколений. Все зависит от нашего выбора, от доминирующих приоритетов в наших головах, от нашей стойкости. Кем бы мы ни были, мы в первую очередь люди. И мы можем пойти навстречу друг другу и объединиться в созидательном взаимодействии уже сейчас. Тогда мы выстоим, мы выживем, мы возродимся. Мы можем мирным путем, без жертв и потерь, создать лучшее общество. Мы можем созидать, а не разрушать. Но объективный взгляд на сегодняшнее состояние общества говорит о многом для тех, кто умеет смотреть вперед. Что доминирует в нашем обществе? То, что доминирует в нашей голове.
конфликты, войны, противостояние, желание власти и денег. Уже сейчас в мире наблюдаются обострения социально-политических, военных, экономических, межнациональных, религиозных и иных конфликтов. Это просто антропологическая катастрофа. Это уничтожение всего человеческого в человеке. Для умных людей понятно, что с учетом развития новой технологической эры возникнут и новые стратегические риски и угрозы для всего человечества, которые не сравнятся с предыдущими вызовами. И преодолеть их в условиях сохранения потребительского формата будет просто невозможно. В итоге человечество само себя уничтожит. Именно поэтому считаю важным подчеркнуть, что на сегодняшний день проблематика войн и конфликтов серьезная, требующая глобального переосмысления всеми нами истинных их причин. Вдумайтесь, только за недолгий период начала 21 века в мире уже насчитывается более 50 крупных военных конфликтов. И география таких конфликтов и локальных войн, дестабилизирующих наш мир, только растет. И прибавьте к этому еще мировую статистику повседневных ограблений, убийств, нападений, плюс страх терроризма, потери работы и социального статуса, расовая дискриминация и расовое насилие. Вы только вдумайтесь, в 21 веке, если ты другого цвета кожи, то тебя могут убить и не понести за это никакого наказания. И это мы называем цивилизацией. Осталось ли в нас, людях, хоть немного нравственности и сострадания? Или же деньги испортили всем нам мозги? Посмотрите, что творится в религиозных организациях. Казалось бы, нашей последней надежде на справедливость. Ведь мы не раз видели в истории, как жадность и гордыня всего лишь одного человека, представителя определенной религиозной организации, способны разрушить мир в обществе и привести к кровопролитным вооруженным столкновениям целых народов. К сожалению, борьба за власть и доминирование не прекращается и в религиозных организациях. Хотя все пророки призывали людей жить в мире и любви, то есть в созидательном обществе. Но потребительский формат до сих пор управляет нашими умами. На почве религиозных противоречий и непомерной жадности жрецов уже погибла огромная масса людей, и до сегодняшнего дня люди продолжают гибнуть. Об этом стоит задуматься всем нам. В какой мясорубке конфликтов мы существуем сейчас? И что нас, всех нас, ждет завтра? А какова причина всех этих войн и конфликтов? Нам отвечают: бизнес. Это всего лишь бизнес. То есть чей-то частный интерес. Тоже желание Иуды продать будущие цивилизации за 30 серебряников и потратить их на какое-то барахло. Но кто породил этих Иуд? Мы, потребители. Мы создали мир потребительства, где бизнес доминирует над здравомыслием. Мы творим все возможное, чтобы заработать денег,
не задумываясь о последствиях. Мы же создаем условия, которые убивают человечность в людях. Мы, потребители, разделили мир на бедных и богатых. Мы, потребители, стимулируем у одних жадность, гордыню и алчность, бесконечную погоню за прибылью, а у других зависть, ненависть, борьбу за выживание, суженность мышления. И все это в итоге сеет в наших головах безразличное отношение друг к другу, к будущему нашей цивилизации, делает нас глухими и слепыми перед надвигающейся глобальной катастрофой, которая сметет все и всех на своем пути, и бедных, и богатых. Сегодня мы пожинаем плоды доминирования потребительского формата взаимоотношений. Задумайтесь, разве каждый из вас счастлив? Нет. Мы думаем, что счастлив кто-то другой, кто живет лучше нас. Но счастлив ли тот человек? Подойдите и спросите его. Поговорите с ним по-человечески, и тогда вы оба поймете, насколько этот мир прогнил. И что с этим надо что-то делать. Если же мы сегодня не начнем действовать, договариваться друг с другом, мы окончательно утратим наше будущее. Всем нам пора забыть обиды и претензии друг к другу. Всем нам пора открыть глаза и трезво взглянуть на то, что происходит в нашем мире, что происходит в нашем общем доме. Если сейчас мы не договоримся все вместе и не примем решение изменить формат общества из потребительского на созидательный, если сейчас мы ничего для этого не сделаем, то завтра нас ждет как минимум сокращение населения на 95%. Как бы дико и античеловечно это ни звучало. А это значит, все мы, подчеркиваю, все мы, наши семьи, наши дети, внуки, наши родственники, наши друзья, наше окружение, всех нас завтра уже не будет. Вы скажете, это несправедливо. Но в потребительском обществе, с учетом происходящей ныне технологической революции, замещения роботами человеческого труда, сокращение населения на 95% — это вынужденная мера для предотвращения катастрофических последствий. В противном случае, кто остановит голодные бунты миллиардов агрессивных, обездоленных людей, выкинутых на улицу? Людей, нас с вами, оставшихся без работы и средств к существованию. Разве мы согласны с таким развитием событий? Но кто останется в числе тех 5%? Кто и каким образом будет проводить этот отбор? И какой цвет кожи будет доминировать среди этих оставшихся в живых людей? А разве мы 95% не люди? Разве мы с вами не люди? Разве мы все, вне зависимости от нации, цвета кожи, пола, вероисповедания и социального статуса, мы не люди? Нет. Мы люди. И имеем право на жизнь.
И каждый из нас это должен доказать именно сейчас, своими активными действиями в построении созидательного общества, ради нашего общего будущего, ради будущего всего человечества, подчеркиваю, ради выживания всего человечества, а не всего лишь 5%. Сам потребительский формат создает условия для разделения нас. Мало кто понимает, что на самом деле данная попытка сокращения населения никого не спасет, и тех, оставшихся в живых 5% тоже. Потому что основной причиной нашего уничтожения будет сохранение потребительской модели общества. В итоге, лишившись общего эгрегора цивилизации, оставшиеся в живых люди просто как крысы в бочке сожрут друг друга, а последних уничтожит климат. Ведь эгрегор цивилизации — это люди, а не деньги. Это наша общая энергия. Это наш совокупный потенциал, который не заменит ни один робот, ни один, даже самый мощный искусственный интеллект. Но наш общечеловеческий эгрегор проявляется только в сплоченности и единении всех нас. Не случайно именно перед грозящими глобальными катаклизмами природа породила нас в количестве 8 миллиардов, вопреки войнам и насилию в обществе. Это именно та цифра, благодаря которой общий человеческий эгрегор цивилизации способен сделать эволюционный прорыв, а также устоять перед надвигающимися глобальными катаклизмами. Давайте говорить честно. Мы не знаем природу. Мы не знаем Землю. Мы не знаем космос. Мы не можем предугадать их действия, где и что завтра произойдет, какой внезапно случится катаклизм. Всем, чем владеет наука, это гадание на основе гипотез, которые разрушаются как карточный домик при столкновении с реальностью. Ведь если что-то в природе случается, это имеет свои глубинные причины и последствия. Но в эпоху глобальных кризисов и природных катастроф в одиночку никто не выживет. Здравомыслящие люди понимают, что единственный путь, в котором человечество сможет выжить в тяжелые для всех времена, не прибегая ни к сокращению населения, ни к самоуничтожению, и при этом сохранив и приумножив технические и интеллектуальные достижения цивилизации, это построение созидательного общества. Создание лучшего будущего возможно только во всем мире при участии большинства населения нашей планеты в построении созидательного общества. Время рабства потребительского формата подошло к своему завершению. Наступает время осознанного выбора каждого человека. Это начало новой эпохи нашего общечеловеческого созидательного взаимодействия. Это начало нашего настоящего знакомства друг с другом. Многие говорят о лучшем мире, но они всего лишь говорят и в то же время бездействуют. Ведь за 6000 лет потребительского формата никто так и не пошел дальше своих обещаний, не построил прекрасный мир для людей, а лишь за счет отобранных жизней людей улучшил свое благосостояние. И это всем нам надо помнить. И сегодня никто, кроме нас, этого не сделает. Сегодня никто, кроме нас, не спасет мир, утопающий во лжи.
Согласитесь, нет ничего проще, чем давать пустые обещания. Намного сложнее сказать правду, и не только всему миру, но и самому себе. Намного сложнее переступить через свой эгоизм и объединиться. Намного сложнее взять ответственность и начать действовать во благо нашего общего будущего. Будить и информировать тех, кто еще зомбирован и зашорен потребительским форматом. Это единственный путь, чтобы всем нам выжить. Так могут поступать только настоящие герои. Согласитесь, ведь в нашем потребительском формате практически все живут в страхе, эгоизме, в заботе лишь о себе. Люди не прослеживают причинно-следственные связи, абстрагируются от решения важных, общечеловеческих проблем. Они перекладывают ответственность на других, словно маленькие дети на родителей, а сами стоят в сторонке. А аллатровцы же — это взрослые, ответственные люди. Мы — волонтеры из разных стран мира, участники международного общественного движения «АЛЛАТРА», объединяемся, чтобы выжить. Мы делаем это ради человечества, ради всех нас, на благо каждого, исключительно мирным, цивилизованным путем, не разрушая, а созидая. Нельзя построить мир через разрушение. Сейчас важен каждый человек. Аллатровцы делают многое, но без тебя, мой друг, наши возможности гораздо меньше, чем с тобой. Только вместе мы сможем противостоять надвигающейся катастрофе. Если хотим будущего для своих детей, для своих близких и в первую очередь для себя. Только сообща, только в объединении мы сможем стать по-настоящему единой цивилизацией. Вы знаете, дети как-то меня спросили, а что такое подвиг? И я задумался, а что такое подвиг в потребительском обществе? Ведь термин «подвиг» в истории человечества применяется ко многим сражениям, событиям различных войн. Сколько было пролито крови, сколько жизней было погублено, и все ради чего? История гласит о разных примерах, но глобальная суть их одна — укрепление власти, потребительского формата на человеческой крови. Может, не надо нам больше таких подвигов и такой ценой? Может, хватит называть подвигом историю прошлого, прописанную нашей человеческой кровью? Может, лучше совершать подвиг в том, чтобы исключить любые прецеденты к насилию, голоду и человеческим убийствам, ограничить низменные качества и возродить в людях все человеческое. Мы можем совершить подвиг в том, чтобы объединиться и вместе построить нормальное, здоровое общество, созидательное общество, в котором ни один ребенок в мире не останется больше сиротой, а матери никогда не испытают горя утраты. На сегодняшний день в потребительском формате наивысшей ценностью являются деньги, а в созидательном обществе — жизнь человека. Запомните это, люди. Самое ценное — это жизнь каждого человека. Жизнь людей, в том числе и твоя, и моя. Первая основа созидательного общества гласит: нет
И не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит, ценны все люди. Пришло время вернуть наши истинные ориентиры и ценности. Наш выбор — мир и созидание. Наша главная ценность — жизнь каждого человека. Наша опора — человечность. Наши ориентиры — будущее наших детей. Наша цель — созидательное общество. АЛЛАТРА — это последний оплот человечества. В этом и смысл АЛЛАТРА, чтобы мы все выжили. В этом суть. АЛЛАТРА для этого и создавалась не для кого-то, не для чего-то, а для всего человечества. В этом смысл проекта «Созидательное общество». Это единственный путь спасения для всей цивилизации. АЛЛАТРА — это уникальный пример всеобщего объединения человечества. Здесь объединились представители разных рас, национальностей, вероисповеданий. Те, кто понимают всю сложившуюся ситуацию, с трезвым взглядом смотрят на мир и надвигающиеся бедствия, и активно действуют в построении созидательного общества, несмотря ни на что. Здесь объединились настоящие люди, действительно настоящие герои. Они стремятся донести правду до людей. Они видят будущее, в отличие от других, и сейчас делают все для спасения человечества. АЛЛАТРовцы бескорыстно действуют на пользу других, не считаясь со своими личными интересами. Они тратят собственное время, собственные средства, подчеркиваю, собственные. Они транжирят государственные деньги, не выпрашивают какие-либо преференции или грантов и не зарабатывают на этом. Они не стремятся нажиться на катаклизмах, на горе человеческом. А они свое время и средства тратят на то, чтобы реально спасти людей, спасти нашу цивилизацию. И это, я говорю о вас, участники построения созидательного общества, волонтеры со всего мира, люди доброй воли, о всех вас. Ведь аллатровцы — это люди, в которых доминирует честь, совесть, человечность. Это все те, кто отказался быть зомби потребительского формата, перестал быть животным и стал человеком. Аллатровцы — это прогрессивное человечество. Это лучшие из лучших, которые объединили свои силы на то, чтобы спасти наш мир. Это пример настоящей заботы о людях. Аллатровцы — это настоящие герои нашего времени. Ведь настоящие герои — это не те, которые убивают друг друга, а те, кто спасает жизни друг друга и всего человечества. И в этом есть смысл самого движения АЛЛАТРА — двигаться в сторону жизни. Международная онлайн-конференция «Глобальный кризис» — это уже касается каждого. Состоялась благодаря вам, аллатровцы, благодаря участникам проекта «Созидательное общество», благодаря умным, передовым людям, которые понимают необходимость действовать сейчас во благо будущего человечества. Их большая заслуга в том, что они не молчат. Они действуют. Сегодня, благодаря им, вы, друзья, узнали правду. Правду сегодняшнего и неотвратимость завтрашнего дня.
Хочу выразить также огромную благодарность всем прогрессивным дальновидным людям. Благодарность всем, кто слушает и понимает. Благодарность всем, кто собственными силами, возможностями и средствами пытается сохранить человечество. Не единицы сохранить, а пытается сохранить все человечество. Кто не спит ночами, кто тратит собственные силы, средства и время на то, чтобы завтра наступил рассвет для каждого, и чтобы у нас, у всех, был завтрашний день, чтобы мы увидели, как восходит солнце, солнце правды, которое светит для всех. Сегодня мир делится на тех, кто своим безразличием, молчанием, жадностью, бесчеловечностью уничтожает наш мир, и на аллатровцев, тех, кто спасает наш общий дом и делает все от них зависящее, чтобы у нашей цивилизации было будущее. Сегодня мир делится на черное и белое, и серого больше не будет. Мы, аллатровцы, всецело следуем по пути спасения человечества, всех нас, и будем следовать, пока из бури невзгод нашего времени не восстанет справедливость, пока весь мир не будет в безопасности. Мы пытаемся докричаться до глухих и достучаться ударами собственного сердца до бессердечных. Мы пытаемся дать шанс тем, кто от него отказывается. Потому что только вместе мы сможем выжить. Только все вместе мы сможем стать единой цивилизацией. Сегодня каждый должен принять решение. Или мы оставляем все как есть, и будь что будет, и своим безразличием пускаем под откос поезд под названием человечество, уничтожая себя же. Или же мы приложим максимум усилий, чтобы спасти нашу планету, дорогих нам людей, родных, близких, своих детей и самих себя. Если мы этого не будем делать или оставим все как есть, пустим все на самотек в надежде на то, что за нас кто-то сделает, то наши дни сочтены. Никто за нас этот выбор не сделает. Никто, кроме нас. Если у нас сердца не горят за каждого человека в этом мире, не болят за каждого несчастного ребенка, тогда кто мы? Прежде всего, нам нужно дать ответ самим себе, глядя в глаза своих детей, глядя в глаза своих матерей, своих любимых. Стоит ли нам спасать этот мир? Ответить на этот самый важный вопрос, стоящий сегодня перед всем человечеством. Но ответить должен каждый из нас. Так стоит ли спасать этот мир или не стоит? Я скажу за всех здравомыслящих людей планеты. Да, стоит. А сейчас я хочу обратиться к тебе, мой дорогой друг. Спасение всего человечества в твоих руках. Да, друг мой. Именно в твоих руках. Ты уже знаешь, что сегодняшнее положение мира более чем критическое. И спасти этот мир без тебя невозможно. Такова на сегодняшний день наша реальность, когда выбор неизбежен: либо смерть, либо жизнь. В нашем объединении и самоорганизации наша сила и наше спасение. Только с построением созидательного общества мы победим смерть и обретем возможность жить. Но без тебя, мой друг, мы ничего не построим и никого не спасем. Ни тебя, ни себя,
не человечество. Мы люди. Мы достойны созидательного общества. Его стоит построить ради будущего наших детей, наших потомков, ради будущего всего человечества. Так давайте, наконец, друзья, мы объединимся и позволим наступить эпохе торжества справедливости, эпохи торжества жизни. Для этого нужен каждый из нас.